Да. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, и, знаете, смотря на название данного сезона, я хочу кое-что сказать. Лишь через время мы осознаем, насколько же ценные уроки мы все получаем сквозь ту череду приятных или, может быть, даже негативных событий. Событий, которые окружают нас в повседневных и, казалось бы, не столь значимых жизненных эпизодах. Правда? Представьте, ссора с близкими людьми, тяжелый разговор с другом, разрыв отношений. В любой из этих и многих похожих инцидентов нам приходится учиться делать выбор. Понимаете вы или нет, но в момент подобных событий мы никогда не осознаем и даже не догадываемся, в какое мгновение начнется новая история, поставив точку для предыдущей. Никто ведь и не вспомнит, когда произошел тот самый последний диалог с тем самым хорошим знакомым. Когда я осознаю значимость этих случайно поставленных точек, название сезона пугает меня. Тем не менее, дамы и господа, добро пожаловать в продолжение и одновременно с этим начало новой истории под названием «Точка невозврата». Эксперименты, угрозы, неожиданные знакомства и вновь те самые муки выбора. Все это нас ждет в опять же новой истории на версии Майнкрафта 1.21 «Точка невозврата». Один из первых, Междумирис Лолошка, осознав, что является далеко не простым мироходцем, а самое главное, узнав о родном мире под названием Архей, спасаясь бегством со своим альтер-эго по имени GDH, побежал не туда. GDH вернулся туда, с чего все началось, а вот Лолошка, неизвестно по чьей воле, возможно даже по своей, отправился туда, неизвестно куда. Друзья, игра со временем штука несомненно опасная, что очевидно, ведь даже если мы не создали временной парадокс, смотрящий явно заинтересовался нами. А я напомню, смотрящий — олицетворение самого времени. В этот момент предлагаю перестать гадать на кофейной гуще, поэтому переходим к самому главному — точке невозврата. И, друзья, во времена сильнейшего замедления Ютуба сегодня я, возможно, наверное, побуду самым навязчивым человеком на планете. Самое главное, что я хотел сказать и напомнить, ваша поддержка в столь нерадужное время — это самое радужное, что может произойти со мной, да и, будем честны, любым другим ютубером, блогером и так далее. Пожалуйста, не забудьте подписаться, ведь во времена поломанных алгоритмов и замедления это позволит вам не пропускать выход новых серий. Не забывайте про лайк, возможно, комментарий и, не часто это произношу, колокольчик. Огромное спасибо, если вы не пропускаете это мимо ушей, а мы, как говорится, готовы начинать. Добро пожаловать в сезон «Точка невозврата». Поехали! Так, все? О, слушайте, походу прямо сейчас перед нами была метафора. Метафора на путешествие во времени. О-хо-хо! А иначе непонятно, почему там были какие-то динозавры, часы на солнце и так далее.
Лие. Ой. Всем привет. О, черт возьми. Где я? Что я? Блин, ребят, на самом деле все то, что вы сейчас видите, я тоже вижу впервые, поэтому давайте, наверное, самое главное, что нужно сейчас в начале, не упасть в грязь лицом. Надо понять, что мы, где мы и так далее. Я уже вижу какие-то мозги. Это что, рассудок, да? Далее вижу желудок. Далее показатели тела моего персонажа и... валюта. Или, может быть, какая-то прокачка. Наверное, самое главное, что вначале точно стоит сказать. Всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка. И добро пожаловать в новый сезон под названием «Точка невозврата». Новые трудности, постепенное понимание происходящего. И вы только поглядите на это. Новый вид от третьего лица. Что ж, необычно. Ага, я могу драться. У меня есть выносливость. Но, тем не менее, пока не совсем понятно... Что я? Куда мне в итоге нужно? Черт, Джон! Что значит я бегу не туда? Где я? Когда я? Так, ладно, надо осмотреться. Похоже на какую-то лабораторию, в которой кто-то при этом живет. Видимо, я нахожусь под землей, раз нет окон и выход ведет куда-то наверх. Ох, не нравится мне все это. Стоп. Это что, компьютер? Может быть, удастся что-то найти в нем? Так, слушай, Лолошка, подожди, куда ты так торопишься? Давай, наверное, посмотрим, что мы можем. А мы можем увидеть верстак. Ага, значит, какие-то механики Майнкрафта мы сможем использовать. Принято. Значок «Биологическая опасность». И вот эти восклицательные знаки меня что-то как-то на самом деле не вдохновляют. Так, подожди, а если я по кнопочкам нажимаю? Уровень 1. Окей, прокачка персонажа. Прикольно. Здоровье 19 из 19. И атрибуты. Живучесть. Показатель жизненной силы персонажа. Повышение уровня увеличивает здоровье и снижает риск травмы. Звучит окей. Далее, выносливость. Повышение уровня увеличивает переносимый вес и запас сил. Переносимый вес? Да ладно, то есть... Чего? Нет, пожалуйста! Заблокированный инвентарь, да вы чё, шутите? Блин, ребят, вот честно, на протяжении всех сезонов я боялся, что когда-нибудь дойдет до того, что у меня нельзя будет использовать инвентарь. Так, получается, здесь атрибуты, в отличие от предыдущих сезонов, на много что влияют, да? Так, допустим, ловкость. Повышение уровня улучшает навыки обращения с инструментами и оружием. Ага, так, ладно, интеллект. Повышение уровня увеличивает запас магических сил. Спойлеры. А также восприимчивость к новым знаниям. Это, я так понимаю, скрытая магия. И мы можем прокачивать разные показатели. Например, удача. Повышение уровня увеличивает шансы находить больше ценных ресурсов. И наш Лолошка захотел порыться в компьютере. Привет. О, ух ты. Я даже не ожидал, что заработает. Ладно, давайте посмотрим. Уткер. Ни о чем мне не говорит, кажется. Смотрим дальше. Уткер? Тебе ни о чем не говорит Уткер? Уточка. Ты посмотри, здесь уточка. Базовый модуль. Так, ну давай, базовый модуль. Что это? Текущий уровень модуля. Вода есть, электричество есть, воздух есть. Воздух? Кажется, я начинаю понимать, зачем здесь эти... Что это? Скафандры. Включают в себя электрогенератор, комплексный водный рекуператор, кислородный генератор, койко-место, базовое хранилище, а также набор защитной одежды на все случаи жизни. Отключаемая цветная подсветка, шумоизоляция и запас пищи в комплект не входят и приобретаются отдельно. Ага, то есть получается вот это у нас валюта. Так, а еще что можно? Здесь не понажимать. Уточка. Да. Что вы хотите сделать? Здравствуйте. Что вы хотите сделать? В плане, что вы хотите сделать? Я могу печатать! Чего? Да ну нафиг я могу! Так, подожди. Это необычно. Улучшить модуль. Давай, допустим, улучшить модуль, раз там про модуль говорилось. Так, как отправить? Как... я, наверное, пока ничего не могу делать, да? Блин. Ну ладно. Материалы, базовый модуль. Посмотрим. Так вот оно что. Мы действительно можем улучшать. И нам потребуется бункерная обшивка. Большая металлическая пластина с композитной прослойкой. Отлично изолирует стены от воздействия внешней среды и звуков. Никто не услышит ваших криков.
Прикольно. Так, и нам понадобится также 500 вот этих непонятных шариков. Наверное, какие-то камешки. 500 штуковин, да? Улучшить. Повышение уровня модуля позволит немного улучшить жилищные условия, скорость работы энергосети, а также позволит использовать более мощные батареи в защитном скафандре. Ага! Все-таки действительно скафандре. Да-да-да, я понимаю, что скорее всего сейчас мне это мало что дает, но тем не менее спасибо за информацию. Кстати, некоторые наверняка зададутся вопросом, почему Лолошка сказал, что значит я бегу не туда, и при этом упомянул Джона. Давайте немного поясню. В конце предыдущего сезона под названием Сердце Вселенной я со своим альтер-эго по имени Джон, соединившись, побежали из своего родного мира под названием Архей. План был надежным как часы, но проблема в том, что в момент побега я и Джон почему-то разъединились. Помните, Джон сказал: Лолошка, ты бежишь не туда. И вот сейчас мы понимаем, Лолошка это услышал. Он даже буквально повторил эту фразу: что значит я бегу не туда? То есть, если он услышал, то есть только одно объяснение, почему они оба не остановились. Они не могли остановиться. Они чисто на инерции бежали, и ноги несли их сами. Но, давайте будем честны, пока что это не отвечает на вопрос, почему они разъединились. Это сделал сам Лолошка или кто-то извне? Так, давайте-ка, наверное, еще раз посмотрим здесь. Базовый модуль мы видели. Да, Уткер. что вы хотите сделать? Ага, да, это я уже пробовал. Ну, давай, не знаю. Просто привет. О, отлично. Сейчас все выясню, я уверен. Подожди. А я же ничего не написал. Мне нужно в итоге... Вот сейчас я могу написать, правильно? Типа, кто ты? Не, давай лучше в другое. Где я? Вот это хороший вопрос. Вы хотите построить новую комнату? Чего? Нет, да, нет. Какая комната? О, мне очень жаль, что я неправильно вас понял. Давайте попробуем еще раз. Чего происходит? Продвинутым искусственным интеллектом здесь явно не пахнет. Да тут вообще интеллектом не пахнет. Разве что от меня. Так, подожди, я могу в итоге еще что-то спросить? Кто ты? Нет, давай, что ты? Нет, кто ты? Кто ты? Вот так вот. Если вы хотите первым узнавать о наших рекламных предложениях, нажмите 1. Если вы хотите посоветовать компанию Уткер другу, нажмите 2. Если вы хотите узнать больше о нашей компании, нажмите 3. Для выхода из рекламного меню нажмите 4. Чего? Как? Я же просто задал вопрос, кто ты? Неужели это тяжелый вопрос? И что мне в итоге? Ладно, давайте посмотрим, что это за компания такая. Я понял. Если вы хотите узнать больше о нашей компании, нажмите 3. Так, ну окей, 3. Инновационная компания Уткер является флагманом в мире домашних бункеров. Наша модульная система настолько проста и комфортна, что вы сможете добавлять новые модули сами. Если же вы не хотите заморачиваться, то наши строители и комплектовщики с радостью возьмут все хлопоты на себя. Доставка, монтаж, подключение коммуникаций, разводка электрики. Все это вы можете сделать сами или доверить нам. Гофрированные стены снижают эхо, которое так сильно раздражает жителей гладких бункеров. Защитно-герметические двери в сочетании с L-образным ходом снижают риски появления нежелательных частиц в вашем подземном доме. Дополнительная гидроизоляция особым монолитным покрытием гарантирует, ничто не вытечет из вашего бункера и ничего в него не затечет. Модульные бункеры Уткер. Настолько просто, что вы справитесь сами. Обалдеть. Блин, меня в такое ха-ха со всего этого. Уточка, привет. Так, получается, гофрированные стены снижают эхо, которое так сильно раздражает жителей гладких бункеров. Ага, то есть получается, мы живем в мире, где очень пользуются спросом бункеры? Да ну тебя брось. Сейчас, подожди, еще раз. Еще что-нибудь скажешь? Скажите, что вы хотите сделать? Да блин, я не знаю, что я хочу сделать, честно говоря. Да какого черта? Домашний бункер? Я не понимаю. Так, ладно, кажется, пришло время выйти на поверхность. Очень надеюсь, что мое появление именно здесь — это случайность. О, вот, кстати, хорошая идея. Действительно, выйти на поверхность. Так, мне получается сюда, верно? Хотя погоди, тут же сундук стоял, давай сразу проверим. О, каменная лопата, каменная кирка. Что?
Аккуратность? Это что за показатель такой? Аккуратность и эффективность. Ладно, я, наверное, пока-то брать ничего не буду. О, консервированный суп. Полноценное питание. Невкусно, даже если разогреть. Зато питательное. Так, ну окей. Допустим, консервированный суп я возьму. Печки у нас пустые. И давай, так и быть, побежали. Так, нам получается... А! А! Что? Окей. Вот мы и выяснили, что на поверхность лучше не лезть. И мне, видимо, очень повезло, что я появился именно в бункере. Есть у меня ощущение, что к настолько агрессивной среде моя искра не смогла бы подстроиться. Я видел в прихожей несколько костюмов защиты. Может быть, какой-то из них подойдет? Надеюсь, владелец этого места не будет против, что я тут в его вещах ковыряюсь. Это чё сейчас было? Стоп! То есть я как бы выжил, но при всем при этом вы посмотрите, чем я пожертвовал. Голова и правая рука. А, что я сделал? Подожди. Костюм. Так, розовый. Какой красивый розовый. Скафандр. Правая кнопка мыши, чтобы экипировать. Ух ты. Ля, какая красота. О, как он прикольно надевается. То есть я сейчас с этим скафандром что, должен просто выйти? Давай попробуем. Так. А! Серьезно? Ладно, попробую другой. Надеюсь, какой-нибудь да подойдет. А, у тебя еще остается... Остается желание. В смысле, другой. Ну, допустим, вот. Вау. Нифига себе. Так, мои показатели сытости и показатели рассудка остались. И у нас появляется, смотри-ка, уровень. Уровень 0. И заряд, я не знаю, что это, заряд костюма, да? Обалдеть! А, вот, смотри, у него так и написано. Защитный скафандр, уровень 1, заряд 100%. О, и, кстати, у нас есть компас. Восток, север, запад, юг. Слушай, это очень хороший скафандр. А если я попробую надеть сейчас какой-нибудь другой? Допустим, вот этот синий. Ну-ка. А, ты посмотри, то есть он не работает. Зеленый. Подожди, зеленый тоже не работает. Белый? Получается, работает только оранжевый. Даже так. Ну тогда мы, получается, надеваем и попробуем выйти. Ага. О. Кажется, я нашел подходящий. Интересно, что здесь произошло? Есть ли в этом городе кто-то кроме меня? И вообще, что это за город? Опять одни вопросы. А я ведь только-только получил ответы в своем предыдущем приключении. И вот на, опять. Чувствую себя выброшенным на улицу котенком. Так, ладно, тихо, давай, Лолошка, ты, наверное, не бузи от первого лица? Вот так, ух, блин, мне так нравится. И у меня заканчивается заряд костюма. То есть, получается, здесь радиация. И я так понимаю, что наша искра позволяет не умирать от этой радиации. Но при всем при этом, опять же, эта искра, наш орган межпространственного перемещения, не спасает. Настолько эта радиация сильна. О, привет. Медвежонок. Хе-хе. Что ж, ладно. Вот это мирочек. О, свет. Привет. Тут явно никто не живет, да? Так, ладно, я понял. На самом деле, вот это уже может быть очень важно. А, но у меня же нету места! Ты погляди, какая проблема! Так, давай-ка, наверное, консервированный суп я могу съесть? А, у меня полная сытость, я понял. Давай вот что сделаем. Дубовые доски мы переделываем просто в доски. Далее мы берем цинковый слиток и убираем, например, паутину. Она нам явно не пригодится. Но мне нужно, кстати, все очень быстро делать, потому что у меня заряд прям реально стремительно заканчивается. Уже минус 10%. Стоп, что это? Что? Это... А, стоп, это мотоцикл! Точнее, это скутер. Ой. О, я могу здесь ломать и строить. Ох, блин, как я соскучился по этому. Подожди, то есть настолько ломать и настолько заходить в разные места, что мне реально дозволено что угодно? Стопка книг, кора березы, нитки. Блин, ну я не могу это взять. Если здесь есть эти вещи, значит тут кто-то жил. Но как давно здесь никто не живет? Вот в чем вопрос. Хочу что-то настакать, но у меня настолько нет места. Ладно, ладно, просто возвращаемся. Думается мне, что не самая лучшая идея тратить... Эй, погоди-ка. Все выглядит так, будто было брошено буквально недавно. Что же это за угроза такая, что я не могу без особого костюма даже выйти на поверхность? Надо попробовать найти кого-то. Кого-то, кто может помочь мне. Новое задание. Кто-нибудь меня слышит? Найти кого-нибудь живого. О, нет.
Место, в котором я оказался в этот раз, кажется совершенно заброшенным. Не добавляет оптимизма и то, что за пределами бункера, в котором я оказался, какая-то опасная среда, несовместимая с жизнью. Надо попробовать найти кого-то живого. Не может же быть такого, что я здесь один, правда? Ну, да, надо попробовать найти кого-то, кто может помочь. Но как? Как? А, вот тут лестница, кстати. Здравствуйте. Вообще не похоже, чтобы здесь кто-то что-то жило. Я пытаюсь найти вот реально хоть какую-то микроподсказочку. Но я вижу, что здесь есть огонь. О, стоп, что? Ух ты, смотри! Если я нажимаю на Shift, то мне показывается, где бункер. То есть я могу не потеряться, я могу ходить куда угодно. И при всем при этом компас покажет, куда вернуться. Я понял, спасибо. Огромное спасибо. Давай на всякий случай попробуем вот сюда сходить. Так, получается, бункер у нас это вот это строение. И я сейчас пошел за бункер. Да, смотри, он прям такой, ну, нормальный. Отделанный конкретно. Видно, что вентиляция какая-то работает. Компания Уткар. Интересно, а я когда-нибудь смогу познакомиться с владельцами компании Уткар? Свет работает, следовательно, электричество работает. И Лолошка очень правильно сказал. Все выглядит так, будто было брошено буквально недавно. И у меня тоже такое ощущение. Потому что свет, какие-то вещи. Ну, просто мега очевидно, что здесь кто-то жил. Причем, опять же, недавно. Так, здесь... Ага, не открывается. Я просто хотел бы найти что-то, чем можно было бы полакомиться. У меня, знаете, даже складывается ощущение, что вот эти первоначальные предметы могут мне сильно помочь. Так, здесь не зайти, да? Стоп. Что? Один камешек. Я получил долбанный один камешек. Подожди, за то, что просто разрушил блок? Реально? Еще? Ага, то есть это работает следующим образом. Я за то, что что-то копаю, могу получать некий опыт. Ну да, за песок, наверное, это мало, учитывая, что я помню, прокачка модуля стоила 500. И у меня ощущение, что эти 500 это супер-пупер дешево. Так, кисть. Железная сковорода. Высоковольтный кабель. Катушка высоковольтного кабеля для подведения электричества в модуле Уткар. Не рекомендуется трогать голыми руками. Так... Складывается мега ощущение, что это важная штуковина. Простите, кожа. Здравствуйте, кабель. Трогать. Ага, в костюме я могу трогать, хорошо. Много веревок, кстати, разбросано. Может быть, тоже пригодятся в будущем. Ну ладно, пока оставим. А, пипец, у меня уже 59% заряда, а я никого не нашел. Прошу прощения. Кто-нибудь? Етить. Ой-ой-ой, ты посмотри, какой туман. Солнце встает. Охренеть, оно огромное. Ты погляди на это небо. Ой, что это? А, это мой бункер. Так, ладно, получается, день и ночь в этом мире есть. Буду знать. Но куда бы я ни пошел, очевидно, я, наверное, мало что смогу сейчас найти. Потому что у меня просто глаза разбегаются. Попробуем сейчас ходить в эту сторону. Вот просто побегу сейчас, куда глаза глядят. Так. Ух, сколько тут всего. Ой-ой-ой. И вот так вот мой костюм уже исчерпал половину своей мощности. Очень надеюсь, что в бункере предусмотрена возможность как-то зарядить его. Вообще, если так подумать, это место, видимо, теперь мой новый дом на какое-то время. Думаю, имеет смысл начать постепенно делать его лучше. Посмотрим, что помощник Уткар предложит мне в качестве новых модулей для бункера. Может быть, рано или поздно хозяин объявится, и я... порадую его или ее новыми модулями. Ну, или у меня будет свой классный бункер, где я могу дышать без дурацкого скафандра. Ох, как же здесь одиноко. Да. Стоп, подожди, 31% уже? Если я пойду дальше, то... О! Что? Уровень 2? Ты погляди, как быстро здесь тратится! Существуют уровни радиации. Или что это такое? Я до сих пор не понимаю. То есть я могу называть это радиацией, верно? Ладно, я хочу, наверное, поставить его на зарядку. Где бункер? Вот здесь. Возвращаемся. Фу. Надо разобраться, как восполнить мощности моего костюма. Я видел, что его можно было подключить. А, ну да, все правильно. Вот, берем, получается, нагрудник. А, только погоди. Сейчас уберем, наверное, песок сюда. 22%, 44. Немножко подождем. Далее снова. Смотрим. О! 22-44. Подожди, он не зарядился. А это у нас? Звук странный, как будто бы
Да, заряжается. 2680, отлично. То есть вот эта станция заряда я принял. Вот эти костюмы у нас, получается, поломаны. Мы не можем ими пользоваться. И если поломается этот... Ой, кранты нам, походу, ребята. Ой, кранты. Эй, мистер Уткер. А я могу в итоге что-то сделать? Приветствую. Видите? 1. Построить новую комнату. Что вы хотите из этого списка? Ну... Список у нас не то чтобы большой. Ну, построить новую комнату, наверное, да? Видите? 1. Медицинский модуль. 2. Метеомодуль. 3. Тепличный модуль. 4. Модуль переработки. 5. Складской модуль. 6. Модуль пищеблока. 7. Исследовательский модуль. Оу, фига, тут сколько можно всего. Ну, мне, наверное, нужно медицинский, потому что у меня голова и рука ранена. Давай 1. Как же это... Блин, это так классно! Ребят, это вообще офигеть, как круто сделано! Так, что это у нас? Медицинский модуль. Компактная медицинская лаборатория, позволяющая оказывать большинство видов помощи, а также проводить операции самостоятельно. Лаборатория оснащена базовым прививальщиком генов, что позволит владельцу улучшать параметры своего тела. Будьте здоровы! Лекарственные препараты, перевязочный материал и крики боли в комплект не входят и приобретаются отдельно. Что? Количество оказываемой медицинской помощи ограничено одним использованием в день. Так, подожди. Это стоит дорого, если так посмотреть-то, да? Вообще, знаете, у меня складывается ощущение, что здесь есть какой-то склад, который можно обыскать. Здесь я такого явно не вижу. Ну-ка, скафандр, покажи мне, сколько зарядился. 100%! Как быстро! Это приятно. Да, и мы видим, что здесь заряд не тратится. Здесь радиация нулевого уровня. Давай, наверное, попробуем пройти сюда. Ё-моё! А тут реально можно... разгуляться. Так, наверное, все-таки скафандр, до свидания. Пока я и так погуляю. Привет. Уф. Ты просто погляди, сколько тут всего. А, и вот, я понял. То есть, получается, если мы что-то прокачаем, то будут открываться комнаты. На, и здесь тоже заперто. Все правильно. Это все покупается, это все приобретается и улучшается. Буду знать. Думаю, имеет смысл начать постепенно делать бункер лучше. Да, то есть мне, получается, реально нужно что-то прокачать. Я сейчас хожу по этому бункеру и понимаю, что куда бы я ни забрел, везде будет заперто. Да, то есть мне нужно просто искать вещи. Давай, наверное, еще раз проверим. Наверное, здесь все не так тяжело. Шерсть я точно найду. Там я видел ее очень много. Листовой металл, андезитовый сплав — это не проблема. Так, люминесцентная лампа. Лампа с высоким сроком службы. Идеально для освещения тюрем, психических лечебниц и модулей Уткер. Блин, мне так нравится описание. Это просто очень хорошо. Короче, привет, у меня тут сундучок-то все-таки имеется. Давай возьмем каменную кирочку. О, достижение, спасибо. Вот это все уберем. И попробуем сейчас все-таки что-то поискать. Я, по идее, наверное, могу даже что-то ломать. Недаром мне дали все эти инструменты. То есть мы просто выходим и видим, что у моей кирки какие-то способности, кстати. Если я буду ломать... О, она зарядилась до 3. Мне даже просто интересно, что это за способность у кирки. 10. Сейчас попробуем еще поломать. 21. То, что я могу постепенно разбирать здесь... Ой. Что? Мое тело! У меня нету рук! У меня все очень плохо! Это потому, что я копал без выносливости! Да вы что, рофлите? Как же я мог узнать-то об этом? Все, я не могу копать. Я буквально не могу копать. Все, да. Я просто взял и сам себя угробил. Мне прям категорически нужен медицинский модуль. Смотрим, раковина Наутилуса — это явно не то, что надо. Сейчас буду проверять каждые сундуки. Во! Люминесцентная лампа, то есть все-таки действительно разбросанная.
Ё-моё, это что за здание такое? Вы поглядите, сколько годноты здесь можно найти. Да, еще и моток, ой-ой-ой. Так, ладно, я походу нашел какое-то крутое здание, надо его запомнить. Может быть, здесь можно будет потом пробраться куда-то. Медь. Кстати, насколько я знаю, вот эти кислородные трубы можно скрафтить, да? Да, смотри, они делаются из меди и меди, как таки не странно. Во, самый простой — это медная пластина, которая делается из меди и молота инженера. А молот инженера — это железо, нитка и палка. Кстати говоря, вот у нас палочка. Нитку мы сейчас явно найдем. Так, блин, железо. Я точно его где-то видел. Короче, через некоторое время все-таки добыты кое-какие вещи. И давай сверим. У нас, получается, точно есть шерсть. Далее, у нас точно есть листовой металл. Цинковый слиток присутствует, спасибо. Кислородную трубу мы тоже создадим, это не проблема. Далее, высоковольтный кабель присутствует. А также люминесцентная лампа. Ага, то есть мне, получается, остаются только трубы. Для этого, как я понял, нужен молоток инженера, привет. Немножко медных пластин, здравствуйте. Объединяем и получаем кислородные трубы. Я, правда, не знаю, зачем так много, но, тем не менее, спасибо. Далее нужно 12 водопроводных труб. Труба круглого сечения, предназначенная для доставки очищенной воды в модуле Уткар. Приятного водопоя. Ага, это листовой металл, но он у меня есть. 2 раза, получается, соединяем, и все. Труба есть. Самое тяжелое — это 6 бункерных обшивок. О боже. У меня все есть, кроме угля. Черт. Реально, мне нужен только уголь. А ну-ка, иди сюда, костюмчик. Надеваем. Выходим на улицу и супер сильно надеемся на уголь. Пожалуйста. О, какой шикарный сундук. И железо, и моток. Так, дерево обязательно забираем, уголь и даже кремень. Все, до свидания. Скафандр на зарядку. Вроде как остается это все только соединить. Кремень. А, подожди, стекло. О, блин, а вот об этом я, кстати, даже не подумал. Да-да-да, мне, получается, стекло в печке нужно сделать. Блин, прикольно. То есть с самой первой серии я наконец-то использую и печку, и верстак, и сундук. Знаете, это необычно для моих сезонов. Объединяем, забираем. Наконец-то. Блин, это было тяжелое задание. Но, видимо, модули того стоят. Все. Да, у меня точно все вещи. И вот на этом этапе появляется проблема. Я прямо сейчас не могу ничего улучшить, потому что у меня нету 500 камешков. И я не могу копать, чтобы добыть эти камешки. Короче, я с этой проблемой обратился к разработчикам, и первое, от чего они офигели, то, как быстро я умудрился себя поломать. Тем не менее, мне сказали, что в городе разбросаны бинты. Редко, но метко. И мне сказали, что если ты выходишь из бункера, то в правом здании, как только выходишь, можно найти первый бинт. Да, наверное, это не супер честно, но, ребят, поверьте, я бы, наверное, офигел от того, что не могу прокачаться только из-за того, что я не могу копать. А, во, бинт. Восстанавливает одно сердце. Подожди, как это работает, интересно? Типа... О, нифига себе! Я выбираю, что мне нужно залечить. Так, подожди. Мне нужно использовать правую руку, поэтому правая рука. Так, ага, используем. Сюда. И как долго оно лечится? Типа, мне нужно просто подождать или... О, да. Да, я могу копать. Только подожди. Я не ту руку вылечил. Почему правая рука здесь как левая? Какого черта? Это нечестно. Мне нужно было левую руку вылечить. Подожди. Так, ребят, сори, мне придется обратиться за новой помощью. Где еще бинты? Все, проблема решена. Бинтик найден, здравствуйте. Тут еще и железный слиток, это тоже забираем. И... Давай, мне нужна левая рука. В этот раз я должен не оплошать. Все, она постепенно, по идее, восстанавливается. И я смогу копать. Мне нужно просто копать что угодно. Давай, все, восстановилась. Давай, восстанавливайся. Пожалуйста. Уходи, утомление, уходи. А, все, я могу копать. Но подожди. У меня теперь утомление не 3-го, а 1-го уровня. То есть, обалдеть. Это, конечно, не лучший бинт, но что поделать, как говорится. Будем сейчас разбирать, что дают. И сколько? Дают... 1, мало. Мне, по идее, надо какую-то руду найти. Вот, допустим, магма. Ты добываешься. Тоже 1, мало. А если я буду то же самое делать при помощи топора? Черт. Мне бы убрать это утомление. 1 опыт. Не, ну да, короче, чисто теоретически, если я поломаю 500 блоков, то тогда все получится. Но 500 блоков это долго. Так, у меня есть способность. И как она используется? Что мне нужно нажать?
Нифига себе! А вот это было шедеврально, ребят! Слушай, окей, я доволен. Я доволен тем, что могут эти штуковины, в смысле инструменты. Беда-то только в том, что мне так и не дали никакой руды. Придется, короче, копать просто блоки. Увидимся через 500 маленьких камешков. И вот он, наконец-то знаменательный момент. Прямо сейчас, сломав любой блок, мы получаем 500-ю часть. И это... Нет, это не этот камень. Пожалуйста, давай. И это... Да вы шутите, что ли? Пожалуйста. И это... 500! Наконец-то, боже, я так устал. Блин, на самом деле, ребят, на все про все, на добычу всех этих ресурсов, на добычу вот этих камешков у меня ушло, внимание, уже больше 2 часов. Складывается ощущение, что мне нужно искать какие-то способы все это облегчить. Я думаю, что на самом деле основная сложность у меня из-за тела. Я его жестко поломал. Типа, если бы не бинты, я бы, наверное, тут вообще с ума сошел. Мне необходимо следить за своим телом. Нельзя ломать ноги. Вот у меня сейчас замедление 2-го уровня. Все это время я не могу нормально бегать. Вы посмотрите на меня, я калека. Но это, опять же, все не имеет значения, потому что мы готовы наконец-то улучшиться. Кислородная труба, бункерная обшивка, все забираем. И вот оно, медицинский модуль. Мы можем нажать «Построить». Все вещи собраны. Что, получается 3, 2, 1. Оу, да! Ха-ха, как же я сейчас собой доволен! Компактная медицинская лаборатория, позволяющая оказывать большинство видов помощи, а также проводить операции самостоятельно. Лаборатория позволяет улучшать параметры своего тела. Будьте здоровы. Да. А теперь вопрос. Где это? Так, видите, построить новую комнату, что вы хотите сделать? Не, все, мне... Ой. О, катсцена. Какая красота! Я собой так доволен. Сколько времени я на это потратил. Ну-ка. Пожалуйста, скажи, что ты сейчас будешь здоров. Мне... О, даже поизучать решил. Нет, ты не будешь здоров. Но тебе же это определенно нравится, да? Так, давай проверим. О, Уткар медицинский модуль. Очки генома. Можно получить за каждое 5-е повышение уровня персонажа. Подожди. Это вот это, да? Так, я сейчас ничего не могу, потому что я бомж. У меня 0 XP. Я понял, вот это XP. У меня сейчас 0. Типа, мне нужно опять же просто добывать какую-нибудь руду, например. Где мне восстановить ХП? Может быть, все-таки здесь? Так, гены боевых искусств, гены выживаемости. Ой. Ой-ой-ой! Ты погляди, какая красота! Наверное, мне нужны гены выживаемости, потому что я понимаю, насколько важно хранить свое здоровье. Дорога приключений. Любой полученный урон перенаправляется в ноги и остальные конечности. То есть я таким образом могу сохранить свое тело и руки. О, вы не расходуете запас сил на передвижение, если не носите броню. Это тоже хорошо. Вампиризм. Каждый удар восстанавливает здоровье на 5% нанесенного урона. Вот это, наверное, кстати, очень хорошо, но для того, чтобы до этого дойти, надо сначала пройти через плотную кожу, потом налегке, сытость и так далее, и так далее. Да, только я до сих пор не понял, а как мне восстановиться? Что мне нужно Стоп. Да ладно! Типа я открыл записи, как создавать бинт, и все? А бинт? Просто бинт мне дайте? 1 в день, как и обещали. Или имеется в виду, что 1 в день я могу ген вставлять? Да вы чё? Ну, у меня нет сейчас таких крутых предметов. Допустим, вот, прочная ткань. Делается из волокон конопли, а это делается в Что это? Это, наверное, тоже модуль какой-то надо открыть, правильно? Ну вы издеваетесь. Вот, знаете, в сравнении с предыдущими сезонами, я могу так сказать, это сложность 11 из 10. Мне нужно конкретно пыхтеть, чтобы что-то открыть. Но я думаю, то, что в будущем будет попроще, потому что я буду все больше открывать и открывать. Так, Утка, расскажи-ка мне, пожалуйста... What the fuck? Это... Смотрящий... так погоди, он реально за мной наблюдает? Блин, стоп!
Ребята, я что-то вообще на самом деле забыл. Я уже настолько разошелся со всеми этими ресурсами, что у меня реально вылетело из головы. За мной наблюдает смотрящий. Подожди, но то, что он может появиться здесь, это очень интересно. Подожди, если я буду сейчас вот так вот просто стоять и долго-долго-долго наблюдать, он появится или нет? Блин, он больше не появляется! Он больше не появляется! Подожди, а если я напишу единичку, например? Так, введите метеомодуль, тепличный модуль, бла-бла-бла. Давай, появись! Ну, у меня же не было, у меня не глюки в глазах, я его точно видел. Нет, и еще раз нет. Как бы долго я не пытался дождаться, но он больше не появляется. Это, конечно, интересно. То есть, как будто я его мог увидеть только в этот момент. И это означает, что, да, за мной все-таки идет слежка, за мной идет наблюдение. И на самом деле Лолошка сказал очень такую, знаете, очевидную вещь, которую я успел прочувствовать за то время, сколько здесь нахожусь. Здесь очень одиноко. А самое главное, он произнес: все выглядит так, будто было брошено буквально недавно. То есть, если этот апокалипсис произошел совсем недавно, то каким образом успели поставить бункеры? Непонятно. Да и если тут есть бункер, то где выжившие? Где все остальные модули? Почему здесь никто не живет? Наверное, это первый сезон, который задает загадки путем геймплея. Заметьте, даже не столько сюжетом, потому что сюжета, ну, с гулькин нос, а вот именно геймплеем. Это так прикольно. Посмотрим, как это разовьется дальше. Это явно необычно. И вот эта необычность пока что дико цепляет меня. Блин, смотрящий, ну появись. На этом, я думаю, мы будем постепенно заканчивать. Надо понять, как добывать, как лечиться, как прокачиваться. Потому что данная серия явно нам показала. Если я этого делать не буду, то, как предыдущие сезоны, жалеть меня никто не собирается. Друзья, не забуду напомнить, пожалуйста, не забывайте про ваши лайки и подписки. Ваша подписка — это, ну, самый огромный буст мотивации, который можно придумать для ютубера. Во времена ограничений, замедления, блокировок только вы и согреваете. Спасибо большое, вот правда спасибо, если не пропускаете мимо ушей. Чмок в пупок. Что будет дальше, узнаем дальше. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и сезон «Точка невозврата». Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. И пойдем, наверное, поищем немного железа и еды. Что? Поднять газета? О! Лимонная пресса! Вот оно. Он все еще здесь. Что ж ты смотришь-то? А ну-ка. Итак, дамы и господа, сосредоточились. Бункер, радиация, костюм от радиации и буквально одиночество. Друзья, это первый сезон за всю историю, в котором я не знаю, с кем мне поговорить. Нас буквально окружает никто и какая-то глупая программная утка. Здравствуйте. А еще мне показалось, за нами как будто наблюдает смотрящий. Но зачем? За всю историю сезонов я так и не понял, кто он такой, кроме как олицетворение времени. Вопросы появляются, надо постепенно узнавать. А еще, друзья, у меня есть небольшое объявление, после которого я разрешаю ловить меня за язык в будущих сериях. Но перед этим всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в «Точка невозврата». Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в «Точку невозврата», сезон, в котором мы в одиночестве. Да, друзья, это первый раз, когда я одновременно не знаю, где нахожусь, что, черт возьми, происходит, а самое главное, мне некому задать эти вопросы. Единственный, с кем я могу поговорить, это тупая запрограммированная утка. Утка, которая следит за бункером. Кстати, о бункере. Давайте я тезисно расскажу, что известно на данный момент. Первое, мы в неком городе. Второе, в городе царит что-то типа многоуровневой радиации. Возможно, это и есть радиация, пока непонятно. Третье, мы оказались в неизвестном бесхозном бункере. Здесь никого нет, но при этом висят костюмы, зарядив которые можно на время выйти в город. И, наконец, четвертое, за нами следит смотрящий. Нет, я не псих, ребят, правда. Мы видели его буквально на несколько секунд в программе. Со всей этой информацией все, что я успел сделать, это несколько раз умереть, поломать руки, ноги, еле-еле нафармить
сэкономить ресурсы в городе и создать медицинский модуль для бункера. И вот на этом моменте хочу сделать объявление. Друзья, впервые за более чем 2 года это будет первый сезон, где я железно перестану игнорировать геймплейные механики, которые создают для меня разработчики. Да, меня настоятельно предупредили, что это первый сезон, где мое игнорирование может привести к тому, что я нормально, практически никак не смогу двигаться по сюжету. Давайте честно, первая серия была очень показательной. Если бы я не сделал медицинский модуль, то неизвестно, как выживать. Также неизвестно, что делать дальше с едой, потому что рано или поздно вот эти консервированные супы закончатся. Так, на всякий случай поедим. Спасибо. Потом, наверное, еще немножко поедим. Благодарю. И у меня остается всего лишь 6 супов. Да, не густо. Короче, мне сказали, что медицинский модуль работает по принципу зайти и выйти. Вот смотрите, прямо сейчас у меня замедление 2 уровня, утомление 1 уровня. Мы бежим в медицинский модуль, который... Кстати, подожди, куда бежать-то? А, вот он, все, я понял. Недалеко от входа, получается. Мы в него заходим. И все, я полностью здоровый. Зашел и вышел. Гениально! То есть вот эти вот все рецепты, которые мне открылись, типа бинты и так далее, это лишь дополнение. А так я могу просто зайти, выйти и полностью быть здоровым. Правда, я напомню, в программе Уткар написано, что это работает 1 раз в сутки. Интересно, какие сутки? Игровые или 1 раз в серию? Ой, и кстати, у сюжетной сборки вышло обновление, всякое добавили, и одно из добавлений — я могу наводить на костюм и смотреть заряд. О, как же это удобно. Ладно, наверное, сейчас самое важное — это попробовать... Да уж, спать в этом месте очень неприятно. Гудение оборудования, мигание экранов. Надо будет, наверное, во всем этом разобраться. А то есть ощущение, что никакие комплектовщики ко мне уже не приедут. И если это ощущение меня не обманывает, то... Черт. При поломке какой-то системы чинить-то все придется самому. Боюсь себе представить, что будет, если система очистки воздуха выйдет из строя. А если внезапно вырубится электричество? Или заискрит проводка и начнется пожар? О, нет. Я же абсолютно ничего не знаю, как здесь устроено. Вот вроде в каких только ситуациях мне не приходилось выживать, но в такой-то я, кажется, впервые. Я совершенно один, в мире, который убивает меня, если не надену защитный костюм. Вынужден жить в бункере, про который при этом ничего не знаю, и... Я также не знаю, есть ли в этом мире хоть кто-то, кроме меня. Так, ладно. Лолошка, спокойно. Просто успокойся. Ты не из таких передряг выбирался, правда? Значит, и из этой выберешься? Даже если ты здесь совершенно один. Ты умный, ты крутой. Да, точно. Я умный и крутой. Надо, наверное, получше заняться бункером. Кто знает, сколько мне здесь еще сидеть. Задание улучшения жилищных условий. Ох, нифига. Блин, ребят, это, наверное, первый раз, когда я понимаю страх Лолошки. Потому что я осознаю, что по факту, если сейчас ничего не предпринимать, то чем меня заверили разработчики, я ведь действительно столкнусь с трудностями. Рано или поздно еда закончится, а электричество, которое заряжает мне костюм, оно же, ну, явно не из какой-то жопы берется, правда? Так, ладно, проверим задание. Кто-нибудь меня слышит? Найти кого-то живого, это мы помним. Улучшение жилищных условий. Узнать, как строится тепличный модуль. Тепличный модуль? Так, подожди, а что такое тепличный модуль? Это типа для еды? Далее построить тепличный модуль. Пока что единственное безопасное место, что я нашел, это бункер Уткар. Мне стоит разобраться в его устройстве, чтобы понимать, что делать в случае непредвиденных ситуаций. То есть неработающие костюмы означают, что и наш может поломаться, правда? Так, все, ладно, я не буду забивать какими-то плохими мыслями свою голову. Надо понять еще раз, что? Как строится тепличный модуль. Здравствуйте, мистер Уткар. Видите, 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Ну, выбор у меня небольшой, построить комнату. Так, здесь у нас появляется, введите метеомодуль, вот, тепличный модуль. Давай. И здравствуйте. Так, высокотехнологичная система гидропоники, позволяющая выращивать большинство видов культур. Самостоятельно. Спасибо. Расходует много воды и электроэнергии. Семена, удобрения, а также весь пол в земле в комплект не входят и приобретаются отдельно. Ладно. Смотри, мне теперь пишет, что у меня уже есть, а чего не хватает. Мне не хватает одной кислородной трубы. Далее мне нужно какое-то удобрение, стекло. Ну, кстати, это все очень даже легко. У меня все это уже было, ну, кроме почвы. Наверное, самое тяжелое здесь это 750 камешков. В этот раз у меня в целом нет никаких проблем с...
Ой, что? Задание обновлено в плане? А, узнать, как строится, мы узнали. Так, ладно. И что же мне в итоге? Просто пойти и добывать или как? Я-то в целом могу, но, правда... Вот, смотрите, у меня земля, как сделать... Так, наверное, пора немного подкрепиться. Запасы еды у меня, правда, не бесконечные. Надо бы точно пополнить. Возможно, когда-нибудь я смогу выращивать еду где-то здесь сам, но пока что... Пока что я вынужден жить как падальщик и подбирать остатки былой цивилизации. Ну да, кстати, вот о еде я уже говорил. Капец, а как быстро все заканчивается. Так, еще один супчик. Окей, еще один супчик. У меня остается всего 4. Так, ну ладно, кстати, Лолошка правду сказал. Там где-то в городе иногда вот эти супы можно найти. А еще 2 супа у меня здесь валяются. Давай вот так вот положим, чтобы, если что, удобненько было брать. И еще раз проверим, что нам понадобится. Водопроводная труба не проблема. Железно-механические компоненты, это, так понимаю, железо. Здесь у меня, по сути, все есть. Нам нужно удобрение и удобрение. Как же ты делаешься? По сути, тоже из удобрения, да? А это просто костная мука и... О, господи, что это? Деревянный силос? Это просто доски. Фух, слава богу, это несложно. Делаем деревянный силос. Спасибо. О, мне за крафт дали синие штучки. Ну, здесь они зеленые, но по сути они синие. Спасибо. Короче, как мы поступим? Берем каменную кирку, берем вообще все инструменты, которые можно. Далее убираем все ненужные предметы, надеваем костюмчик. Угу. И пойдем, наверное, поищем немного железа и еды. Нам это явно сейчас пригодится. О, черт, долбаная ночь. Так, скажите мне, пожалуйста, а вещи, они как бы обновляются, или мне нужно все-таки ходить по тем местам, где меня не было? Так, шерсть, это возьмем. Еще шерсть, спасибо. Ну и, собственно, да, попытка не пытка. Будем пытаться найти что-то интересное. Так, кстати, а когда у нас восход солнца? По-моему, примерно через минуту. Это радует, спасибо. Так, я понял. Тут уже второй уровень радиации. Что? Поднять газета? О, ни хрена себе! Это что такое? Лимонная пресса. Не верьте рекламам, в случае глобальной войны вас не спасет никакой бункер. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы война между людьми и эльфами не Что? Чтобы война между людьми и эльфами не случилась? А не в том, что делать, если она произойдет. Заявил дипломатический представитель людей на совещании совета Летго. Берри Кредшоу в очередной раз взяла премию лучшей писательницы по версии журнала New York Times. Прогноз погоды... Ля, обалдеть! Это что такое? Приглашаем на работу. В сеть чистокровных гостиниц приглашаются люди и орки на позицию охраны. Ага, то есть мы все-таки попали в мир, где существует орки, эльфы и люди. Подожди, мы что, попали в другой архей? Блин, ладно, вот, ребят, я сейчас не хочу строить никакие теории. Мне просто резко бахнули кучу информации в голову. И это невероятно, как много здесь можно прочитать. Нужны охранники, частные водители, сотрудники ресепшн, оплачиваемая стажировка, двукратное питание, полный социальный пакет. Для трудоустройства необходимы документы и анализ крови. Оркам обращаться в орочью гостиницу Изумруд. Людям в человеческую гостиницу Розовый Кварц. Слушайте, у меня на самом деле сейчас мурашки идут, вот правда. Мурашки от того, как нам круто начали рассказывать вот эту локальную лорную составляющую этого мира. Читайте также изменения в законодательстве, как это отразится на орках и чего ждать людям. Смешанные автобусы, невообразимое будущее или же реальность. Ученые Глакимора. Вот я еле-еле читаю Глакимор. Слово Глакимор, по-моему, до этого в сезонах не встречалось. Я не знаю, что такое Глакимор. Артига обыкновенная, не опасна для детей эльфов. 5 способов сменить тон кожи с медного на терракотовый. Пособие для модных гнолов. О, гнолы! Так, слушайте, у меня ощущение, что мы попали в нечто параллельное. Параллельный архей. Вот что я имею в виду. Хочу просто сказать, что если вы не смотрели «Сердце вселенной», это предыдущий сезон, то там я весь сезон провел в родном мире Лолошки. Мире под названием Архей. Там были и эльфы, и гнолы, и орки, и люди. Вот только знаете, что очень важно? Эльфов там истребили. Там не было эльфов. Хотя с другой стороны... А вдруг мы ушли... не в прошлое, а вдруг мы попали в будущее?
Будущее Архея после того, как я оттуда сбежал. О, опять я строю теории, когда это не нужно делать. Сори, ребят. Сенсация. Древний фолиант, обнаруженный при раскопках в неизвестном городе, построенном в эпоху до пробуждения, будет впервые представлен в городском музее на выставке эльфийской истории древности. Посмотреть на экспонат можно будет в формате экскурсионных групп или же с аудиогидом. Книга находится в закрытом боксе, содержится в особых условиях, однако все ее страницы были оцифрованы совместными усилиями эльфийских ученых, а также исследовательской команды людей и орков из научного института Глакимора. Перевод древних рун еще в процессе, но вы уже можете попробовать сами расшифровать эльфийские тексты, ведь они транслируются на больших экранах в зале с фолиантом. 137 год, нет, это 137 издание, издательство Эш, 02 Мастоса. Что такое Мастоса? Это месяц? 73B4 номер 3. Это очень круто. У меня прям реально мурашки нескончаемые идут. Я, конечно, эту страницу из газеты оставлю. В этом здании, по сути, больше ничего. Это еще что такое? Если это не старая газета, то должно быть какой-то из первых чисел Мастоса? Если судить по тем расам, что упоминаются в этом листике, я бы подумал, что я все еще в Архее. Если бы не тот факт, что здесь светит солнце. Кстати, да, это не похоже на Архей. Господи! Моя нога, черт! Немножко поломались. Как же много вопросов и так мало ответов. Интересно, смогу ли я спросить у помощника в Уткаре, какое сегодня число? Кстати, это очень хорошая идея, Лолошка, ты гений. Так, давай на всякий случай... Господи, что это? Это мопед. Я опять подумал, что это какой-то человек. Так, давай-ка, наверное, проверим. Если я пойду сюда, то тут радиация какого уровня? Вот здесь первый. Если я пойду туда, то там будет бункер. Мы это видим сверху. Но если я еще дальше пройду, то все еще первый. Обалдеть! Опа! А здесь, походу, я могу найти что-то врачебное. Бинтик, дайте мне бинтик на будущее. Здесь у нас что-то типа кухни. И... Серьезно, ничего не открывается? Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь бинтик. Бинтик. Спасибо. Так, здесь у нас... Бинтик. Огромное спасибо. Здесь у нас, может быть, еще? Пожалуйста, ребята, это... Бинтик! Только, знаете, это не то чтобы похоже на что-то медицинское, но я понял, вот эти знаки на самом деле очень важны. Будем, если что, приходить. Так, здесь у нас железо, может быть, какое-нибудь, что-нибудь интересное. Так, у меня уже 34% заряда. Блин, мало. Ничего. Так, это не открывается. Все, наверное, стоит постепенно уходить отсюда. Надо, если и ходить, то около бункера. Черт. Вторая. Тихо, вторая радиация, не надо. Нет. Я не псих, да? Это... Смотрящий? Стоп, у меня там второй уровень радиации! Смотри, подожди, стой там! Пожалуйста, стой там! Сейчас. Я же могу, если что, до него докоснуться, да? Я же могу к нему подойти. О, черт! Это очень интересно. Но у меня просто так мало заряда, что пипец. Сейчас, булыжник, голубой бетон, вот это все выкинуть мне это явно не понадобится. Снимаем, сразу же заряжаем. Да, заряд пошел. Блин, как круто, что я могу реально вот теперь видеть. А то до этого приходилось каждый раз надевать. Было неудобно. И давай проверим. Вот прямо сейчас у меня поломана нога. Мне, по идее, надо пройти в эту сторону. И вот здесь находится медпункт. Да, заходим. И... Нет! Блин! Походу реально всего лишь один раз в серию я могу лечиться. Ладно, тогда, наверное, я все-таки бинтик использую. Мне нужно... Вот, правая ступня. Ага, давай. О, спасибо. Далее у нас заряжается костюм до конца. О! И нога полностью восстановилась. К солнцу я явно еще не быстро привыкну. И, по-моему, я видел смотрящего там. Вот оно. Он все еще здесь. Что ж ты смотришь-то? А ну-ка, иди сюда. Черт, вон он. Стой, второй уровень радиации. Черт. Стой, пожалуйста, не надо. Черт, если я продолжу, есть шанс, что заряда костюма не хватит на дорогу назад. Но я не хочу упустить старину смотрящего. Черт. Ложка. О,
Задание «Кто-нибудь меня слышит» обновлено. О, блин, мне что-то даже страшно стало. Знаете, я на секунду, я как бы бегу за смотрящим, но у меня складывается ощущение, что не надо было этого делать. А оказывается, все окей, это продумано. То есть, получается, мы все-таки вернулись, и... Бляха-муха, это не ответ никакой! Я получил только, не знаю, плюс тонну вопросов благодаря вот этой странице из газеты и смотрящему. Ладно, в итоге, кто-нибудь меня слышит? Узнать, что от меня нужно смотрящему. Итак, я все-таки встретил своего рода живое существо. Конечно, я не ожидал, что он мне что-нибудь скажет, но я ждал хотя бы какой-нибудь подсказки. Может быть, я все-таки начал сходить с ума? Давно пора. Блаженное безумие. Как долго я тебя ждал. Нет. В следующий раз я не дам смотрящему от меня уйти. Точно не дам. Каким образом? Как? Ты буквально не можешь ничего... Смотрящий. Первый, кого я здесь встретил. Что ж, наверное, я не должен быть удивлен, учитывая обстоятельства моего попадания сюда. Но что означает его появление здесь и, самое главное, сейчас? Все-таки он не тот парень, который часто появляется на публике. Даже если публика состоит из меня одного. Старина Время, насколько я знаю, никогда не вмешивается в чужие дела. Только смотрит. И все-таки сейчас он решил появиться. Почему? Надо попробовать найти его снова. Так, ладно, это уже, вот что-то есть, да. Это какие-то членораздельные мысли. С этим я в целом согласен. Бункер, обойти. Мало ли я чего-то не досмотрел. Может быть, тут какая-то газета есть. Что-то валяется на полу. На всякий случай. Пока заряжается костюм, напомню про удобренную почву. Нам понадобится удобрение, а это можно сделать при помощи... костной муки. Ну, кстати, самый простой способ получить костную муку, если не кости, это, наверное, компост. Вот, нам нужно всего лишь плита. Создаем, объединяем. Спасибо. О, у меня уже 40 шариков, благодарю. И, скорее всего, компостницу надо будет поставить где-то там, но перед этим костюм надеваем и пойдем. Я еще раз хочу туда сбегать. По-моему, надо направо, да? О, господи. Так, сразу, не теряем. Если я попробую сюда пробежать, я уже понимаю, что в целом я, наверное, не умру, да? Вещи-то я не потеряю. И вот просто бежим. Давай, долбаная... Выносливость. Вот здесь, я помню. Тут трава должна быть. Никого. Начинаю сомневаться, что мне не привиделось. Что? Все? Да, черт возьми, это не так много информации. Но, по крайней мере, то, что Лолошка об этом что-то сказал, это прикольно. Первый уровень радиации, все, живем. Пока что мне нравится, что Лолошка дает комментарий на мой геймплей. Так, ладно, бункер. Это получается вот туда. 12%. Я не нашел, кстати, ни капли железа. Это, наверное, большая моя ошибка. Надо было. Пойду все-таки спрошу у Уткара, что у нас по дате. Я, по идее, могу, да? Так, здравствуйте, мистер Уткар. Скажи мне, пожалуйста, какой сегодня день? 2 Мастоса по общему календарю. Что вы хотите сделать? 2 Мастоса по общему календарю. Мне дает это что-то? Подожди, а тут-то что было написано? 2 Мастоса? Подожди, то есть эта газета сегодня была написана? У меня появляются еще больше вопросов. Что? То есть... Вы хотите сказать, что этот апокалипсис произошел сегодня? Нет, не, бред. Какой сегодня? Дни-то идут. Скорее всего, у него залагала дата. Типа, у него всегда 2 Мастоса. Блин, ну хотя это тоже ничего не объясняет. Пока что у меня, вот знаете, вопросы-то появляются, но ответы не даются. Непонятно. Наверное, это тот самый момент, когда я бы хотел, чтобы Лолошка это прокомментировал, но он ничего не комментирует. Так, и я могу в итоге построить новую комнату, да? Мне надо... Что? Тепличный модуль, я помню. Давай построить тепличный модуль. И нам в любом случае нужна удобренная почва. А еще напомню про костную муку. Ставим компостницу куда-нибудь сюда. Что? Здесь прямо у бункера не могу. Наверное, вот тут могу, да? Да, супер. Теперь земля запихивается. И земля не работает в качестве компоста. Ну да, это логично. Наверное, грибочки. Вот. Блин, подожди, а сколько мне так костной муки надо сделать? Как будто если я буду делать это с помощью компостницы, то я быстрее состарюсь. Нет? Ну вот, костная мука первая есть. Спасибо. Только у меня, как обычно, нет места. Было бы невероятно круто делать удобрение при помощи мясорубки. Тут понадобится гнилая плоть. Но гнилая плоть — это, увы, не то, что у меня здесь есть в мире. Все, что мне доступно, это куча растений.
И подожди, если у нас растет трава, я же по идее могу сделать ножницы, и тогда я добуду много-много этого компоста. Короче, я понял, все сводится к железу. Мне нужно просто много железа, капец. Везде гниль. Консервированный суп, спасибо. Наверное, стоит сразу это все скушать. Хорошая сытость, залог хорошего бега. Майнкрафт, пожалуйста, дай мне все необходимые ресурсы. Прошу тебя. Без утомления стало, конечно, в разы проще все это добывать, потому что я помню первую серию этого сезона. Ужас какой-то. Еле-еле копал. Так. Вот так вот, а. Ай, опять немного ногу поломал. Это обидно, но ничего. 263 опыта. Обалдеть, как же быстро я прокачиваюсь. Давай-ка, наверное, на будущее, чтобы я получил много опыта, мы еще за переплавку получим. Ставим печку. Далее добавляем уголь. И пусть медь у нас создается всеми способами. Итак, дамы и господа, наконец-то получено все и даже больше. Остается только удобрение, получаем, и по идее все. Мы действительно можем, да? Здравствуйте, мистер Уткер, да-да-да, я хочу построить комнату, да-да-да, тепличный модуль, и у меня все есть. Еще раз. Да, абсолютно все. 3, 2, 1. О, да, тепличный модуль. И... О. Сцена? Ага. Получается, сейчас я смогу создавать все вот эти вот почвы, удобрения. Все то, что мне давалось с трудом, намного проще, да? Так, а что это? Что это он потыкал? Надо будет сейчас узнать, на самом деле, что это за колба такая большая. Задание улучшения жилищных условий выполнено. Подожди, что? И это все? Реально только вот эта штуковина? Подожди, а что это такое? Мне бы понять, что это реально. Тут 4000 воды, я так понимаю, что она какая-то бесконечная, да? Далее энергия, она, видимо, тоже бесконечная. И... зачем это надо? Все, нашел. Это у нас садовый клош. Получается, мы можем, например, выращивать из земли и семян свеклы свеклу, как ни странно. Далее арбузы, сладкие ягоды. О, слушайте, это прям на самом деле хорошо. Потому что теперь я действительно, если найду хотя бы какое-то семечко, то смогу бесконечно это выращивать и выращивать. Не совсем понятно, правда, зачем мне из одного грибочка делать один грибочек. Ну ладно. А может быть, типа, вот этот остается и добавляется новый? Это мы явно сделали не зря, потому что теперь я могу точно сказать: не будет проблем с сытостью. О, боже, подожди, а где это находится? Так, получается, если мы идем здесь, то до конца, а здесь медпункт. Получается, от медпункта налево, и вот здесь будет самый главный вход-проход, правильно? Да, все правильно. Давайте на чистоту. Все, что связано с железом в этой сборке, это какой-то мрак. Типа, реально, у меня огромные проблемы с тем, чтобы сделать модуль только из-за того, что нет железа. Следовательно, если я хочу добывать его прям много-много, то надо найти какой-то крутой способ. О, железная конская броня перерабатывается в железо. О, как же много способов. Обалдеть. Самый простой способ — это, конечно, сделать железную кирку, но тут появляется проблема. Смотрите, если я беру железную кирку, то нам требуется сила 12 и ловкость 12. Ни того, ни другого, увы, у меня пока что нет. А чтобы прокачаться хотя бы до 2-го уровня, мне нужно 804 вот этих шарика. Капец, они же очень тяжело фармятся. Хотя нет, подожди. У меня идея, ребят. Берем костюм, надеваем костюм, выбегаем из дома. Сейчас у меня будет вообще топчик идея. Как я раньше не догадался? У меня в шахте накопилось много-много булыжника. Я его сейчас могу забрать. Здравствуйте. Я просто беру и из этого создаю булыжниковую плиту. Далее выкидываем, снова берем, выкидываем.
берем, выкидываем. О, вы слышите эти звуки? 333 шарика! Я нашел офигительный способ добывать много-много шариков. Почему я сразу до этого не догадался? Я прям потрачу весь булыжник, который мы накопали, и по итогу 826. Очевидно, что это не предел, потому что здесь есть еще немного булыжника. Мы снова перерабатываем. Но подожди, булыжниковую плиту можно переделать еще, да? О, ребята! Ха-ха, 1050. Знаете, у меня ощущение, что я прокачаться могу прямо сейчас. Допустим, я хочу себе ловкость. Повышение уровня улучшает навыки обращения с инструментами и оружием. Не, подожди, а сила? Повышение уровня увеличивает физический урон и скорость добычи инструментами. Вот, повышение уровня. Сюда. Уровень 2. Так, и посмотрим. Если до этого было 43%, скорость стала 44%. Я до сих пор не понимаю, что такое аккуратность, но самое главное, что мы повышаем эффективность. Короче, на всякий случай уточнил у разработчиков насчет вот этих вот плит. Мне сказали, что все окей. Типа, я могу создавать эти плиты, могу создавать таким образом много-много шариков, но то, что я могу обратно из вот этой плиты снова сделать другую плиту, а потом снова сделать вот так, это уже дюб. Типа, вот так мне сказали не надо делать. Типа, это буквально читы, которыми не надо пользоваться. Очевидно, читерить даже легально я не собираюсь, но то, что мы можем с помощью булыжника фармить много-много опыта, это реально круто. То есть даже вот 21 булыжник, сколько? Сейчас у меня 416 кружочков. Я беру немного булыжника, превращаю в плиты. Плюс 50! Вау! Я, короче, просто хочу копать. Я хочу очень много копать. Всем этим мы обязательно займемся уже в следующей серии. А насчет вырезки с газеты и самое главное смотрящего, честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Ребят, вот вам еще раз газета. Вы можете ее перечитать. Если вы видите какие-то ответы, если вы что-то понимаете, пожалуйста, напишите. У меня реально складывается ощущение, что я прибежал абсолютно в тот же мир, но в другой таймлайн. Но при этом какой таймлайн? Короче, ладно, теории пока не будем. Это уже, скажем так, на вашей совести. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Надеюсь, то, что вам нравится, что вы смотрите, это лишь самое начало сезона. Пока что можно гадать, рыскать любую информацию, но что самое главное нужно сделать, не забыть, пожалуйста, подписаться. Ребят, на самом деле ваша подписка, особенно в начале сезона, это самое лучшее, что придумало человечество. Пожалуйста, не проигнорируйте эту просьбу. Я понимаю, насколько легко это упустить, я понимаю, насколько лень, но даже если вы смотрите это видео через 2 дня, через 10 дней, через год и слышите эту фразу, не упустите ее. Ну, пожалуйста, подпишитесь. Во времена замедления Ютуба это лучшая поддержка. Честно. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Непонятная газета и новый сезон под названием «Точка невозврата». Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Надо бы пойти поискать новых семян и удобрений для фермы. Ничего себе. Обалдеть. Я не могу перестать удивляться, что город оставили как будто только вчера. Посмотрим, что здесь есть. Прунус. Ха, смотри-ка, Прунус. Ой-ой-ой, дамы и господа, внимание! Не верьте никаким рекламам! В случае глобальной войны никакой бункер вас не спасет! Мы должны сосредоточиться на том, чтобы война между людьми и эльфами не случилась, а не на том, что делать, если война произойдет! Именно это было написано на странице газеты, датированной 2-м Мастосом и, по всей видимости, 137 годом. Насчет года не уверен. Спросив у программы, какое сегодня число, утка ответила то же самое. 2 Мастоса! Но, черт возьми, каким образом? Газета не могла быть напечатана. Ведь если верить тому, что происходит на улице, глобальная война уже произошла. Кто напечатал ее день в день и раскидал на улице? Смотрящие, что ли? Ладно, если серьезно, возможно, это газета из другого года. Давайте думать и гадать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Точка невозврата». Поехали! И
снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы под присмотром. Да-да, под присмотром быстрого истощения запасов еды, отсутствия людей, странной газеты, датированной непонятным числом, а также под присмотром смотрящего. Извиняюсь за тавтологию. Знаете, складывая все то, что нас окружает, а именно бункер, что-то типа радиации, газета, смотрящий, у меня ноль догадок не только о том, что происходит, но и самое главное, что произошло. Я полностью согласен с Лолошкой, который сказал, все-таки смотрящий не тот парень, который часто появляется на публике. Даже если публика состоит из меня одного. Старина время никогда не вмешивается в чужие дела, только смотрит. И все-таки сейчас он решил появиться. Почему? Действительно, почему? Давайте скажу прямо. Меня очень смущает, что в газете написаны такие слова, как орки, эльфы, люди, гнолы и так далее. Где я нахожусь-то, черт возьми? Вообще, если вспоминать, что пустошь, где мы с Джоном бежали в конце предыдущего сезона, это место, где время становится пространством, то получается, где бы мы ни оказались в этой пустоши, мы лишь прибежали в другую временную ветку Архея. Но после каких событий мой родной Архей смог превратиться в это? Это вообще будущее или прошлое? В этой что-то типа радиации мог быть виноват я? Непонятно. А вообще я могу просто нести полный бред, и это даже не Архей. Короче, надо просто разбираться, и надо как минимум выживать, потому что, господа и дамы, у нас остается 3 супа. Давай, наверное, один на всякий случай съедим. И все, полная сытость. Запасы заканчиваются, что делать-то? Вообще, как будто очевидно, надо использовать тепличный модуль, который мы сделали в предыдущей... Черт, сколько времени я проспал, а? Шея затекла. Не нравится мне эта кровать. И эти звуки. И лампочки, которые опять все время светили в лицо. Надо научиться спать на боку, лицом в стену. Но это, блин, так неудобно. И от звуков совершенно не спасает. Говорят, что плохой сон — первый шаг к сумасшествию. Но это ничего, да? Я же не буду слушать все, что говорят, правильно? Я сам за свою жизнь много чего наговорил. Да. Кажется, разговор с самим собой зашел в тупик. Не очень-то я интересный собеседник, выходит. Надо найти кого-нибудь интересного. Здравствуйте. О, от него холодом веет. Стоп. Так, вот так уже не веет. Тут потеплее. Привет. То есть ты можешь и здесь появиться, да? Ну ладно, что я спрашиваю, это как будто очевидно. У меня это суп есть. Не так много, но, может быть, поделюсь. Вот. Так, ладно, не нравится мне все это, но что ты от меня хочешь-то? О. Да черт, ну у меня же сердце в пятки ушло! Что ты делаешь? То есть, когда я вчера бежал за тобой, рискуя своим костюмом и жизнью, тебе было все равно, да? Тебе нужно было обязательно затащить меня в какую-то аномальную зону, где я чуть не умер. Да я же еле до бункера потом добрался. Ты бы видел, как меня тошнило. А теперь вот оно! Ты просто появляешься прямо здесь? Передо мной? Ну... Так и будешь молчать? Ну, может, хотя бы подмигнешь? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ага. Да хватит же сверлить меня своим взглядом! Я не понимаю, чего ты от меня хочешь, не понимаю! Черт. Спасибо за приятный разговор. Блин, Лолошка, ты что там, с ума сходишь, что ли? Может быть, это был его способ намекнуть, что из меня не худший собеседник. Так, ладно, надо просто пойти прогуляться. Прогулки полезны для ментального здоровья. Да и ресурсы, да. Ресурсы никогда лишними не будут. Уф, ничего. О, стоп! У тебя реально мозги поплыли, чувак! Ой, не нравится мне это, ой, не нравится! Дружище, ментальное здоровье надо сохранить, да и физическое здоровье надо сохранить. А для этого нужно поменьше кричать на смотрящего, окей? Как будто ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя, с другой стороны, смотрящему будто бы плевать. Пока что я не могу утверждать, что до нас что-то пытаются донести, но мозги у нас поплыли, это факт. Опять же, что Лолошка сказал? Прогулки полезны для ментального здоровья. Подожди, это правда? Ну-ка, одеваемся и пойдем попробуем. Давай, пожалуйста, скажи мне, что сейчас...
Это еще что такое? Дождь? Мне одному кажется, что это дождь какого-то странного цвета. Вероятнее всего одному. Что-то никого я больше здесь рядом не вижу. Стоит ли вообще рисковать и лезть под этот зеленый поток? А что если он повредит костюм? А, ладно, была не была. Попробую. Ой. Так, я... Тихо, тихо. Тихо, 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 я понял. Заряд быстрее тратится, и появляется какая-то полоска... Что, яда? Ой, блин, ну куда еще больше сложностей? Я и так тут, знаете, еле-еле выживаю. Ух ты. Какая луна красивая. Так, да, уже 82%. Ладно, здесь мы явно не думаем. И вот знаете, что я понял? У меня огромная проблема с сытостью. Типа, когда у меня полоска сытости вот на этом уровне, я уже не могу бегать. То есть вот, смотрите, я пытаюсь, и моего персонажа прям начинает дергать. То есть, если я сейчас съем супчик... Ну-ка. Вот, теперь я могу бегать. Но, блин, у меня последний суп остался. Что делать-то? Где мне взять еду? Перед тем, как появился смотрящий, я начал говорить про тепличный модуль. Высокотехнологичная система гидропоники, позволяющая выращивать сельскохозяйственные культуры. Да, мы это сделали в предыдущей серии, но черт! Нам нужны хотя бы семечки, хотя бы одно семечко. Еще раз немного зарядили костюм, выбрались наружу, и попытка не пытка. Попробуй найти хотя бы какой-то консерв. Так, ладно, я понял. Этот дождь явно необычный. И костюм он точно не нравится. Но, опять же, костюм хотя бы цел. И я цел. Думаю, впрочем, что стоит чуть повременить с прогулкой. Надо вернуться в бункер. Что? Нет, стой, 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 погоди. О, вот ради чего я здесь. Консервированный супчик, немного дерева. И давай еще супчика, хотя бы одного. Все, ладно, раз уж нам сказали идти в бункер, мы попробуем вернуться. Снова привет. А вообще, да, хорошо, что погода плохая. Отличная возможность заняться своими делами. Только... С чего бы начать-то? Действительно, с чего? Нам буквально здесь нечего делать. Без ресурсов. Так. А ну-ка, чё это он тут думал? А, ну кстати, если мы улучшим вот эту зону, то было бы прикольно. Я не против. Так. Впервые за 3 серии начал изучать пространство. Вау! Еще и выучиться на программиста. Не, ладно, это хорошо, что мы понимаем, что наш персонаж как бы хочет изучить это место. А то до этого было не то чтобы понятно. Так, куда? Спать нельзя, нет. Да, звуки мешают, да, лампочки светят. Ну ладно, я понял, что нам пытаются донести. Лолошка сходит с ума. Он буквально сходит с ума, да, типа... Сейчас, мне кажется, мы увидим, что у него мозги поплыли. На самом деле, одиночество это... Ну, оно правда так и работает, ребят. В одиночестве ты сходишь с ума супер быстро. Если вы 2 дня, например, или 3 дня попробуете без интернета, без какого-то средства связи побыть, ну, вот так вот, в одиночестве, без игр, без компьютера, да, понимаете, вот в этом духе, то вы очень быстро сойдете с ума. Ну, типа, у вас мозги начнут плыть. И нам это очень хорошо сейчас передают. Лолошке нечем заняться. Просто нечем заняться, бедняга. И ресурсов не то чтобы много. О! Ай, да иди ты. А, да ладно, ему уже плевать даже на смотрящего. Наш Лолошка поплыл. Куда? Там не так много супа оставалось. А, ладно. Я так понимаю, что ты, старина, теперь надолго рядом со мной, да? Это лучше, чем полное одиночество. Ну, знаешь, я даже рад этому. Только не подглядывай, как я сплю. Это стрёмно, реально. Так, я могу подойти? Ну, конечно. Куда? Ты издеваешься? Ой, как мне холодно! Стоп! Тихо! Чувак, ты вызываешь у меня бурное...
бурное окоченение, назову это так. Так, ладно, вот здесь, по крайней мере, тепло. И что у нас в итоге? Лолошка не обзавелся новыми ресурсами, костюмчик есть, все окей. Ну, что я могу сказать? Поизучали, как говорится, берлогу, в которой в целом пока ничего нет. Ты уж прости, смотрящий, я, наверное, пойду, попробую все-таки выйти еще раз. Может быть, дождь закончился? О-о-о. Ну ладно, дождь не закончился, но я капец как хочу нафармить ресурсы, поэтому еще раз возвращаемся. Один супчик кушаем, все ненужные вещи убираем. И, наверное, на всякий случай давай кирку возьмем, потому что кирки у меня буквально... А, нет, есть, все окей. На всякий случай возьмем бинты, тоже пригодятся. И вот с таким успехом я сейчас нафармлю побольше супа. Я реально хочу еды. Ну, то есть, до банального, понимаете? Я не пытаюсь выдумать сейчас что-то сверхъестественное. Просто супчик и ничего более. Давай зайдем сюда. Вот в этом домике я точно не был. Привет всем. О, да-да-да, металлы это хорошо. Нехорошо. Отвратительно. Хотя, стоп, погоди-ка. А могу ли я вылавливать геймплейной механикой Майнкрафта из воды рыбу? Например, знаете, где-то у себя в бункере. Как же, черт возьми, стремительно падает заряд костюма. 40% уже. Бумага не надо. Хотя нет, я тут подумал. Возможно, даже надо. Кирку сюда уберем. Все, здесь мы точно были. И да, кстати, я помню этот ящик. И здесь, смотрите, нового ничего не заспавнилось. А теперь, не рискуя костюмом, супер быстро возвращаемся. Где бункер? Вот, здравствуйте. Ой, блин, 30%, как быстро! Так, ладно, я устал. Чем мне заняться-то? Я должен найти кого-то, кто объяснит мне, что здесь произошло. Может быть, дождь закончился? А, что? Я только что там был. И знаете, конечно, по велению сюжета все закончилось. Сейчас обязательно зарядимся. Смотрящий, чё ж ты тут холодишь зону-то, а? Уйди куда-нибудь туда. А, кстати, подожди, вот здесь вода была, я помню. Во. И может быть, я сейчас буду как-то добывать пищу. Хотя бы какими-то окольными путями. Давай. Короче, ребят, прошла примерно, я не знаю, уже минута-две. И... буквально ничего! Нет! Это просто жесть, настолько продумано. Воду добавили, а рыбу нет. Ну, то есть убрали скорее. Это прикольно, молодцы. Только получается и удочка мне не то чтобы нужна. Последний суп пока не съедаем. Костюм дозаряжается. И пойдем посмотрим. Может быть, у нас действительно все, дождь закончился. О, ура! Действительно закончился. Раз, два, три, проверка связи. Ой. Теперь, когда дождь закончился, тут настолько тихо, что, когда молчу, начинает казаться, что я оглох. А вообще, мне начинает казаться, окажись я в каком-нибудь милом и приветливом лесу, было бы проще справляться с... одиночеством. А здесь я смотрю в мертвые глазницы окон, в которых, кажется, еще совсем недавно бурлила жизнь. Смотрю на брошенные машины, вещи, дома. Я чувствую себя так, словно я один во всей вселенной. Во всех вселенных. Я совсем один. Нет, ты не считаешься, извини. Если совсем честно, то ты только хуже делаешь. Я чувствую, будто с ума схожу, когда ты рядом. Но только потому, что ты вот так вот крипово молчишь. Так, ладно. Надо бы пойти поискать новых семян и удобрений для фермы. Вроде бы где-то здесь недалеко был какой-то парк, если не ошибаюсь. Парк? Что, ты видел какой-то парк? А куда это? Так, может быть... Нет, я не вижу, чтобы компас показывал. Вижу только на бункер. Но, блин, ночью как-то не совсем найду я, наверное, парк. Если я пойду туда, то там туннель. Если я пойду в эту сторону, то, по-моему, здесь будет уровень радиации 2, правильно? А, нет. Так, уровень 1. Привет, тут есть какой-нибудь парк? Опа! Ботанический сад. Что? Я буквально с первого раза пошел туда, куда надо, офигеть. А, да, я здесь был, в предыдущей серии, точно. Вот этот медицинский пункт, я его запомнил. Думаю, этот сад то, что мне нужно. Здесь наверняка есть вообще все, что мне может пригодиться. Осталось придумать, как туда залезть. Мог бы сказать я, если бы боялся, что меня поймают за порчу городского имущества. Металлические ворота пригодятся для бункера. Настолько. Прям настолько. Это, наверное, реально первый сезон, где мне разрешают ломать сюжетные вещи. Ой. Что? Спешка? За что? Ладно, спасибо, я в целом не против. Если мне дают спешку, то я этим буду даже пользоваться. Ничего себе. Обалдеть.
Я не могу перестать удивляться, что город оставили как будто только вчера. Даже здесь, в обители природы, все еще чувствуется присутствие цивилизации. Такое чувство, будто здесь пролетел гигантский магнит для живых существ. Растения, дома, дороги, светофоры. Вообще все на месте. Только при этом ни одной живой души. Так, ладно. Надо сосредоточиться на текущих задачах. Пространственные размышления вгоняют меня в тоску. Посмотрим, что здесь есть. Так. Багровая сосна. Пинус вермилиус. Азалия. Рхотодендрон вилга... Ой, подожди, сундук. Это, наверное, интересно. О-хо-хо-хо! Блин, у меня... Что делать-то? Я не подумал, совсем не подумал, что мне надо будет что-то очистить. Так, ладно. Саженец тропического дерева. Далее саженец вишни. Семена шалфея по-любому берем. Далее у нас тут... Малус доместика. Это же... Прунус доместика. Малус прунус. Вообще малус переводится как яблоня. Слива переводится как прунус. Доместика переводится как домашний. Блин. Ребят, вы понимаете, да, что это за слова? Прунус и малус — это слова моего личного измерения. Измерение, в котором я последний раз был... Блин, да я даже не помню когда. Если кто не знает, вот оно вот так вот выглядит. Это такое маленькое-маленькое измерение, в котором ворота и много-много скинта. Скинт, если что, это материя, кристаллы, которые, по сути, создаются из вспышек мироходцев. Я один из мироходцев. Кстати, подожди, я, наверное, что-то пропустил? Здесь ничего. Мешочек. Семена томатов, да-да-да, конечно! Новое достижение — урожай дикой природы. Так, яблоня, еще раз прунус. Смотри-ка, прунус. Чего? Да ладно. Неужели я действительно наконец-то смог здесь оказаться? То есть столько времени это не работало? Я не мог сюда попасть? А теперь на тебе и резко сработало? Так, ладно, хорошо, допустим, сначала не работало, потому что я был в параллельной вселенной. Потом не работало, потому что я был в Архее, скрытом от остальных миров завесой. Но... Черт! Я думал, что и сейчас я оказался в Архее. Значит, либо я все-таки оказался где-то в другом месте, либо завеса пала. Если я все еще в Архее, значит, это далекое будущее. Потому что для такого развития нужны многие-многие века. А если я в будущем и завесы здесь нет, то это значит только одно. Отец смог освободиться. Неужели это его рук дело? Так, стоп. Есть лишь одна вещь, которая сейчас меня сильно тревожит. Эта мысль бьется в уголке моего сознания с момента, как я попал сюда. Почему мой костюм продолжает терять заряд, если я, по идее, должен быть в безопасности? Если я правильно помню, это измерение — небольшая проницаемая платформа в пустоте. Попасть сюда могут только те, кого я сюда приглашал. Каким же тогда образом непонятная зараза Архея оказалась и здесь? Так, ладно. Я должен вернуться в бункер. Сейчас только там я могу чувствовать себя спокойно. Эй, что такое? Я, если что, уже ухожу. Ты зря пришел сюда. Малус. Да, офигеть. Лолошка задает все те вопросы, о которых у меня... в голове еще даже мысль не сформировалась. Мы действительно в том измерении теряли заряд, как, собственно, и здесь. Догадка о том, что мы все еще находимся в мире Лолошки, то есть в мире Архей, не безосновательно построена, и об этом даже думает сам Лолошка. Но то, что это будущее, и то, что завеса пала... Ох, как это интересно, черт возьми! У меня два варианта. Если мы в Архее, то либо отца каким-то образом победили, либо отец смог поработить завесу, то есть победить эту завесу. Давайте небольшое пояснение, кто такой отец. Отец — это Тадмавриэль, его так зовут. И это главный антагонист и вообще ключевой персонаж сезона Сердце Вселенной. Именно отец когда-то давным-давно... Я специально говорю когда-то давным-давно, потому что явно прошло много времени. Так вот, когда-то давным-давно он основал зараженный скинт. Если говорить еще проще, зараженную магию мироходцев. И что было дальше?
Непонятно. Ну, короче говоря, это очень прикольно, что все это переплетается. Пока что я прям в диком восторге. Но у меня появилась тонна вопросов. Тысячи и тысяч вопросов. На все это мы явно получим ответ в будущем. А пока что... А вот и Малус. Слива и яблоня. До сих пор не понимаю, почему именно эти названия. Однако, пока мой костюм не сел окончательно, мне все же стоит найти удобрения и семена. Да, кстати, точно, Лолошка, ты чертовски прав. Сейчас. Семена шалфея берем. Яблоня какая-нибудь, может быть. О, подожди, сундук, может быть, есть? Сундучела? Нет, ничего. Так, здесь. Ага, здесь я оставил металлы, надо будет в будущем вернуться. И вот сюда можно еще пройти. Наверняка тут будет что-то интересное. Во, семена тыквы, да. Спасибо. Семена кукурузы, удобрения для дерева. Ого, благодарю. Все то, что можно сейчас забрать, забираем. Просто у меня огромная проблема с весом. Надо по-любому прокачать, сейчас, вот, выносливость. Повышение уровня увеличивает переносимый вес и запасы сил. Прокачаться, кстати, я думаю, надо будет прямо сейчас. То есть я не буду с этим затягивать. Так, вот это выламываем. О, как же приятно, что я могу ломать сюжетные вещи. И никто мне ничего не скажет. Супер стремительно возвращаемся. 30% заряда. Не, ну ладно, без дождя в целом я долго могу прожить. Какой продуктивный получился день. И подкачался, и полезные штуки нашел. Ладно, кого я обманываю? Единственная полезная вещь, которую я получил, это мое измерение существует. И что там точно так же опасно, как и везде. Надо как-то срочно систематизировать знания, а то голова пухнет от всей этой информации. Да, есть такое. Ой. Что происходит? Ё-моё! Ты что делаешь? Ты хочешь систематизировать знания на доске? Мне так нравится этот сезон уже. Реально, это какой-то прям 10 из 10. Так. Интересно. Я смогу сейчас прочитать, что он напишет? Он же что-то напишет, я правильно понимаю? Так. Прунус работает и заражен. Прунус работает и заражен. Ну да, то, что я не могу находиться в своем собственном измерении без костюма. Логично. Архей без завесы? Будущее? Или это все-таки не архей? Вот очень крутые вопросы. Блин, мне так это нравится. Это прям 10 из 10. То, как здесь структуризируется вот вся эта информация, это вау. Я хочу похлопать. Давно такого не делал, но это прям реально круто. Этого вот мне как игроку, вот прям как игроку, не хватало в предыдущих сезонах. Поэтому я понимаю, что вы, возможно, меня сейчас не понимаете, но когда я пытаюсь удержать тонну информации как игрок постоянно и не понимаю, какая из этой информации важна, для меня вот эта вот доска, это ну просто вау. Так, а это у нас та самая газета, да? Кстати, она у меня вот она. Вот так я не могу ее прочитать. Ладно, давайте, наверное, тогда мы ее положим куда-нибудь сюда и прочитаем, что написано здесь. Берри Крэдшоу в очередной раз взяла премию лучшей писательницы по версии журнала New Pork Times. Не верьте рекламам, в случае глобальной войны вас не спасет никакой бункер. Да, мы это уже говорили. Походу, вот эта информация очень важна. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы война между людьми и эльфами не случилась, а не на том, что делать, если она произойдет, заявил представитель людей на совещании совета Летго. Вот, кстати, Летго, надо тоже запомнить. Окей. Ой, кстати, надо бы, наверное, зарядиться. Что-то совсем забыл, сори. Все еще не нравится то, как у меня мозги плывут. Да, они просели еще сильнее. Давай зайдем сюда. Отлично, восстановились немножко. И после этого заглянем в наш тепличный модуль. Нам нужно вырастить, допустим, томаты. Так, вода бесконечная, хорошо. Так что давай, выращивайся. Давай! Так, что делать надо, я не понимаю. Что? Как это работает? Земля нужна, боже! Так земля это не проблема, сейчас все будет. Забираем. Все остальное, наверное, пока убираем. И возвращаемся. Давай, томат, расти! Сюда! Наконец-то у меня появится еда. Слушай, а вот этот суп, его можно создавать? Консервированный суп не создается. Томатный суп.
Вот. Сахар — это тростник. Я, по-моему, где-то находил сахар. Да, то есть это можно. Или не находил. Далее, помидоры. Это, наверное, другие томаты. Блин, это не те. То есть томатный суп я все-таки не сделаю. Томаты при этом продолжают расти. Удобрения заканчиваются. То есть это надо еще как-то добавлять. Вот, нашел специальные. И удобрения здесь. О, оказывается, можно много чего пихать, в том числе костную муку. Тогда это вообще не проблема. Осталось только проверить, могу ли я вообще это кушать. Так. Так. Оно настолько мало восстанавливает, что даже здесь ничего не отобразилось. Это прям самая слабая сытость в мире. Так, ладно, тогда консервированный суп. Все равно еда у меня появилась. Да, вот видите, даже консервированный суп добавил не то чтобы прям много. А я напомню, здесь сытость x8, а здесь всего лишь половинка. Да, разница прям колоссальная. Мне нужно прям дофигища еды. Короче, все вещи убираем, кирку соединяем, костюмчик надеваем и на улицу выбегаем. Прямо сейчас. Во-первых, нам нужно много-много булыжника. И во-вторых, нам нужно снова вернуться в тот ботанический сад. Приветствую. Мне надо посмотреть, что у вас еще есть интересное. Семена льна. Ладно, я прям все беру. Это у нас зала. Подожди, а может быть она как удобрение? Не? Блин, ну мало ли. О, а тут у нас что-то новенькое. Мангровое дерево, баобаб, семена томатов. Хорошо, да-да-да, это я, наверное, тоже все заберу. Пока я пытаюсь найти хотя бы немного камня, у меня есть еще кое-какая новость. Вот смотрите, у нас сверху радар, да? Мы видим, что там бункер, но, оказывается, можно ставить свои собственные вейпоинты. Нам нужно нажать кнопочку. О, во, да, и смотри, у меня теперь появляется вейпоинт. Только, блин, я несколько создал. Стоп, как удалить? И теперь я могу смотреть, что это за координаты и где эта точка находится. То есть, вот Shift нажимаю, и появляется. Ля, это очень круто. И что-то у меня ощущение, что под ботаническим садом камень я тупо не найду. Короче, до свидания, пойду в другое место. Вот она, моя любимая шахта. Булыжника вроде как больше не осталось. И погнали. Запоминаем, 651 опыт, далее 4 стака булыжника, все это объединяется, получается много плит, и давай-ка еще раз выкинем. Все, и 1123, то есть примерно 500, на самом деле мало, я думал будет больше, да, я надеялся, что будет больше, но у нас остается еще один стак. Вот так вот. 1259. Ну окей, на один уровень достаточно. Напомню, я хочу прокачать выносливость. Повышение уровня увеличивает переносимый вес и запас сил. Давай проверим, как это работает. Погнали! Так. Ну-ка. Наконец-то! У меня появился слотик. У вас слотик один. Наконец-то, блин. Я еще никогда так, наверное, не радовался. Это прям мои самые искренние эмоции сейчас, потому что я так заколебался все это таскать. Окей, но при всем при этом у меня еще и выносливости чуть больше. Типа я теперь могу чуть больше копать и, наверное, даже бегать. А давай, наверное, еще раз прокачаемся. Почему бы и нет? Ща нафармим. Вновь объединяем и получаем 846. Да, на самом деле этого правда мало. Я почему-то раньше думал, что прям дофига летит. Но нет. Мне нужна как минимум железная кирка. Вот тогда, наверное, будет зашибись. Блин, что же я хочу-то? Выносливость, наверное. Запас сил прибавится. И при этом еще один слот добавится. Или сила. Стоп. Сейчас хочу кое-что проверить. Так, как отсюда выбраться? Подожди, где бункер? Как я сюда попал? Я весь свой проход просто загородил, сломал. Все семена забираем. Томаты больше не понадобятся, спасибо. Возвращаемся в бункер, все ставим на зарядку и проверяем. Железная кирка. Она требует сила 12, ловкость 12. То есть сейчас у меня сила 11. Так что да, я, наверное, силу 12 бахну. Повышение. И теперь у меня увеличивается физический урон, то есть драться я с кем-то все-таки буду. И скорость добычи инструментами. Спасибо. Остается только 12 ловкости. О, ты посмотри, у меня эффективность уже 46% показывается. То есть, получается, оно от силы сразу же считается. Удобно, кстати. Из плохих новостей у меня полностью закончился суп. Все. Моя сытость, которая здесь сейчас, это просто трындец. Что делать-то? А где мне еду взять? Не знаю, пойти, наверное, консервы поискать. Да, я так и сделаю. Пойдем.
Итого у нас получается 4 банки супа. Я съедаю одну, вторую, и мы не то чтобы стали богаче. Я думаю, то, что в будущем я найду еще меньше, потому что с каждым разом, типа, сундуки все меньше и меньше плодородят, понимаете? Они не спавнятся с новыми ресурсами, увы. Надо, наверное, в пределах бункера поменьше прыгать и поменьше бегать. Таким образом, я смогу экономить сытость. А также я постепенно могу на этом заканчивать. Напомню, Архей без завесы? Будущее? Или не Архей вовсе? Над всем этим надо обязательно думать. И также не забываем то, что у нас какая-то сенсация, древний фолиант обнаруженный. Сезон начинается очень задорно, и мне невероятно доставляет удовольствие, что в этот раз он такой объединяющий все и вся. То есть, знаете, не нужно думать спустя десятки серий, типа, а это какая-то единая история или не единая? Тут сразу понятно, да, единая. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, поддержку и подписки. Все то, что я произношу из этих фраз в начале сезона, имеет просто ультра-мега-супер сильное значение, поэтому я надеюсь, вы это не проигнорируете. Во времена сломанных рекомендаций вы легко можете упустить будущую серию, и она просто не попадется вам в рекомендациях, потому что замедление Ютуба, вот оно все ломает. Поэтому ваша подписка — это и вам, и нам, как говорится. Спасибо, опять же, если не пропустили. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Смотрящий, Ботанический сад, Прунус, Малус и очень много вопросов по поводу мира. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Для подключения к локальному узлу требуется функционирующая вышка связи. Расположена по координатам минус 2993, минус 1. Может, если мне удастся ее починить, то я смогу узнать координаты других бункеров? Что? Почему ты так резко начал меня всюду преследовать? Что тебе от меня нужно? Так. Ой-ой-ой-ой, да где же мы находимся? Мой родной мир Архей без магической завесы? Будущее? Или это не Архей вовсе? Замечательный вопрос от Лолошки, который выступает на переднем плане в этом одном огромном одиночестве. Да, Смотрящий смотрит, но вот Лолошка без возможности хоть с кем-то немного поговорить постепенно едет головой. Это правда страшно. А еще я так и не понял, что там на улице? Радиация или нет? Почему все выглядит так, будто еще пару дней назад в городе кто-то жил? Тут, как говорится, давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы постепенно едем крышей. Да-да, одиночество штука не самая приятная. Особенно если совсем недавно тебя окружала куча друзей и товарищей. И ладно бы мой собеседник в виде программной уточки был не таким тупым, но нет, задать вопрос реально некому. Также напомню, спустя более года реального времени, то есть спустя сезон Сердца Вселенной и Последняя реальность, мы впервые попали в собственное измерение Прунус. Измерение комната. Казалось бы, маленький уютный уголок, который должен просто быть и ни от чего не зависеть, но и тут, черт возьми, нифига подобного. Это непонятная радиация, не радиация даже в моем измерении. Но каким образом? А еще проблема в том, что наша Лолошка даже толком не умеет использовать магию. Все глобальные магические решения в сезонах, вплоть до побега из Архея, были инициированы Джоном. А Лолошка хоть и перестал терять память, но по сути сейчас без знаний он как супер крутой молоток без гвоздей. Вот так вот. Короче, как показала практика предыдущих сезонов, все ненавижу. Почему у меня такое чувство, будто я лег спать минут 15 назад? Почему у меня все время ощущение, что я провалился в сон на пару минут, а потом резко проснулся? Может быть, это из-за того, что в бункере нет окон, и я не вижу смены дня и ночи? Но нет, в Архее у меня с этим проблем не было. Или все дело в постоянных шумах от трупа и оборудования? Все время просыпаюсь от этих пиликаний и миганий. Надо проверить компьютер. Может быть, это как-то можно отключить. Ладно.
Слушайте, а знаете, меня прям зацепила сейчас вот эта фраза. Почему у меня все время ощущение, что я провалился в сон на пару минут, а потом резко проснулся? Какие бы догадки ни строила ложка, но опять же ощущение, что в этой фразе заложено сильно больше смысла, чем можно представить. Так, а еще задание. Жилищные условия. О, погоди, а я вот это не прочитал и вот это не прочитал. Ё-моё! Сколько у меня всего нового! Кто-нибудь меня слышит? Найти кого-то, кроме смотрящего. Черт, я думал, что смотрящий так и продолжит от меня убегать, но нет. Кажется, он наоборот вознамерился везде за мной таскаться. Только он при этом никак не помогает. Просто смотрит и все. Это сводит меня с ума. И это тоже сводит, понял? Так, а что случилось? Узнать, что произошло. Вот блин. Я узнал, что непонятная угроза, которая не дает мне выйти из бункера без костюма, распространяется не только на этот мир, но и на мое карманное измерение. Значит, это проблема не одного мира, а возможно нескольких. Или даже всех? Черт, я должен узнать, что произошло. Угу, все правильно. И опять же жилищные условия. Улучшить базовый модуль бункер. Ну нет, я так не могу. Надоедливое мигание вкупе с возможностью улучшить скафандр наводит меня на мысли о том, что нужно заняться расширением. Угу, ну понятно. Давай посмотрим. Привет, уточка. Видите? 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Ну, я хочу улучшить базовый модуль. Только я вспомнил, что это не здесь делается, а вот здесь. Угу, текущий уровень 1, есть вода, электричество, воздух и... Что, отследить? Ой. Задание базовый модуль 2 обновлено. Ох, нифига! Ля, как прикольно сделай, спасибо! То есть я теперь могу каждый раз смотреть, какие вещи мне нужно взять. О, как удобно! Это правда упростит мне задачу. Повышение уровня модуля позволит построить дополнительное помещение, а также позволит использовать более мощные батареи в защитном скафандре. Ладно, сейчас посмотрим. Мы, получается, базовый модуль, материалы. Тоже можем здесь посмотреть, и все то же самое. Но да, как вы понимаете, теперь я буду смотреть только отсюда, потому что это тупо удобнее. Так, высоковольтный кабель у меня есть. Далее бункерная обшивка Easy. Лампа присутствует. Наверное, самое сложное это какой-нибудь целый мат татами или низковольтный конденсатор. Это дерево, железо и получается свинец. А, нет, подожди, свинец у меня где-то был. Сейчас, вот он. Далее берем молоточек, все это объединяем и получаем свинцовые пластины. Я думаю, штучки 4, наверное, возьму, не более. Не совсем понимаю, где мне брать мат татами, потому что эта штуковина не то чтобы крафтится, и мне ее что, надо просто найти? Так, ладно, здравствуйте. Надеваем и выходим. Может быть, действительно найдем. Эй, всем привет. О, супер. Хотя бы дождя нет, уже радует. Ну, кстати, да, сегодня у нас более-менее ясная погодка, все замечательно. Где взять татами? О, погоди, а вот в этом районе я еще не был. Так, ну вот тут, например, открытая дверь. Здравствуйте. Привет. Что? Мне нужен ключ или отмычка. А, да ладно! Тут есть еще и закрытые сундуки. Класс, подожди. Но был здесь я или нет? Нет, здесь я точно не был, потому что такое я бы точно не упустил. Обязательно кушаем, потом еще раз кушаем. Освобождаем территорию, как говорится. И... какая же проблема? Зачем я взял инструменты? Надо срочно прокачивать выносливость. Повышение уровня увеличивает переносимый вес и запас сил. Иначе я просто реально не знаю, как мне это все вытаскивать. Стоп. Это... целый мат татами. Подожди, это же то, что мне надо, да? Целый мат татами. Ага, то есть они все-таки действительно разбросаны. А я что-то какой-то слепой, походу, да? Я понял, сейчас обязательно попробуем найти. Так, здесь какой-то на самом деле скудный дом. Практически все пустое, до свидания. Почта. И дверь закрыта. Это первый раз, когда я куда-то не могу зайти. То есть тут буквально дверь. Или это клетка какая-то? Подожди, непонятно. Так, ладно, может быть, пока что мне туда и не надо. Может быть, это что-то сюжетное. Я сейчас хочу сначала, наверное, поискать еще вещи, потому что в целом у меня почти все собрано. По сути, все, что мне остается, это один целый мат татами. Далее найти где-то серую керамику, но, видимо, я это могу просто скрафтить, окей. А также низковольтный конденсатор, для которого требуется редстоуновая кислота.
Ведро воды? Что? Подожди, а где здесь вода? Это же буквально... Не, вода есть, все окей. Мега-супер огромная проблема в моем бункере. У меня тупо нет места, чтобы что-то складировать. Типа, мне реально нужно что-то выкидывать. Я не знаю, пусть уголь, наверное, полежит в печке. Какой-нибудь деревянный силос, до свидания. Печка другая, до свидания. Гниль не понадобится. А также можно еще взять дубовый сундук и поставить его где-нибудь наружу. Потому что здесь, напомню, ставить вещи я не могу. Вот, они просто буквально пропадают и заново появляются. Но если мы выходим, далее просто ставим куда-нибудь вот сюда... Что, нет? Мне нужно именно отойти. Ну ладно, допустим, вот сюда. Это будет сундук, в который я могу складировать какие-то прям, супер ненужные предметы. Назовем их так. Ладно, мне действительно осталось найти еще один долбанный татами. Пожалуйста, где твой брат? Скажи, найди его. Батюшки, ты погляди-ка. На улице. Здорово. Блин, кстати, вот в этом райончике я тоже еще ни разу не был. Но здесь как будто ничего интересного, да? В любом случае, бегать можно бесконечно, все ресурсы мира не заработаешь. Конденсатор забираем. Далее, у нас сейчас появляется терракота. Перед этим мы создаем серый краситель. Так, подожди. Сначала белый краситель, потом черный. Ага, серый. И так как нам нужна именно серая керамика, мы берем терракоту и, по идее, просто объединяем. Я правильно понимаю, да? Серая керамика, привет. Далее забираем все остальное и... О, да. Базовый модуль 2 выполнено. Хотя погоди, какой выполнено? Мне же еще нужно 500 этих маленьких камешков. Ну и где мне теперь это все достать? Ладно, знаю я один выход. Привет, каменная кирка. По-моему, сейчас я прям много заработаю. Проверяем. О, хорошо, 698. Так, Лолошка, что делаешь? Успокойся. Успокойся, хватит махать рукой. Замахался. Все ненужное выкидываем. Далее достаем все необходимые ресурсы и погнали улучшаться. Если что, напоминаю, мы улучшаем сейчас вот эту главную комнату. Итак, базовые материалы улучшить. Что это? Месяц? Ух ты! Ты погляди, какая красота! Че, тоже не понимаешь, как это получилось, да? Теперь доска будет здесь висеть? Блин, ну тут, не знаю, тут как-то не светло. Света бы добавить, тогда нормально. Если, конечно, сейчас Лолошка додумается до света, это... Да. Похоже, у меня не сильно вышло отойти от оригинального дизайна. Системы этого бункера, видимо, предполагают постоянное мигание. Так, ладно. Надо вернуться к изначальному плану. К изначальному плану? Какому? Ой, блин, да погляди, какая красота! Все, у нас теперь... Стоп, что это? Нет, это не нажимается. Можно же было сюда какие-нибудь сундучки добавить. Это что такое? Сюда тоже, кстати, можно что-то складывать. Давай, наверное, тогда пусть здесь будет лампа, какая-нибудь керамика, редстоун. Татами, зачем ты необходим? Я не могу тебя использовать. Так, костюмчик, кстати, наверное, надо поставить на зарядку. Вот сюда. Вот это непонятно, что такое. Типа... стоп, кажется, я понял. Смотрите, здесь месяц, мы сейчас выходим наружу, и, по всей видимости, мы будем знать, что сейчас ночь, да? Да, действительно ночь. То есть, получается, я теперь могу, не выходя из бункера, знать, какое время суток. Это очень удобно. Типа, если будет какой-то дождь, я тоже буду об этом знать. В итоге, что еще раз? Лучше вернусь к изначальному плану. Надо проверить компьютер. Может быть, можно как-то что-то отключить? Типа, мигание отключить. Ну да, давай проверим. Еще раз здравствуйте. Так, получается, Уткар. Добро пожаловать в систему управления бункером Уткар. Что вы хотите сделать? Как бы так сформулировать-то? Что, мне надо придумать? Блин, я даже не знаю. Выключить свет? Модель вашего контрольного модуля не подразумевает отключение подсветки. Слушайте, прикольно. То есть я могу написать какую-то фразу, а оно из контекста как бы подстроится. Блин, это очень круто. Что-то новенькое. Если вы хотите настроить кнопки, обратитесь в службу поддержки. Ну конечно. Капитализм в этом мире, походу, был очень развит. Да и сомневаюсь, что кто-то в службе поддержки сможет мне ответить. Интересно, был ли кто-то, кто действительно купил себе бункер без подсветки? Может быть, я бы перебрался туда? Или же там есть кто-то из выживших? Что вы хотите сделать? Так, что я хочу сделать? Другие бункеры, может быть, как-то так вести, типа? Принято. Поиск бункеров в радиусе 10 километров. Поиск.
Устанавливаю соединение. Ошибка подключения. Отсутствует связь с центральной базой данных. Для обновления списка требуется подключение к сети Уткар. Локальный узел. И... Черт, и как я должен узнать, как не подключиться? А, стоп, подождите, я же могу спросить. Так, типа ладно, я могу вообще что угодно написать, наверное. Как подключить... Не знаю, вот как-то это... Как подключить? Для подключения к локальному узлу требуется функционирующая вышка связи. Найдена в кэше. Городская вышка связи Уткар. Расположена по координатам минус 2993, минус 1. Подключение не установлено. Минус 2993? Ага, ты пытался подрубиться к городской вышке связи Уткар. Слушай, а ты, ладно, ты не такая тупая утка, как мне казалось. Если как-то правильно наводить тебя на мысли, то ты умная, да? Угу, отлично. Значит, раньше была вышка связи. Может, если мне удастся ее починить, то я смогу узнать координаты других бункеров? Хотелось бы верить, что там кто-то есть. Что в этом мире еще кто-то есть, кроме меня и молчаливого смотрящего. Задание «Другие уточки» обновлено. О! Солнышко! Сейчас у нас солнышко! Так, окей, подожди. Кто-нибудь меня слышит? Найти кого-то? Вот, другие уточки. Найти городскую вышку связи Уткар, восстановить подключение локального узла, найти расположение ближайших бункеров. Фу, я все-таки догадался спросить у помощника, есть ли в округе другие бункеры. Оказалось, что вполне могут быть. Но чтобы узнать, где они, нужна работающая вышка связи. Может быть, мне удастся восстановить ее работу? Все лучше, чем пытаться найти входы в бункер, которые могут быть скрыты. Да, согласен. Так, получается, минус 2993. На всякий случай, еда. Блин, у меня еды нет, ребят! А что делать? Погоди, я не могу нормально бегать. Кстати, нет, вот смотри. Здесь я могу бегать, окей. А, нет, стоп, показалось. Это все-таки не бег, это тупо ходьба. Так, ладно, мне нужна сытость, чтобы бегать. Я, наверное, сейчас пойду в свой тепличный модуль, проверю, как там томаты. Эй, привет. Чё, как у тебя? Вот, томатики, здрасте. О! Ни хрена себе! Неплохо ты поработала. Только подожди, а удобрения, они как? Они, получается, сами постепенно восстанавливаются? Количество удобрений 0,2. Ну, по-моему, они не восстанавливаются. Но неужели всего этого хватило на столько томатов? Капец! 228. Ну-ка. Если я съем прям много-много, как быстро у меня восстановится сытость? Давай, ну хотя бы что-то меняйся, бога ради. Ну, Христа ради, давай, ну хоть что-нибудь. Почему? Неужели там настолько плохо? Это трэш какой-то! Это вообще что такое? Я съел 38 томатов примерно! Это я уже лопнуть должен! А у меня сытости вообще не прибавилось! Подожди, а может быть я с помощью этого должен делать именно блюдо? Потому что смотри, вот тут даже написано сытная еда, обильная еда. А здесь получается сколько? Половинка, легкая закуска. Да, возможно, мне нужны именно блюда. Ну а как мне достать блюдо? Это же почти невозможно. Типа, я уже говорил о том, что окей, я могу создать, например, смешанный салат. Он, кстати, дает даже регенерацию. Но мне нужна капуста. А капусту я пока, увы, не находил. Типа, мне нужны семечки. Не-не-не-не, погодите, я так просто не сдамся. Надеваем скафандр, выходим. Сейчас у меня есть кое-какая идея. Так, ладно. Вышка. Разобраться бы еще, как этим компасом пользоваться. Вот была бы карта. Не пришлось бы каждый раз тыкаться наугад. Нет, стой, подожди, Лолошка, подожди. Вышка, это, конечно, все хорошо, я понимаю. Нет, стоп, я уже вижу, куда надо идти. ГВС Уткар. Блин, нет, стоп! Я хочу решить вопрос с едой. Где, куда? По-моему, надо было налево идти. Блин, я не могу нормально бегать. Сейчас, погодите. Здравствуй, ботанический сад. У меня стойкое ощущение, что я в тебе что-то потерял или просто не досмотрел. Дай мне капусту. Вот здесь я не был. Так, тут просто цветочки. Нет, это не то, что надо. Семена промышленной конопли. Ой-ой-ой, подожди. Ребята, а это хоть и не капуста, но тоже мне пригодится. Вот, мы можем выращивать коноплю через клаше. И эту промышленную коноплю, опять же, можно перерабатывать в...
Вот оно, прочная ткань. А уже при помощи прочной ткани делать бинты. По-любому коноплю забираем, но подожди, мне все-таки нужна капуста. Долбаная капуста, ты спасешь весь мой желудок, понимаешь? Да! О, и семена промышленной конопли. Капуста! Капуста все-таки найдена. Так, здесь ничего, да? Все, проблема, ребят, решена. Следовательно, прямо сейчас у нас есть то, что я даже не искал, но это прекрасно. Также семена кукурузы, которые не выращиваются. Во всяком случае, нормально не выращиваются, но, допустим, их можно, наверное, кушать. Стоп. И я только сейчас понял. Блять, это... Серьезно? Мои томаты! Я не знал, что нельзя таскать неконсервированную еду где-то здесь! 3 стака томатов! А, так вот оно что. Здесь был продуктовый магазин. И в итоге это все загнило. Етить, колотить. Очумелые ручки. Хорошо, что хотя бы семечки не гниют. Ладно, окей, возможно, эта гниль в будущем понадобится, я не знаю, но... Ладно, ладно, все тихо. У меня есть семена томатов. Я, если что, снова смогу вырастить. Но мне главное проверить, могу ли я создавать салаты. Все, ща, все быстренько будет, ребят. Та-да-да-дам, та-дам. Капуста, привет. Далее. Мне нужен верстак, побежали. Бляха-муха, это не 2 томата. Я все это время видел тут 2 томата, прикиньте. Черт, а свекла, где мне взять ее? Может быть, в каком-то ящике есть? Хорошие новости, свекла действительно найдена, а также семена клубники. Наверное, клубника это тоже питательно, поэтому берем. И понимаем, что прямо сейчас я был на улице с томатами и капустой. Опять. Не-не-не-не, нельзя, короче, с едой выходить на улицу. Рано или поздно она гниет. Нельзя, просто нельзя. Так, капуста, спасибо большое за то, что создалась. Ой, блин, у меня 12. И оно не стакается больше 10. Ну-ка, поедим. О! Оно восстановило! Оно восстановило! Наконец-то! Да, все-таки какая-то более питательная еда, нежели томаты. Оно прям работает хорошо. Мы тем временем соединяем. В этот раз я уже прям точно все подготовил. Да. Он еще и регенерацию дает. Ну-ка. Так, регенерация. Ой, погоди, у меня реально нога. Нога регенится! Супер! Подожди, но я сейчас еще съем. Давай, смешанный салатик, погнали. Да, и сытость тоже, и нога! Это имба! Все ненужные предметы складируем, пока мне ничего не понадобится. И теперь наконец-то побежали к той самой радиовышке. Я вот только не уверен насчет радиации. Типа я сейчас чуть-чуть подойду и что делать? Так. Вот оно. Тут уровень 1 все еще. 2 уровень. А, смотри, у меня теперь, по-моему, медленнее тратится, да? Черт! Нет, не медленнее, мне нужна еда. Может быть, тут какая-то консерва будет. Сейчас я хочу быстро добежать. Черт, пожалуйста, консерва. Кока-кола содовая. Пейся, не пьется. Да, то, что надо. Просто мое спасение. Консервированный суп, вот он прям питательный. Вышка, будь готова, потому что прямо сейчас папа идет. Папа бежит. Погнали! Давай. Успеть. Так, ладно. Наверняка это и есть та самая вышка связи Уткар. Выглядит как вышка. Место, кажется, то, которое нужно. Что же это еще может быть, да, кроме как вышка? Ох, многовато я стал сомневаться в последнее время. Как же мне не хватает кого-нибудь, кто говорил бы мне, что я все делаю правильно. Так, а вообще... закрыто. Найти городскую вышку выполнено. Погодите, а у меня вопрос, а что делать-то надо? Мне нужен ключ или отмычка? Да, окей, но... Где? У меня, извините, таких навыков пока нет. Здесь, может быть, что-то найдем. Кстати, здесь 1 уровень радиации. О, фига себе, какие вещи. Спасибо. Тем не менее, это не те вещи, которые мне нужны. Ключ или отмычка? Черт, я вообще такой хоть раз находил? Грецкий орех, ух ты! Из него, по-моему, можно сделать что-то интересное. Например, соусник с маслом, который потом используется, чтобы создавать очень вкусную пищу. Ну, допустим, возьмем. Это вообще не отвечает на вопрос, а как мне в итоге открыть эти долбаные ворота? Почему Лолошка ничего не говорит? Я не думаю, что кто-то будет против, если я взломаю эту дверь. А, ну ладно, может быть и говорит.
Ну как? Подожди, отмычка может быть действительно. Нет такой штуки, как отмычка. А что мне в итоге делать? Отмычка. Прямо около двери все это время было. Медный слиток, до свидания. Как много говна-то у меня. Ну давай попробуем. О, что это? Как? Подожди, я не понимаю. Что надо сделать? Вот эту штуку надо типа задеть. Сейчас. Оп. А, да-да-да, ну-ка. Ай, больно в ноге, больно в ноге. А, больно в ноге. Так, вот эту сейчас. Оп, да, хорошо. Теперь сейчас вот эту. Отлично. А, плохо. Минус отмычка. И вот эту сейчас. Сюда. А, и вот теперь, наверное, надо налево. Правильно понимаю? О, блин, у меня 45% заряда. Здравствуйте. Ладно, я успею. 45% заряда у костюма, это, конечно, мало. Мне еще надо будет пробежать через уровень 2 радиации. Ну ничего, мы справимся. Мы справимся. Только, пожалуйста, залезай быстрее. Я тебя прошу, я тебя молю. Вот эти отмычки, кстати, можно будет использовать для сундуков, которые я видел. И это просто трэш. Сколько можно еще подниматься? Какая она высокая. Опа. Темно. Да, действительно темновато, кстати говоря. Это лампочка какая-то. Привет. Ой, что это? О! Боже, то есть электричество сюда подается. 150 тысяч, или что это? 1500000. Ну вот я и в контрольной рубке. Какой же я молодец. Сам отыскал, сам взломал и сам забрался. Ну просто золото, а не мироходец. Мечта, я бы даже сказал. Теперь осталось только понять, как это работает, что не работает и как это починить. Да, согласен. Так, а я могу что-то отсюда забирать? Не могу. Короче, да, я говорил, что отмычки-то надо бы, наверное, потом использовать, но так как они не крафтятся, наверное, не будем. Значит, что делать? А, вот, может быть, сюда? Это не дверь? Нет, это не дверь, показалось. О! Окей. Я что-то сделал? Капец, города не видно. Сейчас, подожди-ка. Прорисовочку давай сделаем побольше чуть-чуть. И только так еле-еле. Невероятно, какая же это высота. По итогу, что это вообще такое? Да, выглядит слишком сложно. Я не знаю, что делать. Интересно, сколько платили обслуживающему персоналу за такую сложную работу? Господи, чувак! Хватит так делать! Фух. Слушай, ты просто ходишь за мной и смотришь, да? Может быть, ты хоть поможешь как-нибудь? Нет? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ну, конечно, я так и думал. Ладно, я тут и без тебя вообще-то справляюсь, видишь? Сам разобрался с тем, как починить узел связи. Или как его там. Так что оставим твою таинственность тебе, а мне пора возвращаться. Надо выяснить, где находятся другие бункеры. О, черт, как холодно. Итак, план. Вернуться в бункер, узнать, наконец, у помощника, где могут быть люди, и понять, что здесь произошло. Ай, что-то мне не по себе. С одной стороны, я очень хочу найти кого-то, кто мог бы мне рассказать, что здесь случилось. А с другой стороны, что если здесь вообще никого нет? Что если все это время я здесь совершенно один? Так, не думаем плохие мысли. Кстати, мне от холода, от смотрящего, ногу свело. Ты погляди. Все, замедление. Как я добегу до бункера? У меня 20% заряда. Бежим быстрее. Пошел, блин, на крополях. Вот я дурында. Давай, ложка, у тебя все получится. 16%! 13! Срочно! Помоги! Уровень 1. Черт! Жить! 6%! Я успею. Я успею. Я могу бегать. Замедление. Пожалуйста. Пожалуйста. 5%. Бункер где-то тут, да? Черт! Только не тупик. Только не тупик, бункер. Прошу тебя. Мне уже тяжело. Давай. Да. Да.
Это было мощно. 3% заряда. Не-не-не, так я больше делать не буду. Ну его нафиг. Ну его нафиг. У меня прямо сейчас есть отмычки. Отмычки, я так понимаю, на вес золота. Гниль, не знаю, оставлю. Во, бинт. По-любому надо сейчас... Хотя стоп, какой бинт? Ну его нафиг. Напомню, раз в серию я могу забегать в медпункт, поэтому... Давай. О! Фу. Стало сильно лучше. Теперь хотя бы бегать могу. Привет, Уткар. Ну что скажешь? Что вы хотите сделать? Я хочу понять, где находятся... Где другие бункеры? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Координаты других бункеров. Может быть так? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Черт, я не понимаю контекста. Другие бункеры. Принято. Поиск бункеров в радиусе 10 километров. Поиск. Устанавливаю соединение. Ошибка подключения. Отсутствует связь с центральной базой данных. Для обновления списка требуется подключение к сети Уткар. Локальный узел. Чё, ты рофлишь? Я же буквально это все сделал. Ну вы издеваетесь! Ну я же все сделал! Черт, ладно, хорошо. Я вернусь туда и проверю все еще раз. Я и сам догадывался, что не может быть все так просто. Перед тем, как мы куда-то пойдем, знаете, я в этот раз, ну его нафиг, я с полным зарядом пойду, и я пойду с какой-то едой. Так, вот капуста есть, томат есть. Мне нужно, короче, еще больше томатов и редиска. Так, редиска, по-моему, делается. Давайте, покажите мне это. О, 16. Все, сейчас немножко капусты подождем и сразу прям напитаемся. Надо много-много еды. Итак, дамы и господа, я сначала капусту выращивал, но потом понял, что мне нужны томаты, и справился, и вот оно. Смешанный салат. 8 штуковин. Я сейчас так накушаюсь. Ой-ой-ой, давай еще. Так, да, восстанавливается. Еще. О, хорошо! Фуловая сытость! Еще и отрегенерировались. Еду мы по-любому оставляем здесь, потому что если я вытащу это наружу, это все превратится в гниль. Далее надеваем костюм и возвращаемся к вышке. Ладно, признаться честно, я все-таки надеялся, что все будет просто. Вот скажет мне кто-нибудь, почему не может быть просто? Потому что, дружище, чтобы было просто, надо, чтобы тебя за ручку водили. А тут пока что, увы, некому. Смотрящему явно плевать. Ой, блин, радиация 2. Так, тихо. Пробегаем. Блин, я не знаю, стоит это вообще называть радиацией. Это радиация или нет? Я думаю, пока мне будет комфортно называть ее именно так. Но я в целом уже достаточно уверен. Типа, процентов на 90 я уверен, что это никакая не радиация. В любом случае, поднимаемся. Окей. Давайте с умным видом смотреть вокруг, как будто я что-то понимаю. Все вроде бы горит, все вроде бы мигает, светится зеленым. Обычно ведь это значит, что все работает, да? Да что ж не так-то? Честно признаться, у меня 0 идей. О, подожди. Я думал, можно в ноут зайти. Так, это не берется, ничего не кликается. Тут каждый раз, кстати, значения меняются. 5, 2, 4, 2, 8, 11. До этого было там 150 тысяч, по-моему, да? Здесь рычаги мы уже дергали. Ничего не включается. Здесь у нас... Как же здесь высоко. Не хотелось бы свалиться. Мне кажется, или тут наверху должна быть такая плоская штуковина. Выглядит так, будто она есть с каждой стороны. Я подозреваю, что эти штуки — это антенны для приема и передачи сигнала. Только вот где мне найти такую антенну? Кажется мне, что просто такое оборудование на улице не валяется. Да что ж это такое-то, а? Как я вернусь к своим друзьям, если я не знаю ни где я, ни когда я? Да блин, даже толком кто я? Почему я здесь совершенно один? Подожди, сейчас все будет нормально, Лолошка, все будет нормально. Ты, главное, не падать, не ломаться. И... Ну что? Что? Почему ты так резко начал меня всюду преследовать? Что тебе от меня нужно? Я же скоро с ума сойду слышать только свой голос и гудение всяких приборов. Где я должен добыть эту долбаную антенну? Так, что такое? А ну, прекращай ныть. Что? Соберись давай, ты только тратишь заряд костюма впустую. Джон. Да что? Ну что, Джон? Тебе не обо мне сейчас нужно думать, о себе. Что? Джон, это он тебя послал, да? Это он? Лолошка, ты издеваешься надо мной. Ну почему ты никогда не слушаешь? Ты оказался в неизвестном месте, которое явно постигла неизвестная катастрофа.
Окружающая среда здесь настолько враждебна, что ты не можешь надолго из своего бункера выйти. Если ты не справишься с этим сам, ты погибнешь. Неужели ты не понимаешь этого? Но Джон... Прекращай! Ты не можешь постоянно поддерживать работу бункера. Рано или поздно ему понадобятся сменные воздушные и водяные фильтры. Проводка тоже имеет свойство устаревать. Как и вообще все оборудование. Да, пожалуйста, только хватит. Нет, не хватит, Лолошка. Ты не знаешь, как это все устроено и как работает. Ты должен либо найти кого-то, кто знает, либо узнать сам. Пора учиться искать решения самостоятельно. Черт, да я же сам постоянно принимаю решения! И это не банальные решения типа курица на обед или рыба. Хватит заставлять меня чувствовать себя дураком! Хватит! Оба! Отлично! Конечно, твоя злость вызвана отрицанием, но это уже лучше, чем апатия, в которой ты только что пребывал. Не надо меня пытаться анализировать. Ха, было бы что анализировать. Ты читаем, как открытая книга. Точно, Джон, книга! Я наверняка могу найти какую-нибудь книгу, где будет описан принцип работы антенн. Я отлично умею мастерить вещи руками. У меня ведь много опыта. А в городе на каждом шагу подходящие материалы. Если я найду даже просто брошюру, где будет описано строение такого устройства... Да, я уверен, я смогу это воссоздать. О, и где же ты найдешь такую брошюру, гений? В библиотеке. Да, я найду ее в библиотеке технической литературы. Черт, что это было? Смотрящий, ты можешь мне сейчас объяснить, что это было? Ничего не выражает. Кого я спрашиваю? От тебя никакого толка. Черт, уровень заряда костюма критический. Видимо, библиотека будет уже в следующую вылазку. Черт, как же я устал. Голова раскалывается. Но Джон, если это был Джон, прав. Я не могу позволить себе раскисать. Мне совершенно не на кого опереться. Я совершенно один. Я должен все сделать сам. Ё-моё, это очень круто. У меня от этой серии сейчас такие мурашки пошли. Блин, появление Джона. Ну, типа, очевидно, мы все понимаем, что это не Джон, да? Это как бы, скажем так, помутнение рассудка Лолошки, но тем не менее, это было 10 из 10. Мне, знаете, нравится, как сценаристы, как разработчики сюжета улавливают не столько, вот знаете, сеттинг, происходящее в округе, они очень хорошо уловили Лолошку. Вот именно как персонажа, они его так прочитали, так хорошо раскрыли и продолжают раскрывать, что у меня каждый раз, понимая, что как бы Лолошка это, ну, в какой-то степени и я тоже, у меня мурашки. От всего вот этого просто мурашки. Интересно, а тут что-то появилось? Архей без завесы? Нет. Прунус работает и заражен. Нифига нового. Ладно. Я так понимаю, что сейчас Лолошка должен поспать, чтобы немного отдохнуть. И после этого все продолжится. Но сделаем мы это уже в следующей серии, а на этом постепенно заканчиваем. То, как играют на эмоциях Лолошки и на его одиночестве, это, блин, мое почтение. Я прям реально чувствую, что Лолошка бессилен от той среды, в которой находится. И я понимаю, что это бессилие и решение этого бессилия в моих руках, как игрока. Поэтому будем решать, будем разбираться. А на этом опять же заканчиваем. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, про подписки. Все ваши комментарии, все ваши нажатия на лайки, подписки, особенно подписки в условиях замедленного ютуба. Это супер большая мотивация для нас. Супер большой буст мотивации. Надеюсь, вы не проигнорируете и не пропустите мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Джон. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Привет, книжка. Это я уронил или ты уже здесь была? А я просто не заметил. Чё? Эй, смотри! Это же то самое издание, что нужно для диплома! Выглядит как туман, но какой-то необычный. Ладно, давайте посмотрим, что он делает. Костюм, кажется, в порядке. О!
Это еще что за чертовщина? Так, окей, починить антенну на коммуникационной вышке и попытаться связаться с другими бункерами. Вот честно, хорошая идея, звучит просто идеально. Но то, как Лолошка додумался до этого, пугает меня. Одиночество достигло уровня, когда мы представляем себе умного Джона, который якобы здесь и сейчас помогает нам найти ответы на вопросы. Трэш какой. Короче, нам нужна антенна. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы страдаем. Да-да, психическое воздействие на сознание, вызванное одиночеством. Короткое описание происходящего в предыдущей серии. Наши умственные способности, представляя в моменте Джона, догадались до очень правильных мыслей. Если ты не справишься с этим сам, ты погибнешь. Неужели ты этого не понимаешь? Ты не можешь постоянно поддерживать работу бункера. Рано или поздно ему понадобятся воздушные, водяные фильтры. Проводка тоже имеет свойство устаревать. Ты должен либо найти кого-то, кто знает, либо узнать сам. По сути, Лолошка этими словами обращался сам к себе. Ну, молодец. Напомню, сейчас нам нужна библиотека. Там мы должны найти книгу по антеннам, далее понять, как соорудить антенну, и после починить вышку связи. Как-то так. Короче, у меня плохие новости. Оказывается, еда, которую мы собираем... Ага, итак, заряд костюма восстановлен, скафандр цел. Пора идти в библиотеку. Как же странно звучит. Пойду-ка я в библиотеку. Библиотека — это последнее место в моем списке, места, которые пригодятся в пустом мире. Это же как пойти в кафешку. Что-то будничное, что-то живое, далекое от постапокалипсиса. Ах, надо же. Когда я думал, что меня уже ничем не удивить, я удивляюсь походу за книгами. Это... Что происходит? Терминал горит красным. Может быть, что-то сломалось? Ой-ой-ой. Так, стоп! Срочно! Надеть скафандр. Боже. О, нет, не нравится мне это. О, не нравится. Ребят, я про еду хотел сказать. Короче, оказывается, еда может портиться не только снаружи, но и внутри бункера, потому что она постепенно, опять же, портится. И небольшой спойлер. Чтобы порешать эту проблему, мне нужен холодильник. Но, подожди. Сейчас, медицинский модуль, вода, электричество. О, черт. Ну, хотя бы не воздух. Так, что скажешь? Внимание, внимание! Требуется замена энергетического элемента в узле номер 2. Необходимо произвести замену в ближайшее время, чтобы восстановить энергопитание. В противном случае бункер будет переведен в режим резервного питания. Дополнительные функции будут недоступны. Чтобы произвести замену, извлеките разряженный энергоэлемент из узла 2 и замените его на заряженный. В вашей модели Уткар предусмотрена внешняя автономная зарядная станция. Она отделена от бункера по соображениям безопасности. Произведите замену в ближайшее время. Да, ладно, я понял. Так, внимание, требуется замена в узле номер 2. Энергетический элемент. Энергетический элемент это... Замена... Так, давай почитаем, кстати говоря. Замените разряженный энергоэлемент. Черт, мне срочно нужно заменить разряженный энергоэлемент до того, как бункер перейдет на аварийное питание. Зарядная станция находится снаружи. Так, ладно, подожди, зарядная станция там, но... А какой энергомодуль-то? Вот это что ли? Привет. Да, смотри. Вынуть энергобатарея. Так, ладно, хорошо. Вытащить эту штуковину у меня получилось. Надеюсь, это безопасно. Теперь наружу искать зарядку. Блин. Разряженный энергоэлемент. Это точно безопасно. Ну вот сейчас как раз и узнаем. Так, ладно, наружу костюм у меня надет, все нормально, заряженный. И опять же, где-то снаружи надо найти что? Зарядку! Какую к черту зарядку? Я ни разу такого не видел. Так, вот это... Нет. Ой, что это? Господи, я подумал, тут какая-то дыра, но нет, это я копал. Далее, может быть здесь? Я просто какой-то щиток не находил или в этом духе? Да нет. Ну, кстати, лестницы. Может быть, мне нужно каким-то образом забраться? Так, вот, да, вижу лестницу наверх. И... Привет, ребят. Вот у меня разряженный энергоэлемент, который, кстати, светится. Ого, сюда нигде не вставляется.
Черт, я правда не понимаю. Уточка сказала, что зарядная станция отделена от этого бункера. Следовательно, это не вплотную. 100%. Я, кажется, понял. Привет, гараж, привет, гараж. Это ты? Нет, это не ты. Это даже не открывается. Это что-то такое, что должно выглядеть как бункер, понимаете? Вот прям отдельная часть. Здесь. Или там. Или... Или тут? Это что такое? Так, подожди, это... Это выглядит как часть бункера. А, стоп, погоди, как будто у меня... Да, смотри, вот, заменить элемент энергобатарея. Поехали. А, черт, а вот это уже точно опасно. Надо срочно отнести эту штуковину внутрь. Батюшки! Так, я горю в любом случае, даже если не держу в руке, я понял. Так, ну ладно, она хотя бы освещает. Пожалуйста, как же много проблем. Надеюсь, она не взорвется. Надеюсь, она будет нормально запитывать все дальше. Так, сюда. Уже наполовину горю, мне это не нравится, конечно. Но мы быстрее. И... На! Замена энергетического элемента выполнена. Так, а то, что у меня это в руке... А, все уже. Хорошо, что тут предусмотрены инструкции на такой случай. А вот теперь можно и в библиотеку. Ну да, теперь можно и в библиотеку. Так, слушайте, а подождите, у меня электричество, получается, восстановилось, да? Потому что у меня было написано в медицинском модуле какая-то проблема. Не, никакой проблемы, все нормально. Получается, вот этот энергомодуль отвечает за ту часть комнат. На всякий случай проверяем. Вода есть, электричество, воздух, все теперь снова зеленое. Я не знаю, где находится эта библиотека, поэтому обязательно заряжаемся до конца и желательно что-то порешать с едой. Как обычно, вот эта вот еда, она меня скоро с ума сведет. Грецкий орех, легкий перекус. Ну ладно, давай, я его съем, там 2 сытости. Ага, и еще. Блин, ну я явно что-то восстановил, но не особо заметил. В любом случае, выходим наружу, может быть, какие-то консервы найдем. И по итогу, куда мне... И все-таки этот город слишком... городской, что ли? Ну, да, есть такое. Так, получается, куда? Библиотеку я, честно говоря, не видел до этого. Может быть... здесь, неподалеку. Что похоже на библиотеку? Место, в котором много книг. Очевидно. Может быть, кстати, у меня сверху написано. Вот бункер. Вот. А, стоп! Да, смотри! Там вышка и библиотека, они прям рядом. Все, я понял, мне нужно направо. Тут, очевидно, сейчас будет 2-й уровень радиации. Но и мы не промах. Так. Ой, где я бегу? Не перепрыгнуть. Давай. Аккуратненько. Никакие огни, никакие магмы, не спотыкаемся. Привет. О, да, библиотека. Уф. Здравствуйте. Да, смотрю на все это и понимаю. Люди будто бы исчезли 5 минут назад. Витрины целы, машины припаркованы. И нигде ни души. Иногда мне, кстати, кажется, что я вижу кого-то краем глаза. А оборачиваюсь. Никого. Так, ладно. Надо перестать себя накручивать. Подожди, нет. Иногда мне кажется, что я вижу кого-то краем глаза. Ребят, начальная сцена из самой первой серии. Лолошка резко оборачивается, потому что мимо него кто-то пробежал. То есть это не просто так. Ладно, в любом случае мы в библиотеке. И... проводники и полупроводники. Нам нужно найти что-то про антенны, правильно? Архитектура, прикладная электроника. О, черт. Физика, еще физика. И вот 2-й этаж. Ща. Мы проверим на всякий случай все, что можно. О, какая книжка. Подобрать здесь ничего невозможно. Ладно, мне явно нужна не физика. Мешки при этом пустые. Проводники и полупроводники. Может быть, здесь? Пожалуйста, какая-то супер крутая книга, которая все вырулит. Которая скажет: да, делай это. Но даже сундуки пустые. Понятно. Архитектура. Ой, слушай, а может быть, да, вот эта книга? Могу взять. И вот это могу, но при всем при этом нет, это просто книга. Здесь тоже берется. Блин, это прикольно, кстати, реализовано. Может быть, какая-то будет даже подписана. Прикладная или... Да тут даже пыли нет. Такое впечатление, что я пришел не в заброшенное здание, а в рабочее учреждение просто после закрытия. Так, ладно. Где здесь радио и телекоммуникации? Кстати, да, реально. У нас же даже пыли нет. Очевидно, что пыль в Майнкрафте изобразить очень тяжело, но то, что Лолошка это прокомментировал, это важная составляющая. И мне до сих пор непонятно, что здесь произошло. Что это? Губ? ГИП? Ладно, это явно не так уж и важно. Телекоммуникации. Привет.
Это тоже не то. О, сундук. Пусто. На всякий случай проверим на втором этаже. Вполне вероятно, что нам сюда. Ох, нифига, как тут много всего. Радиоэлектрон... вот оно. Радиоэлектронные системы. Надеюсь, найду что-нибудь про антенны. Так, да. Микропроцессорные устройства, радиолокаторы в геодезии. Кому это вообще интересно? Телевидение и видеотехника. Не, интересно, но не то. Прием и обработка радиосигнала. Во! Это может помочь. Надеюсь, да. Так, дальше. Базовые станции в радиосвязи. Это тоже может подойти. Берем. Радиотехнические сигналы. Основы. Да, на всякий случай захвачу. Тут наверняка есть важная терминология. Блин, подожди, ты реально собираешься это читать? Ну, нам по-любому читать надо в бункере где-то, потому что у нас костюм разряжается. Привет, книжка. Это я уронил, или ты уже здесь была? А я просто не заметил. Чё? Эй, смотри! Это же то самое издание, что нужно для диплома! Я говорил, что мы найдем здесь! О, отлично! Я до последнего не верила, что в библиотеке может быть что-то, чего нет в интернете. Ты переоцениваешь силу цифровизации. Эй, я... Что происходит? Ты это почувствовал? Да, почувствовал. Это что сейчас было? Что? Это что сейчас было? Я только что видел эльфа и эльфийку. Здесь, на этом самом месте, с этой книгой. Это что, были воспоминания? Они стояли здесь, обсуждали эту книгу и просто исчезли. Или мне это просто померещилось? Да нет же, нет. Я реально слышал их голоса. Я видел их лица. Я не понимаю. Это что, какой-то отпечаток прошлого? Черт, какой же этот город жуткий. Так, ладно. Надо продолжать искать нужные сведения. Сосредоточиться на том, что я могу сделать. Надеюсь, здесь будет что-то про сборку антенн из подручных материалов. Это... Бляха-муха, это просто звездец! Это капец! Они просто взяли и исчезли, черт возьми! Так, ладно, а почему ты это делаешь здесь? У тебя точно хватит заряда? Давай, ищи. Ай, как же неудобно листать тонкие страницы в этом костюме. Это уже 7-я книга, которую я листаю, но совершенно без толку. Так, стоп. А это у нас что такое? Так. О, черт, поверить не могу. В каком-то глупом старом пособии юному радиоэлектронику я нахожу ответ. Серьезно? Здесь описано, как сделать небольшую антенну из железных прутьев и медных пластин. Правда, здесь нужна еще какая-то конденсаторная катушка. И это все еще любительский вариант. Даже непонятно, сработает ли он. Не то, чтобы в моей текущей ситуации есть выбор. Проблема в том, что для катушки нужен специфический материал – медные спирали. И где же мне искать их? Задания, другие удочки. Так, ладно, большую часть необходимых материалов я могу найти довольно легко. Поверить не могу, что я действительно вознамерился сделать антенну своими руками. Впрочем, как будто бы в прошлом я и не такие штуки проворачивал. Но все тогда казалось мне намного проще. Намного реалистичнее, что ли. Так, ладно, надо выбираться отсюда. Какие-то тяжелые мысли в голове роются. Да и костюм садится. Согласен. В итоге это была просто книга. Они... ну, кажется, обошлось без очередных флешбеков. Вряд ли я захочу видеть их слишком часто. Это сильно давит на меня. Люди исчезают прямо у меня на глазах. Даже если это всего лишь воспоминание. Впрочем, вопрос в другом. Почему я вижу это сейчас? Может, все дело в том, что я... единственное живое существо, способное это увидеть? Интересно. Может быть, какие-то другие предметы тоже могут хранить воспоминания людей? Возможно, в каждом доме, на каждой полке миллионы таких историй. Так, да, я тоже об этом подумал, честно говоря. Но все-таки пока не совсем понятно, как это связано с моим появлением здесь. Как это связано со смотрящим? И почему они пропали? Если это не ложное воспоминание. В любом случае, 25% заряда костюма это очень... А ты где был раньше? Я уже нашел то, что искал.
план сборки антенны. Теперь нужна куча материалов. И еще, знаешь, я увидел эльфов. Точнее, последние воспоминания о них. Может быть, ты знаешь, почему я это вижу? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ну, понятно. Знаешь, я и не ждал другого ответа. Исчез. Ладно. В любом случае, теперь цель — раздобыть материалы для антенны. А еще нужно разобраться, что же, черт возьми, здесь произошло. И почему в этом городе до сих пор живут воспоминания, но при этом нет ни одной живой души? Да, хорошо. Отличные вопросы, просто шикарные, без шуток. Я книгу эту на всякий случай буду хранить, я ее обязательно заберу, но где бункер-то? Господи, я уже, честно говоря, потерялся. А, вот. Здесь мы поменяли, здесь бункер, и у меня 20% заряда. Маловато. Быстро заряжаться. О. Блин, прикольно. Сейчас что-то, наверное, вырванное из книги хорошо. сделаем. Визуализирование имеющейся информации должно помогать ее структурировать. Но, блин, где же мне все-таки брать медные спирали? И даже если я найду их, смогу как-то сделать антенну, где гарантии, что это сработает? И даже если это сработает, где гарантии, что рядом есть бункеры? И даже если они рядом есть, что если в них никого нет? Судя по воспоминанию, которое я видел, неизвестная катастрофа просто испарила эльфов. Конечно, не факт, что это было именно результатом катастрофы, но что-то мне подсказывает, что эта теория наиболее вероятная. Так, ладно. Как бы то ни было, план действий есть. Надо сосредоточиться на его исполнении. Где же могут быть медные спирали? Сейчас, подожди. Обязательно на зарядочку. Тут у меня медных спиралей-то и никаких никогда не было. Может быть, их можно просто создать, я не знаю. Вот у меня очень-очень много меди. Так, молоток, медный самородок. Это явно не спирали. Учитывая, что многие крафты у меня тупо закрыты, искать информацию надо где-то в другом месте. Так, здесь у нас... О, радиолокационная антенна. И действительно нужны спирали. Так, а это последние воспоминания перед неизвестной катастрофой в предметах. Опять вопросы. Не, ну ладно, какой-то микроответик нам дали, но, знаете, он пока создал тонну других вопросов. Я не сомневаюсь, что мы находимся в Архее. Ну, типа, ладно, я на 95% уверен, что мы находимся в моем родном мире. Просто в другой временной ветке. На это мы явно еще получим ответ, но... тепличный модуль, здесь ничего. А, подожди, а может быть спросить? Добро пожаловать в систему управления бункером Уткар. Что вы хотите сделать? Так, я хочу... Как создаются медные спирали? Может, я не знаю, как-то вот так вот. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Ну, не знаю, просто медные спирали, если я напишу. Медные спирали, вот так. Все верно. В наших инновационных системах фильтрации воздуха используются медные спирали. Медь обладает антимикробными свойствами, что делает ее полезной для фильтрации бактерий и вирусов. Спиральная форма позволяет создать увеличенную площадь поверхности для более эффективного захвата загрязняющих веществ. Видите, построить новую комнату. Блин, ну мне не то чтобы что-то надо. Нет, мне не надо. Ну понятно. Он просто выдает информацию, самую близкую к моему запросу. Очевидно, я не могу разбирать воздушные фильтры своего бункера. Мне же нужно чем-то дышать. Правда, разговор этот был не совсем бесполезен. Я узнал, что медные спирали имеют разные области применения. А это значит, что найти их может быть не так уж и сложно. Хорошо, что я догадался спросить об этом у помощника. Надо бы начать собирать необходимые материалы. Действие помогает мне сохранять ощущение контроля над ситуацией. О, кстати, да! У тебя мозги стали чуть лучше. Да, и типа у него чуть-чуть восстановился рассудок. Это хорошо. Так, медные спирали. Получается, они где-то здесь есть, но разбирать бункер мы явно не будем, потому что это самоубийство. Конечно же, мне очевидно, что для радиолокационной антенны мне также понадобится много чего другого, не только медная спираль, и, например, тяжелый металлопрокат. Толстый лист из сплава нескольких металлов. Идеально подходит для формирования больших поверхностей. Ох, нифига себе. Блин, это окей. Ну, железо не проблема, свинец не проблема, медь тоже не проблема. Я думаю, самое сложное это что-то вот в духе вот эти пластины. И они... они тоже делаются с помощью молота инженера. И стальная, дайте угадаю. Да, они все одинаково создаются. И по сути у меня все это есть.
Типа, мы берем, например, свинцовый слиток, далее берем молот инженера, который где-то был, вот он, объединяем и получаем свинцовая пластина. Какую-то штуку мы уже сделали. Пока что все ненужное убираем. О, кстати, у меня тут была капуста, томаты, но в итоге все это превратилось в гниль, потому что у меня нет холодильника. Ах ты ж, ё-моё. Мне в любом случае сейчас понадобится прям дофигища разнообразных металлов, а это значит... Что происходит? Это что такое? Выглядит как туман, но какой-то необычный. Ладно, давайте посмотрим, что он делает. Костюм, кажется, в порядке. Костюм, кажется, в порядке. А! Это еще что за чертовщина? Бляха, что это? Это снова воспоминание какое-то? Подожди. Что? А! Тихо, тупая штука! Если это и воспоминание, то оно очень агрессивное! Мне это не нравится! Как будто мне мало было токсичных дождей от того, что даже ясная погода хочет меня убить! Еще и вот это! Черт, еще и костюм при контакте с этим существом разряжается быстрее! Черт! Стоп! Бляха! Это что такое? Смотри, у меня какой-то значок привидения. Его не убить. Она очень тупая. Да, она очень тупая, но она неубиваемая. Бляха-муха! Ну почему? Мне каждый раз пихают что-то новое. Так, ладно. Сейчас аккуратненько. Сейчас. Я понял. Мне, получается, когда вот такая погодка, видимо, надо как-то быть супер-мега аккуратным. Дом, милый дом. С каждым днем я начинаю ценить твое гудение и мигание огоньков все больше. Здесь хотя бы ничто не пытается меня убить. Ну да, кроме тебя, старина. Ты пытаешься напугать меня до смерти. Привет. Ну да, классика. Что ж ты наблюдаешь-то? Может быть, ты где-то появился? Блин, страшно, капец страшно. Ну, у меня на 50% разрядился костюм просто в считанные микросекунды. Ну, типа, ладно, мне сказали скрафтить тяжелую антенну. Ладно, я такой, ну хорошо, сейчас сделаем. Но когда я по улице не могу ходить... Как? Мне что, какая-то плазма-пушка нужна, которая будет порабощать эти воспоминания? Или можно ли вообще это называть воспоминаниями? Вообще, мне супер очевидно, что если я хочу создавать такие крафты быстро, мне по-любому нужно избавляться от каменной кирки. Мне нужно как можно быстрее перейти на железную кирку. Я могу ее создать, да, типа вот 2 палки, 3 железа, но нужна ловкость. Силу я уже прокачал, остается только ловкость. Повышение уровня улучшает навыки обращения с инструментами и оружием. Сейчас я прокачать само собой ничего не могу. Ну как мне выйти? Как? Побольше палочек, булыжника. И с нашим запасом кирок сейчас попробую как-то быстро нафармить. Сколько? Ну, наверное, 2000 XP. Ох. Так, аккуратно. Здесь, благо, никто не забегает. И... Тихо. Все нормально? Эта штука исчезла, да? Тихо, я слышу. Помогите! Нет, пожалуйста! Черт, куда я иду? Стой! Батюшки! Нет! О! Ты такая! Ах ты! Еще раз! Блин, минус 20% на ровном месте. Это писец. Это просто писец. Сейчас, все будет нормально, Мы порешаем этот вопрос. Надо, наверное, как-то быстро зарыться в яму. Только яма поможет мне накопить много булыжника, и в целом там наверняка никто не заспавнится. Попытка номер 3. Поехали. И? Все, быстро. Я слышу его. Закрыться. Тихо. Слышу. Он не один. Что это? Это другая штука. Это что-то другое, реально. Тихо.
Все, оно там. Как же писец страшно! Никогда бы не подумал, что мне будет страшно от того, что у меня заряд будет в нулину идти. Просто понимаете, если я умру, во-первых, у меня выпадут предметы. Да, здесь сделано так, что предметы выпадают. Во-вторых, я потеряю опыт. Тот самый лучший опыт, который мне нужен. Просто капец как нужен. Ну и, конечно же, самое неприятное, я потеряю руки, ноги и все остальное. О, кстати, а если я прокачаю 5 уровней, у меня же откроется очко генома. Да, мне это по-любому надо, поэтому продолжаем. Опа, что-то новое. Рудное олово. Это явно нам тоже на будущее пригодится, да. Любая руда, вот прям любая, которая сейчас попадается, мы ее в карманчик. Рудный Во, свинец я точно помню. Свинцовая пластина. Ну свинец мы уже в целом добывали, поэтому это не то чтобы что-то новенькое прям. Обязательно булыжные плиты создаем. И получаем уже 767 опыта. Как говорится, продолжаем. Черт! Руку все-таки немного поломал. Нет, только не давайте мне утомления, пожалуйста. Как же тяжело следить за выносливостью, честно. Типа я вот совсем немножко поломал, и на тебе минус рука. О, немножко расфасовался, теперь хотя бы понятно, где у меня руда, какая у меня руда. А самое главное, у меня 2736 опыта. Я готов! Ловкость 11 уровня и ловкость 12 уровня. Да, мне дали одно очко генома! У-ху-ху! Вот это я понимаю, хорошо. Так, а также я могу теперь использовать железную кирку. Гены выживаемости, я хочу... Хотя теперь я думаю о боевых искусствах, честно говоря. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше урона. То есть это по-любому понадобится. Видите? Атаки имеют шанс 10% временно замедлить врага на 80%. Вот. Против призраков. Это то, что надо. Так, а гены ремесла, кстати, что тут? Любые инструменты, созданные вами, на 10% эффективнее. Может быть, кирку пересоздать? Блоки древесины, добытые топором, утраиваются с шансом 5%. При переплавке булыжника в печи с шансом в 1% можно получить самородки различных металлов. Да, по-любому. Я иду в ремесло. Итак, любые инструменты, созданные вами, на 10% эффективнее. Чего? Требования 10 и 10. 10 чего-то непонятно и 10 чего-то непонятно. Но я попробую, давай. Ну все, да. Я что-то сделал. По итогу требования 20 и 20. Реально понимать бы, что это такое. Такое ощущение, что в будущих сериях мне об этом объяснится, но я немножко поспешил. Ну а какая разница? Ну прокачали, значит, что-то. Насколько в итоге эффективнее будет моя железная кирка, непонятно. Но, скорее всего, надо новую создать. Не, я пока не буду. Я хочу потратить эту. Потому что, ну а что, я 3 железа целых потратил. Не-не-не, извините. На всякий случай проверим, как дела с едой. Капуста. Я, наверное, знаете, буду реально просто вот так вот капусту есть. Она будет медленно, но верно восстанавливать мне сытость. О, еще. Короче, кушаем. Все. Вот теперь я не могу кушать. Проблема в том, что я взял слишком много капусты. Типа, она сейчас сгниет. 53 капусты. Я не знаю, типа, если я выкину ее, то она тоже сгниет. Как мне быть-то? Как сделать так, чтобы она не гнила? В сундуке тоже гниет. Надо найти какую-то уловку. Типа, знаете, чанки не прогружаются. Я понял. Хотя нет, если я выйду на улицу, то там тоже сгниет. Короче, мне придется попрощаться с этой капустой. Ну и пока что кушать. Теперь берем бинтик. Обязательно восстанавливаем свою правую руку. Как бы все-таки мне не хотелось не тратить этот бинтик, я его потрачу. О, спасибо. Сейчас, по идее, через какое-то время еще восстановится. Я правильно понимаю? Вот, спасибо. У меня все больше понимания, что на самом деле эту антенну самому мне крафтить не придется. Потому что здесь есть такие вещи, которые невозможно создать. Смотрите, катушка высоковольтного провода. Это окей. Но если мы посмотрим, например, на конденсатор, то что это? Это какая-то штука, которую я, очевидно, не смогу сделать. Меня это наводит на мысль, что я смогу это найти либо по сюжету, либо просто сейчас, пойдя где-то в город. Давай-ка, наверное, попробуем, чё уж. У меня капуста есть, пока могу, наверное, покушать ее. Стоп, что я делаю? Что я делаю? Какой же я псих! Я дурак, без костюма вышел, я забыл!
Я его взял, но не надел. Пожалуйста, медпунктик, ну может быть хотя бы сейчас вылечь. А, подожди. Что? Это так работает. Он на мою руку не обращал внимания. А при этом, если у меня поломанная нога, то обращает внимание. А может быть, просто баг какой-то произошел? Да, скорее всего, просто баг какой-то произошел, а я уже накрутил себе мыслей. Ну ладно, восстановились, и на том спасибо. Все, скафандр в этот раз точно надеваем. Сори, ребят. Я надеюсь, не буду больше ошибаться. Обязательно еще немножко поедим. Капуста, мне кажется, уже скоро сгниет. Но пока не сгнила, пользуемся на славу. Давай. Когда уже там нормальный мир-то станет? Эта бирюзовая штуковина вообще уйдет или нет? Короче, пока этот бирюзовый туман никуда не пропал, все, что я сейчас реально хочу, это быстро закрыться и накопить прям реально много опыта, чтобы прокачаться на будущее. Я сказал, помните? Я хочу играть в эту сборку, я хочу действительно прокачиваться, и в этот раз я прям буду это делать. А теперь, когда у меня есть железная кирка... Так, ладно. Теперь, когда у меня есть железная кирка, я наверняка смогу нормально все быстро сделать, да? Ну, то есть, больше нафармить, я про это. Так, дайте мне долбанный камень. А почему? Почему камень не появляется иногда? Шо, иногда падает, а иногда не падает? Бред какой-то. А, я только сейчас понял, смотрите, помните, мы прокачали очки генома, и там требовалось 10 ловкости и, оказывается, 10 интеллекта, потому что вот, иконки буквально совпадают. Другими словами, в этом сезоне интеллект прям сильную роль играет. Хорошо, мы сразу, наверное, на всякий случай повысим. Для навыка мастеровой 2 уровня требуется уже 20 ловкости и 20 интеллекта. Это, конечно, все шикарно, окей, но черт возьми, как это дорого сейчас, пока что это очень дорого. Как говорится, пойду-ка я лучше спать. Вон у нас как раз ночь. И, друзья мои, спасибо большое за просмотр данной серии. Надеюсь, что вам понравилось, что вы смотрите. Не забывайте, пожалуйста, про лайки и подписки. И, опять же, очень редко произношу эту фразу. Не забудьте еще, наверное, на колокольчик нажать. Да, я понимаю, что сейчас я скорее выдумываю какие-то способы, которые позволят вам лучше находить эти ролики, когда у нас происходит дикое замедление. Замедление Ютуба имеется в виду. Но, да, все средства хороши. Все, что придумал YouTube когда-то давным-давно, сейчас в России, оно, ну, как будто должно использоваться. Если каждый из нас не поленится и нажмет на эту подписку, лайк, то все вот эти алгоритмы рекомендаций как-то на эту общую аудиторию со всеми этими обходами замедления и так далее, ну, надеюсь, восстановятся. Короче, экспериментируем, но эксперименты невозможны без аудитории. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь. Спасибо большое. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И, черт возьми, какой-то бирюзовый туман из воспоминаний. И сами воспоминания. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Мне все больше начинает казаться, что я никогда ничего не делал сам. А стоило мне оказаться одному, как я чувствую себя совершенно беспомощным. А! Куда? Рассудок, что? Тут на всякий случай, может быть, что-то поломаем. Компьютер? Вау! Включился. Я все понимаю, ты считаешь меня свихнувшимся фанатиком? Если твои алкаши не справятся в срок, твое забвение наступит намного раньше всех остальных. Так, окей. Обрывки воспоминаний, призраки в бирюзовом тумане, постепенно ломающийся бункер и за всем этим наблюдающий смотрящий. Делаем ставки, дамы и господа, что произойдет быстрее? Я сойду с ума, наш бункер потерпит крушение, или смотрящий перестанет следить за мной? Я ставлю на скорую смерть от голода. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова
снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы наблюдаем за воспоминаниями. Ой-ой-ой, история сама себя открывает и сама себя умело закрывает. С одной стороны, жили-были горожане и тут бам, исчезли. А с другой стороны, на мертвый город резко опустился бирюзовый туман, призраки И что? Если вы думаете, что у меня найдутся ответы, то нет. У меня в голове пока мысли о постоянном одиночестве, голоде, ломающемся бункере. И да, все о том же смотрящем. На самом деле, исчезновение всех и вся буквально в одну секунду пока что не поддается ни одному моему пониманию происходящего. Но я напоминаю, нам все еще нужна антенна. Антенна, позволяющая починить вышку связи и, надеюсь, связаться с другими бункерами. Это не моя идея, это идея буквально Лолошки. Радиолокационная антенна. Короче, давайте так, прежде чем куда-то идти, обязательно берем хотя бы немного еды. Далее семена, наверное, можно выкинуть, потому что не понадобится. Кушаем. Делаем себе хоть какую-нибудь кирку, очищаем инвентарь, надеваем скафандр и да, как вы понимаете, прямо сейчас мне действительно нужны ресурсы, но нет, ладно. Кажется, сегодня обошлось без жуткого тумана. Да-да-да, я вот об этом и хотел сказать. Тумана нет. Но я в то же время хочу сказать, что ресурсы это как бы прикольно, но мне также нужно по-любому прокачивать выносливость. Я все больше понимаю, повышение уровня увеличивает переносимый вес, и мне важна эта строчка. Мне не хватает вот этого одного слота. А учитывая, Так, что ладно. у меня... Если есть шанс тихо и спокойно поискать ресурсы для антенны, то этот шанс именно сейчас. Не надо медлить. Да, я примерно об этом только что и сказал. Короче, прямо сейчас все, что мне... И все-таки какое же странное ощущение. Вчера из-за тумана город казался местом из фильма ужасов. А сейчас снова идеальная тишина. Будто весь ужас мне просто приснился. Впрочем, у меня уже так много опыта с разными галлюцинациями, что я точно понимаю. Это не сон. Надо сосредоточиться на задаче. Нечего впустую расходовать заряд костюма. Раз уж мне нужны детали для антенны, то... надо проверить склады и мастерские. Все, что похоже на промзону. Надеюсь, удастся найти эти самые медные спирали. Они меня волнуют сильнее всего. Ой. Что это? О, да ладно, партиклы появились, прикольно. Даже не то, что прикольно, это скорее удобно. Мне нужно куда-то туда, но, блин, я только что сказал про выносливость. Давайте хотя бы ради приличия, ребят. Ну, раз уж успел сказать, ну, быстренько. Как раз пока что нет ни одного призрака. Та-дам! 1205. Ну вот, уже шикарно. Далее выносливость прокачивается. Повышение. О, как же приятно. Блин, вот это реально самая приятная часть геймплея. Шучу, конечно, но все-таки рано или поздно хочется, чтобы весь инвентарь открылся. Или хотя бы одна строчка. В итоге, что у нас здесь? Куда показываю? О, кстати, а в этой части города... Я был или... Так, здесь у нас... Да, я был, это ботанический сад, точно. Но, например, вот в эти здания я не заходил. Так, здесь в итоге ничего. Ладно, пойду по партиклам. Эй, что здесь у нас? Эй, подожди. Это здание похоже на какую-то мастерскую. Может быть, я и не найду здесь спирали, но имеет смысл осмотреться. Вывеска облетела, но буквы МАС можно разобрать. Внутри, скорее всего, куча всякого барахла. Но это именно то, что мне нужно. Да, согласен, хорошо. Сейчас на всякий случай еще вот это осмотрим. Как вы понимаете, мне лучше все смотреть. Все, что находится рядом с сюжетными вещами, все, что находится рядом с сюжетными локациями. Или я все-таки не прав? Так, ладно, мастерская, привет. Так, нет, ничего нового. Ни следов борьбы, ни следов паники. Просто пустота. Просто пустота, да? Так, ой, что? О, высоковольтный кабель, спасибо. Стальной слиток, спасибо. Графитовый электрод, обработанная палка, еще стальной слиток. Далее, вот это что такое? Генератор как будто какой-то, да? Так, здесь может быть куда-то спуститься. А, это чтобы машины парковались, и под машину можно было залезть, да? И что у нас? О, железный топор. Далее еще стальной слиток. Не, ну слушайте, на самом деле тут такая проблема. Во-первых, дверь, а во-вторых, у меня инвентарь заполнен. Как раз вот выносливость прокачал. Не зря. Обработанная палка. Зачем ты нужна такая обработанная палка-то, а? Ох, сколько крафтов. Ладно. Далее, железный нож. Эй, а это у нас что? Это можно и разобрать.
Вот только моя кирка это не возьмет. Видимо, пришло время мне потренироваться работать с киркой получше. А, блин, подожди, а железная нужна, да? Так, каменная кирка. Или подожди, сталь. Я же чисто в теории могу сделать стальную кирку, правильно? Да-да-да-да, вот смотри. Стальная кирка, требуется сила 13 и ловкость 15. Ну, честно говоря, все, что у меня сейчас есть, этого недостаточно. Увы и ах. Я прокачиваю выносливость. На всякий случай каменная кирка. Нет, каменная кирка это точно не берет. Не, ну надо тогда железной попробовать. Здесь у нас обработанная палка. По-моему, именно она и нужна, чтобы сделать стальную кирку, разве нет? Я хочу на всякий случай проверить. Да, ты посмотри, мне как будто прям ярко намекают, что нужна она. Так, железная шестеренка и гаечный ключ. Увы, у меня просто нет места. Тут много всякой годноты. Вот здесь, получается, можно тоже, наверное, что-то открыть, тоже поломать. Здесь... Ой. Материалы и вы. Вот это уже очень интересно. Здравствуйте. Что я сделал? Выносливость 12, сила 12, ловкость тоже 12. Тут ничего не поменялось. Етить! 3300 XP! О, господи! Я только сейчас понял, что мне XP-шку дали. А я еще... Я думаю, что за звук такой? Так, а да, тогда это ярчайший намек на стальную кирку. Здесь, подожди, может еще что-то? Ничего. По нулям. Вот это мы, получается, поломаем. И вот дверь. Ладно, я, наверное, сначала пойду уберу все куда-нибудь в сундучело. На каждом моем шагу меня ждут сложности и препятствия. Я как будто бы вынырнул из счастливого сна, где мне все давалось легко. Да, успокойся, все нормально. Все будет замечательно. Сейчас, мы, во-первых, кстати, зарядимся, чтобы если возвращаться, то с полным зарядом. Далее, я опять... жестко лоханулся. Я выкинул уголь туда. Черт, ребят, вот тут такая проблема. Через вот эту решетку вещи падают. Смотрите, высоковольтный кабель. Хотя нет. Давай, наверное, например, вот просто дощечка. Я кидаю. И оно падает туда. И каждый раз я, когда что-то выкидываю, я случайно роняю это туда. Блин. Вот так же и с углем. Ладно, хотя бы не сталь, хотя бы не обработанная палка. Я сразу беру и делаю себе супер-мега-кирку. Спасибо. Далее, сила 13 и ловкость 15. Так, сила 13 и ловкость 15, да? Сначала сила, потом ловкость. Что? Ой, точно, еще очки генома. Ай, какая приятная штука. Сейчас все будет. Далее ловкость. Почти хватило. Не хватает, получается, 100 XP. Ща. Я все обязательно сделаю. Может быть, кстати, можно просто что-то скрафтить, но нет. Это мы Дайте мне место. Это мы убираем. Сейчас сразу потратим очки генома и обязательно покушаем. Черт возьми, вот пока у меня просто какая-то дешманская еда, нет никакого способа сохранять эту еду. Я с этой капустой, конечно, буду возиться и возиться. Но ничего, кушаем. Привет, медотек. Мне как раз мне все больше начинает казаться, что я никогда ничего не делал сам. Я только принимал решения, и все делалось за меня. А стоило мне оказаться одному, как я чувствую себя совершенно беспомощным. А! Куда? Рассудок, что? Так. Эй, дурень, вспомни, где ты находишься. О, черт. Опять ты, Джон! Ты галлюцинация! Я знаю, что ты галлюцинация! Ну... Нет, я Джон. А вот ты, кажется, забываешь, где ты находишься. Ну где? В Архее? Я подозреваю, что это Архей. Только почему-то без завесы. О, Лолошка, размышляй в более приземленных категориях, пожалуйста. А, ты об этом? Ну, я сейчас в медицинском модуле... Так, давай. Откуда этот медицинский модуль? Ну, я построил. Что, неужели сам? Да, сам. Удачи. Ну вот. Черт. Я совершенно точно схожу с ума. Для чего сейчас все это было? О чем мне говорил Джон? О том, что я построил этот модуль, да. Неужели это была его попытка убедить меня поверить в свои силы? Неужели это попытка моего подсознания? Ладно, если Джон из моего подсознания говорит, что я справлюсь, значит я справлюсь. Вот, хорош! Сюда самообман!
Никому еще не был запрещен самообман. Давай, самообманывай себя и дальше. Хотя какой самообман? Ну ты и правда сам это все сделал. Этого медицинского модуля не было бы, если бы мы не собрали ресурсы. Все вроде как очевидно. Ты давай, Лолошка, в грязь лицом, главное не падай. Мы за тебя горой. А вообще, кстати, раз уж я все равно собираюсь прокачаться и не могу использовать стальную кирку, все-таки железную придется создать. И пойдем, наверное, проверим. Может быть, я могу добыть те блоки при помощи железа? То есть вполне вероятно, что стальная кирка может быть бонусом. И ну-ка. Нет, слушайте, как будто не добывается. Ладно, не будем рисковать, мне все равно остается 100 опыта до ловкости 15. Также обязательно кушаем. Моя последняя капуста, которая пока что не испортилась. Спасибо, что ты есть. Обязательно тут же заряжаемся, обязательно тут же прокачиваемся. И все. По идее, я могу, да? Стальная кирка? Аккуратность 52%. Мы до сих пор не знаем, что такое аккуратность. А может быть, аккуратность это то, насколько быстро я трачу выносливость при копании руды? То есть вот как раз, типа, чем больше у меня аккуратности, тем меньше я трачу выносливости. Ну, я не знаю, у меня просто пока такая догадка. Ладно, в любом случае, сейчас это не то, чтобы важно. Мне важно проверить, могу ли я добыть те самые блоки. Да теперь я не то, что одну. Я целых 2 антенны могу сделать. Уткеры, держитесь. Вас идет искать Лолошка. Но, ладно, сначала все-таки ресурсы. Все, знаете, поймал мотивацию. Благодаря Джону, которого сам же выдумал. Все, за работу. За работу. Пошел процесс. Вот это реально быстро. Подожди, что? Утиль сырье, пустая схематика. Так тут, оказывается, падает не только... Это не сталь! А я думал, что это сталь. Подожди. Это вообще далеко не сталь. Это куча всего и сразу. Как удобно. Но как же мне это вообще добывать, если... Вы посмотрите. Все, инвентарь забит. Че делать-то? Ну, каменную кирку могу выкинуть. Отмычки я не выкину. Страница из газеты. Ну, давай. Вот левая рука. Блин, медный самородок, кстати... Ну, это мне точно не понадобится. Спасибо. Далее тут еще блоки. Ой, годнота-то какая, но черт возьми, зря я добыл. Утиль сырье, зачем ты нужно? В крафте не используется, само по себе не крафтится, но явно пригодится. Окей, свинцовый самородок, до свидания. Железная кирка, наверное, тоже до свидания. Ты послужила верой и правдой, а вот эти пустые схематики, что бы они ни значили, ну да, берем по-любому. А знаете, что еще ужасно? Как бы я сейчас не старался складировать это в бункере тоже нет места. Придется, видимо, вот в этот сундук. Короче, сколько мне нужно инвентаря, чтобы утащить все остальное? Вроде бы здесь больше ничего, тут я все выкопал. Получается, мне остается только найти бутылку спиртного. Что? Подожди, это что такое? Я могу это поломать? Да, я могу это поломать, окей. У меня даже опыт дается, спасибо. Здесь в итоге только одна такая бочка. И... Не одна такая бочка. Это не одна... Подожди, так тут, оказывается, можно добывать... Я постоянно забываю, что это сезон, в котором можно все ломать. Мне и вот это надо забрать тогда. И вот это. Очумелые ручки. Сейчас, ребят, блин. Бутылка спиртного. О чем я думаю все это время? Знаете, типа, антенна? Не, бутылка спиртного. Сейчас, надо опять все складировать. Ох, как же я ненавижу свой инвентарь. А ну-ка. Все, сейчас пока место есть. Бутылка спиртного. Ну-ка, это... Ой. Эй, слышь, а ты уверен, что босс не спалит-то? Да чё ты, как он спалит? Он же здесь ни к чему не прикасается. Давай сюда вторую бутылку, пока не пришел никто. Опять воспоминания. Вот и готово. Да блин, ты чё, надо как-то получше спрятать. Очевидно же, что там что-то есть. Так, а ну-ка. И вот они это задвинули. Блин! Это прикольно! То есть какие-то вещи реально хранят воспоминания. И теперь никто не догадается. Ага. Только как мы теперь доставать-то это будем? Это что за... Думаешь, босс прознал, что мы тут делаем? Я не знаю. Стоп! О, черт! Еще одна сцена прошлого. Кажется, даже в самой мирной обстановке я не могу забыть о катастрофе. Так, ладно, надо бы заканчивать здесь. Мой позитивный настрой что-то как рукой сняло. Ага.
Ребят, я просто обязан кое-что сказать. Внимательно посмотрите на то, с каким дымом они исчезли. Вы внимательно видите этот дым? Внимательно смотрите! Это дым смотрящего. Только смотрящий издает такой дым. Но, блин, у меня из-за этого появляются только еще вопросы. Типа, я теперь могу, наверное, как-то это скомпоновать и приблизиться к ответу, почему смотрящий здесь, но... Что произошло, так и не приблизился. Сейчас, подожди. Бутылка-то. Да, я могу забрать ее. В крафте не Подожди, я могу? Нет, кстати, не могу. Блин, но я же могу, наверное, тогда вот сюда пройти. Интересно. Это вот там раньше сидел их босс. Дверь выглядит крепкой. Похоже, внутри было что-то действительно важное. Сейчас, да, это действительно важное, но я хочу все-таки сначала почистить инвентарь. Данная серия идеально показывает, что если я не буду прокачивать выносливость, вот так и буду туда-сюда бегать. Из-за чего же все-таки все исчезли? То есть, заметили, да? Землетрясение какое-то было. Все почувствовали непонятные толчки в земле. Вопросы. Интересно, блин. Ладно, отмычка. Ну-ка. Ага, сложность замка новичок. И нам надо... Сейчас вот это сначала давай, наверное. Оп, хорошо. Далее вот это. Оп. Ладно, немного другое. Мы тут не ломаемся. Нельзя ломаться, черт возьми. Последнее. Да бога ради. Хорошо. Так, ой, мне, оказывается, за взлом дают опыт. Спасибо. О, деньги. Мы наконец-то узнаем, что за деньги здесь использовались. А ну-ка. Блин. Я был прав, когда думал, что здесь что-то важное, но не учел, что вещи, которые важны, когда вокруг тебя кипит жизнь, становятся не важны, когда ты остаешься один во всем мире. Ладно. Кстати, раз уж с помощником у нас отношения не очень сложились, возможно, получится что-то выяснить здесь? Возможно. Банкноты, ну-ка. Блин, просто банкноты. Как называются, непонятно, да? Ладно, видимо, это не важная информация. Но, я не знаю, ну пусть будет. Типа, деньга деньгой. Здесь гниль. Это еда, получается, была. Здесь вроде бы ничего. Кстати, блин, подожди. Я сказал, что можно много чего ломать, да? Точнее, не то, что сказал, я это понял. И... Что это? Ведро для швабры. О, да. Ладно, возможно, это не самое важное, что мне понадобится. Здесь, вот это, генератор какой-то. Блин, нет, в крафте он не используется, но я возьму. Вот реально, на всякий случай я возьму, потому что, знаете, такая красная штуковина уж больно выделяется. Так, здесь у нас, получается, просто ломаются стекла. Это явно не то. А это? Колесо грузовика. Я не знаю, ну, давай возьмем. Пока у меня в целом есть место в инвентаре. Так, тут датчик. Все. Тут на всякий случай, может быть, что-то поломаем. Компьютер. Вау. Включился. Только он что-то висит и ни на что не реагирует. Ладно, я не особо на что-то надеялся. Давай-ка просто почитаю. О чем тут переписывался босс орков-алкоголиков? Ха-ха! Фига себе! Справка, вид, менеджер, панель. Да, ничего не реагирует. Отправитель Т-001. Тема «Наше дело». Кому? Автомастерпост.арк. Дата 12 килика. Эй, слушай, зеленая морда, я все понимаю, ты считаешь меня свихнувшимся фанатиком, но я плачу тебе не за твое мнение, а за твою работу. Если твои алкаши не справятся в срок, твое забвение наступит намного раньше всех остальных. Если ты думаешь, что я выбрал твою убогую шарашку за какие-то великие заслуги, то ты глубоко ошибаешься. Я очень много времени провел с орками, и поверь, я знаю, что ваше отродье хорошо справляется только с нытьем и жалобами на зарплату. Так было всегда, и я знаю, что ты не исключение. Единственная причина, почему я доверил тебе свою машину, заключается в том, что ты знаешь, как важно молчать, когда тебе затыкают рот деньгами. Если к первому Мастоса все не будет идеально герметично, с рабочими фильтрами и на ходу, то я буду фаршировать твою глотку деньгами до тех пор, пока не увижу, как они выходят из тебя с другой стороны. Ты меня понял? Если вдруг недостаток серого вещества в твоей тупой башке настолько велик, что ты осмеливаешься подвергать сомнению серьезность моих намерений, я очень рекомендовал бы спросить у хозяина магазинчика техники с соседней улицы. Да что ты ведь знаешь, никто его давно не видел. Ха, бывает же. Машину подгоните к моему бункеру. Советую поторопиться. Обалдеть. Это... интересно. Понятное дело, что мы сейчас смотрим на бэк этого мира. Ну, блин, как интересно, да? Орки,
всегда славились нытьем и жалобами на зарплату. И тут я вспоминаю предыдущий сезон. Там ведь реально все то же самое. Машину подгоните к моему бункеру. Советую поторопиться. Да уж. Не повезло с клиентом боссу мастерской. Машины я никакой вроде бы не видел, так что остается надеяться, что орки успели в срок. Что-то меня смущает в этом сообщении, но я не понимаю, что именно. Запомню, пожалуй, основную часть. Повешу потом себе на доску куда-нибудь в уголок. Так, черт. Костюм скоро разрядится. Пожалуй, надо возвращаться в бункер. Да, я полностью согласен. Я, кстати, вот как раз туда и иду. Ух, блин, 11%. О, ура. В этот раз обошлось без тумана или кислотного дождя. Срочно в дом, срочно в дом. Да, он хочет на доску повесить, точно. Вот так вот каждый раз выглядит съем костюма на самом деле, да? Блин, представляете, насколько это в итоге лень делать, да? Каждый раз надеваешь, снимаешь. Ага. Молодец, повесил. Вот так вот, Еще один маленький шаг к полноценной антенне. Надеюсь, скоро у меня будет все необходимое, и тогда я узнаю, есть ли здесь кто-то живой. Правда, мне уже некуда складывать материалы. Пора бы задуматься о том, чтобы организовать место для хранения. Ой, кстати! Слушай, это гениально! Куда мне все складывать? Организовать в бункере место для хранения материалов и продуктов. Места становится все меньше. Вдобавок, запасы консервов не бесконечные. Надо организовать склад и раздобыть холодильник. Во! Это шикарно. Да, только консервы у меня и так уже давным-давно закончились. Это получается где-то здесь, да? Эй, привет. Видите, 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Да, я хочу построить новую комнату. Наверное, это будет метеомодуль, модуль переработки. Вот, складской модуль. По-моему, это идеально. Сухое проветриваемое помещение, оснащенное термостатом и холодильными камерами для хранения различных типов веществ и продуктов питания. Продукты питания, а также пищевая сода в комплект не входят и приобретаются отдельно. Ну да, это логично. Ой, кстати, доски это не проблема, железо не проблема. А вот электронный компонент это, кстати, то, что, по-моему, я добыл. Давай, отследить. Ну-ка. Да, задание складской модуль обновлено. Та-та-та, сейчас, вот кислородная труба есть. А где... я на улице оставил, точно. Прежде всего посмотрим, что написала Ложка. Во, я все понимаю, ты считаешь меня свихнувшимся фанатиком, но я плачу тебе не за твое мнение, а за твою работу. И если твои алкаши не справятся в срок, твое забвение наступит намного раньше всех остальных. Раньше всех остальных. Твое забвение наступит намного раньше. Единственная причина, почему я доверил тебе свою машину, заключается в том, что ты знаешь, как важно молчать, когда тебе затыкают рот деньгами. Ну, вряд ли это важная информация, но вот это вот твое забвение. Скорее, это просто угроза. Ну, типа, угроза смерти. Но это явно не угроза, типа, ты испаришься раньше, чем другие. Вот этот туман, внимательно посмотрите на него. Он же реально как у смотрящего. Вот жалко, что я не могу сейчас показать этого, потому что смотрящего рядом нет. Я ведь уверен, что, вы знаете, мы сейчас, если вот это все посмотрим, и через 10 серий узнаем еще какую-то информацию, мы скажем что-то в духе: как это было очевидно! Но я хочу сейчас. Если к первому Мастоса все не будет идеально герметично, с рабочими фильтрами на ходу, бла-бла-бла, да? Не, ладно, пока у меня 0 догадок, увы. Сейчас я могу с какой-то большой долей вероятности утверждать, вот эта 12-я Килика, это месяц, который идет до Мастоса. То есть сначала Килика, потом Мастоса. И судя по погоде на улице, это может быть какая-то там, ну не знаю, весна, лето. Хотя неизвестно, в Архее вообще есть зима. Короче, костюм у меня зарядился, мне нужен складской модуль. У меня в целом абсолютно все есть, кроме бункерной обшивки. Да, но она тоже делается легко, понадобится тупо больше железа. Ну, поехали.
Задание складской модуль выполнено. Ого, ну что? Со всеми этими вещами, которые, кстати, занимают весь мой инвентарь. То есть, понимаете, если бы я, кстати, не прокачал выносливость, я бы, получается, даже не смог сейчас взять эти вещи. А это значит, что не смог бы и построиться. Да-да-да, привет, привет. Получается, мне нужно складской модуль и построить. Сюда. Да. Вот такие мы крутые. Мы уже 4 модуля построили, получается, да? Мы базовые улучшили. Так, он находится... Надеюсь, он, кстати, недалеко находится от моего основного модуля. И он не такой большой, как я думал. Думал, будет побольше. О, холодильник. То есть я могу сейчас туда складывать капусту, и она не будет портиться, да? Ой. Господи. Ну что Я, такое? кажется, даже начинаю привыкать к твоим появлениям. Я даже не испугался. Интересно, а у Джодаха была такая же реакция на смотрящего? Хотя, вряд ли. Слишком много глаз у него на крыльях. О, Лолошка вспомнил Джодаха. Если кто не знает, Джодах это вот этот персонаж. У него для меня, во всяком, есть 3 наименования. Друг Лолошки, второе полубог и третье просто бог. Получил свою могущественную силу он не то чтобы честным образом, он поглощал других могущественных существ. И вот именно тогда им заинтересовался смотрящий. Так, здесь у нас получается, холодильник. И также, наконец-то, появляется место для хранения. Этот складской модуль где? Насколько он далеко находится от моего основного места? А, подожди. Блин! Здесь заперто, а вот основной модуль. То есть, получается, мне бы вот тут как-то пройти. Но почему-то сейчас заперто. Может быть, в будущем я смогу открыть? В любом случае, сейчас я точно хочу всю руду переложить. Поэтому поехали. Вообще, я бы, конечно, еще начал сразу собирать на что-то интересное. Что у нас здесь есть? Метеомодуль, модуль переработки, модуль пищеблока и исследовательский модуль. Вот, наверное, модуль пищеблока. Это как будто звучит оснащен по последнему слову кухонной инженерии. Ой, тут понадобится хлебный нож, соусник с маслом. Ну, я бы не сказал, что это прям жопа. Вот эти все предметы я легко добуду. Самое тяжелое здесь это какая-то перекладина для утвари. Нет, она тоже очень легко делается, окей. А также железная пластина, которая, по сути, это просто железо. Создавайте кулинарные шедевры каждый день. Превратит в профессионального повара даже ребенка. Окей. Ну, хлебный нож. Так это тоже железо. Блин, ну все, я понял. Мне нужно тупо много железа. Вообще, вся эта сборка, как я понял, сводится именно к этому материалу. Это очень важный материал здесь. Если посмотреть, то железо можно получать из каких-нибудь железных вещей, которые можно разбирать в городе. Вот, допустим, железная дверь или какие-то железные люки. Далее, железная пыль. Ржавое железо тоже можно переплавлять. Запомним. Да. К этому надо привыкать, надо много разбирать. И, сори, ребят, это реально первая сборка, где мне разрешают ломать город. Я просто забываю об этом. Привет, а что-то из этого есть ржавое железо? Вот это железо, да? Диоритовая колонна, блин, я думал железо. Было бы прям чудесно. Ну вот это похоже. Проверка. Так, фабричный блок. Ух, ё-моё. Нет, увы, это не то, что мне надо. Хожу, собираю все эти ресурсы и понимаю, что да, выносливость все-таки надо прокачивать, поэтому прямо сейчас это сделаем. Мне не хватает 30 опыта. Изи. Все, вот этот дом, прости, придется разобрать. Хотя я могу быстро сделать верстак, поставить, бахнуть булыжниковых плит и тадам, 1255. Выносливость здорова. Повышение уровня. Блин, я на самом деле столько прокачался. Ну, прям нормально. И в итоге... 3 слота! У-ху! Ха-ха! Надо будет, наверное, все-таки эту строчку всю открыть. Кстати, я совсем забыл про мастерскую. У меня же тогда разряжался костюм, и я хотел тут все поломать. Ну-ка. О, я могу все еще зайти, хорошо. Сейвы, архивы, не читать. Да, но я тут ничего не могу нажимать. Вот это что такое? Холодильник? Газовая плита. Не знаю, может быть, даже понадобится. Так, гниль. Это явно не то. А вот это хорошо. Я нашел чайник, который позволяет создавать ройбос. Ну вот, ради чего мы играли все эти сезоны. Ради ройбоса и зеленого чая. Не, кстати, это реально хорошо, окей, на будущее. Так, телек. Телек, может быть, даже посмотрим. И значит, никаких пасхалочек тут нет, да? Какие-то дополнительные ресурсы. Вот это кликается? Нет. И железо. Стоп. Железо. Сейчас проверка. Железо, листовое. Да.
Вот оно, вот оно! Ржавое листовое железо. Могу переделать в обычное железо, скажите мне да. Ну, пожалуйста. Ну, блин. Нет, это просто железо. Ну, черт. Я уж прям понадеялся. Ты посмотри, как продумали-то, да? Вот, вот! Вот это по-любому можно переплавить. Сюда! Победа! Победа, железный люк! Подожди, покрытый воском. Ах вы заразы, вы специально сделали, чтобы я не мог его переплавить. Они умные. Разработчики все предусмотрели. Они разрешили мне ломать, но при этом это ломание мало что даст. Ну я, короче, в любом случае считаю, что чайник это победа. Да, поставить я его здесь не могу, но тем не менее, может быть там, на улице. Напомню, что нам все еще нужно построить антенну связи, найти расположение ближайших бункеров, но всем этим мы будем заниматься уже в следующей серии. Мне невероятно нравится то, как раскрывается этот сюжет. Возможно, на самом деле это лучшее введение. Вот чисто, знаете, я сейчас как зритель говорю. Возможно, это лучшее введение. И раньше я считал, что в сердце вселенной лучшее введение в сезон, но тут как будто на голову выше. До этого мне нравился, наверное, сезон по введению «Голос времени». Да, то есть вот мой топ-3 по вот этим моментам. Сейчас могу сказать, что вот точка невозврата это либо топ-1, либо топ-2. Ну, пока непонятно. Будем посмотреть. В любом случае, сезоны это не только про сюжет, это еще и про летсплей. Мне безумно нравится то, как геймплейная часть здесь синергирует с сюжетом. Назвал бы это что-то в духе «без труда не выловишь и рыбку из пруда». И вот этот сезон, он прям идеально попадает под это. Спасибо большое, что смотрите, спасибо за ваши лайки, за подписки. Надеюсь, то, что вы, если не подписаны, подпишитесь уже в эту серию. Это все еще начало сезона, поэтому подпишитесь, чтобы не пропускать, что будет дальше. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и воспоминания с дымком смотрящего. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Тут ремонта не было со времен, из которых я сюда пришел. Фух, все в порядке. Надеюсь, поднимусь так же успешно, как спустился. А тут в целом как будто... Это что сейчас был за звук? Нет, 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 только не говорите мне, что... Нет. Та-та-та, орки, эльфы, люди и так далее. Жили-были, не тужили, но исчезли в одно мгновение. Возможно, мне показалось, может быть, я просто увидел лишь то, что хотел увидеть, но все эти живые существа пропали с дымом от смотрящего. Надеюсь, эта деталь имеет значение. Давайте разбираться дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором все пропали. Да-да, мы уже дважды видели, как пропадают живые существа. Сначала происходит некое землетрясение, а потом бам, резкое испарение живых. Давайте сразу скажу, деталь, которую я заметил, а именно дым смотрящего, это деталь, за которую я хочу зацепиться, но даже если это правда тот самый дым, то истинную цепочку событий нам это явно не раскрывает. Надо двигаться дальше. Напомню, прямо сейчас мы якобы во втором Мастоса. Об этом говорит наша уточка, а также это написано в газете. Второе Мастоса. И тут до меня резко доходит. До этой серии смотри-ка, что я вспомнил. Мы в компьютере прочитали заказ к одному орку. Если к первому Мастоса все не будет идеально герметично, с рабочими фильтрами и на ходу, то бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, самое главное здесь это к первому Мастоса. То есть человек, который это делал, понимал, что второго Мастоса что-то будет. И походу много кто понимал, что второго Мастоса что-то произойдет, потому что бункеры много кто был готов. Так, ладно, очевидно, что все эти даты нам даются не просто так. Следовательно... Черт, смотрящий. Слушай, а вот если бы я сейчас был в туалете, а? Ты что, там бы тоже за мной следил? Давай договоримся. Есть моменты, в которые я хочу немного уединения, окей? Ты же вроде как олицетворяешь концепцию времени или что-то типа того, да? Наверняка тебе знакомы концепции стыда и приватности. Они появились еще в незапамятные времена. Ты, наверное, застал и до, и после. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ну, конечно. Ладно, будем надеяться, что мы договорились. Ладно, надеюсь, да.
Не, я не против, что он появляется. Я скорее против, что он тут холодит модуль. А ну-ка, все, брысь, не холоди. Спасибо большое. Итак, прямо... Кыш. Чё ж ты тут стоишь-то постоянно? Я сказал, что все эти даты, которые нам даются, типа газеты, компьютеры, это важно, я уверен. Но также я понимаю, что рано или поздно мне придется уходить куда-то далеко-далеко. Следовательно, мне понадобятся консервы, которые вот, как бы я ни пытался сейчас нажать, ничего не получается, я не могу их скрафтить. И тут до меня доходит. Я же, по идее... Добро пожаловать в систему управления бункером Уткар. Да-да-да, здорово. Так вот, я же, по идее, могу заказать модуль пищеблока. Оснащенный по последнему слову кухонной инженерии, этот пищеблок превратит в профессионального повара даже ребенка. Создавайте кулинарные шедевры каждый день. Я уже все здесь посмотрел, самое тяжелое — это железо. Даже больше скажу, железо нужно везде. Этот металл вообще просто самое необходимое в этой сборке, в этом сюжете. На данный момент у меня железо... Так, здесь 9. И если проверять мой складской модуль, то 13. Того 22. Не, ну это мало. Типа, мне нужно стак, а то и 2 стака. Вообще, по идее, можно это не копать. У меня есть отмычки, и у меня все еще есть неисследованные дома. Может быть, в каком-то домике, в каком-то сундуке запертом я смогу найти что-то интересное. Ну что ж, утро, похоже, спокойное. Хотелось бы верить, что меня не застанет врасплох никакой дождь или туман. Костюм заряжен и... черт. Каждый раз, когда я выхожу из бункера, чувствую, будто меня оглушили. Такая тишина. Внутри у меня все сжимается. Я знаю, что весь этот город застыл. А еще эти странные видения, когда я прикасаюсь к некоторым вещам. Город будто шепчет мне свое прошлое. Так, не об этом. Сейчас мне нужно найти некоторые штуковины для антенны. Раз не удалось найти все в мастерской, наверное, стоит поискать какой-нибудь магазин или склад. Ага. Магазин или склад. Я помню, что мастерская находится в той стороне. Партиклы никакие не показаны. Так, радар. Радар ничего интересного тоже не показывает. Эй, неужели мне самому придется найти? Нет! О, партикл. Партикл. Все, забейте. Походу нам туда. Но. Я уже сказал, у меня отмычки, и у меня по-любому какие-то неисследованные дома. Давай немного пробежимся по партиклам. Вот там, кстати, я не был. Да! Вот этот прудик. Вот эти конусы, а вот эта мусорка. Обожаю помойки. На них можно найти что-то интересное. Но черт возьми, не на этой помойке. Нам главное, чтобы сейчас вот там не было радиации 2. Потому что если она будет, я просто не знаю, у меня ничего не прокачано. Пожалуйста, лишь бы не... Нет. Ну, пожалуйста. Радиация. А тут... Так, я бегу. Все еще 2-й уровень. О, магазин техники. Не идеальный вариант, но можно проверить. Так. О, 1-й уровень радиации. Так, ладно. Может быть, здесь я найду недостающие детали? По крайней мере, стоит попытаться. О, внутри все, как всегда, аккуратно. Уверен, многие мечтают о таком. Магазин техники, в котором я могу взять себе все, что угодно, и никто мне ничего не скажет. Хотя, что я говорю? Я бы, наоборот, сейчас хотел, чтобы меня остановили, заставили заплатить. Лишь бы хоть кто-нибудь, с кем я мог бы поговорить. А все вот эти приставки, пылесосы, блендеры... Мне сейчас это явно ни к чему. Из них антенны не сделаешь. Сказал так, будто из людей сделаешь. Так, тут у нас стиральные машинки, компьютеры всякие. Ну вот, дверь есть. Только погоди. Благо, здесь радиация 1-го уровня, поэтому могу не особо торопиться. В компьютеры не полазим. Тут у нас тоже ничего не включается. Я помню, что можно ломать. Да. Что? Не можно? Вот здесь можно. Блин, ну ладно. Возможно, мне все-таки сюда. Заходим. Привет. Да, вот в каких бы мирах я ни бывал, везде всегда одно и то же. К персоналу относятся отвратительно. Наверняка эта комнатка была и раздевалкой, и комнатой отдыха, и обеденной зоной. Да, и правда, кстати. Хлам. Вот. Консерва! Отмычка! Бутылка воды! Хо-хо! Вот это явно то, что нам надо. Консерву я, наверное, сейчас поем. Спасибо. Тут можно взломать. Это что такое? Заперто. Ну, ничего страшного, взломаем. У таких бизнесов даже красть не стыдно. Ну, ладно. Красть это все-таки плохо. Но разве это кража, если нет ни других покупателей, ни уж тем более владельцев бизнеса? Кстати, я тут подумал, надо бы научиться делать эти отмычки, а то рано или поздно они закончатся.
А про черный рынок можно даже не мечтать. О! Открыт новый рецепт отмычка. Как? Отмычка, типа, теперь я могу написать? О, появилось! Только что так дорого? Опять железо. Вот долбаное железо, оно реально здесь так важно. Как мне доставать много железа, я не понимаю. Ну, типа, допустим, конская броня. Это явно не то, что мне надо. Если так вот смотреть на все это, самый, ну, такой очевидный вариант это... Подожди, что я сейчас видел? Слиток олова превращается в железо? Нуклеосинтезатор? Ё-моё. Это... Так, тут тоже, кстати, железо. Не-не-не-не-не-не. Вот такое я явно сейчас в этих условиях не создам. Наверное, как будто очевидно, мне нужно прокачивать больше силы. Повышается скорость добычи простыми инструментами. То есть кирками. Так, ладно, в любом случае, привет. Я сейчас как-то аккуратненько. Оба! Оба! Так, нет. Оба-на! Да, хорошо. Так, опыт. Благодарю. Опа. Спуск в подвал. Там обычно хранятся коробки с запчастями и товарами, которые не выставлены на полках. Бро, эта лестница выглядит небезопасно. Что? Выбор? Ого. Подожди, это первый выбор за весь сезон, да? Спуститься и посмотреть, что там есть, вернуться в торговый зал. Не, ну вообще очевидно, что я хочу туда спуститься. Правда, у меня 35% костюма, и там 2-й уровень радиации. Типа, если я сейчас попробую пробежать до дома, то сколько у меня останется? Уже 30. Не-не-не-не, я бы точно не успел. Типа, там еще немного залутаться, там посмотреться. Надо, наверное, лучше с полным костюмом. Обязательно заряжаемся. А еще, наверное, надо еды взять. Да, то есть консерву сейчас я тратить не буду. Мы поедим капусту. Так, костюмчик. Давай-ка быстро на зарядку. Какое-то непродолжительное время капуста не завянет, поэтому ничего страшного. Возьму 14, сразу поедим. Хотя, возможно, я сейчас вообще все съем. Угу, 5 осталось, замечательно. И остается только скафандр. Хотя стоп, погоди. Если мы сейчас спускаемся лутаться, мне, наверное, не понадобится молот инженера, железный топор и консервированный суп. Да, то есть я сейчас попробую прям много-много слотов сделать. 98, 99, 100. Спасибо большое, погнали. На такие сюжетные вылазки просто обязательно нужно много скафандра. И вот, допустим, я сейчас потратил, по-моему, 17%, да? Чтобы добежать до входа. Даже больше! Уже 20! Так, значит, чтобы убежать обратно, нужно сохранить минимум 25. Все, я запомнил. Мне, пожалуйста, спуститься и посмотреть, что там есть. Так. Ну серьезно. Есть хоть какой-нибудь аспект, в котором владельцы этого бизнеса позаботились бы о сотрудниках. Тут ремонта не было со времен, из которых я сюда пришел. Фу, все в порядке. Зря переживал. Надеюсь, поднимусь так же успешно, как спустился. Блин, знаете, у меня... Итак, ну давайте посмотрим, что здесь есть. Да-да-да, окей, но... Подожди, я же могу в итоге подняться? Да, все нормально. Подожди, а в чем проблема? Просто лестница. На всякий случай, что у нас под лестницей? Паутина, тележка какая-то. Ну да, вроде бы все нормально. Всем привет. А тут в целом как будто... Это что сейчас был за звук? Нет, только не говорите мне, что... Нет, ну конечно! Она взяла и обвалилась. Ой, а как мне теперь выбраться-то отсюда? Мой костюм не вечный. Заряд будет уходить. Если здесь нет второго выхода, мне крышка. Нет, запас уходит быстрее, чем хотелось бы. Черт! Да чего же я вообще решил, что подвалы безопасное место? Еще и стены, эти долбаные стены, сделанные из материала, который фиг пробьешь. Не думал я, что моя жизнь закончится так глупо и бездарно. Так, ладно, Лолошка, успокойся. Если ты сейчас поддашься своей панике, ты точно не жилец. Я не могу выбраться так, как зашел сюда, но... Может быть, здесь есть другой выход? Так, подожди, что это было? Бейсболка. Бейсболка — это не выход. Ну ладно, осмотреть. Ой, как же хорошо, что я зарядился. Так, вы... Что? Нет, сейчас точно не до этого. Я не могу позволить себе зависнуть в чьих-то воспоминаниях. Что? Подожди, я просто выкинул и... Вау. Не думал, что у меня получится так легко отвертеться. Это хорошо. Костюм и так не супер заряжен. А мне еще нужно как-то вернуться обратно.
Нет, слушай, костюм очень даже заряжен. Я немного поломал все. Типа, у меня должно оставаться, наверное, ну не знаю, процентов 30, а у меня 65. О, алюминиевый провод. Слушай, а мне кажется, это важная штука. Вот железо точно берем. Медная пластина. Ну, в целом, это не так важно, но пока возьмем. Далее, олово есть, медная пластина еще. Ладно, пока что Ух ты, отвертка инженера, чертеж, осмиевая пыль. У меня уже места нет, обалдеть. Так, капуста, прости, но тебя придется доесть. Тютелька в тютельку. Опа, элемент солнечной панели. Знаете, это может пригодиться. Да, это всего лишь одна штука, а здесь нужно 3, но опять же, мало ли. 12 стальной пластины, заменим на медные. Медные мы и так сможем сделать. О май гад, это та... Да, это самое. Она не крафтится. В крафте используется для антенны. Точно берем. Еще спираль, благодарю. Возможно, здесь будут все 3 спирали, поэтому осматриваем каждую деталь. А теперь давайте думать, как отсюда уйти. Нам нужно найти какой-то проход. Если что, кстати, сейчас вообще ничего не ломается. То есть вот как бы я ни старался... Ничего. А еще я подумал, наверное, вместо серной пыли возьму вот это, медная пластина. Будто бы это опять же дороже выглядит. И вот еще медная пластина. О, осмотреть решетка. Так, вентиляция. И решетку эту я, кажется, могу сломать. А, да? Подожди, реально? А, да. Все, это ломается. Замечательно. И вот так мы и выберемся, я правильно понимаю? О, как же здорово, что здесь такая широкая вентиляционная шахта. Согласен. Так, здесь аккуратненько. Ай, о, господи! Оу! Черт! Давай наверх ползем, черт возьми! Давай, ложка! О, выжить! О, наконец-то! Я выбрался! Мне очень повезло, и я не хочу больше испытывать удачу сегодня. Пора назад. Да, я полностью согласен с тобой. Эй, это еще что такое? Там ребенок? Нет, не может быть. Как он выжил без костюма? Эй, привет! Не бойся! Ты как дышишь? Скажи, пожалуйста, ты один? Эй, подожди! Черт, что это было? Это уже не похоже на воспоминания, которые я видел в предметах. И не похоже на призраков из тумана. Тот ребенок видел меня, он смотрел прямо на меня. Он был без скафандра. Неужели здесь есть кто-то, кто может выживать в этой среде? Или же она такая же галлюцинация, как и Джон? А если он не галлюцинация, возможно ли, что и Джон тоже не проекция моего сознания? В любом случае, сейчас нужно поторопиться назад. Возвращаюсь в бункер, заряжать костюм и думать, что делать дальше. Да, точно. Все, погнали, 8% заряда. Обалдеть, просто на крополях вернулся. Фу. Ну вот я и дома. Не понимаю, почему лестница так внезапно обрушилась? Я же смог по ней нормально спуститься. Все было хорошо. Да. Видимо, ей не особо пользовались, даже когда здесь были люди. Впрочем, возможно, как я уже понял, люди здесь есть и сейчас. Возможно, кто-то наблюдает за мной. Иначе почему этот ребенок так резко исчез? Черт, ладно, надо успокоиться. А то сейчас понапридумываю себе всякие секретные эксперименты, где все контролируют дети. Или что еще хуже, взрослые. А? Кто? А, ты. Привет. Слышал мою шутку только что? Не слышал? А, конечно, не слышал. Иначе бы ты точно рассмеялся. Если что, я пошутил о том, что взрослые страшнее детей. Хотя мы все знаем, что нет ничего страшнее детей, правда? Ай! Черт. Понял, ладно, юмор это не твое. Молчу. Заледенел меня, блин. Охладил по полной. Блин, минус нога. Офигеть. Столько всего за несколько микроминут. Ща, подожди, еще раз. Мы увидели ребенка. Тот ребенок видел меня.
смотрел прямо на меня. И без скафандра. Неужели здесь есть кто-то, кто может выживать в этой среде? Или же он такая же галлюцинация, как и Джон? Или если не галлюцинация, возможно ли, что Джон тоже не проекция моего сознания? Блин, мне так сейчас все это нравится. Но при всем при этом, то, что нам накидывают вопросы, заставляет мою башку пухнуть. Сейчас бы, вот знаете, микроответик какой-нибудь получить. Ну или хотя бы зарядить костюм. Это тоже хорошо. Фу. Какая же у меня жопа с головой. У меня... мозги какой-то глупой обезьяны уже. Хотя как будто до этого было не так. Умоляю, скажите мне, пожалуйста, могу ли я воспользоваться медицинским модулем? И это... О, я все-таки выжил. Несмотря на этот дурацкий обвал лестницы. Но то, что произошло после, взволновало меня даже сильнее. Город хранит тайны. И что-то мне подсказывает, что эта история еще хуже, чем я думал. Я уже даже не до конца уверен, что хочу знать, что здесь случилось. Ну, не знаю, Лолошка, я очень хочу узнать, что там случилось. Типа, мы понимаем, люди имели в виду, что второго Мастоса что-то может произойти. Ну ладно, мы не уверены в этом до конца, но, опять же, вот то, что человек просил все сделать до первого Мастоса, означает, что он чего-то ждал. Ждал второго. Дети без скафандров, которые смотрят на меня... сколько загадок. Но мозги, кстати, восстановились. То есть иногда мне все-таки в медицинский модуль лучше приходить, правильно? Думаю, нам надо сейчас, знаете, как сделать? Для антенны собирать вещи. Например, медная спираль будет в этом сундуке. Далее, например, тяжелый металлопрокат. Здесь очень много пластин. И да, это тоже будет в этом сундуке. Потом идет суперконденсатор. О, так тут нужен конденсатор просто. Благо я его взял. Также обязательно положим электронный компонент, потому что он здесь пригодится. Даже 2 штуки. То, что мы постепенно подбираемся к этой антенне, это замечательно. Но я уверен, я могу сделать сейчас что-то еще. Например... катушка радиоконтурного кабеля. Нам понадобятся кусачки инженера. Создаются они очень легко. А также электрумовая пластина. Она делается из электрума, а это серебро и золото. Блин, серебро и золото. Я до золота еще даже не доходил. А ну-ка, кирки быстро создаем, скафандр надеваем и побежали искать все эти вещи. Так, а вот это уже интересно. Неужели это алмазы? Нет? Не алмазы? Апатит. Апатит нужен, чтобы сделать бирюзовый краситель и даже крутое удобрение. Вот удобрение это, кстати, мне точно надо. Такое на будущее мы по-любому собираем, потому что я уверен, апатит это еда. Так, минус кирка. Не страшно. Делаем еще больше всяких разнообразных блоков. И сколько у меня опыта? 797. В теории мне не хватает даже на уровень. Пипец. Короче, самое тяжелое для антенны это суперконденсатор. И на самом деле я его почти сделал. То есть смотри, электронный компонент есть. Далее, катушки высоковольтного провода есть. Катушка медного провода почти есть. То есть, по сути, мне нужно просто медных проводов. А для этого я беру, создаю много пластин. Далее использую кусачки, медный провод получается. Объединяю с палочкой, получаем 8 штуковин. И, по-моему, все. Катушка медного провода. Да, я собрал прям большую часть, но смотрите, вот у меня есть тяжелый металлопрокат. Я понимаю, что вручную я его точно никак не сделаю, потому что здесь есть такие вещи, которые мне, ну, вот не подвластны никак. Я такое либо найду где-то в каком-то здании, либо вот как в подвале. Типа, мы нашли конденсатор, может быть, также найдем и другие пластины. Как бы то ни было, нам четко дали понять, без выносливости я никто и звать меня никак. Поэтому я по-любому хочу много XP. Я тут придумал, а что если не копать булыжник, а найти много-много дерева? Я при помощи дерева могу также создавать дубовые плиты, кнопки, да что угодно. И это тоже опыт. А ну-ка, проверка. 944. Потом я беру еще. И это 1017. Хорошо, хорошо. И в отличие от булыжника, я могу очень легально дубовые плиты переделать в деревянные тарелки. Ой-ой-ой, погоди. Давай. Ну, блин, за тарелки немного дают, но, тем не менее, уже 1100. Думается мне, что копать невыгодно. Выгоднее найти много-много дерева. Или подожди.
Можно же срубить дерево. Да, у меня же топор был. Ох, я уверен, мне его не зря дали. Вот он, привет. Самое-то ведь важное, что у этого топора есть способность, а мы ни разу ее не видели. Давай попробуем найти не это дерево, а какое-нибудь другое. Подожди. Чего? А это правда, что я могу забираться? Ой, подожди. Это очень интересно. Не зря тут лестница, я уверен. Забираться сложно, но можно. О, первый раз я забрался по лестнице на крышу. А на крыше у нас... Что это там? А на крыше у нас что-то есть. Я даже больше скажу, по этим крышам можно перебираться, то есть это продумано заранее. Неужели вы мне сейчас хотите сказать, что я могу спокойно пройти к вот этой, допустим, палатке, и тут что-то будет? Так, мне нужен ключ или отмычка, да! Тут реально кто-то жил на крыше. О май гад. Вертолет? Там дальше вертолетная площадка. О, какое солнце! Слушайте, а с высоты птичьего полета можно всякое увидеть. Но все-таки, погоди, я теперь научился делать отмычки, поэтому давай-ка используем. Вот так вот. Ща. Прям там, походу, какая-то годнота валяется. Недаром же этот сундук под отмычечкой, да? Оба. Етить. Знаете, ощущение, что я себе очень много чего проспойлерил. Обычное кольцо, когда надето в качестве кольца твердость брони. Розовый кварц. Кристалл призмарина, тот же самый апатит, кстати. Я обязательно оставлю этот сундучок, просто у меня уже места нет. Хотя не, вот так, колечко возьмем. И, наверное, на каких-то других крышах будет еще что-то. Блин, ну вертолет это вообще имба. Я хочу вернуться на крышу потом и посмотреть, когда не ночь будет. Так, а пока надо как-то аккуратно спуститься. Что-то я об этом даже не подумал. Ой. Блин, а как спуститься-то? Если что, паркур, как в предыдущем сезоне, здесь не работает. И я не могу проскользить по стене. А, хотя погоди, вот... А! Черт! Мои ноги! Мои ноги! Я искалечен тотально! Медпункт, я тебя прошу, в очередной раз, пожалуйста! О! А у меня здесь почему-то ноги восстановились. А, возможно, бункер, короче, на какую-то часть исцеляет игрока, чтобы он не был полностью поломанный. Но не исцеляет полностью, типа это делает только медпункт. Прикольная, кстати, механика, об этом я даже не задумывался. Медицинский модуль. Могу ли я его как-то, кстати, улучшить? Ой, что это? Чего? Ржавая пластина. А, это делается легко, окей. Пустая схематика. У меня, кстати, они где-то были. Далее, целый мат татами и листовой металл. Это, опять же, железо. Ну, я, как уже и говорил, в этом сезоне, в этой сборке, походу, самое главное — это железо. На всякий случай, мало ли много времени прошло. Пожалуйста. Да, хорошо, спасибо. Если бы я сейчас такой медленный был все это время, я бы прям не выдержал. Кстати, а у меня же есть очки генома. Я уже успел прокачать мастеровой. Любые инструменты, созданные вами, на 10% эффективнее. Но теперь я могу взять... Блоки древесины, добытые топором, утраиваются с шансом 5%. Вот, чтобы прокачиваться еще жестче. Вперед. Супер, хорошо. Мы можем также прокачать шанс до 10%, но это уже дорого, не. Теперь снова берем топор и в этот раз не лазим по крышам, а то еще ноги переломаем. И погнали нарубим какое-то дерево. Давай, допустим, вот этот деревянный домик поразбираем. Я же могу это делать, правильно? Конечно могу, а кто мне запретит? Никто не запретит. Обтесанная тропическая древесина. Мне, скорее всего, она не утроится. Типа, способность не сработает, но, опять же, какая разница? Это все равно дерево. О, нифига себе! Вот это явно не то, чего я ожидал увидеть. Но вообще я прибежал сюда ради саженцев, потому что вот что я понял. Мы же можем выращивать сами. Типа, зачем искать какие-то готовые деревья, когда просто берем и ищем. Кстати, вот это железо забираем. Эй, саженцы, пожалуйста. О. Что? Аптечка? С каких пор тут ее не было? Я клянусь! Ее не было 100%! Ну, либо я настолько слепой, что не видел вот это. А мне очень нужны саженцы, любые. Я знаю, что у меня дома какие-то валяются, но вдруг я здесь что-то не нашел. Вот, ивовый саженец, это мы берем вместо... Так, сейчас.
Вот теперь места хватает. Ивовый саженец, куда бы тебя посадить? Наверное, прямо где-то в городе могу это сделать, и скорее всего он вырастет. Вот саженец акации. Да, его, наверное, кстати, больше хочу. Вот это, например, убираем. После берем саженец и сажаем. Рано или поздно мы получим свои плоды. Но саженцев надо больше. Могу ли я, кстати, сюда пройти? Привет. О, пляж. О, да ладно, тут первый уровень. Я могу спокойно пройти на пляжик. Та-та-та, здесь у нас парковка какая-то. Ага. Слушай, ну, если бы здесь был еще лут, цены бы не было этому пляжу. Но лута здесь как-то не особо. Зато здесь вполне себе есть проход к какой-то горе и очень-очень много земли. Вот здесь, представляете, выращивать много леса. Сейчас я даже, наверное, здесь поставлю вейпоинт. Вот так. Оп. Поставил? Да, все, супер. Я поставил waypoint, если что, я смогу сюда прибегать. Вот это я тоже не исследовал. Как же много здесь всякого-то, а? Я как будто бы пробегаю одни и те же дома, но по факту я не то чтобы все залутал. Отличный сундук с отличной древесиной. Это мы сразу, наверное, переделываем в верстак. Не забываем про дубовые плиты, а плиты тут же в маленькие тарелочки. Кстати, у меня почти зарядился топор, и все. Я могу использовать способность. Как ты работаешь, а ну-ка? Давай. Нифига себе. Не этого я ожидал, честно говоря. Я просто поломал все, что здесь было. Как хорошо, что я в дом его не кинул. То есть вы хотите сказать... Ой, так, тут уровень радиации 2, аккуратно. Вы хотите сказать, что если у меня будет прям огромная аллея бревен, я смогу одной способностью вырубить все? Только да, конечно, я хочу. Опять же, мой вейпоинт вон там, в той стороне. И если будет много саженцев, то имба. Саженцы у меня как раз в сундуке. Это клен, это вишня. А еще у меня есть удобрение для деревьев. Сейчас все будет. Вот где-то здесь. Какое огромное солнце. Раз, два, три. Потом, допустим, саженец вишни вот здесь. И то же самое с кленом. После попробуем, что такое удобрение для дерева. Моментальный рост! Вот оно что! Вау! Сейчас, смотри. Вот так. Потом сразу клен. Потом сразу где-нибудь вот здесь тоже. И теперь мне нужно зарядить мой топор. Красиво. Ладно. И, допустим, я хочу срубить вот это дерево, да? Я нажимаю. И сюда! Ха-ха! Как это классно! Да, я бы, конечно, хотел, чтобы у меня было просто в ряд куча деревьев. Но я что-то, блин, не додумался, сори. Сейчас вот точно буду в ряд выращивать. Клен, клен, клен. И оказывается, да, если у каждого дерева нет опоры, деревянной опоры, то оно прям сразу опадает. Сейчас на всякий случай я хочу проверить. Во-во-во, видите? То есть опора пропадает и все. И где-то здесь есть еще блок, вот он. Мы его ломаем. Далее есть еще один блок, до которого я, наверное, уже не дотянусь. Вот так вот. Пошел! Я обожаю, блин. Не, геймплей на самом деле здесь правда хороший. Возможно, я это сейчас говорю, потому что не устал. Но раньше у меня, конечно, сборки были супер простые в этом плане. А сейчас надо думать. Люблю, но не часто. И теперь, когда у меня 2700 опыта, я собираюсь прокачать опять выносливость. Да, по-любому 14 уровень и 15 уровень. Ой, да, и очко генома. Шикарно. Проверяем. Плюс 2 слота. Открылось. Сейчас надо хорошенько подумать, что я хочу вкачать. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше урона. Не. Уменьшает урон от кактусов и падение. Это хорошо, но не. При переплавке булыжников в печи с шансом в 1% можно получить самородки различных металлов. Я, короче, нашел, мне кажется, вот это подходит. Вы передвигаетесь на 20% быстрее, если не носите броню. Правда, перед этим надо еще плотную кожу прокачать. Уменьшает урон от падения. Давай. Теперь мы, по идее, можем спокойно падать и чуть-чуть меньше получать урона. Короче, я начинаю постепенно понимать, что мне нужен пищевой блок. Я по-любому его сделаю, но перед этим антенна. Именно антенна позволит узнать мне, что здесь происходит. Или не позволит, потому что тут уже какие-то дети бегают, которые смотрят на меня. Откуда вы? Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Что будет дальше, узнаем дальше. А вообще, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. Не забуду напомнить, что все эти ваши действия помогают бустить мотивацию. Не только у меня, но и у всей команды. Спасибо, если не пропускаете мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка, вертолетная площадка и
дети, всем удачи, всем пока, пока. Почему, чтобы узнать название мира, в котором я оказался, я не могу просто пойти на квест, где были бы драконы, рыцари, отважные лучники и там всякое такое? Ах. О, стоп, а вот это уже интересно. Ну что ж, друзья, поздравляю. Конца света не случилось. Знаете, простите, но я не хочу продолжать этот разговор. Ой-ой-ой, дети, стоящие посреди улицы без скафандра, способные видеть меня, но при этом тут же куда-то исчезающие. Если бы мне сказали это вне контекста предыдущей серии, я бы подумал, что это какой-то бред. Теперь непонятно, это была галлюцинация или же настоящий ребенок. Давайте узнавать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы боимся детей. Да уж, дети, способные стоять посреди улицы без скафандра и пялиться на меня так, будто все нормально, это страшно. И я даже не знаю, что меня пугает больше. Что эти дети настоящие или же наоборот, созданные галлюцинацией. Давайте коротко о том, что мы можем встретить на улице. Первое. Непонятный дождь, разряжающий костюм. Второе. Предметы, дающие обрывки воспоминаний о городе. Третье. Бирюзовый туман с призраками. И, наконец, четвертое. Исчезающие детишки без скафандра. Наверное, это первый раз, когда я не могу хотя бы о чем-то сказать положительно. А еще это долбанное одиночество. Так, ладно, надо срочно создавать антенну. Надо найти другие бункеры. А еще прочитать новую записку. Ребенок без скафандра. Что это было? Ну, вот как раз что это было, я думаю, мы скоро узнаем. Интересно. Могу ли я узнать прогноз погоды в терминале? Не хотелось бы попасть под кислотный дождь или типа того. Надеюсь, такая функция существует. А, кстати, а ведь действительно, мы когда смотрим сюда, то всегда либо день, либо ночь. Никакого дождя, никакого тумана. Окей, приветствую, может быть, поболтаем? Что вы хотите сделать? Да-да, еще раз привет. Так, мне надо прогноз погоды. Получение данных метеомодуля. Ошибка. Метеомодуль не найден. Загружаю последние данные. По данным синоптиков, на сегодня в эту область прибудет грозовой фронт. Для более подробной информации установите метеомодуль. Что вы хотите сделать? А, грозовой фронт. Да, согласен. Это же звучит как... Новое обновление в игре War Thunder! Дамы и господа, War Thunder! Бесплатный многопользовательский онлайн-экшен, в котором происходят эпичные сражения на суше, в воздухе и в море. Сотни единиц боевой техники, старые легенды 20 века и новинки наших дней. Как играть? Решай сам. Направиться в лобовую атаку на танке, прикрывать тылы с вертолета или перехватывать авиацию врага на маневренном истребителе. Все это возможно одновременно, ведь это War Thunder! Разные виды техники сражаются в одном бою. Каждая машина имеет свои уникальные особенности и детали не только во внешнем виде, но и в управлении и боевых характеристиках. Все машины в игре можно улучшать и модифицировать, а также настраивать внешний вид с помощью множества скинов и элементов кастомизации. Кажется, я кое-что забыл. Ах да, новое обновление Грозовой фронт! Игра оптимизирована и улучшена для PlayStation 5 Pro, для тех, кто уже обновил плойку. Ну и, наверное, самое главное, в War Thunder теперь поддерживается Ray Tracing, полностью реалистичные тени, освещение и отражение. Также в игру добавлены десантная машина BMD-4M, палубный истребитель Су-33 и авианосец Адмирал Кузнецов. Испытай технику на новой карте Аттика. Друзья, качайте War Thunder бесплатно по ссылке в описании, ведь все новые игроки и те, кто не заходил в игру полгода и более, получат крутейшие бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 на неделю, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины и другие подарки. Поспешите, друзья, сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. Ссылка в описании. Короче, я понял, для получения погодных данных нам нужен метеомодуль, а это получается ресурсы. Так, которые... ладно. Новое утро в этом странном мире. Костюм заряжен, все вроде бы в порядке, а в голове сплошные вопросы. После всего, что я видел, я начинаю брать под сомнение все, что знаю. Где я сейчас?
Все-таки это необычный вопрос, поэтому мне бы узнать наверняка. Может быть, кстати, сегодня этим и заняться. Про поиски ресурсов для антенны тоже не буду забывать. Но сейчас у меня нет конкретных идей, где искать. А с тем, куда я попал, все-таки должно быть попроще. Должны же быть какие-то документы. А в документах названия городов. А может быть, даже и мира. В любом населенном мире есть своя бюрократия и бумажная волокита. Значит, мне нужно в администрацию города или какой-нибудь архив. О, привет. Что, пришел сказать, что я на верном пути, да? Да уж. Знаешь, молчание — знак согласия. Задание «Где я?» обновлено. Блин! Блин, это просто... серьезно! Короче, ребят, я примерно в 3-й или 2-й серии сказал про эту самую бюрократию. Я говорил, вот, ща. В любом населенном мире есть своя бюрократия и бумажная волокита. Вы, наверное, скажете, но нет, ты этого не говорил. Да, я этого не говорил, потому что это было вырезано. Вырезано на монтаже. Но я говорил, когда нашел вот эту газету. Вот оно! Нам нужно в администрацию города или какой-то архив. Да, я так рад, что этому задается вопрос даже Лолошка. Так, а ну-ка. Ага, классика. Ты сейчас опять появишься? Классика. Холодишь мне тут камеру. Давай-ка, наверное, сразу вот это все убираем. Далее, на всякий случай возьмем кирку и супчик. Я не думаю, что мне что-то еще понадобится. Обязательно прочитаем квест. Где я? Найти городскую администрацию, узнать, как называются мир и город, в котором я нахожусь. О, да! Мне кажется, неопределенность моего положения увеличивает тревожность. Возможно, если я буду наверняка знать, где нахожусь, мне станет проще ментально. В любом случае, эта информация мне точно пригодится. Надо искать. Так, да, я понял. И опять же, найти городскую администрацию. Ух, мне, значит, здесь точно ничего не надо. Одеваемся, опрокидываем смотрящего. Итак, что мы имеем? Мой бункер, кажется, находится далеко не в центре города, где обычно находится администрация. Думаю, имеет смысл улучшить емкость аккумуляторов моего костюма. Блин, ну, кстати, логично. Уровень 1, да! Уровень 1, защитный скафандр. А как это делается? Погоди. Эй, привет. Так, медицинский модуль. Базовый модуль, может быть. Вот у меня сейчас 2-й уровень. Ничего про скафандры я здесь не могу прочитать. Здесь вроде тоже не листается. Что вы хотите сделать? Да. Я, слушай, не знаю, улучшить скафандр? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Ладно, возможно, это где-то как-то по-другому делается. А как, блин? Что мне нужно для улучшения? Может быть... Да, блин, тут у меня вроде бы тоже ничего не было никогда. Думаю, имеет смысл улучшить емкость аккумуляторов моего костюма. Может быть, типа не сейчас, а потом? Потому что сейчас у меня конкретно нет такого доступа. Ну, типа, 0. У меня и ресурсов не то чтобы много. Да, скорее всего, это как-то потом. И типа Лолошка себе на будущее это сказал. Ну ладно, я просто не знаю. Мне сейчас надо тупо выйти и проверить. Лолошка опять же что-то скажет. Или, может быть, какие-то партиклы появятся. Так, отличный день. Должна же здесь быть какая-то ратуша, или городской совет, или подобный орган власти. Да, надо найти. Во, все-таки не сейчас надо улучшить. Партиклы. Что, мне сюда в итоге? Подожди, партиклы вот здесь. И при этом тут же... вон, вижу, не обрываются. На всякий случай забежим сюда. О, моя прошлая кирка, привет. Тут пока что радиация 1-го уровня. Мы идем направо. Уф, как будто какой-то метеорит упал, да? Но мы-то понимаем, что это не метеорит. Да, дерево упало. Видимо, какая-то машина врезалась. Лоу. Так, 2-й уровень, тихо. Вон, вижу, мне туда. Так, пожалуйста, у меня с едой проблемы. Бегать я не могу. Не надо мне 2-й уровень. Что такое? Боже, куда я попал? Черт, 2-й уровень, нет! Пожалуйста, жить! Нет! Вот все, 1-й. Я, кстати, понял, что в некоторых частях 1-й уровень... вот оно. Если бы меня попросили описать городскую ратушу, я бы описал ее именно так. Надеюсь, это оно. Задание «Где я?» обновлено. Hello? Все как везде. Чисто, аккуратно. Будто сотрудники просто ушли на обед. Ладно, надо понимать, туда я попал или нет. Туда ты попал или нет. Ну, сейчас будем думать. Экстренный аккумулятор. Одноразовая батарея, способная подзарядить практически любой аккумулятор, совместимо со всеми энергосистемами. Подожди, типа... Нажимаем.
О, имба, имба, хорошо. Слушай, ладно, это продумано. Я в целом не против. То есть я могу подзаряжать костюм. Антидот, что? Ладно, я на всякий случай возьму. Кожзаменитель тоже на всякий пожарный. Белый краситель возьмем. Почтовая бумага, ладно. О, еще экстренный аккумулятор берем. Значит, мы сейчас были на первом, втором, третьем этаже. Поднимаемся уже на 4-й. И здесь у нас тоже какой-то переходный этаж. Привет. А здесь... Что это? Фотолаборатория. Нет, тут нечего делать. Серьезно? То есть это не здание администрации? А как? Подожди. Я думал, это здание администрации. Я тут на всякий случай книги собираю. Не знаю зачем, но мало ли. Еще белые красители, 4 экстренных аккумулятора. Ладно, я бы не сказал, что здесь прям что-то супер важное. Фотолабораторию можно зайти, оказывается. Я думал, это закрыто. Привет. Что это? Как это? Ничего нельзя взять? Это тоже не берется. Честно говоря, я думал, что фотолаборатории немного иначе смотрятся, выглядят. Но в целом, ладно. Я ни разу не был в фотолаборатории в своей жизни. Так, а сюда-то я могу? А, здесь продолжение. Воу, так это не берется. Экстренный аккумулятор, спасибо. Слушайте, ну давайте один, кстати, наверное, используем, на всякий случай. Далее здесь у нас еще красители. Это... Что? Фотоаппарат? Ну-ка, подожди, как? Оу! Батюшки, это зачем мне такое? Так, я могу бить блоки даже с ним. Могу, наверное, фотографировать. Ё-моё! Использованные кадры, нет пленки, фокусное расстояние, композиция, выдержка. Чё это такое? А, хорошо. Выйти как? Ага, понял. Взять черно-белая пленка. О, я думаю, что запечатлеть несколько моментов моей текущей жизни будет полезно. Как минимум, поможет не сойти с ума, если я буду знать, что все это реально. Хотя... Кто знает, насколько реален фотоаппарат? А, не-не-не-не. Такие мысли мне сейчас точно ни к чему. Надо вернуться к основной задаче. Понял? Ладно, так, черно-белая пленка. А как ее использовать? Подожди, как? Черно-белая пленка. О, круто! Это можно еще открывать. Так, как? Вот сюда, да? Сюда! О, фотолаборатория. Слушай, а давай возьмем. Мы же можем, получается, здесь все ломать, да? Да, и это выпадает. Всякие картины посмотреть мы не можем. Что ж такое-то? А где какие-нибудь документы? Я не знаю, там название города, мира, год, месяц. Аудитория номер 1. Уф. Красиво. На всякий случай все осматриваем. Документы бы какие-нибудь не пропустить. Аптечка восстанавливает 2 сердца. О, это приятно. Еще один экстренный аккумулятор. Кстати, используем. Благодарю. А, блин, ну дайте документы. Ребят, я все понимаю. Там аккумуляторы, фотоаппараты какие-то. Но, блин, документы. Бога ради, я умею читать, правда. Поднимаемся еще выше. Архив. И что здесь у нас? Офис. Так. Здесь у нас вроде ничего интересного. О, здесь архив. Звучит скучно, но похоже на то место, где может быть нужная мне информация. А, ну, кстати, об этом я не подумал. Правда, опять же, что-то какой-то полезной информации не вижу. Ох ты ж, ё-моё, сколько здесь документов. На все это моего костюма точно не хватит. Надеюсь, удастся найти что-то быстренькое. Придется порыться. А, все-таки мне в архив. Окей. Так, полный список почетных жителей города Силанхва. Отлично. Название города мне ни о чем не говорит, а это уже о чем-то договорит. Справедливо. Силанхва. Тут еще куча документов, где упоминаются эльфы, орки, люди. Понял. Так. Учредительные архивные документы, образующиеся в процессе деятельности городского управления, государственных органов с указанием срока хранения. Мой мозг устал примерно на 3-м слове. Какая скукотень. Бла-бла-бла. Организация, осуществление экономики, шмэкономики. Ну почему бюрократия? Почему, чтобы узнать название мира, в котором я оказался, я не могу просто пойти на квест, где были бы драконы, рыцари, отважные лучники и там всякое такое? Почему я должен пробираться сквозь предложения, где по 7-8 существительных подряд?
В соответствии с регламентом нормирования в рамках предусмотренной законодательной базы, закрепленной в своде правил и положений, обеспечивающий принцип общественного контроля и прозрачности, предоставляет гражданам доступ к актуальной информации о ходе принятия решений. За что мне это? Тихо, успокойся, читай. О, стоп! А вот это уже интересно. Здесь же прямым текстом написано: Всемировой Совет Архея постановляет. Вот оно! Черным по белому. Совет Архея. Так, ну, получается, я точно в Архее. Но, черт, тогда почему все такое технологичное? Я видел, как должен был выглядеть Архей в то время, в которое мы с Джоном отправились. Каким? Ну вот. Очевидный ответ оказался правильным. Да-да-да, мы в Архее. А если что, Лолошка сейчас говорит про то, что мы же отправлялись как бы в прошлое вместе с Джоном. И в прошлом Архей должен был выглядеть вот так. Какие-то прилавки, стоят орки, эльфы, люди, продают всякие разнообразные вещи. Но здесь этим даже близко не пахнет. Здесь нет никаких рынков, каких-то скинтов, путеводных скинтов и так далее. Тем не менее, в конце Сердца Вселенной мы видим, как Джон и Лолошка побежали в разных направлениях. А разные направления в пустоши, то есть в том мире, где мы бежали, это разная временная ветка. То есть, получается, мы бежали не в прошлое, а куда-то в другое время. Типа, в будущее. Очевидный ответ оказался правильным. Да, опять же, мы в Архее. Но, блин, помогла ли мне эта информация хоть как-то? Ну ладно, наверное, немножко да. Посмотрим, что здесь еще есть. Давай. Что это, сейф какой-то? Книжки не ставим, это не открывается. Здесь ничего не кликается. А вот это можно прочитать? Документы по бумажным стаканчикам. Ладно, обязательно используем экстренный аккумулятор. Вот это читаем. А1, А2, А3. И ничего более, да? Ладненько. Какие-то документы по-любому есть. Вот что-то я могу здесь найти. Если я тупо уйду, я буду себя потом ненавидеть, если я что-то не найду. Сейчас. Книжки какие-то. Вот. Их же можно брать. Вот здесь нельзя, а вот тут... Вот тут можно. Хочу найти. Я уверен, тут что-то есть, черт возьми. Ну, например, экстренный аккумулятор. Вот это берем. Каменная кирка мне, кстати, явно не понадобится. Вот это. Блин, ну это все просто книги. О! Стаканчик кофе. О, я понял, воспоминания сейчас будут, да? Да. Реально. Ржака несусветная. Ну что ж, друзья, поздравляю. Конца света не случилось. Угу. Как я и говорил, кстати. Как он и говорил. Это вообще-то один из твоих все переполошил. Не начинай. Наш род намного выше этого. Он никому своего мнения не навязывал. Просто занимался тем, что считал необходимым. Ну слушай, ты же не станешь отрицать, что он просто свихнулся. Знаете, простите, но я не хочу продолжать этот разговор. Иди. Блин, ну только теперь непонятно. Зачем я потратился на этот дебильный бункер? Ну, а я говорил тебе, бредовая эта затея. Но если дипломатические отношения между эльфами и нами не наладятся... Ну, кстати... Боюсь, бункер может тебе пригодиться по совершенно другой причине. Ой, что происходит? Черт возьми, это что сейчас было? Ну, что было, мы и так знаем. Получается, предметы могут хранить примерно минуту или две последних воспоминаний. Да черт, это невозможно! Я смотрю на то, как все эти люди, орки и эльфы исчезают. Просто резко ни с того ни с сего. Исчезают прямо у меня на глазах. Ай, как же это давит на психику. Это же мой родной мир. Что с ним стало? Почему я это вижу? Нет. Я не хочу больше видеть эти смерти, не хочу! Я же ведь даже не знаю никого из них, но почему? Почему это так больно? Так, блин, у него там жестко рассудок упал. Пожалуйста, все будет нормально. Ложка же. Такое чувство, будто сердце сейчас выскочит из груди. Эй, тише. Ты же сейчас потеряешь сознание от асфиксии. Джон. Как? Архей же. Там конец и... О, нет, Лолошка, соберись. Если ты сейчас потеряешь сознание, заряда твоего костюма не хватит на обратный путь. Да, я просто... Ну что ты мямлишь? Запаниковал от чьих-то воспоминаний.
Это уже случилось, Лолошка. Какой смысл паниковать от того, что уже произошло? Или ты думаешь, что Архею очень не хватает еще одной смерти? Ладно. Слушай, Джон, они говорили, что кто-то знал. Кто-то знал, что будет конец света. Так, продолжай. И что же это значит? Это значит, кто-то знал, что он будет. Ну давай же, развивай дальше. С чего ты это взял? Может быть, они просто думали о большой войне, которой, по всей видимости, так и не случилось, а? Нет, Джон, кто-то явно знал, что произойдет именно то, что произошло. Что-то подобное. Размышления нашему очаровательному лицу идут куда больше, чем паника. Чао. Черт. Вот так вот, а. Задание «А что случилось?» обновлено. Как же я рад, что Лолошка даже путем вот этого появления Джона внемлет своему же разуму. То есть я как бы понимаю, что это все галины, и на самом деле это Лолошка сам с собой разговаривает, но вот как-то двояко я все равно благодарю Джона. Просто за то, что он есть в жизни Лолошки. Тут у нас, кстати, второй этаж еще. Черт. Это появление Джона не просто меня сейчас успокоило. Оно же, возможно, спасло мне жизнь. Надо возвращаться в бункер. Цель на сегодня я и так выполнил. Да, вот. У нас, кстати, еще вот фотоаппарат. Пленка 0 из 16. Наверное, сейчас забивать пленку я не буду. Посмотрим, что у нас здесь. Дайте, пожалуйста, какой-нибудь еще аккумулятор. Аккумуляторы, пожалуйста. О, экстренный аккумулятор, здорово. Уже 6 штуковин. Так, и давай, наверное, попробуем добежать до бункера, не заряжаясь аккумулятором. Что ж, ладно, выдохнули, успокоились. Теперь я хотя бы точно знаю, что это Архей. Похоже, здесь многое изменилось. Технологии, бункеры, машины. И при этом абсолютно никого. Конец света все же случился. Но кто сделал этот конец света? Так, что это? О, партикла обратно, удобно. Стоп! Сейчас мы поставим здесь обязательно waypoint, вот так вот. Оп, теперь мы знаем, что это координаты минус 2914, бла-бла-бла. И хорошо, что я могу спокойно добежать до бункера с моим 30% зарядом, черт возьми. Привет, уточка. О, кстати, я эту уточку уже где-то видел. В любом случае, мы обязательно кушаем. И побежали. Всем здравствуйте! Фу, хорошо, что ничего не поломалось. Будет очень неприятно, если когда-нибудь я приду, а здесь все горит красным. Далее, получается, мы берем костюмчик, тут же его подзаряжаем. Я вообще понимаю, что мне нужно как-то улучшиться, потому что Лолошка об этом сказал. И может быть для этого как раз... Что происходит? Понял. Просто может быть как раз для этого аккумуляторы вот эти понадобятся, которые у меня сейчас есть. Ну-ка, чё ж ты там написал? У орка из воспоминаний был свой бункер. Да, в момент катастрофы он был в администрации, но у него могла быть семья, которая могла в этот момент быть в безопасности. А это значит, в Архее все-таки могут быть выжившие. И если они есть, я обязательно найду их. Так, ладно. На сегодня раздумий хватит. Понял. Так, обязательно все-таки проверим. Ух ты, батюшки. Какая красота. Ой. Новое достижение, разрезая время светом. Я случайно! Ну блин, одну пленочку я просрал. Сори. Проверяем, что у нас здесь. Кто знал, что будет конец света? Да, это, кстати, наверное, самое важное, что мы вычленили из того воспоминания. Это вообще-то один из твоих всех переполошил. То есть, получается, кто-то предупредил все население, что произойдет некая катастрофа. И этот кто-то был эльфом. Этот кто-то никому своего мнения не навязывал. Он просто занимался тем, что считал необходимым. И человек говорит: но ты же не станешь отрицать, что этот кто-то, то есть эльф, просто свихнулся. То есть, получается, кто-то влиятельный заставил всех подумать о том, что что-то скоро произойдет. При этом здесь также говорится: если дипломатические отношения между эльфами и нами не наладятся, боюсь, бункер может тебе пригодиться по совершенно другой причине. То есть, получается, смотрите, у нас на одной стороне есть война, которая вот-вот может начаться, а на другой стороне есть вот этот эльф, который всех предупредил, что как будто что-то может произойти. И многие как бы поверили, но при этом подумали о войне. Потому что об этом, смотрите, даже сказал сам Джон. Может быть, они просто думали о большой войне, которая, по всей видимости, так и не случилась? Нет.
кто-то явно знал, что произойдет именно что-то подобное. Ну ладно, это опять же размышления самого Лолошки, то есть пока что это, ну опять же, догадки. Я не хочу думать о том, что любая мысль Лолошки, она изначально верная. Также не забывайте, я нашел какой-то единичный антидот. Возможно, это что-то вот из этого, да, типа бинты, аптечка, антидот. И скорее всего это просто антиотравление. И давай-ка кое-что проверим. Здравствуйте, Уткар. Что вы хотите сделать? Угу, я хочу построить. Видите. 1. Метеомодуль. 2. Модуль переработки. 3. Модуль пищеблока. 4. Исследовательский модуль. Во, модуль пищеблока. Опять же, вот я бежал от этого здания администрации и понимал, что мне надо. А еще, кстати, модуль переработки. Это, наверное, что-то связано с металлами. Просто необходимо приобрести тем, кто не любит выбрасывать что-то просто так. Этот модуль оборудован сверхтехнологичным переработчиком жоп. Еще раз как? Жирновой обработчик отходов производства. Блин, ну зачем такое придумывать? Ладно, пусть будет. Позволяющий перерабатывать отходы в утиль-сырье для повторного использования. Внимание, запрещено прикасаться к передней, задней, а также ко всем остальным частям работающего жоп. Пальцы и другие конечности в комплект не входят. Я обожаю эти описания, блин. Такое ха-ха просто. Так, пустая схематика. О, кстати, у меня это есть. Пустая схематика у меня где-то было. Сейчас, возможно, даже здесь. Во, пустая схематика. Здесь также нужны кирпичи, то есть это глина. Вот эти всякие водопроводные трубы и так далее. Надо бы завтра постараться закончить антенну. И найти хоть что-то, что даст мне эту чертову надежду. Ага, надежду. Ладно, мы обязательно справимся с этим, Лолошка. Так, ребят, смотрите, я сейчас просто скакал по материалам всяких разных штуковин. И базовый модуль 3-го уровня дальше требует фотолабораторию. Ту самую, которую мы взяли. И если так подумать, то доски это не проблема, андезит это тем более не проблема. А вот это, конечно, уже жопа какая-то. Низковольтный конденсатор. Вот деревянная скоба, это изи. А что такое деревянная скоба? Нажимаем отследить. Задание базовый модуль. Я хочу сделать, конечно. Это позволит использовать более мощные батареи в защитном скафандре. То есть получается вполне вероятно, что это позволит наконец уже апгрейдить скафандр. Дозатор, бункерная обшивка. Вот, деревянная скоба. Серьезно? Андезит нужен, самое тяжелое. Ну, андезит у меня где-то явно был. Возможно, вот там. А вот и он, привет. Ну, тогда сейчас сделаем. Короче, собрал абсолютно все ресурсы, кроме одного. 2 низковольтных конденсатора. Здесь понадобится гребаный редстоун. А у меня нету этого гребаного редстоуна. Типа, да, я когда-то его нашел в сундуках, и все, запасы закончились. Мне срочно нужно найти залежь. Пожалуйста. Может быть, даже, кстати, алмазы найду. Вот это будет прикольно. Нет, что? Тут механика такая, что у меня нету, кислорода, но при этом в воде у меня просто быстрее тратится заряд. Очень круто придумали, кстати, реально очень. Это же логично, учитывая, что у меня же в любом случае скафандр надет. Вот эти ящики что-то дропают. Окей. Фига себе фартануло. 4 алмаза. Реально? Ни хрена себе. Просто 4. Ой, тут 3-й уровень радиации. Тихо. Обалдеть, вот это реально фартануло. Подожди, а алмазная кирка? Ну-ка покажи мне себя. Сила 20, ловкость 20. Ну, многовато. До такой прокачки я еще не знаю, когда дойду. Но вот, кстати, еще железо добываем по-любому. Бляха, я только сейчас понял, а чё я продолжаю копать-то? У меня 20% заряда, а мне еще выбраться наружу надо! О, нет, у меня паника, у меня основательная паника. Так, косточки, кстати, это же тоже очень хорошо, это очень редкая штука. Давай, они как удобрение. Куда? Откуда я прибежал? 19%, пожалуйста! Нет! 13%! Пожалуйста! Нет! Нога! Нет! Пожалуйста! Я умоляю тебя, Лолошка, ты придурок. Ты почему мне не сказал, что тебе надо уже идти отсюда? Черт. Так, аккуратно. 10%. Умоляю, скажи мне, откуда я прибежал, по-моему, вот отсюда? Да. 10. Нет. Тут нужны лестницы.
Долбаные лестницы! Вот там я поставил... Хорошо, тут есть лестницы. Ой, как же я себя обожаю прошлого. Если бы сейчас не лестницы, возможно, было бы ужасно. Все, 8%. Какая у меня паника. Сейчас бы опыт просрал, все эти ресурсы куда-то там в лаву упали, либо просто пропали. Снимаем, обязательно заряжаем, ресурсы убираем, переплавлять не забываем. И 2 низковольтных конденсатора получаем. Все, остается только 1000 опыта. У меня сейчас 490, и да, я запомнил, что для улучшения модуля нужно именно 1000. О, кстати, вот сюда зайдем. Привет, ага, похилились. И вперед за новыми свершениями. Мне нужно 1000 опыта. Та-дам! 1122 опыта. И вопрос. Если прямо сейчас вот эту затхлую капусту я уберу в холодильник, то... В холодильнике еда тоже портится? Это просто пиздец. Я не знаю. То есть, как бы она просто медленнее портится, да? О, ужас, как мне хранить еду? Мне реально нужны консервы, мне нужен пищевой модуль. Как бы то ни было, дамы и господа, базовый модуль 3-го уровня, улучшение успешно! Я уж думал, не будет катсцены. Мы же улучшаем, получается, вот эту комнатку, точно. То есть чисто сам я не смог бы поставить эту фотолабораторию, да? Так, а ну-ка пленку не тратим. Куда? Так. Скажешь что-нибудь? Лолошка? Блин, ничего не скажешь, серьезно. И подожди, что в итоге? Лампочки какие-то появились, да? Больше освещения. А где улучшение костюма? Как костюм улучшать? Я не понимаю. О, что это? Это было? Ладно, это было или не было, неважно, все равно не нажимается. Я не понимаю, как улучшать костюм. Я думал, у меня тут что-то появится. Насчет улучшения скафандра, как будто пока что нельзя этого делать, да? Ну ладно, поживем, увидим, как говорится. А на этом будем постепенно заканчивать. Кто-то знал, что подобная катастрофа грядет. А если кто-то знал, значит точно в этом мире есть выжившие. Во всяком случае, если эта катастрофа не смогла проникнуть в бункер. Потому что я-то уже появился после катастрофы. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Я много раз говорил про то, что это буст мотивации, но сейчас бы я хотел отдельно поблагодарить за это, потому что я заметил, как многие люди как будто соединились, не то слово подобрал, скооперировались, и в условиях замедленного ютуба на вот эту просьбу реально начали реагировать чаще, что ли. Поэтому спасибо большое всем тем, кто на вот эти слова про подписку, про лайк, про комментарий, ну, не забивает, не плюет на это. Благодаря вам продолжает жить YouTube. Спасибо! А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и продолжение воспоминаний, а также фотоаппарат и базовый модуль 3-го уровня. Всем удачи, всем пока! Пока! Вышла из строя система очистки воздуха. Возможные последствия для жителей — смерть. Как быстро тратится заряд! Черт! Что делать? Прям все, что нужно для антенны, у меня есть. Наверное, пора выбираться отсюда. Так, меня напрягает эта катсцена. О! Черт возьми! Ой-ой-ой, дамы и господа, кажется, я окончательно заряжен на окончательное создание антенны. Напомню, мы выяснили нечто важное. Кто-то в городе, а именно какой-то типа шизанутый эльф, знал, что грядет страшная беда. Исходя из диалога между этими тремя, становится понятно. Да, бункеры поставили из-за подготовки к войне людей и эльфов, но есть и причина, которую опять же пытался донести до горожан какой-то типа шизанутый эльф. Но мы-то понимаем, что он был далеко не шизанутым. Как много жителей ему поверили, узнаем, если найдем хоть какой-нибудь бункер. Вперед за антенной! А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы, казалось бы, создаем антенну. А если серьезно, то подвалы, дети без скафандров, воспоминания, обсуждение войны и непонятного якобы шизанутого эльфа. Все это приводит нас к пониманию, что без других бункеров мы далее не продвинемся. Нам нужна эта чертова радиолокационная антенна. Кустарно изготовленная. Должна работать.
Должна же... Ну, надеемся. А вообще, друзья, у меня прямо в начале серии шикарные новости. Оказывается, скафандр, который все это время мы используем с первой серии этого сезона... Итак, утро. Снова эти гудящие лампы и шум системы Уткар. Подумать только, я действительно привык к идее, что этот бункер мой дом. И я привык к этой идее раньше, чем узнал, что здесь произошло. Ладно, это ничего. Зато я чувствую, что сегодня мой день. Я же смог узнать, в каком мире нахожусь, а значит смогу и все остальное. Сейчас вот доделаю антенну, найду выживших, и все наконец-то станет понятно. Осталось только разобраться, где искать оставшиеся ресурсы. Да, это все правильно, но хорошие новости. Оказывается, прокачка нашего базового модуля прокачивает скафандр. Но прокачивает его, скажем так, базово. Типа, да, на скафандре все еще написан уровень 1. Но мы его надеваем. И прямо сейчас сравните, как тратится заряд с первой серии этого сезона и с этой серией. Во, видите? Насколько же медленно стало тратиться и насколько быстро было. Разница колоссальная. И это при том, что у меня скафандр все еще 1 уровня. Просто мы улучшаем базовый модуль. Давай-ка, наверное, сразу проверим, что там надо для 4 уровня. И это... подожди, реально? Высоковольтный кабель, ну это есть. Бункерная обшивка Easy. Тут даже опыта нужно меньше, чем в предыдущий раз. Дозатор предметов, вот это, наверное, самое тяжелое. Опять нужен электронный компонент. Но у меня он есть, поэтому не проблема. Наверное, сейчас самое тяжелое это опять же еда. Потому что сколько бы я ни выращивал эту капусту, какая разница? Она же все равно портится. Короче, в любом случае кушаем. Так, ладно, все, хватит, ложка. Надо подумать, как градостроитель. Обычно в городах в центре располагается деловая или историческая часть, да. Потом вокруг идет элитное жилье, а дальше уже промышленные и спальные районы. Это, конечно, не всегда так, но чаще производство пытаются перенести из центра, чтобы воздух не загрязнялся. Я уже выяснил, мой бункер явно не в центре. Я обошел почти все здания вокруг. Но... черт. Город не может обходиться без промзоны. А значит, промзона должна быть на другой стороне города. Наверняка там есть промышленный сектор. Склад, завод, цех. Если я пойду туда, то, возможно, найду нужные детали. А после создам антенну. Но... блин. Надо постараться найти максимально безопасный путь. Мой костюм не выдерживает толком даже 2 уровня опасности. Было бы здорово как-то улучшить его. Но пока таких технологий я не знаю. Могу разве что увеличить длительность заряда. Это, кстати, полезная мысль. Не, ну я могу в целом. 4 уровень не такой дорогой. Так, бункерная обшивка. Вот это что такое? Чего? Камнерез нужен? По сути, это какое-то темное бревно, которое делается в коптильне. Реально... Ой, первый раз такое делаю. Ладно, камнерез, далее доски. И что, просто закинуть? Нет, нажать? Да, вот нажимаем. И полочки. Ой, так тут оказывается разная мебель. Но нам нужно вот это, ровно 16. Спасибо. Блин, жалко, что за это опыт не дают. Объединяем со всем остальным и... бам! Улучшение. Да, ох, нифига себе! Слушайте, что-то я прям разогнался. Но я явно это не зря сделал, правильно? Там цветочек даже появился, видел. Ну теперь-то костюм, наверное, прям бомбочка. Да уж. Я знаю более-менее безопасный путь до вышки связи. Наверное, если я пройду примерно столько же дальше, в другую часть города, и погуляю где-то там, то, может быть, смогу найти необходимые спирали? Звучит как неплохой план. Черт, кого я обманываю, это ужасный план. На каждом этапе столько всего может пойти не так. Если мой костюм разрядится, когда я буду там, на другом конце города, где гарантии, что я смогу доползти до бункера? О, привет. Что, пришел сказать, что если все пойдет не так, то ты спасешь меня, да? Если нет, то я бы предпочел, чтобы ты исчез, если честно. Я и так на взводе, а твои непонятные появления не способствуют моей стабильности. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Да, понял. На мои пожелания тебе, как обычно, плевать. Зачем ты вообще тогда исчезаешь? Зачем появляешься? Ждешь удачного момента забрать меня в свою тюрьму за то, что я переместился во времени? Знаешь,
У меня нет никакого желания пытаться интерпретировать твои гляделки. Раз других идей нет, ты тоже ничего не предлагаешь. Придется осмотреть новые территории города. Надеюсь, мой костюм выдержит путешествие. Выдержит, но не выдержит холодрыгу, который дает смотрящий, черт возьми. Реально, я чуть не окоченел. Если смотреть на него, то, да, становится холодно. Если взгляд отвернуть, то в целом нормально. Ладно, я тогда вот это, наверное, возьму. Сейчас немножко согреюсь и на всякий случай возьму еды. Да, я понимаю, что сейчас это единственная пища, которую я могу употребить, а все остальное превратится в гниль. Но, тем не менее, это хоть что-то. Фу, все, нормально. Погода хорошая, костюм заряжен, я сыт. Что же может пойти не так? Знаешь, Лолошка, кажется, я знаю, что может пойти не так. Мы не взяли батарейки. Экстренный аккумулятор. Вот теперь 100% выходим. И как быстро у меня тратится? Уху, как медленно. Реально, заряд прям супер медленно тратится. Но мне нужно в ту сторону. Вышка где-то там. Итак, сейчас наиболее безопасным путем до вышки. Потом от вышки дальше. А там... ладно, просто посмотрим по ситуации. Согласен. Все будет нормально, не парься. Не, ну главное, опять же, консервы. Если найду хотя бы одну... Вот, кстати, партиклы показывают, куда бежать. Найду хотя бы одну консерву, будет шикарно. Главное, что мы взяли аккумулятор, отмычки, кирку. И все эти вещи явно, если что, мне помогут быстро откуда-то выбраться. Или, наоборот, задержаться. Так, ничего, родная. Скоро мы тебе последнюю антенну поставим. Не волнуйся. А там и выживших найдем. Давно пора пробраться в новую часть города. Это что, туда? Блин, вышечка моя вышечка. Так, вот это все я смотрел. Погоди! Тут можно же подняться наверх. Это, конечно, не очень удобно, потому что надо вот как-то цепляться за решеточки. Ага, я не знаю, ну, на всякий случай посмотрим. О, серьезно? Не зря. Реально не зря. Аптечка, спасибо. С высоты птичьего полета я не вижу никаких партиклов. То есть, вроде как... не, партикл. Во, так, а куда он ведет? В ту сторону или в ту? Просто я, знаете, очень боюсь там 2-го, 3-го уровня радиации. Вот если я сейчас туда пойду. Где партикл? Вот он, партикл. И чё, куда ты ведешь-то? Во-во-во. Так, ты погляди, какая красота. Подожди-ка. У меня тут как раз отмычечка-то набралась. Опа! Сейф с драгоценностями? Слушайте, вот золотая монета звучит как что-то, что мне понадобится. Стопка золотых монет, просто золотая монета. Ладно, я это все возьму. Хотя, подожди, а зачем я это беру? Чё я туплю? Пусть это пока что здесь и лежит, потом заберем. То, что здесь есть листовой металл, это шикарно. Но все, мы просто запомним. А теперь побежали вот сюда. Так, пока первый уровень. Радиации нет. Страшно. Вот тут еда, может быть, консервы какие-нибудь. Здесь продавали ювелирку. Это не продуктовый, но при этом взять нечего. Медпакет. Еще аптечка, спасибо. Эй, ребята, всем привет. Спасибо за еду, спасибо за всякие металлы. А есть тут консервы какие-нибудь? У меня просто капуста, скоро все того. Партиклы тем временем показывают куда. Так подожди. То самое городское здание, где мы были в предыдущей серии. Но Лолошка хочет пробежать дальше. Вон, партиклы показывают еще вперед. Что-то прям вообще паника, на самом деле, от того, что мы так далеко от бункера уходим. Опасность 3-го уровня. Мой костюм долго терпеть такое точно не сможет. Значит, либо налево, либо направо. Либо налево, либо направо. А какая разница? Не, ну пойти назад мы не пойдем, потому что зачем? Давай направо? Тут выбор, как монетку подкинуть. Пока не проверю, не узнаю. Мы катсценой пойдем. Давай, Лолош! Да, смотрящий, привет. А куда мы в итоге убежали-то? Я сейчас не пойму, где мы находимся. Да ладно. Неужели мне наконец-то повезло? Я действительно нашел промзону. Так, у меня еще заряд есть. Блин, жалко, что никто не подскажет, куда именно идти. Ничего. Мы убежали. Вот, блин, у меня даже карты нет. Где бункер? Мы находимся, ну, типа, далеко. Кстати, это здание выглядит довольно индустриально. Трубы, ангар. Такие я еще не обыскивал. Может быть, все-таки повезет. Попробую заглянуть внутрь. Так, отлично. Лолошка сам додумался, куда идти, но подожди. Вот это вот. 4-й уровень! Фу! Минус 10% за 2 секунды! Это просто
Бляха-муха, ладно. Сухие листья зеленого чая. Хорошо. Не свежие, но поедим. Сытость, правда, не то, что восстанавливает, но ладно. Так, давай, куда? Вот здесь? Привет. Игрушечная крыса. Блин, ничего не осматривается. Ну вот это, наверное, можно поломать, я правильно понимаю? По-моему... А, у меня стальной кирки нет. А, черт! Где же мне стальную кирку-то взять? Привет. Что-то тут работает. Hello? Уф. Жесть какая. А тут есть медные спирали или что-нибудь крутое? Качество, бла-бла-бла. Нажмите твердый знак. Пром, зельеварка, статус, выкл 2.67. А, ну вот сундук, кстати. Медный слиток. Железо по-любому забираем. Прям при любых обстоятельствах железо берем только так. Еще железо, хорошо. Алюминиевый слиток, высоковольтный кабель, ну допустим. Далее у меня тут уже гниль появилась, что-то поломалось. И тут можно подняться. О, интересно. Всем привет, ребят. Что это? Бандана. Блин, слушайте, лекарства как-то меня закидывают лекарствами. Меня немножко это уже начинает напрягать. Зачем? Зачем мне так много лекарства? Мне что, бить хотят? Вообще, Ложка прокомментировал здание с трубами. Может быть, здесь можно как-то обойти? Пока что я вижу первый уровень радиации. На всякий случай, ну мало ли. Да, смотри, там реально что-то есть. Ой, картина какая-то. Здание... с сундуком. Да, я понял. Короче, наверное, мне нужно пройти здесь, и там будет какая-то дверь. Но я, опять же, не упущу возможности посмотреть всякие ящики. Да, смотри, высоковольтный кабель, свинец. Олова не надо, лампу берем. Да, вот здесь можно подняться наверх, поэтому мы обязательно это делаем. Привет, ящик. Уф. Фига себе, сколько досок. Я, конечно, не знаю даже, куда это сложить, но давай, наверное, вместо грецкого ореха. Короче, какое-то лекарство тоже пока что уберем. Здесь еще доски, еще железо. Благодарю. О, консервированный суп, нямка. А это еще что такое? Прошу прощения. А! Ой, что это? Горючий 2. Так, то есть, если меня подожгут, то я буду гореть жестко, да? Ладно. Это что-то интересное. Я, честно говоря, даже захотел узнать, что это. Верстак ставим, ведро бахаем. И это биодизель. Надо запомнить. По-любому надо запомнить. Ведро даже специально здесь оставлю. Больше в этом здании я ничего не нашел, никаких проходов. Так, а если обойти, кстати, с этой стороны? Опа. Ой. О, все так аккуратно, будто рабочие разошлись на обед. Ладно, ищем эти проклятые спирали. Может быть, кстати, внутри такого станка найдется спираль? Они же не только для антенн используются, правда? Слушай, да, ну ё-моё, а чё пила такая шумная? Капец, мне страшно, она же меня по-любому разрежет, да, за секундочку? Пипец. Вот это возьмем, это заберем. Тихо, пила, не пугай меня так. Медная спираль, еще раз. Может быть, внутри такого станка найдется спираль? Какого станка? Вот этого? Я вижу, что оно ломается. Оу! Ладно, окей. Это намного круче, чем я представлял себе. Где спираль? Какая-нибудь спираль? Нет? Не повезло, не фартануло. Я просто вижу, здесь много годноты выпало. Моток средневольтного провода. Это делается с помощью электрума. А у меня такого тупо пока нет. Да, наверное, все-таки консервированный суп мы съедаем. И смотрим, что у нас еще здесь. О, боже, как много годноты. Ладно, прости меня, аптечка. Мне придется с тобой попрощаться. Ровно так же, как и с изумрудами. О, стальная пластина и куча стали. Офигеть. Как бы я хотел это все унести, но у меня просто проблема с местом. Конденсатор по-любому берем. Это редкая штуковина. Здесь он... Спираль! Что? Батюшки! Стоп! Место. Сейчас, свинец, прости. Спираль. Бога ради. Поверить не могу. Это действительно медная спираль. Так, сколько мне там нужно? Уверен, тут хватит станков. Надо только поторопиться. Блин, ты так говоришь, как будто до этого не находил спирали. Мы 2 спирали нашли в подвале. Ну, кстати, помните, у нас был выбор либо пойти в подвал, либо не пойти. То есть, получается, если бы мы не пошли, то мы бы не нашли 2 спирали. В любом случае, давай-ка на всякий случай, наверное, реально поломаем. Или потом. Или сейчас, или потом, или сейчас. Прости, высоковольтный кабель, прости, железо. Обязательно используем экстренный аккумулятор. Спасибо. Урановая пластина, это явно дорого. Оставляем. И ломаем еще один механизм. Бога ради, дайте мне на все это про все место.
Как много годноты! Я не могу в это поверить! Ладно, я пока, наверное, прям все сложу в этот сундук. Я уже не могу думать, что оставить, а что нет. Даже катушка выпала, которая, по-моему, используется, вот, в суперконденсаторе. А еще выпал стальной корпус, 2 штуки. Давай тогда мы возьмем то, что точно понадобится. Катушка, стальной корпус, медная спираль. Далее, если я поломаю, например, вот этот станок, выпадет что-нибудь интересное? Да, конечно, как может не выпасть, ты погляди на это. Даже тяжелый металлопрокат. У меня даже сундук заполнился. О чем тут говорить, когда сундук переполняется? Нам нужно второе место для хранилища. Вот, найдено. Уберем пока что кирку сюда. Уберем фотоаппарат, наверное, черно-белую пленочку. Да и в целом все, что мне мешает подбирать другие вещи. Уточка. Кстати, я заметил, что эти уточки просто... О, уточка. Что, блядь? Я по ним мог нажимать? Охудеть! Просто коллекционный предмет 1 из 100? Чего? Реально? Прикольно! А я еще как раз хотел сказать, что они постоянно везде раскиданы. Я их вижу просто на каждом шагу. Прикольно. Подожди. И поставить обратно уже не могу. Я ни в одном сезоне такого не помню, чтобы мне дали что-то вот такое коллекционное. Ладно, в любом случае, можно еще станок поломать. Давай! Я, блин, сейчас буду самым богатым. Все убираем. Так, подожди, а что ложка-то сказал? О, уточка. Ты продолжишь? Забавно, что именно утка-помощник оказалась моим первым и единственным собеседником. Ну, если не считать Джона. Возьму с собой эту уточку. Поставлю на полку. Блин, это вау! Прикольно! Мне так пока что нравится вот эта вся геймплейная механика, все эти геймплейные плюшечки, финти-плюшечки в этом сезоне. Могу нахваливать, походу, бесконечно. Короче, как вы понимаете, у меня тут проблема-дилемма. Я хочу взять все, потому что все это годнота, но места тупо нет. Ой, погоди, а это тоже можно поломать, да? Ой, блин. Ну... Нет, ладно, я пока, наверное, вот это ломать не буду. Или... Нет, я буду, конечно! Шо я туплю? Это никому не понадобится! Сюда! То-то же! Почти 3 заполненных хранилища! Ну вот теперь я точно должен понять, что мне нужно взять. Стальной корпус без исключения берем. Катушка медного провода. Создается в целом легко при помощи... Вот таких вот всяких других катушек. Поэтому с каждого сундука мы берем абсолютно все, что добыли. Итого 14. Найс. Так погоди, я и вот это могу поломать, да? Долбаные бензопилы, а ну-ка хватит. Не шуметь. -1 и еще 1. До свидания. Мои уши сейчас в кайфе. Я так устал это слушать. Но получается, сейчас у нас будет еще больше сундуков забитых. Я правда не знаю, как это все потом в бункер переносить. Типа, это... 1000 ходок нужно сделать. Итак, еще раз. Моток низковольтного провода берем. Стальной корпус берем. Катушка, медная спираль забираем. Конденсатор на всякий случай. Далее, по-любому, тяжелый металлопрокат. И я бы на всякий случай забрал всю сталь, которую здесь найду. Не стальную пластину, наверное. Хотя нет, стальную пластину тоже. Ну, грех не взять сталь, ребятушки. И фотоаппарат надо тоже забрать. Сталь берем, сталь берем. Вместо железной пластины берем просто железо. Остаются только мотки высоковольтного провода. Смотрите, не высоковольтный кабель, а именно моток высоковольтного провода. Это немного другое. Так уж получается, что этот моток нужен для катушки, а катушка для суперконденсатора, который позволит сделать радиолокационную антенну. Ощущение, что я взял все, что мог. Ну, то есть не то, что все, что мог. Кажется, я все собрал. Да, вот. Мне тоже кажется, что прям все, что нужно для антенны, у меня есть. Наверное, пора выбираться отсюда. Так обидно, конечно, все эти вещи там оставлять. Это просто капец, беда. Так, меня напрягает эта катсцена. Что такое? Черт возьми! Что происходит? Черт! Фу! Живой! Почему мне так не везет? Сначала меня завалило в подвале, теперь тут! Но в этот раз меня еще и чуть не придавило. Если бы я не услышал скрип перекрытий. Да уж, если бы не услышал, был бы уже мертв. К счастью, стены здесь не крепкие, и я могу просто проломить их. Поэтому завал меня не сильно задержит. Да нет, ложка задержит. Подожди, а что происходит? Подожди, смотри, меня двигает. Смотри, я ничего не делаю, ребята, клянусь, я ничего не делаю, меня двигает.
Что происходит? Ладно, я не знаю, вообще ничего не вижу, кстати. Какая-то резко пустыня началась. Так, давай-ка, наверное... Что? Подожди, а где мои вещи? Это какое-то другое здание. Стоп! Я в другом месте! На всякий случай хочу проверить. А мои вещи-то остались? Мои вещи... Во, мои вещи остались, да. То, что мне нужно проломаться, это, получается, надо взять кирку, да? Сейчас, давай экстренный аккумулятор. А, подожди. Наверное, просто визуальный баг, у меня заряд не показывается. Я сначала подумал, что у меня просто заряд бесконечный. Ну тогда, наверное, я экстренный аккумулятор использую 2 раза. Все, заряд 70%. Железную кирочку берем. Куда тут идти? Что там за звуки, бога ради? Ощущение, как будто там жесткий ветер. Ну естественно. Начался настоящий пылевой шквал. Великолепно. Как будто мне было мало неприятностей. Черт, надо выбираться отсюда да побыстрее. Костюм вроде бы справляется, но электроника отключилась. Это не визуальный баг, то есть реально отключилась. Я теперь не вижу заряд. Понял, хорошо. Реально, это просто шторм какой-то. Давай, ложку, у тебя все получится. Тебе нужно донести эти вещи. Надо создать эту долбаную антенну. Прошу тебя. Так. О, добрался. Я добрался. Живой. Немедленно, срочно, немедленно ставить костюм заряжаться. Это писец. Сейчас, да, конечно. Я, наверное, вот это сейчас уберу, да? Фотоаппарат. Далее нагрудник. 0% заряда-то, по сути. Нет. Нет, только не говорите мне, что что-то опять сломалось. О, нет. Ложка, тебе что, тяжело дышать? Какого черта? Нет. Нет. Что? Тепличный модуль, воздух. Воздух. Внимание! Вышла из строя система очистки воздуха. Необходимо срочно отремонтировать кислородный генератор. Он расположен в верхней части надземного вакуумного отсека Уткар. Ваше бездействие приведет к отказу кислородозависимых систем и неизбежному проникновению внешней среды во все модули бункера. Возможные последствия для жителей: асфиксия, тошнота, головокружение, кислородное голодание и смерть. Да, я понял. Я понял. Так, ладно, хорошо. Главное, не паниковать. Что там говорил помощник? С модульной системой справится кто угодно. С прошлой поломкой я же справился. Значит, и с этой справлюсь. Надеюсь, костюм успел подзарядиться. Надеть. Как быстро тратится заряд! Черт! Что делать? Плевать. Выходим. Здесь медленнее тратится, да? Да. Здесь заряд даже медленнее тратится. Проклятая пыль! Уверен, именно из-за нее полетела система очистки воздуха. Почему, в каком бы времени в Архее я не находился, он все время пытается убить меня? Это точно мой родной мир? Да слушай, если тебя пытаются здесь убить, конечно, ты посмотри, какая здесь метель. Как мне починить это все? Если у нас поломалось где-то здесь... Вот. Очистка воздуха. Возможно, она где-нибудь, кстати, на крыше. Сейчас проверим на всякий случай. Привет. Вот. Починить кислородный генератор. Вы издеваетесь, высоковольтный кабель. Вы издеваетесь, у меня нету этого! Черт, это именно то, что я не взял. 24%. Сейчас побудем героем, ребят. Надо поесть еще. Пожалуйста. Мы выживем, ложка. Мы просто обязаны выжить. Все будет хорошо. Тут очень быстро тратится. Понимаю. Берем. Все. Сталь. Как хорошо, что я взял сталь. Как же хорошо. Я просто обожаю себя. Все нормально. Далее, наверх. Долбаная метель. Успокоимся. Сейчас всего лишь один провод починит всю систему. Починить. Все, вроде бы починил. Так, здесь больше ничего. Здесь на всякий случай запустить вентилятор. Все-таки не зря проверяю. Запустить вентилятор, хорошо, второй. Далее какой-нибудь, вот еще, третий вентилятор. Ой, вот это как будто какой-то... не, нормально. Так, это был 4-й, и все, да? Вот еще 5-й. 6-й. Все? Получилось? Надо срочно пойти проверить. Ребята, я вообще в шоке с этого сезона. Меня тут реально все пытается убить. И это так круто сделано. Типа, я, наверное, впервые доволен тем, как меня пытаются убить. Сори, но это правда круто прям. Мне доставляет удовольствие, как меня тут шмонают и пытаются в грязь лицом закопать.
11% заряда. Все? Оно работает? Боже, оно работает, оно работает. Муа, бункер, муа, муа, мой любимый, муа. Как же я тебя люблю, Уткар, спасибо за помощь. Какая у меня паника тут реально на ровном месте начинается иногда. Так, кстати, вот эти полочки. О, получить награду? Я, кажется, понял. Это вот эти уточки. Типа я могу... Сейчас. Да! Реально! Резиновая утка. Знакомое лицо, мой единственный собеседник. Так, теперь давай проверим, что утка расскажет. Система восстановлена. Уровень загрязнения воздуха незначительный. Фух, ну и слава богу. Ура! Мне будет чем дышать. Как легко, оказывается, меня порадовать. Фух. Ладно, пока наконец наступило затишье, нужно заняться антенной. Наконец-то я собрал все необходимое. Да, кстати, точно. Нагрудник снимаем, заряжаем. Типа, мне сейчас нужно просто это объединить, да? Вот, суперконденсатор. Электронный компонент, я помню, у меня где-то там валяется. Ну, и, кстати, у меня 1250 опыта появилось. Откуда? Или может быть за уточку, кстати. Может быть реально за то, что я нашел утку. Ладно, если что, потом узнаем. Главное, электронный компонент. И, кстати, катушка высоковольтного провода у меня, оказывается, уже была. 9 медных спиралей. Пипяу, чикиряу, спасибо. Значит так, объединение пошло. И та-дам! Суперконденсатор. Никогда еще не был счастлив обычному крафту. Вот настолько сильно счастлив. Я тут реально прям чуть ли не плясать готов. Возможно, по моему голосу не скажешь, но я пипец доволен. Далее медные спирали, суперконденсатор, стальной корпус и тяжелый металлопрокат. Вот оно, радиолокационная антенна. Ну-ка. О, нифига она огромная, оказывается, какая. Я-то думал, она маленькая. Она прям, ну, здоровая. Не зря мы все это собирали, не зря. Мне очень нравится, на самом деле, как сценаристы в этом сезоне подходят к... Что такое? Что ты понял? Короче, как сценаристы подходят к масштабам. Типа, какие-то предметы, они теперь уже не просто какие-то вещи, которые я там могу взять в руку, да? А они буквально как огромные 3D-модели. Выглядит вообще не так, как антенны на вышке или антенны на картинках в книге. Как же я надеюсь, что она сработает. Но проверять в такую погоду я точно не смогу. Хотя бы бункер теперь справится. Фильтр-то обновлен, да? Все, плевать. Мне нужен отдых. Нервы и так на пределе после сегодняшних событий. Зато я сделал 2 больших шага вперед. Починил фильтры бункера и закончил антенну. Завтра попробую включить ее. А также попробую найти другие бункеры, в которых обязательно будут выжившие. И все будет обязательно хорошо. Да, обязательно, лол-ложка, обязательно. Вообще, я невероятно надеюсь, что вещи, которые я оставил в тех сундуках, я смогу забрать. Потому что там так много годноты, так много. Да мы же сможем прокачать все, что угодно. Пока что остатки куда-нибудь сюда. Черно-белая пленка, фотокамера. Стоп. А где фотокамера? Нет, а куда я дел камеру? Нет, не говорите, что я ее где-то там оставил. Нет, пожалуйста, скажите, что она здесь. Да, все. Фотоаппарат. Фу. Так, вообще, мне нужно сейчас еще придумать, как бы решить проблему с едой. Опять, видимо, за капустой идти. Ну, а что поделать, погнали. Здравствуйте, опять 64, меня радует, что это каждый раз именно такое число. Кушать можно бесконечно, хоть и долго. Давай также на всякий случай проверим медотсек. Если я сейчас зайду, у меня мозги восстановятся. Я просто задавался этим вопросом еще в предыдущих сериях. И в итоге... Нет? Блин, нет, это так не работает. Только тело восстанавливается. Ну ладно. У меня сейчас есть 1 очко генома. Можно на что-нибудь потратить. Вы передвигаетесь на 20% быстрее, если не носите броню. Да. Все. И... Во! Имба! Не зря прокачал, ты погляди, какой быстрый теперь. И в итоге это не скорость, то есть это просто именно баф персонажа. Но если я надеваю костюм, то получается я замедляюсь, правильно? Ну-ка. Да, я немножко замедлился. Обидно, конечно, но в пределах бункера я теперь буду быстрый. Это прям очень удобно. Радиолокационную антенну уберем куда-нибудь сюда в инвентарь. Далее, надо что-то сделать с этими вещами. Например, разложить их. Если что, пока что медная спираль больше ни для чего не нужна, но ощущение, что может пригодиться, раз мне дали так много. Ну, либо, знаете, там, с запасом, если потеряю. Эй, Уткар, привет. Я хочу посмотреть, что могу сделать. Видите, 1 метеомодуль, 2 модуль переработки, 3 модуль пищеблока, 4 исследовательский модуль.
Во-во, модуль пищеблока. Еда, мне нужна еда. Так, железо. Вот железом, кстати, решили проблему более-менее, добыли много. Далее, лампа есть, кислородная труба и водопроводная труба есть. Высоковольтного кабеля у меня теперь закачаешься как много. И мне надо только, ну не знаю, бункерная обшивка, наверное. Но это опять много железа, то есть все-таки железа мне не хватает. Вот самое обидное, как бы много я не добывал, у меня сейчас 28. Ах, мне нужно примерно стак. Или 1,5 стака. Короче, что будет, когда мы установим радиолокационную антенну? Найдем ли мы другие бункеры? Найдем ли мы других выживших? Узнаем уже очень и очень скоро. Если точнее, в следующей серии. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Не забывайте ставить лайки. Как вы понимаете, грядет нечто важное. Спасибо большое за вашу поддержку. Я в который раз произнесу. Благодаря вот этому замедлению Ютуба, скажем так, или вопреки замедлению Ютуба, люди как будто скооперировались и на вот эти просьбы про подписку и лайки начали больше реагировать. Спасибо вам большое, ребят. Правда, огромное спасибо. Но если вдруг вы все еще не подписаны или вообще там ни разу лайк не ставили, надеюсь, вы будете тем самым человеком, на которого тоже снизойдет это озарение, что... Только благодаря аудитории YouTube еще жив. Благодарю в 3-й раз. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, пустыня, нехватка кислорода и, наконец-то, антенна. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Установить антенна. Поверить не могу. Моя антенна даже выглядит не так уж и плохо. Главное, чтобы сработала. Пожалуйста, хоть бы получилось, хоть бы получилось. Поиск бункера в радиусе 10 километров. Соединение установлено. Обалдеть, радиолокационная антенна. Штуковина, ради которой я ломал все в округе и ломался сам. Дамы и господа, пора наконец-то узнать, где другие бункеры и есть ли хоть где-то другие выжившие. Начинаем поиски. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы лишние вопросы не задаем. Да, действительно, какие к черту дети без скафандра? Какие там смотрящие, городские воспоминания? Нам не до этого. Я в предыдущей серии чуть не погиб от поломки бункера. Но все-таки самое главное, я создал радиолокационную антенну. Напомню, именно антенну мы можем использовать, чтобы починить вышку связи и наконец-то найти другие бункеры. Как же я надеюсь, что все пойдет по плану. Так, короче, я помню, что сейчас на улице у нас жесткая песчаная буря, поэтому обязательно ложимся спать. По идее, не обязательно досыпать, просто встаем с кровати. И после этого у нас... Доброе утро, Лолошка. Когда встал, тогда и утро, верно? Главное начинать день с позитивными эмоциями. Ладно. Сколько дней моим главным собеседником являюсь я сам? Я же совершенно потерял счет времени. Может быть, кстати, у помощника спросить. Когда я спрашивал в последний раз, он вроде говорил... второе Мостоса. Да, было такое, кстати. И в газете тоже написано второе Мостоса. Не совсем понятно, как газета датирована тем же днем, в котором я жил. Ну, типа, только если год другой. Так, давай на всякий случай реально спросим. Что вы хотите сделать? Я, уточка, хочу спросить, какое число у нас? Какое число? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Какое сегодня число? Вот так, да, какое сегодня число? Второе Мостоса по общему календарю. Введите 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Подожди, что? Второе Мостоса? За кучу дней ничего не поменялось? Это... Стоп. Что? Тут либо сейчас я схожу с ума, либо календарь помощника поломался. Ладно. Поскольку другое мнение мне не то чтобы получить, буду считать, что дело в помощнике. До тех пор, пока я не начал разговаривать с мечом или какой-нибудь головой манекена, я буду считать себя нормальным. Ладно, в любом случае, я наконец-то доделал антенну. А значит, скоро моему одиночеству придет конец. Надеюсь, пылевая буря закончилась. Ну, слушай, Лолошка, ты главное мозгами не плыви. Второе Мостоса вполне реально это просто,
программа залагала. Я сам в это не то чтобы верю, но сейчас у нас есть радиолокационная антенна. Надеваем. Заряжен. Отлично. Ну конечно. Решил проводить меня, да? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Да, спасибо. Эти диалоги-монологи. Давай, иди отсюда. Костюмчик надеваем. Так, ты появишься? Ага, как обычно. Не, ну нам, по идее, ничего такого сейчас не надо, кроме радиолокационной антенны. Разве что поесть взять. Да, капуста. С каждым разом бегать туда-сюда становится все утомительнее и утомительнее. Но, тем не менее, капуста здоровая. Обязательно кушаем. О, какой вид, а. Я бы даже сфоткал, но, если честно, оно и так уже как картинка выглядит. Неподвижное и мертвое. Даже неприятное. Ну, ничего. Ты, опять же, главное, мозгами не плыви, не думай себе всякие плохие мысли, окей? А, погоди, я не туда иду? Получается, антенна в той стороне. А вообще, кстати, фотик-то у меня есть. Вот он, фотоаппарат, у меня пленка 1 из 16. Могу ли я реально сфотографировать? Может быть, на это Лолошка что-то скажет? Давай, типа, огромное солнце. Опа! О, не знаю зачем, но пусть будет. На память. О, реально? Сказал. И в итоге как мне посмотреть? Пока что никак. Мне нужно сначала в лабораторию отдать эту пленку. Итак, вот у нас библиотека, а вот ГВС Уткар. Там координаты, я не помню уже чего, я поставил метку. Возможно, это административное здание, но нам нужно четко посередине, куда-то в эту сторону. Итак, Лолошка, соберись. Мысль о том, что я смогу найти других живых существ, просто воодушевляет. Надо поторопиться. Поторопимся, конечно! Сейчас главное, чтобы этот уткар не поломался. Ну, то есть, это вышка. У меня антенна, у меня капуста, отмычки, если на будущее пригодятся, и кромешная ночь. Лучше бы я это, наверное, днем делал, но уже не то чтобы страшно. Вот я прям, не знаю, я прям переживаю, когда поднимаюсь по этому высокому туннелю. Внизу куча места, сверху куча места. Всем привет. Эй, подожди-ка. Я разве выключал рычаг? О, нет, не выключал. Давай включим. Я действительно его не выключал. Всем привет. Установить антенна. Давай. Поверить не могу. Моя антенна даже выглядит не так уж и плохо. Особенно если на нее не смотреть. Главное, чтобы сработало. О, да ладно, подожди, мы реально сделали. Мы реально сделали. Мы поставили. Кто-то отрубил рычаг, но кто это мог сделать? Смотрящий? Нет, конечно. Супер быстро спускаемся. И погоди, у меня еще задание «Другие уточки». Построить антенну связи из подручных материалов и восстановить подключение. Сделано. Найти расположение ближайших бункеров. Ой, кстати, а знаете что? Я так и не прочитал, а что случилось? Узнать, что произошло. У меня были мысли, что угроза в воздухе — это последствия войны, о которой я прочитал в газете. Но, судя по всему, этой войны так и не случилось. Конец света наступил раньше. Я все еще без понятия, что произошло. Да, я вот тоже об этом говорил. Типа, люди вроде как готовились к войне, но войны не произошло, и все исчезли раньше. Интересно, что будет дальше. Пока что вопросы прям накидывают, это мне нравится. Так, тихо, тихонечко. Надеюсь, ничего не произойдет. Бункер не то чтобы далеко. Доходим без происшествий. Ну, у меня от волнения даже руки дрожат. Что, неужели мы прямо сейчас это сделаем? Ладно, нагрудник снимаем. И, признаться честно, я уже даже не помню, как писал. Что вы хотите сделать? Да, опять здорово. Я, по-моему, говорил что-то в духе «другие бункеры». Поиск бункеров в радиусе 10 километров. Поиск. Устанавливаю соединение. Пожалуйста, хоть бы получилось, хоть бы получилось. Соединение установлено. В радиусе 10 километров обнаружено 2 бункера, подключенных к сети Уткар. О, офигеть! Получилось! И даже не 1, а целых 2 бункера. Так, ладно. Может быть, я могу как-то связаться с ними. Тогда мне бы не пришлось тащиться туда. Ну, если мне никто не ответит. Так, не знаю, связаться с бункером? Вот как-то так? Пожалуйста, уточните ваш запрос. В радиусе 10 километров обнаружено 2 бункера, подключенных к сети Уткар.
Ладно, это уже похоже на какую-то несмешную шутку. Ну, реально, как мне? Она очень часто произносит установить. Установить связь с бункерами. Просто вот с бункером. Модуль звонков отсутствует в вашей модели. Желаете вызвать специалистов по установке улучшения? Да? Нет? Что? Ты серьезно? Ну конечно, кто бы сомневался. Я бы, может быть, и хотел вызвать специалистов, уточка. Да вот только специалистов нет. Это правда. Ко мне же никто не придет. Ну, получается, нет. О, мне очень жаль, что я неправильно вас понял. Давайте попробуем еще раз. Так, ладно, придется добираться пешком. Черт, придется добираться пешком. Ладно, смотрящий, появишься? Все, ты уже не провожаешь меня? Обидно. Хотя, погоди, а может быть я еще что-то могу? Да, смотри, у нас тут ничего не исчезло. Давайте попробуем еще раз. Не-не-не, координаты. Координаты бункеров-то я не знаю, куда идти. Собрался выходить на улицу, гений. Поиск бункеров в радиусе 10 километров. Поиск. Устанавливаю соединение. Ты что, серьезно? Опять? Ты же только что искал эти бункеры. Соединение установлено. В радиусе 10 километров обнаружено 2 бункера, подключенных к сети Уткар. Я уже терпеть не могу эту утку. Давай, скажи мне координаты бункеров. Координаты ближайших бункеров. Бункер 1, минус 2977, минус 1. Бункер 2, минус 2891, 0. Минус 1, 0? Видите. 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Ой, да блин, я уже ничего не хочу с тобой. Так, ладно. Судя по координатам, один из бункеров немного ближе. Начну с него. Надо поспешить. Одиночество очень плохо влияет на меня. Да? Согласен. Опять ты. Да, одиночество. Особенно, когда это даже нельзя назвать одиночеством, да, старина? Ой, конечно, молчит. Слушай, если ты зол на меня из-за прыжков во времени, то ты почему ничего не предпринимаешь? Решил свести с ума своим ледяным и невыразительным взглядом? И у тебя бы это все получилось, но совсем скоро я больше не буду одинок, понимаешь? Я надеюсь на это. Удачи! Эй, стоп! Мне, наверное, стоит захватить побольше еды. Вдруг там будут голодные орки. А я такой герой, значит, приду к ним и преподнесу банку супа. Банку супа? Банку супа? Ты чё, серьезно? Подожди, какую банку супа? Гений, у меня нет ни одной банки супа. Не, я, конечно, может быть, где-то положил. Здесь по нулям, тут точно по нулям. Аптечка, во! Это по-любому надо взять. Мало ли кому-то реально понадобится помощь, а у меня как раз в предыдущей серии была куча аптечек. Гниль выкидываем, и давай на всякий случай возьмем, ну, не знаю, там, капуста, может быть, сгодится. Также можно найти консерву где-то в других домах. Я уверен, не все обыскал. Пока, смотрящий. Эй, всем привет. Да, ты посмотри! Бункер 1. Бункер 2. Теперь я знаю, куда идти. Прикольно, что они подсвечиваются. Вот мой получается синий, есть зеленый, есть красный. Но погоди-ка. Сейчас на всякий случай банка супа. Неужели у меня вот прям нигде не завалялось? А вот тут по-любому что-то ценное. Благо у меня отмычка есть. Я не так часто встречаю заколоченные двери. Так, да бляха. Да что ж такое? Бога ради! Это шутка какая-то, ты не можешь попасть! Это шутка, я нажимаю, я прям четко... Вот! Пипец! Минус сколько? По-моему, 8, 7, много, короче, отмычек. И здесь вот... Да, консервированный суп, замечательно. Ладно, ради еды я в целом готов потратить отмычку, учитывая, что теперь они крафтятся. Свинца у меня много, железо, конечно, жаль тратить, но что поделать, зато крафт есть. Итак, мне нужно куда-то налево. Пожалуйста, не говорите мне, что там сейчас будет радиация овер 3000. Вот здесь я вроде как был, да, бегал. Здесь у нас получается вышка связи, и нам нужно пробежать через эту вышку связи, я понял. Так, блин, радиация. Тихо. Тихо, 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 тихо. Сюда, 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 сюда. А, тут 3-й уровень. Боже! Черт, черт, я не понимаю, куда бежать. Я не понимаю, куда бежать. Вот здесь. Я не знаю, где я, не знаю, где я, не знаю, где я. Вот тут я уже пробежал бункер. Но я не видел бункер. Что, вход где-то здесь? А вот это, кстати, интересно. Привет, сундучела. Блин, как бы не поломать, конечно, все отмычки. Оп. И еще разок. Черт. Почему вот именно в эту сторону я не могу попасть? Это что, какой-то визуальный баг? Я правда пытаюсь. Вот сейчас.
Ну, четко было. Вот, если чуть подальше, то оно попадает. Я когда сюда бью, не вот сюда, а вот сюда. И тогда оно попадает. Бред какой-то. Все. За опыт спасибо, давай. Рудный свинец, осмий. Ладно, рудный свинец я так и быть возьму. Ох, как же все-таки тихо. Это должно успокаивать, а не пугать. Но у меня почему-то такое ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Наверняка это все из-за смотрящего. Так и параноиком стать недолго. Ну, слушай, а про детей-то ты что, забыл, что ли? Дети, которые буквально на тебя пялили. Получается, нам куда-то вот сюда, правильно? Здесь. Судя по координатам, кажется, мне куда-то сюда. Но здесь нет ничего похожего на мой бункер. В смысле, мой? Ха. Хотя я там уже столько всего сделал, столько модулей добавил. Могу считать его своим. По крайней мере, пока не объявится хозяин. Может ли быть такое, что здесь бункер в подвале здания, например? Это бы объяснило, почему я мог 100 раз пробегать мимо и ни разу ничего подобного не заметить. Ну, кстати, возможно, но я в это здание не забегал, если ты про это здание. Тут у нас... я сильно сомневаюсь, что кто-то стал бы делать бункер на чердаке. А значит, мне в этот подвал. А, да? Ого, вот это мы неплохо в окно заглянули. А, ну тут можно было, кстати, и зайти. Всем привет. Hello? Здесь кто-нибудь есть? Это пока вообще не похоже на бункер, честно говоря. Так, координаты показывают куда-то вот сюда. Это действительно похоже на вход в бункер. Да, я на месте. Надеюсь, как-нибудь получится зайти. Так, да. Действительно. Почему я подумал, что смогу просто так зайти в защищенный бункер? А почему я так легко попадаю в свой, кстати? Тут на двери явно магнитный считыватель карточек. Как в общаге Хэнфорта. Да, там тоже было такое. Может быть, где-то в округе случайно завалялась карточка? Мало ли, кто-то ее как ключ под ковриком оставил. Ха-ха, бункер! И под ковриком карточка. Не, ну ладно, может быть. В целом, почему бы и да, типа, знаете, другим выжившим зайти. Но никакого коврика я пока не вижу. Так, во-во-во, вот это интересно. Так, тут какие-то бумаги. Здесь сундук, который пустой. Дайте, пожалуйста, что-то типа коврика. Нам же не просто так сказали коврик, да? Сундук пустой. Сундук пустой. Здесь у нас... Да боже. Тоже все пусто. О, коврик! Так, здесь кубок. Ладно, это, наверное, не то, что надо. Но, кстати, грецкого ореха дофигища. Я, наверное, вместо алюминия возьму. Это единственная еда, которая не портится. Так, блин, и что-то, походу, я вообще не туда иду. На всякий случай, могу ли я поломать? Я же могу, по идее, ломать всякое, да? Коврик. О, да ладно! Ключ-карта Уткар. Магнитная карта, предназначенная для доступа в бункер. Оловянный слиток, до свидания. Супер! Поверить не могу, что в этом мире тоже кто-то так делает. Это же небезопасно. Оставлять что-то под ковриком. Ну, главное, что тебе это поможет, Лолошка. Итак, поехали. Поехали. Что? Что я делаю не так? Может быть, здесь есть какой-то пульт управления? Вот тут явно кто-то следил, да? Постоянно наблюдал за строительством бункера или в этом духе. Так, погоди, а может быть, надо прям четко по вот этой красной? Так, опа! Реально? Ладно, это было проще, чем я думал. Ну, ладно. Тихо. Ау? Здесь кто-нибудь есть? Я, если что, пришел с миром. Но я вооружен. У меня есть кирка, и я не побоюсь ее использовать. Hello? Какой большой бункер. Хотя у меня тоже не маленький. Здравствуйте. Медицинский модуль. Привет. Кто-нибудь есть? О боже, мне что-то прям страшновато. Знаете, страшновато, что кто-то на меня сейчас резко вот вылезет. Типа, кто-то услышал, что в бункер кто-то пробирается, и знаете, они типа засели и хотят на меня напасть. Так, складской модуль, складской. Я могу сюда пройти? Дверь, где? Это как-то открывается по-другому, да? Ладно. Пипец, а у них тут явно поболее, чем у меня. У них даже выращивается что-то. То есть бункер живет. Да, это буквально живущий бункер. Тут у нас тепличный модуль. Нет, Лолошка. Воровать в условиях апокалипсиса — это нехорошая идея.
Одно дело забирать что-то из покинутых зданий, а другое из мест, где потенциально могут быть люди. Или эльфы, да или кто угодно. Справедливо. О, тот самый клоше. Кстати, я не могу им пользоваться. То есть растения сюда я положить не могу. Но тут у нас ягодка, которую я не могу тоже взять. Гниль выкинем, не понадобится. И тут вообще ничего не нажимается. Видимо, специально сделано так, что... Да, я даже поломать не могу. Вообще никак. Ребята, я с миром пришел. Ничего не открывается, ничего никак. Спальный модуль. О, да тут реально кто-то живет, ну очевидно же. Что вот это такое? Игрушки, кровати, заправленные, кстати. Ну нет, пожалуйста, пожалуйста. Только не говорите мне, что здесь никого нет. Надо бы, наверное, поставить костюм на зарядку, пока я здесь. Или... Нет, стоп. Костюм расходует заряд. Но черт! Бункер-то выглядит исправным. Вон, даже компьютер есть. Стоп. Точно. Спрошу у местного помощника. Хорошая идея. Выглядит прям как у меня. Только побольше. Прям, ну, сильно побольше. Красиво-то как. И ни одного скафандра. Ни одного. Это может говорить только о том, что кого-то здесь просто сейчас нет. Короче, уточка, здравствуйте. Что вы хотите сделать? Ага, ты тут, получается, такая же, да? Так. И какой же запрос мне ввести? Кто тут живет? А, ну, да, вполне себе неплохой вопрос, кстати. Кто тут живет? Население города Силанхва составляет... Поиск данных. Нет данных. Нет, утка, я не это имел в виду. Черт, ладно, переформулирую. Как насчет... Как насчет что? А, ты хочешь, чтобы я придумал? Ты рофлишь? А я-то тут что придумаю? Ладно, давай так. Здесь есть люди. Вот так, здесь есть люди. Человеческое население города Силанхва составляет... Поиск данных. Нет данных. Ай, вот ведь... Ладно, а если спросить про владельца? О, вот, да, это, кстати, хорошо. Кто владелец бункера? Вот так. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Нет данных. Ты шутишь? Ну что непонятно в этого... А, хотя нет, подожди. Кто владелец этого? Именно этого бункера? Вот так. Если вы хотите узнать больше о нашей компании, нажмите 1. Если вы хотите узнать адрес ближайшего сервисного центра Уткар, нажмите 2. Для выхода в главное меню нажмите 3. Какая же ты глупая машина! Вот и на что я рассчитывал. Блин, это действительно тяжело общаться с такой уточкой. Если вы хотите узнать больше о нашей компании, нажмите 1. Это неинтересно, мы и так знаем. А ближайший сервисный центр, нажмите 2. Вот главное меню, что там есть? Что вы хотите сделать? А, это именно вот это главное меню, то есть... Ладно, мне надо бы узнать, здесь агрессивная среда из-за поломки? Или же мой бункер какой-то особенный? Я заметил, что обшивка здесь как будто из другого материала. О, так, ладно, я понял. Надо что-то узнать про системы, типа воздухоочистители, вот это вот все. Вот если я просто веду системы. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Ладно, тогда состояние систем. Вот так. Все системы функционируют в пределах нормы. Фильтрующий воздушный блок 70 тысяч кубометров в секунду. Ресурс очистных водяных фильтров до 250 тысяч литров. Максимальная способность водоочистителя 60 литров в секунду. Ладно. Из этого я хотя бы понимаю, что все системы работают нормально. Поломок никаких нет. Да и на самом деле я уже видел поломки своего бункера, так что сразу бы понял, если бы что-то глобально было не так. Справедливо? Так, все. А, я больше ничего не могу. И что мне это дает? Это писец какой-то. Да тупая утка, ну типа, эти вопросы, они не имеют никакого значения. Оно каждый раз ссылается на компанию. По итогу зарядиться мы здесь объективно ладно, не можем. Осмотрюсь тут еще раз. Если никого не будет, пойду во второй бункер. Там точно кто-то будет, я уверен. Блин, лолошка. Ты, конечно, молодец и все такое. Так, в итоге... Нет, я, кстати, не могу ничего осматривать. Типа, я пытаюсь. Каким образом я могу... А, имеется в виду, что найти кого-то из людей. Я уж думал, что можно поворовать. Тут у нас тепличный модуль, но у меня такое в целом есть. Это непонятно в итоге, что за комната. Складской модуль. А, подожди. О, теперь можно! Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, в итоге я все равно ничего не могу открыть. Типа, это пока бесполезно. И интересно, тут есть такие модули, которых у меня нет. Вот, кстати, мы видим, что здесь до сих пор не открыт какой-то модуль. Медицинский у меня тоже есть, но здесь он как будто круче. Сам бункер, честно говоря, менее удобный, чем мой, потому что здесь прям непонятно. Исследовательский... О, вот такого у меня нет. Исследовательский модуль, капец. Это что, я тоже такую могу штуку забабахать, да? Здесь компьютеры какие-то. Ой. Целевой компонент. Ладно, я понял, что-то можно. Тут у нас нолики, единички. Ух ты ж. Нолики. Кря-кря-кря-кря-кря. Ладно. Не, ну вообще исследовательский модуль, наверное, и мне надо забабахать. Но пока что пойдем сюда. Ладно, здесь прям наворотов сильно больше, чем у меня. Спальный модуль здесь мы уже, получается. Выглядит так, будто здесь действительно кто-то жил. Разбросаны вещи. Кровати заправлены. О, я тоже это сказал. Правда, я не думал, что это настолько важно. Кровати просто заправлены. Если я почему-то нажимаю, то... О, стоп! Не-не, сундуки я все еще не могу открывать. Я думал, что я могу взаимодействовать. Здесь у нас... Плюшевая панда. А ну-ка. О, это воспоминания, да? Да. Давай посмотрим, что у нас здесь произошло. Когда папа придет? Детка, у папы важная встреча. Потерпи немного. Мне не нравится спать в бункере. Тут все звуки гулкие и дышать тяжело. Тише, папа это делает для нашей же безопасности. Обещаю тебе, это последний раз. Папа говорил, что все, у кого нет бункера, умрут. Это правда? Ой, ну, как тебе сказать-то? Ну, может быть и правда, кто знает. Тогда мои подружки тоже все умрут. О, тогда я смогу забрать все их игрушки, потому что они им уже будут не нужны. Но с кем я играть тогда буду? Ой, доченька, все будет в порядке. Никто не умрет. Это твой последний сон здесь, обещаю. То есть я буду играть со своими подружками? Конечно, доченька. А почему тогда я должна спать здесь, а не в своей комнате? Что это было? Ой, да ничего. Наверное, просто транспорт тяжелый по улице проехал. И вот... Подожди! Так это что, получается, бункер не спас? Нет, пожалуйста. Я не хочу верить, что бункер не спас их. Я не хочу верить в то, что все бессмысленно. Что это значит? Как это вообще возможно? Черт, нет. Я не хочу об этом думать. Нет, не сейчас. Лучше заняться чем-нибудь полезным. Так, ладно. Раз здесь никого нет, то... И вещи им больше тоже не нужны, верно? Черт. О, блин, я реально Я вместе с Лолошкой это понял. Если бункер не спас никого, то... Неужели я реально один на весь город? Это писец. Вы чё, хотите мне сезон в одиночку устроить? Я чё, реально буду один все серии? Ха-ха-ха! Это не то, чего я ожидал. Хотя, ну, на самом деле прикольно задумали. Что-то в этом определенно есть. В новиночку. Так, а я в итоге могу? Я бы тут проматерился, конечно, ребятки. Но все-таки давайте успокоимся. Обработанная палка по-любому берем. Это ж сколько тут запасов сейчас может быть. Так, девочка, у тебя было 3 консервы. А у папы с мамой? Сколько было у папы с мамой? Ну-ка. Ой-ой-ой, 9 бункерных обшивок, какая сладость! Это явно то, на что я надеялся, но при этом надеялся, что также здесь будут живые. 17. Низковольтный конденсатор. Да, меня прям что-то сейчас закидывают крутотой, но а о чем мне убирать-то? Цинк, наверное, не нужен. Грецкий орех, так и быть, давайте просто съедим. Прекрасно понимаю, что из него можно всякое понаделать, но тут так много годноты, что я не могу это упускать. Прости, грецкий орех. Водопроводная труба берем, 100%. Кислородная труба берем. Если сейчас найдем еще примерно похожее, то все, я богат. Так, это не ломается, это не открывается. Как это все утащить-то, блин? Короче, сейчас все обязательно посмотрим. Может быть, даже здесь что-то найдем. О, и кстати, знаете, о чем я подумал? Тут же по-любому есть утка. Помните, в предыдущей серии мы нашли 1 из 100 уток? Так вот,
Я прям на миллиарды процентов уверен, то, что хотя бы одна здесь есть. Надо обязательно сейчас смотреть на все какие-то прям пасхальные места. Боже, 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 28 консерв. Я мега богатый. И еще консервы, 43. К чему меня готовят? Или даже будет правильнее спросить, насколько жестко же они были готовы? Давай вместо свинца еще консервы. Вот это я понимаю бункер. Чё ж, в моем бункере такого не было. Реалистичная утка? Знаете, в этом названии что-то есть. Это случаем не та самая, которую я могу взять и... Да. Найден коллекционный предмет 2 из 100. Йоу! Но проблема-то в том, что это все место, а у меня Подожди, стоп. Я могу выносливость прокачать. Оба! Сюда! Все! Решаем проблемы на ходу. Вопрос. Могу ли я, например, собрать ягоды? Да! Теперь я могу даже ягоды собрать. И морковку могу собрать, и пшеницу могу. Но опять же места нет. Все, я запомнил. Если что, я приду сюда, это все заберу обязательно. Теперь, наверное, можно постепенно валить отсюда. У меня все равно... Что за... Это... Эй! Кто выключил свет? Может, хоть раз удача не повернется ко мне спиной. Пожалуйста! Ой. Тихо. Пожалуйста, только не надо скримеры. Я очень боюсь такие моменты. Ой, блин, там что-то... А, это табличка светится. Ой, блин, ненавижу такие моменты. Ребят, меня правда прямо сейчас до мурашек. Вот именно до таких мурашек, что я готов закричать. Не люблю такие моменты. Ой, не люблю. Я понимаю, что мне нужно сейчас, наверное, поискать какой-то выключатель. Или что? Или мне валить надо? Эй, помощник. Привет. Ты выключен? Что за... Все просто выключилось? Замечательный уровень безопасности. Ладно, в любом случае, мне и так пора выдвигаться отсюда. Реально? Подожди, а починить там... Нет? Это пипец какой-то. Ладно, только давай без скримеров, я спокойно убегу отсюда. Просто спокойно уйду, просто спокойно уйду, просто спокойно уйду. Дайте уйти, не пугать меня, не надо. Да, вроде все нормально. Так. Что? Не открывается. Ну, конечно же, двери на электронных замках. И что теперь? Раз нет света, я... Нет, я что, заперт здесь? Один, еще и в темноте? Черт, это же как в том подвале. Только теперь еще и темно. И я не уверен, что в этот раз мне удастся выбраться. Так, ладно, в этот раз нельзя паниковать. Все же не может быть так плохо, верно? У меня должна быть возможность выбраться отсюда. Черт! У меня 30% заряда! Надо батарейки найти, еще срочно батарейки. Давай. Нет, ломать здесь что-то это бесполезно. Слишком прочный металл. Ну что же мне тогда делать? Я обошел здесь все. Никаких намеков на другие выходы я не видел. Так. Нет, ну вот, кстати, сейчас даже я бы запаниковал. Ой, как же ты мне надоел. Ты вообще хоть с чем-то можешь справиться сам? Джон, слушай, ты, конечно, извини, но я оказался заперт в бункере, где электрические замки. И при этом нет электричества. Это тебе не гвоздь в стену вбить, Джон. И в какую же стену тебе нужно вбивать гвозди? Да нет, Джон, я не об этом. Тут нет никакого выхода, кроме как через вот ту дурацкую дверь. Ну так просто возьми и выйди через эту дверь. Их для этого и придумали. Да, Джон, ты меня вообще не слушаешь. Дверь закрыта, потому что электричества нет. Ну так возьми и открой. Ты что, думаешь, я смогу открыть дверь на электромагнитном замке? Да ты хоть знаешь, какой силы такие замки? Знаю. Единственное, что может привести такую систему в нестабильное состояние... Так. Это же перегрев системы! Точно! Чао. Блин, каждый раз. Да, если я смогу поднять температуру вокруг замка достаточно сильно, это может привести к отказу блокировки двери. Ну что же, пришло время для небольшого барбекю. В плане, что значит при... мне нужно поджечь здесь что-то? А как? Типа,
Печки. Костер! Кстати, костер! Точно! Максимально очевидно. Вот зачем мне давали палки, дерево и уголь. Потому что оно тут почти на каждом сундуке. Да, вот уголь. Получается, здесь у нас дерево. Вот только проблема, что мне сейчас придется снова что-то выкинуть. Молоток инженера, отмычка. Прости меня, отмычечка. Ты, конечно, крутая, но... ну вот эту палку тоже можно убрать. Ладно, ща попробуем. 28% заряда у костюма. У меня ощущение, что я тут откинусь. Реально. Внесюжетно. Так тут еще и зажигалка валяется. Все, тогда это очевидно, мне именно это и нужно. Прости, плюшевая панда, я еще, наверное, вернусь за тобой. Объединяем вещи, костер забираем, зажигалочкой машем. Да, я чувствую себя идиотом, но других идей-то у меня все равно нет. Да и это вроде должно сработать. Ну же, давай. Может быть, огонь должен быть ближе к замку, чтобы температура была достаточной. Возможно, сейчас. Я понял твой намек. Костер забираем, это пока выкидываем. Сюда. И огниво. Давай. Ну давай же! Давай, черт возьми! Откройся, долбаный замочище! Ну! Пожалуйста, вот! Ну! Получилось! Видишь, Джон? Не такой уж я и тупой, каким ты все время пытаешься меня выставить! Да ладно тебе, Лолошка, но он... Хотя, кто знает, может быть, так и есть. Черт, как же горячо. Так, да, минус рука. Ничего, вылечимся, главное, что сейчас живой будешь. Все, выходим. Плевать. Нет, там ресурсы. Надо взять. Или... Нет, потом, я еще вернусь. Надо поскорее сматываться отсюда. Пожалуй, второй бункер исследую позже. Костюм почти разрядился. Да и хватит с меня уже этих долбанных приключений. Да. Вот это тот самый момент, когда я с тобой невероятно согласен, Лолошка. Сейчас надо понять, где бункер. Какие же у меня вещи, блин, я так доволен. Надо только сейчас выйти из радиации 2. Давай. Ну. Все. Вот здесь вроде свободненько. Радиация 1. И если бы не экстренные аккумуляторы, я бы точно погиб. Я, наверное, сейчас, когда у меня куча вещей... Хочу забабахать себе какой-нибудь модуль. А еще я хочу взять реалистичную утку. Меня прям смущает вот это название. Реалистичное. Прям смущает. Ну ладно, я хочу ее вот сюда поместить. Ути, какая красота. Реалистичная утка номер 5. То есть вы хотите сказать, что я не нашел вторую, третью и четвертую? Кстати, они по-разному называются. То есть вы хотите сказать, что их не 100? Ну, вроде 100, номер 5 из 100, номер 1 из 100. И вот это все надо заполнить. Типа, вы хотите сказать, что все эти полочки под уточки? Уточки правят миром, реально. Скафандр обязательно заряжаем. И к главной уточке забегаем. Что вы хотите сделать? Я хочу построить. Видите. 1. Метеомодуль. 2. Модуль переработки. 3. Модуль пищеблока. 4. Исследовательский модуль. Во, исследовательский. Загорелся идеей? Давай. Ух, так я могу это сделать. Смотри, бункерная обшивка дофига, кислородная труба дофига. Научная лаборатория для тех, кому нечем заняться. Позволяет проводить дорогостоящие исследования самостоятельно. Включен доступ к базе знаний Уткар. То есть мы через этот исследовательский модуль что-то больше сможем узнавать, да? Типа, утка тоже будет апгрейдиться. Ладно, мне нужно здесь из самого тяжелого, это, наверное, какой-то верстак инженера. А также жидкостная труба, которая делается просто из железа. Изи. Работа выполнена, все ресурсы собраны. Привет еще раз, да-да-да, поболтаем. И мне нужно исследовательский модуль построить. Так, он будет круче, чем в том бункере. Мне просто сейчас даже интересно, вот, поможет ли это мозгам Лолошки? Потому что там было сказано, это для тех, кому нечем заняться. Ой, тут конвейеры какие-то. Интересно. Так. Ну да, Лолошка это не прокомментирует, потому что это буквально когда угодно можно открыть. Но, может быть, когда-нибудь там по сюжету, знаете, мне понадобится его открыть, а я такой, оба, а у меня уже все есть. Только что я могу сейчас? О, верстаки, удобно. Печки есть? Печки. Что это? Это печка? Это не печка. Улучшение исследования. Что это? Это что? Я, походу, поспешил. Ой. Сейчас, подожди. Время исследования 10 минут. Требуется 20 коры березы и 50 опыта. Чтобы исследовать экстренный аккумулятор. Фига он крафтится! Обалдеть! То есть, это мне его еще надо исследовать, и только потом я смогу его еще и крафтить. Могу золото создавать из кубков.
Вот оно. Да, 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 да. Я смогу крафтить железо из утиль сырья, которого у меня, кстати, дофигища. Или не дофигища, потому что я его выкинул. Вот, 22. Так, молоток, молоток, иди сюда. Я знаю, что ты тут. Иди, ща мы попробуем. Вот, исследовать. Пошел процесс, 15 минут. Ля, это что-то реально новое. Мне так нравится. Нет, даже, давайте так. Я удивлен, как вообще у создателей до сих пор хватает идей каждый раз выдумывать что-то новое. Второй бункер посмотрим уже в следующей серии. Супер обидно, что по ходу я остался один, ребят. Но я знаю, с кем я точно остался не один. С вами, друзья. Поэтому не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Во времена замедленного ютуба, когда у всех просмотры упали примерно на 30%, эта самая подписка и лайк ценится... ну, даже больше, чем на 30%, это уж точно. Вы же еще должны пройти через это замедление, если вы понимаете, о чем я. Спасибо, что смотрите, спасибо за ваши лайки и спасибо за поддержку. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и бункер номер 1, а также исследовательский модуль. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Осмотреть блокнот. А? Черт. Я... только что точно слышал, как что-то разбилось. Наверху кто-то есть. Я должен посмотреть, что там. А, нет-нет-нет, почему у меня так быстро убывает заряд скафандра? Ай-яй-яй, бункер номер 1 и бункер номер 2. Скажу честно, до момента, как мы появились в одном из них, надежда на спасение хотя бы одного выжившего небольшая, но была. По итогу мы увидели новое воспоминание с еще одним испарением. Но, есть незадача. Бункер пропускал заразу, бункер не был герметичен. Посмотрите, у нас буквально тратится зарядка. Возможно, именно поэтому выжившие не выжили, и возможно, у второго бункера такой проблемы не будет. Прямо сейчас возьмем и проверим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы не теряем надежды. Да, я все еще надеюсь на хотя бы одного выжившего. И моя вера строится на очевидном факте. Бункер, в котором мы были в предыдущей серии, очевидно заражен. А если он пропускает эту заразу, или что это, радиацию, то вполне вероятно именно поэтому эти два орка исчезли. Лолошка не зря произнес данную фразу. Я заметил, что обшивка здесь как будто из другого материала. А еще, кстати, заметили, когда я там бегал, кто-то выключил свет. А еще на антенне кто-то дернул рычаг. Но опять же, кто? В этом городе никого нет. Короче, насчет заразы в первом бункере. Да, я намекаю на второй бункер, в котором, возможно, этой проблемы не будет. Может быть, он сделан качественней и... может быть, там кто-то живой. Это надо проверять. В любом случае, обязательно ложимся спать. И я надеюсь, что сейчас не будет никакого тумана с призраками, какого-то радиоактивного дождя на улице. Короче, того, что может поднасрать мне, потому... Черт, как же я разбито себя чувствую. Не понимаю, сколько я спал. Много или мало? Все тело ломит. Ощущение такое, будто заболеваю. Нет, сейчас приду в себя. Сегодня меня ожидает очень важная вылазка. Да, с первым бункером не вышло, признаю. Было бы очень глупо, если бы я вчера умер. Но ничего. Все еще есть вероятность, что я найду кого-то во втором бункере. Буду верить в хорошее. Но, как я уже выяснил, одной веры в Археи мало. Причем, похоже, так было всегда. А значит, нужно подготовиться. Как же хорошо, что я построил исследовательский модуль. Что? А, ну да. Думаю, если я с его помощью улучшу устойчивость своего скафандра, это увеличит шансы на хороший исход моих длительных вылазок. С моей удачливостью защита мне точно не помешает. Да ладно, нифига себе! А я его реально создал! Исследовательский модуль. Подожди, а если бы я не создал? Он бы сказал что-то в духе: надо построить исследовательский модуль? Вау, как удобно. Мне кажется, я только что сэкономил, ну не знаю, минут 20-15. Только я не совсем понимаю, про какое улучшение идет речь. То есть мне нужно взять скафандр и что там? А, там было исследование и... улучшение. Скафандр, починка.
Ой-ой-ой-ой-ой. Суперклей, вулканизированная резина, стеклянный осколок. Так, погоди, мне нужен, получается, скафандр. Уровень скафандра с 1 до 2. Позволяет улучшить изоляцию защитного скафандра, увеличивая стойкость к опасной среде. А также добавляет небольшие бронепластины на локтях и коленях, чтобы обеспечить легкую физическую защиту. Окей. Вообще, если посмотреть, то это все очень легко делается. Медь, железо, шерсть, свинец, это есть. А вот это уже что-то тяжелое. Основной конденсатор. Че это? Зерно бесконечно. Ё-моё, это что такое? Бедрок, на котором надо разместить огонь? Подожди, вообще я видел бедрок где-то на улице. Давай попробуем. Возможно, даже где-то здесь. Hello? Здравствуй. Вот он, бедрок, привет. Также здесь у нас фильтр предметов, лекарства, окей. До свидания, камень. И в итоге как это работает? Типа, мне нужно просто реально поджечь, да? Оба. Так. Я прошу прощения, я просто не совсем понимаю, как это должно работать. Мне надо да, все. Золотишко заберем. И все, мы молодцы. Основной конденсатор готов. Мне нужно 2 штуковины. И, по-моему, это было самое тяжелое, да? Я помню, что мне нужна там какая-то резина. На всякий случай проверим. Это вулканизированная резина. Создается из... Что это? Просто резина, которая создается из лиан и воды. Ну лианы тоже где-то растут. Чисто теоретически выходим из бункера и бежим налево. Эй, здравствуй, ботанический сад. Это лианы или как? Пожалуйста, скажи, что да. Покрытая листьями лоза. Нет, это не лианы. Тогда у меня появляются вопросы. Скорее даже проблемы. А как быть? Это все не лианы? Нет, проблема решена, найдена. Наверное, даже специально буду выращивать около бункера. Вот так вот и сделаем. Все, бесконечные запасы лиан. Здравствуйте, миссис Золото. Ко мне. Дамы и господа, добыты абсолютно все предметы, которые понадобятся, даже опыт. И мы готовы. 3, 2, 1. Угу, теперь точно можно выдвигаться. Даже если со мной опять случится какая-то неудача, я более подготовлен. Ага, супер. И как это теперь выглядит? Уровень 2, заряд. Не написано, какая в итоге защита, да? Типа, мы просто получаем меньше урона. О! Анимация показателей добавилась. Прикольно, прикольно, спасибо. Так, а что еще, что еще? Может быть, я могу все-таки как-то использовать способность или в этом духе? Вот плюсик я вижу. А также появилась броня 2. Его, плюс 5 локальная броня. У всего здесь появилась локальная броня. Хорошо, то есть меня теперь типа меньше будут пробивать. И, наверное, раз у меня теперь есть защита на локтях и на коленях, я буду получать меньше урона от падения. У меня прям это изображено. Прикольно. Тем не менее, обязательно заряжаем. Здесь он тоже по-другому теперь выглядит. Если я улучшу до 3-го уровня или 4-го. Кстати, а вот эти скафандры починить можно? Ощущение, что в будущем это может пригодиться. Но пока плевать, ресурсы мы точно не копим. Тут 85, ждем. Костюмчик забираем, надеваем и консервы поедаем. Все, осталось только на улицу выбегаем. Всем привет. Так, тут благо никакой туман не начался. И мне нужен бункер 2. О, как медленно у меня все тратится. Как же долго мой заряд может жить. Но вопрос, могу ли я долго жить в уровне 2? Типа вот сейчас я иду сюда. Здесь все еще 1-й уровень. Тихо, тихо. 3-й уровень. Подожди, какой 3-й? Было же 2. Вот здесь. Да, вот тут 2-й. И так медленно тратится. Какой же это кайф. Я могу теперь спокойно ходить по уровню 2, но не по 3-му. Ладно, ладно. Давай на всякий случай, наверное, здесь что-то залутаем. Медь. Понадобится 100%. Еще медь. Вот свинец и железо. Это опять же отмычки. По-любому берем. Чем больше будет этого металла, тем легче ломать всякие... Вот насчет ломать, кстати. Наверное, я зря сейчас трачу отмычку, но черт, как же мне хочется. Тут сложность замка бывалый.
Да, наконец-то. И мне дают 400 опыта забывалого. Отлично. Ой-ой-ой. Ну, железо, опять же, это шикарно. Алмазный кристалл. В крафте, кстати, не используется, но на всякий случай возьмем. Рубинчик на всякий пожарный. Обогащенный углерод. Короче, ладно, берем абсолютно все. Может быть, в будущем понадобится. Где что раньше такой сундук был? 4 консервы. Я помню, что березовая кора нужна где-то в улучшении, поэтому возьму, может быть, в исследовательском модуле, потом используем. Я теперь даже специально вернусь в бункер, потому что хочу сложить все эти вещи. А то понимаю, что во втором бункере по-любому будет много годноты, и мне это явно не надо. Вот смотрите, я добыл кору березы. Из нее явно можно что-то исследовать. А еще у меня, наверное, уже исследовалось золото. Вот, завершить. Бам! Что в итоге? Железо. Я теперь могу создавать железный слиток, да? Да, вот, у меня даже зелененьким это подсвечивается. Завершено. И теперь, если я соединю молоток инженера и 3 утиль сырья, у меня получится железный слиток. Удобненько, но я хочу вот это. При помощи кубка, которых очень много по карте разбросано, я могу делать золотой слиток, но это... Блин, нужен опыт, точно. И одного кубка не хватает. Что насчет березы? Во, я могу сделать березовое бревно. Я не знаю зачем, но давай исследуем. Если что, 10 минут здесь чуть быстрее идут, чем в реальной жизни. Изучение структуры коры позволило разработать метод восстановления ее в полноценное березовое бревно. Удобненько. Погоди, а тут еще ниточки есть. Можно создавать белую шерсть. 35 минут исследования. Зачем? Я лучше просто шерсть найду в сундуке. Короче, все ненужное убираем. В медпунктик забегаем. Спасибо. И, наконец-то, просто топаем до бункера. Давайте, поведайте мне, где этот бункер? Это здание администрации, кстати. Да, тут мы находили всякие вещи, но неужели бункер прямо под ним? Или как? Координаты указывают сюда. О! Это что, магазин игрушек, что ли? Как-то потрепанно выглядит. Все остальное в городе в идеальном состоянии. А этот будто заброшен. Как-то это смелости не прибавляет, если честно. Кому вообще пришло в голову строить бункер в магазине игрушек? Надеюсь, это не какой-то сбой у помощника. Совсем ничего не видно. Надо найти выключатель. Надеюсь, тут есть электричество. Да? Ты ничего не видишь? Да вполне нормально. Тут вот фонарики не зажжены. Ой. Поглощение 2, что? Почему мне дали поглощение 2? За что? Я не заслужил. Ладно, опять же, электричество. Сейчас думаем только об этом. Все, что связано с электричеством, может быть здесь? Какой-нибудь, знаете, выключатель у главного. Почтовая бумага, скотч, это явно не то. О, да. О, супер. Правда, не могу сказать, что стало менее жутко. Ну да ладно. О, хорошо. Так, а вот теперь можно на самом деле даже пообыскиваться. Здесь у нас... медная шестереночка, железная шестереночка. Берем все, что можно. Экстренный аккумулятор, все берем. И вообще, кстати, если так подумать, это магазин игрушек, да? А если мы собираем коллекционных уточек, то надо быть супер внимательным. Тут может быть уточка. Эй, где ты? Я уверен, что ты где-то есть. О, сейф. Черно-белая пленочка, экстренный аккумулятор. Очень много железа, конечно, все берем. И капец, тут прям реально золотая жила. Где утка? Я же уверен, что она есть. Вот это все не открывается, если что. Это не утка, это дельфин какой-то. Аккуратненько. Ребят, если вы ее заметили, то... Черт, вы, конечно, молодцы, потому что я какой-то слепой. Опа! А, это не утка. Это фигня какая-то. Так, кролик. Это... Подожди. Это похоже на какую-то поломанную утку. А ну-ка, я могу это взять? Да, фу. Какая стрёмная утка. Подстать этому магазинчику. Ладно, для коллекции сгодится. Серьезно? Это реально сломанная утка? Прикольно. Блин, на самом деле мог бы и пропустить. Ладно, у меня уже забитый инвентарь, но мы не нашли бункер. А, вот, по координатам показывается куда-то сюда. Ладно. Я не знаю, где владельцы детских магазинов обычно прячут входы в бункер, но я бы спрятал где-то здесь. Подальше от взглядов маленьких посетителей. Что, здесь? Типа вот тут? Там, где завалено? Ну, кстати, это вполне логично. Что это у нас за магазинчик такой? Точнее, столик. Верстак инженера. Ой, кстати, дорогая штуковина. Да, я, наверное, даже оставлю. Попробуем сейчас вот здесь прокопаться, мало ли. Опа! Да-да-да-да-да! Ты погляди, какая тут годнота. Открыть люк. Ща, надо, наверное, все тогда это выкопать.
Немножко прибираемся. Как же много здесь хлама. И поехали! Нет, а вот это мне совсем не нравится. Совсем не нравится. Почему люк просто открыт? Ой, кстати, да, это же скорее плохо, чем хорошо. О, нет, это получается там никого не будет, да? Блин, ну то, что он открыт, это правда ужасно. Хотя, ну, ладно. Че я буду сейчас в загадки играть? Убираем, и вот лестница. Тихонечко. Оп, здравствуйте. Всем привет. Ну как же так? Неужели и здесь никого нет? Слишком спокойно. Ладно, надо осмотреться. Да, надо. О, компьютер. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Ну ладно, хорошо, хотя бы помощник присутствует. Бункер этот сильно меньше моего, кстати. Не знаю, правда, есть ли смысл разговаривать с местным помощником. Он редко что-то дельное говорит. Ну давай попробуем. Что нам стоит? Здрасте. Здравствуйте. Не работает. Понятно, то есть бункер еще и поломанный у нас. Вот здесь какие-то фиолетовые штуки, которых у меня в бункере нет. Вполне это может означать, что здесь все поломано. Какие тут еще модули есть? Так, здесь, получается, выращивали пищу. Прям как у меня, только намного-намного круче. А здесь... Вау. Это типа исследовательского модуля? Ничего себе! Это что за незадачливый Эйнштейн здесь живет? Точнее, скорее всего, жил. Да. О. Осмотреть блокнот. О, воспоминания. Наверное, воспоминания. Сейчас, погоди. TNT. А не опасно ли держать здесь TNT? На всякий случай хочу все осмотреть. Мало ли залутаемся. Верстак есть. Ну, вроде бы ничего интересного нет. Ничего не открывается. Ладно, давай. Осмотреть блокнот. Черт. Это... Я только что точно слышал, как что-то разбилось. Наверху кто-то есть. А, вот! Вот, опять же! Я должен посмотреть, что там. Что за... Лампочки взрываются! Это явно ненормально. О, черт, слишком большое напряжение. Нет, почему у меня так быстро убывает заряд скафандра? Нет. Кажется, осколок лампы угодил прямо в тонкое место на манжете. Проколол мне костюм. Нет, я не успею до своего бункера. Что мне делать? Что мне... Скотч! Точно! Я где-то здесь видел скотч. Где? Я помню. Да, был скотч, точно был. Черт! Я не помню, где он. Вот здесь. Нет, не здесь. Вот здесь. Да! Давай. Ой, сори. Да. Чё вы мне панику-то на ровном месте разгоняете? Да, все отлично. Помогло. Заряд уходит медленнее. Теперь у меня хотя бы есть шанс. Чувак, нифига, у тебя с мозгами проблема. Ой, блин. Ой, да, смотри, кстати, скотч у меня прямо на руке. И что в итоге мне... Туда-обратно? Я даже не знаю, честно говоря, у меня просто слишком быстро убывает заряд. Наверное, все-таки лучше как-то добраться, потому что я не уверен, что после получится. Какая задница! Мозги мне просто взяли и туман перед головой создали. Главное, чтобы не было уровня радиации 3 или там 4. О, нет, 3. Нет. Пожалуйста, ну давай, уберись. О, все, второй уровень, хорошо. Убывает все равно быстро, а вот первый более-менее нормально. Обалдеть! А если бы я скотч не нашел? Реально, вот если бы я просто взял и, ну, не смог себя залатать. Наверное, это все не имеет значения. И да, хорошо, что я возвращаюсь. Мне сейчас определенно не до поисков. Здравствуйте. Так. Ну, у нас получается проблема. Костюм поврежден. Как бы мы сейчас его не заряжали, он поврежден. Я помню, что в исследовательском модуле была починка. Как же так, а? Столько сил было потрачено на сборку этой долбанной антенны. Столько времени и усилий. И все впустую. Какого черта? Я думал, у меня появилась надежда. А сейчас я как никогда понимаю, насколько это хрупкое чувство. Когда тебе кажется, что даже в этом опустевшем, непонятном мире, в котором даже некому доброго утра пожелать, кроме себя самого,
Даже в таком мире можно за что-то ухватиться, на что-то положиться. Но все это тебе только кажется. Да, Лолошка, точно. Это тебе только кажется. Нет, никакого смысла. Зачем все это? Столько усилий, а в итоге либо еда закончится, либо в бункере еще что-нибудь сломается. Я же все равно не смогу это починить. И все. Слишком много может просто пойти не так. Как вообще один человек может со всем этим справиться? О, дай-ка сюда. Ну и что это такое? Объяснишь, нет? Что это за истерики? Джон... Отстань от меня. Оу, что это значит отстань? Вообще-то я здесь, потому что я тебе нужен. Не нужен. Можешь уходить отсюда. О, как интересно получается. Ты только что жаловался, что не с кем поговорить, не у кого совета спросить. И так легко отмахиваешься от приятнейшего из собеседников. Эй, Лолошка, ты тут на грани вегетативного криза. То есть, проще говоря, у тебя нервный срыв. Конечно, я могу оставить тебя, если ты так захочешь. Но что ты будешь делать? Хочешь дожидаться следующей поломки бункера, да? Да пожалуйста. Эй. Ладно, дружище, послушай меня внимательно. Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Твои надежды найти здесь других живых существ, ну, просто не оправдались, да. Но я уверен, что у тебя тоже есть ощущение, что ты что-то упускаешь. Нет, Джон. Что? Нет? А не кажется ли тебе странным, что в городе, в котором якобы никого нет, с тобой приключилось столько опасных инцидентов, а? Подряд. Я бы не торопился говорить о том, что ты тут совсем один. Впрочем, не знаю, стоит ли радоваться такой компании. Но да ладно, не буду нагнетать. Ты живой? Ты хочешь, чтобы я ответил на этот вопрос? Да, Лолошка. Он не риторический. Ты живой? Ну, да, живой. Цел? Здоров? Да, Бункер как, в порядке? Еда есть? Ну да, пока все есть. Что это значит пока? Ну, я про то, что рано или поздно что-то произойдет. Но ты можешь быть к этому готов? Да, могу. Ну так вот тогда и скажи мне, ты предпочтешь заняться бункером, чтобы быть лучше готовым к происшествиям? Или же лечь и ждать верной смерти? Джон... Да, ладно, я, наверное, действительно займусь бункером. Так я и думал. Кстати, Лолошка, это одна из лучших копинг-стратегий в ситуации высокого нервного напряжения. Она мне нравится еще и тем, что она проблемно-ориентированная. И нервишки успокаиваем, и вопросики решаем. Теперь же тебе нужно составить список конкретных выполнимых задач и постепенно решать их, одну за другой. А теперь давай, вставай, займи себя чем-нибудь. О, нифига, ладно, да, Джон прав. Я пока еще не готов думать о глобальных вопросах, касающихся этого мира, или моего нахождения в нем. Как и почему я здесь оказался, есть ли кто-то здесь из живых существ, а также не пытается ли меня кто-то убить. Все это слишком глобальные, сложные вопросы. Нужно занять себя чем-то полезным и конкретным, иначе в голову опять полезут жуткие мысли. Так, ладно. В первую очередь скафандр. Надо починить скафандр. О, какая у тебя жопа с мозгами, блин, мне так сейчас жалко Лолошку. Признаться честно, не увидеть живых, когда ты себе накрутил мысль, что кто-то в бункере есть, это, наверное, так жестко бьет по психике. Я клянусь, мне доставляет невероятное удовольствие следить за тем, как круто растет, ну, даже не то, что растет, понимаете, как круто... проигрывается Лолошка. Не в плане проигрывает, а вот именно что выдают весь его характер, каким он на самом деле является. Нам изначально дали понять, что на протяжении всей своей жизни Лолошка всегда был с кем-то. Жесть. Ладно, утку ставим. Такая вот у нас красота получается. Что это? Утка без головы. О, что? 78-я? А что это такой резкий перескок? Мне даже, знаете, что подумалось? А вдруг есть уточка где-то здесь, в моем бункере? Может быть, я как-то плохо искал? Может быть, я там не доглядел? Короче, скафандр, мне тебя починить надо. Я не знаю, восстановит это рассудок мне или нет, но проверим.
улучшение, починка. Так, значит, оранжевый краситель есть. Вулканизированная резина мы уже научились создавать. Это лианы. Самое тяжелое здесь это... опыт, волокно промышленной конопли. О, конопля! Как же хорошо, что я ее выращиваю. Далее, черный стеклянный осколок и суперклей. Просто ведро воды и коричневый гриб. Не проблема, сейчас все будет. Стоп, что? Тут появилась плавильная печь. Прикольно, я что-то сразу-то и не заметил. Получается, я теперь могу переплавлять здесь, и это будет в разы быстрее. Найс. Итак, предметы собраны, улучшение, починка и... Тут почему-то написано улучшение, но улучшение, значит. Все? Мы починили? Не было написано, что он поломан, но я так понимаю, что... А, да, все. Синяя лента пропала с руки, и теперь я могу нормально бегать, и, наверное, тратиться будет супер медленно. О, вообще хорошо, блин, как медленно. Первый уровень радиации вообще уже не страшен. А еще я понимаю, раз у меня 4200 опыта, наверное, стоит прокачать... О, тут можно смотреть скафандр. Смотри, как это сделано. Если я снимаю... Ну-ка. Да, теперь у меня нету защиты. Выносливость хочу прокачать. Давай один разочек. Все. И у меня уже почти вся строчка. Как приятно. Давай на всякий случай еще проверим, что мы можем прокачать. У меня, по идее, исследование завершено, правильно? Завершить. Теперь у меня открыты сразу два исследования. Это березовое бревно и железный слиток. Что я могу еще? Что-то супер такое простенькое. А, ну вот, кстати. Гниль. Вот зачем нужна гниль. Использование утиль-сырья и гнили позволяет создавать удобрения для растений, улучшая их рост без лишних затрат. Наконец-то мы можем использовать эту дурацкую непонятную жижу, потому что у меня ее столько накопилось. Вон оно. Мне нужно всего 16. Также опыта у меня 2800, поэтому должно хватить. Да, тут нужно 100. Исследовать. 10 минут это явно быстро. Но я тут знаете, что заметил? Отмычка. То есть я и так ее уже могу создавать, но... О, более простой способ или что? 4 железных стержня. Погоди, что? А, из 2 железных слитков можно сделать сразу 4 штуки. То есть получается, мы можем создавать отмычку из 2 железа вместо 2 железа и свинца. Ну, наверное, это выгодно. Если мне свинец в будущем понадобится, это выгодно. О, сталь. Ой, как дешево. Да, я хочу. Ладно, я это обязательно буду исследовать. Я уже понял, что я не зря создал этот модуль. И я бы хотел сейчас обратиться к разработчикам. Ребят, вы правда молодцы. Те, кто прорабатывали геймплей, видно, насколько вы выросли. Тот геймплей, который был раньше, он, ну да, он ощущался геймплеем. Но вот этот геймплей, он целенаправленно влияет на сюжет. И это заметно. Тот же скафандр и его прокачка, починка, это исследовательский модуль. А это опять же геймплей. И мне пока доставляет удовольствие, честно. Возможно, я просто соскучился по игре в Майнкрафт. И во мне сейчас говорит вот это вот желание скрафтить все и вся. В общем, поживем, увидим. На этом я буду постепенно заканчивать. И я очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Та самая фраза про подписку, которую надо произносить, потому что я вижу, у меня есть статистика. Около 40% людей, которые смотрят это видео, не подписаны. То есть просто представьте, например, на этом ролике, ну не знаю, 500 тысяч просмотров. То есть получается более 200 тысяч человек не подписаны. Ребят, пожалуйста, не поленитесь. Спасибо также за ваши лайки. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И непонятно кто как будто пытается меня убить на протяжении всего моего пути. Всем удачи, всем пока. Пока. В незапамятные времена наши предки были дикими варварами. Низкий уровень социального развития не давал разным расам эффективно торговать. Что? Это неправда? Ну-ка, Нига, давай, иди-ка. Господи, что? Серьезно? Ай-яй-яй, ничто, нигде, но кто-то. Эти слова идеально подходят предыдущей серии, где вроде как никого нет, но вокруг меня постоянно происходят странные взаимодействия. Отключение рычагов, взрывы лампочек, непонятные исчезающие дети. Это все так же интересно, как и вопрос, как мы планируем выживать в бункере, который ломается все чаще и чаще. Как говорится, будем думать, догадать и постепенно начинать. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И
И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы маленькая живая песчинка в огромном мертвом городе. Но проблема города не столько в том, что я тут один, а в том, что на деле я тут ни черта не один. Зайти в бункер и найти выживших? Нет. Увидеть, как за меня кто-то выключил рычаг? Да пожалуйста. И фиг мы узнаем, кто это сделал. Воспоминания, дети, странные взаимодействия в округе и с ума сходящий Лолошка — это только вершина айсберга. И чем раньше мы это поймем, тем проще будет подготовиться. Объективно, самая лучшая подготовка — это базовая. И единственная база, которая окружает нас 24/7, это инвентарь. Нам нужно прокачать больше слотов и носить больше предметов. Давай-ка сразу берем железо, 3 кирки создаем, надеваем скафандр и бежим фармить 4, а то и 5000 опыта. Скафандр заряжаем и сразу прокачиваемся. Это по-любому, опять же, выносливость. Бам. Далее еще раз выносливость. Бабам. И остается 1600 опыта. Или подожди, остается 1129. О, капец, как уже дорого. Ладно, самое главное, что наконец-то можно порадоваться. Полноценная строчка инвентаря. Никогда не ценил, но теперь определенно буду. Немного похилимся. Благодарю. Так, ладно, Лолошка. Доброе утро. Или добрый день, а может быть даже ночь. Без окон так легко потерять счет времени. Единственное, что говорит мне о том, какой час на поверхности, это маленький экранчик над зарядкой. Вчерашнее приключение в магазине игрушек обернулось тотальной катастрофой. Да если бы не скотч, я бы, наверное, уже умер от разгерметизации скафандра. Как мог умереть в первом бункере из-за отключения электричества? Или в промзоне из-за обрушившегося 2-го этажа? Или... погоди-ка... в магазине техники из-за упавшей старой лестницы. Эй, а может быть Джон и прав. Многовато совпадений подряд. И самое глупое во всей этой ситуации, маленькая часть меня даже немного рада этому. Потому что это означает только одно. Кроме меня здесь есть другие живые существа. Получается, что мы имеем? Если все эти события лишь череда неудачных случайностей, то моя последняя надежда взорвалась вместе с лампочками в пустом магазине игрушек. Но если же это не случайность, то... меня снова пытаются убить. Один вариант круче другого. Ладно, чтобы не случилось очередного гипертонического криза, или как оно там, надо определить, куда двигаться теперь. Что там есть на моей доске? О, ты сейчас прочитаешь или что-то новое напишешь? Не, ну вообще да, это то, о чем я и говорил. Нам нужно подготовиться. Типа, не спешить куда-то в другую часть города. А то рано или поздно мы так... того. Что-то новое повесил. Так. Что же из этого может стать моей новой отправной точкой? Ну уже давай, Лолошка. Ты столько всего узнал про этот город, столько всего изучил. Должно быть что-то, что ты упускаешь. Подожди-ка! Точно! Эй, книжечка. Мне кажется, или... Ну, конечно! Я понял, где видел ее! Так, обратно. Да, точно! Еще при первом взгляде у меня закрались сомнения, но сейчас я уверен. Я уже видел эту книгу, которую выставили в музее. Я видел ее среди артефактов, с помощью которых мы освободили отца. Может быть, она приблизит меня к разгадке того, что с этим миром произошло. Конечно, есть вероятность, что меня снова попытаются убить, но... я же не могу сидеть вечно в бункере и ждать, что меня кто-то убьет тут. Как в целом и везде. Да, пора идти в музей. Пора посмотреть на эту книгу снова. О, нифига себе. То есть все-таки это действительно важно. Вот эта вот книжка. Блин, ну лучше показать ее вот так. Это действительно древний фолиант. Сенсация! Напомню, последний раз мы эту книгу видели в 57-й серии «Сердце Вселенной». На протяжении всего этого сезона мы об этой книге узнали ничего. Это так, на всякий случай, если вы захотите пересмотреть. Единственное, что мы знаем про эти древние артефакты, они помогли заточить отца,
а отец это у нас главный злодей предыдущего сезона. И точно так же освободить этого отца. Если что, освобождали мы его не то чтобы по своей воле, на тот момент Лолошка был заражен. Проще будет сказать, что этот артефакт из тех самых древних-древних времен, и по сей день он сохранился. Пока что это все, больше нечего сказать. Так, давай сразу прочитаем. Ночь в музее. Найти городской музей, узнать, что произошло в Архее после моего ухода. Ой-ой-ой. Это интересно. Напомню, в финале Сердца Вселенной мы сбежали из Архея, но оставили там отца. При всем при этом отца, который больше не имел подпитку в виде магических сил. Это означает только одно: рано или поздно, тратя силы, новые он бы ниоткуда не зарабатывал. И вот прошло много-много времени, и что, в итоге отца победили? Пока непонятно. Так, ладно, давай прочитаем, что у нас здесь. Книга-артефакт, про которую я прочитал в лимонной прессе, один в один похожа на артефакт, использованный Лукием для снятия печати с Тадмавриэля. Возможно, в музее я узнаю, что случилось после того, как мы с Джоном решили покинуть Архей. О, да! Мы же можем прикоснуться и, наверное, будут воспоминания. Но какие воспоминания, узнаем прямо сейчас. Выходим. Если что, еда есть, кирка есть. Пожалуйста, дайте понять, куда надо бежать. И в итоге, где же мне искать музей-то? Вряд ли он будет на окраине города. Да и многие окраины я уже обыскал. Значит, поищем где-то в центре. Надеюсь, там уровень опасности будет не слишком высоким. Ага, в центре. А, во-во-во. Так, партиклы. Я просто не знал, где центр, сори. Мне нужно туда, но подожди. Еще. Какой же этот город все-таки большой. Интересно, как много жителей здесь жило раньше? Это мы обязательно еще узнаем, но погоди, давай не торопиться. Проверим вещи. На всякий случай фотоаппарат, отмычка, немного еды и кирка. Да, я думаю, вполне нормально, поэтому погнали. О, красиво. Не особо люблю музеи. А сейчас, когда здесь еще и так пусто, от этого места неприятные мурашки. Ладно, на всякий случай прочитаем. Найти городской музей. Ладно, погнали. Всем привет. О, ну конечно. И снова ощущение, что люди ушли всего 5 минут назад. Хоть бы пыль была, блин. А то такое впечатление, что тут убираются. Действительно. О-о-о. И мы реально можем спокойно пройти в музейские покои. Всем привет. Блин, смотрящий, а почему ты не появляешься? Это первый раз, когда меня никто не встречает. Ну, то есть, не наблюдает. Служебное помещение. А судя по всему, время тут еще долго измеряли с помощью горшков. А это означает, завеса какое-то время точно держалась. Интересно. Смогли ли местные придумать более удобный способ? Или нет? И в какой момент все-таки завеса пала? О, хороший вопрос, замечательный, правда. Так, ничего из этого, кстати, взять не могу. Но, да, то есть мои догадки постепенно подтверждаются и мыслями Лолошки. Он думает то же самое. Так, здесь... О! Просто глиняный черепок, терракотовый тонкий горшок. Не, ну определенно мне это не надо. Здесь, может быть, что-то будет типа там... О, погоди. Прочная ткань, вот это понадобится. Да-да-да. Из этого аптечки можно делать. Музейные экспонаты брать не могу. Прочитать про них тоже не могу. Немного обидно. И ощущение, что на первом этаже все-таки пустовато. А, не! Кусачки инженера, высоковольтный кабель. Снова поднимаемся на второй этаж. Динозавр. Ну да, действительно. Ничего. О, меч! Блин, ну почему я не могу взять? Вот сюда можно пройти. О май гад. Обалдеть, они действительно посвятили книге целый зал. Походу, это правда какая-то сенсация. Походу, правда. Боже! Это же... Подожди, включить телевизор. В незапамятные времена наши предки были дикими варварами. Что? Это неправда? Они не были варварами? Низкий уровень социального развития не давал разным расам эффективно торговать. Ой, да ладно. У вас не сильно лучше с расизмом. Судя по существованию чистокровных гостиниц. Главной ценностью этих неразумных существ были странные фиолетовые кристаллы. Добыча этих кристаллов была настолько распространена, что до наших дней не дошло ни одного образца.
Всю информацию об этих кристаллах мы имеем из древних записей. Ага. Подожди, аметист или... А, это те самые зараженные скинты! Вот же они, господи, прям их куча. Торговля золотом? Зараженный скин, что? Я чего-то не знаю? Это уже когда мы ушли с Джоном, да? Богатые жители прикрепляли кристаллы к телу, чтобы продемонстрировать свое состояние и свой статус. Чем больше кристаллов, тем более высокое положение в обществе занимает обладатель. Нет, это... Они просто заражались, это не продемонстрировать статус. Господи, вы все переврали. Ученые также нашли свидетельство, что древние жители Архея использовали кристаллы как признак силы и могущества, а также благоговение перед объектом. Например, при изображении сильных и больших животных художники часто добавляли им на тело кристаллы, которых, очевидно, там не могло быть. Это были зараженные животные. Вот так вот, ребят, переписывается история. Книга, которая выставляется в нашем музее, является одним из свидетелей тех времен. Далее вы сможете увидеть примеры древней письменности эльфов. И, возможно, вам даже удастся расшифровать, что там написано. О, пример древней письменности народа эльфов. Вау. Это... Так... Ну, я не смог. Я там ни одной буквы не понимаю. Ну и бред, а! Все же было совершенно не так. Это неправда. Сколько времени должно пройти, чтобы правда настолько исказилась? Я теперь сомневаюсь, что моя вылазка сюда имела смысл. Хотя, впрочем, книгу, наверное, имеет смысл забрать. Задание «Ночь-музей» провалено. Реально? Да, в смысле провалено? Хорош, ты чё? Мы узнали, что, оказывается, историю переписали. Но я понимаю, что переписали скорее ненароком, потому что прошло уже прям много времени, и они просто не могли знать. Ладно, перед тем, как брать книгу, на всякий случай вот здесь проверим. Высоковольтный кабель берем. Тут тоже может быть. Нет. Кстати, вот терракота, по идее, тоже, может быть, когда-то пригодится. О, экстренный аккумулятор, немного аметиста. Не, больше ничего интересного. Ну, книга, давай, иди ко мне. Господи, что? Серьезно? На всем моем пути в этом городе я мог ходить, где хочу. А именно в музее сработала охранка. Черт, ну я же просто хотел украсть книжку. Я что, так многого хочу? Так, ладно, надо выбираться отсюда. Так, подожди, книга. Нет, ее нельзя взять. Как? Все запечатано. Черт, кажется, я заперт. И это меня уже совсем не удивляет. Ладно, спокойно. Поглядим, какие здесь еще варианты. Черт, как это давит на уши! Книга! Нет. Выход, как-нибудь. Так, книги не нужны. Как мне это сделать? Нет, никак. Без вариантов. Сколько бы я ни долбил по этим стенам, они не поддаются, как и двери. Черт. Кажется, в этот раз мне действительно не выбраться. Когда-то это должно было произойти. Тихо. Все нормально. И все-таки хорошая у меня была жизнь, да? Жаль только, что конец у нее такой скомканный. Впрочем, на что я вообще надеялся? С самого начала было понятно, что одному мне не справиться. Так. Что? Что за... Да, думала, выберешься сам. Как сам и застрял. Это что за... Кто ты? Как ты дышишь? Ты же уже выбирался из ловушек организации, разве нет? И при этом умудрился попасться там, где никаких ловушек даже не было. Что? Организация? Какая к черту организация? Так, подожди, стой! Ты знаешь, что со мной происходило? И даже наблюдала за тобой. Считала, что ты перспективнее. Что это? Хотя конец света только случился, можно было бы дать тебе поблажку, но... После того, как ты себя показал здесь, я поняла, что ты не подходишь мне. Но я не подхожу для чего? Как ты живешь без костюма? Я не привязана ко времени.
И слушай, не дай организации себя прикончить. Они наверняка знают, что ты меня видел. Так что, думаю, перестанут скрываться. И тогда тебе придется несладко. Удачи. Стой! Подожди! Ты же даже не сказала, для чего я не подхожу! Да черт, ты даже не представилась! Эй! Стой! Подожди. Ты... Черт. Охудеть. Это что сейчас было? Новая галлюцинация? Но нет, стоп, сигнализация не орёт. Двери открыты. Значит, не привиделось. Это, блин, просто невероятно! Это вообще никакой не ответ, это еще накинули примерно 100 вопросов! Вообще ничего не понял! Не дай организации себя прикончить. Они наверняка знают, что ты меня видел, так что, думаю, перестанут скрываться. И тебе придется несладко. Подожди, что ты еще говорила? Ты уже выбирался из ловушек организации, разве нет? Но при этом умудрился попасться там, где никаких ловушек не было. Ребят, это, блин, вообще ничего не понятно. Могу ли... О, я могу снова взять книгу. Или все-таки не стоит? Стоит. Не-не-не-не-не. Не буду рисковать. Нет гарантии, что сигнализация не сработает снова. Надо выбираться отсюда. Окей, ладно. Ну, значит, не стоит. Здесь, на всякий случай, какие-нибудь, может, батарейки. Опа. Фарфоровая ваза. Нет, ничего интересного. Просто по нулям. Пора начать задумываться, кто теперь не будет скрываться, раз мы видели эту девушку. И почему она не дышит? Она исчезла с точно таким же всплеском, как и ребенок, помните? Итак, это девушка без костюма, организация. Она еще так сказала. Конец света только случился. Что это, черт возьми, значит? Что происходит? Может быть, все-таки померещилось? Но нет, двери-то точно открылись. Да какой померещилось? Ну, нет, это уже бред. Если мы действительно будем думать о том, что померещилось, бредовый бред. Может быть, еще что-то скажешь? Нет? И вот как назло смотрящий пропал. Просто вот по нулям. Давай в любом случае возвращаемся. Угу. Далее наверняка нужно снять костюм, все это дело зарядить. Ненужные вещи можно было бы убрать, но места попросту нет. Вот, рудный цинк. Далее железный листовой металл. Короче, очищаемся. Итак, что у нас есть теперь? О, да, кстати, надо же еще дощечку прочитать. Там по-любому много чего нового сейчас будет. О, понял. Одной дощечки уже не хватает. Девушка без костюма спасла меня из музея. Это сюда. Так, далее. Когда случился конец света? Хорошие вопросы. Да, и вот организация, да? Организация, которая хочет убить меня. Блин. Ой, голова идет кругом. Слишком много неизвестных. Но одно ясно точно. Я в этом городе не один. Не думал, что эта новость меня не то что не обрадует, а напугает. И то верно. Меня это правда пугает. Типа, мы понимаем, мы жестко не в безопасности. Кто охотится за Лолошкой? Убедиться, что организация действительно существует. Разобраться, что это за организация и почему они хотят убить меня. Неизвестно откуда взявшаяся в музее леди сказала, что за мной охотится какая-то организация. Судя по ее словам, все передряги, в которые я попадал в последнее время, были их ловушками. Девушка упоминала, что они теперь должны перестать скрываться. Что бы это ни значило. А мой бункер все еще безопасное место? Я прошу прощения. Мне просто уже не по себе даже здесь находиться. О, какая жопа у меня с мозгами, кстати. Ой-ой-ой, как много всего. Так, бункеры оказались пустыми, там тоже опасность. Череда неудач или меня пытаются убить? Кто знал, что будет конец света? Кстати, да, у нас же еще до сих пор вот этот вопрос. Почитаем здесь. Девушка без костюма спасла меня из музея. Когда случился конец света? Организация, которая хочет меня убить. Много вопросов. И вот заметили, раньше, когда я говорил, что у нас много вопросов, я как бы говорил это, думая о 2-3. Но на самом деле, если структурировать информацию, как это подано здесь, вопросов еще больше. В некоторых главных вопросах появляются подвопросы. И, ну, короче говоря, будем думать, догадать, да? Сейчас у нас
давай-ка, наверное, еще немного почистимся. И пойдем посмотрим, что у нас по улучшениям исследованиям. Я, по-моему, открывал... А, во, костная мука, точно. Завершить. Не совсем понятно, куда пропало железо. Я помню, у меня был открыт железный слиток. Неужели разработчики решили выпилить его, потому что это слишком имбово? Ну, я надеюсь, это не так, и это просто какой-нибудь там, не знаю, визуальный баг. Во, я хочу отмычку. Она будет создаваться всего лишь при помощи 2 железа, потому что это 4 стержня. И нам нужно опыт, далее стержень, кусачки инженера и молот инженера. Изи. Сейчас все будет. Меня, конечно, жестко смущают мозги, потому что недаром вот эта механика здесь в углу на постоянной основе. Я понимаю, что на самом деле в сюжете она важна. И сейчас я вкину теорию, которую на самом деле не слушайте, это полный бред, но мало ли. Мне может казаться, что Лолошка на самом деле сам выбирается, но из-за того, что у него с каждым разом мутнеет рассудок, он начинает придумывать себе всякий бред. Типа организации, какие-то девушки, дети. Иначе зачем нам показывают эти мозги? Ну не просто же так. Ладно, в любом случае, я повторяюсь, не слушайте меня. Я сейчас исследую отмычки и бам! Все, 15 минут, которые на самом деле сильно быстрее, и я смогу наконец-то делать дешевые отмычки. Найс! Если так подумать, не зря я все-таки не люблю музеи. Ой, не зря. Ладно, книга осталась там. Но я уже не уверен, что она сильно помогла бы мне. Может быть, рано или поздно я рискну вернуться, но, судя по всему, сотрудники музея знали про Архей меньше, чем знаю я. О, это, кстати, про... Господи. Привет. Давно не виделись. Я вот, кстати, чуть не умер опять. А у тебя как дела? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Слушай, а ты можешь поставить где-нибудь рядом с едой моей, а? Чтобы она не портилась. Серьезно? Ходячий холодильник. Слушай, реально, я тебя теперь холодильником буду называть. Ну да, конечно. О. Подожди, что? Прям исчез? Прям окончательно? Ну-ка, пойду-ка я проверю холодильник. Нет, здесь его нет. Ну, о, господи, бляха! Что это было сейчас? Ты что, шутишь надо мной? Куда ты? Эй! А, да бляха! Ты... Я сейчас так это... Ноги откину. Меня тут и так уже какая-то организация туда-сюда. Что происходит? Ты зачем вот так вот? Что происходит? Алло! Иди отсюда. Да, блин, он так раньше не делал. Никогда такого не было. Сейчас, подожди. Смотрящий. Все? Перестал появляться? Я вообще думаю, что сейчас, когда у меня осталась куча вещей с тех пор, как мы антенну делали, надо создать какой-нибудь модуль. А ну-ка. Да, что вы хотите сделать? Ага, привет. Хочу построить. Видите, 1. Метеомодуль. 2. Модуль переработки. 3. Модуль пищеблока. Метеомодуль. Вот нам намекают постоянно про погоду. Типа я смогу узнавать, когда будет там песчаная буря, наверное, или туман. Давай попробуем метеомодуль. Нифига себе, какая она дорогая. Ну хотя ладно, кабель есть. Всякие вот эти вот бункерные обшивки есть. Своя личная погодная станция. Теперь прогнозы погоды не нужно ждать по радио. Можно просто воспользоваться этим замечательным модулем, чтобы узнать, какая сейчас погода. В комплект входит бесплатный журнал юного метеоролога для записей и наблюдений. И мне сейчас нужно... Флюгер реагирует на погоду. Пропеллер? Это просто железо. Окей, тогда отследить. Все, задание метеомодуль. И вот, опять же, даже флюгер это тоже железо и железо. Короче, мне кажется, что это будет супер легко. Ах ты такая, а? У меня сейчас сердце в пятки уж... Хватит это делать! Ты правда так никогда до этого не делал? Что, он сейчас появится, да? Что тебе надо? Что происходит? Ладно, благо... Вот стой там, все. Я возьму немножко аметиста, я возьму немного редстоуна, далее железо. Все другие предметы для метеомодуля, благо они у меня собраны. Пропеллеры бабахаем. То же самое с флюгером. И остается одна глобальная проблема. Свинцовый слиток. Да, у меня всего лишь 3 штуковины, и более, по-моему, не найдется, верно? Мне думалось, что это будет в достатке, но, кстати... Да-да-да, выходим. У меня сейчас появилась кое-какая идея. Что если прямо сейчас попробовать прибежать туда, где мы лутались для антенны? По-моему, это находится... Если смотреть на бункер, это... Сюда надо бежать, да? Я по-моему, правильно говорю. По-моему, сейчас надо полностью на... Или нет? Короче, я попробую. Если не получится, ну, типа, у меня будут еще попытки. Я просто прибегу и заряжусь. Нет, походу, я бегу не туда, потому что здесь какая-то... Тюрьма? Что это?
Да, в этой локации я определенно впервые. Тут 3-й уровень радиации, блин. Давай попробуем все-таки сюда еще пробежать. Я не знаю, где я бегаю. Я просто пытаюсь найти где-то на окраине города что-нибудь интересное. Неужели я не смогу найти? Там такие крутые вещи были просто. Вот здесь 1-й уровень. Да, вот тут хорошо. Домик какой-то, как будто здесь прям жили. Это уже прям полноценная окраина. Тогда мы заново заряжаем костюм. И во 2-й раз попробуем пойти в сторону... Во, вертолета. Да. Я вспомнил, я шел куда-то сюда. Также здесь, я помню, оставлял сундук, который... Стоп, где он? Тут был сундук с драгоценностями, я точно помню. Понятно, он просто исчез. Вот тут 2-й бункер, или точнее 1-й бункер. И я не помню, вроде промзона где-то там. Все, постепенно воспоминания в голову приходят. Я бежал вроде как сюда. Жесть! О, да, вот! Вот, 4-й уровень. Я нашел. Все, тихо. 1-й уровень. Ой-ой-ой-ой, как же это приятно. Вот здесь мы тогда вылезли. И не говорите мне, что у меня сейчас не будет вещей. Просто не говорите мне этого. Я обязан их забрать. Пожалуйста. Я самый счастливый человек. Экстренный аккумулятор точно используем. Далее все вот эти вот штуковины мы забираем. Я даже не знаю, на самом деле, мы должны несколько ходок сделать. Еще вот здесь то же самое забираем. Люминесцентная лампа. Блин. Во, свинец. Мне нужно 20 штуковин. Я беру 25. Вот это я правда молодец. Мы сейчас ставим здесь вейпоинт. И теперь, если что, я смогу сюда прийти. Надо бы еще понять, какой безопасный путь. Если я пойду туда, то тут уровень радиации, по-моему, 4, правильно? Да, вот здесь 4, все, я запоминаю. Если мы бежим здесь, то тут 2-й уровень. И 2-й уровень мне уже на самом деле не страшен. Я уже спокойно могу здесь лутаться, не думать о том, что у меня быстро разряжается. А вот здесь, по-моему, 3-й. Вот сейчас, по-моему, здесь будет 3-й, да? Я помню, правильно? Вот около этой тележки. Да. Слушайте, я уже запоминаю город. Постепенно помню. Вот тут будет сейчас 2-й уровень. Ага, и тут 1-й. Ну-ка. Да. Я уже, блин, город, знаете, как свой помню. Как будто сам строил. Сейчас основная проблема, что... Смотрящий все еще здесь. Так вот, основная проблема как-то это все уложить. У меня слишком много лишних вещей. 2 сундука почти полностью забиты, и мне неприятно. Необходимые для модуля вещи добираем. И вот теперь мы точно готовы. Задание метеомодуль выполнено. 1000 опыта, все вещи собраны. Построить. Так, сцена. О. Подожди, он такой маленький, реально? Ну хотя, а чё он должен быть большим? Это же просто метеомодуль, получается просто погоду. Йоу. Кислотный дождь, призрачный туман, ясно, пылевая буря. И это пока что все, что мы знаем, да? Кислотный дождь. Ливень из высококоррозионной жидкости зеленого цвета. Очень сильно влияет на защитные функции скафандра, разряжая его. Мало того, пары этой жидкости попадают в дыхательные пути, вызывая постепенный кислотный ожог. Ну и в довершение, любые инструменты, попадающие под этот дождь, буквально распадаются в руках. Класс. То есть, блин, то есть мне, когда кислотный дождь, нельзя брать инструменты в руки. Метеомодуль находится прямо у выхода, и я смогу прямо перед выходом узнать, что сейчас есть. Только подожди, а как узнать-то? Как узнать? Типа тут сигнализировать что-то будет? В любом случае мы сделали. Тут тоже ничего. Ну, блин, мне нравится, как наш бункер постепенно обрастает новыми комнатами. Пойдем сразу проверим, как у нас дела с отмычками. Я же теперь могу делать новые, да? Ну, то есть дешевые. Вот, завершить. И да, завершено. Пойдем попробуем, как это работает. Типа, оба! Оба-на! Сюда! Отмычечка дешевенькая, всего-то 4 железных прутика и ничего более. Скафандр ставим на зарядку и постепенно на этом заканчиваем. Что будет с Лолошки, когда у него мозги еще сильнее упадут? Мне страшно представить. Моя догадка, моя микротеория о том, что на самом деле это все он сам себе придумывает и никакой организации не существует, я пока что положу где-то вот на 10-й план. Эта теория имеет место быть. Ну а если серьезно, некая организация хочет убить меня. Но чё ж вы меня тогда просто ножом не проткнете? Будем узнавать, это все очень интересно. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. Не забывать о том, каким Архей был раньше. Не верить этим историям с телевизора. Что это за бред? Какие архейцы тупые? Нет, они не были тупыми. А также с вами был Метеомодуль и Смотрящий. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Взять книгу, не брать книгу. Блин, ну да. Взять. Все нормально. Нет сигнализации, шикарно.
Что? Какого? А! Что происходит? Организация, которая хочет убить меня. Окей, предыдущая серия вкинула действительно резкое понимание и непонимание происходящего. А еще эти фразы от некой девушки «Конец света только случился» или «Они наверняка знают, что ты меня видел, так что, думаю, перестанут скрываться». Чего? Давайте на чистоту. Если я начну это разгадывать, у меня голова лопнет. Поэтому просто начинаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы под присмотром некой организации. Чего? Вообще, знаете, у меня ощущение, что сейчас я могу сказать вообще любую теорию, и она не будет иметь никакого смысла. Давайте лучше коротко о том, что мы увидели. Первое. Жители города спустя сотни, тысячелетия или еще больше лет трактовали прошлую историю Архея неправильно. Второе. За мной следят непонятные личности, и речь не только об этой девушке, речь о некой организации. Третье. Девушка говорит «конец света только случился», и при этом говорит так, как будто это нормально. Ну, конец света и конец света, какая разница? И, наконец, четвертое. Они наверняка знают, что ты меня видел, так что, думаю, перестанут скрываться. Ну, если вы что-то из этого поняли, вы красавчики. Короче, возможно, сейчас меня больше всего беспокоят мозги Ложки. Бип-бип-бип, бип-бип-бип, бип-бип-бип-бип-бип. Бип-бип-бип. Ощущаю такое единение с этим бункером, будто постепенно сливаюсь с ним в одно целое. Это и есть безумие, да? Не понимаю, из-за чего мне так плохо спалось? Из-за всех этих тревожных мыслей? Или из-за этого дурацкого гудения и пиликанья? Так, ну ладно. Зато эти монотонные звуки так сильно бесят, что благодаря им я хотя бы немного отвлекаюсь от всяких беспокойных размышлений. Произошедшее вчера кажется таким ненастоящим, что ли. Все в голове как будто сворачивается в один запутанный клубок. Доброе утро, мир! Так, хорошо. Надо просто разобраться, что делать дальше. Джон говорил, что нужно постоянно заниматься обслуживанием бункера, что это полезно и для физического, и для ментального здоровья. Ну что ж, думаю, надо начать именно с этого. А потом... Ну, а потом вернусь к своей доске, займусь делами, не знаю, более психологически затратными, что ли. Так, а сейчас взгляну на терминал. Ой, блин, Ложка, мне так не нравится, как ты постепенно разговариваешь с бункером. Это плохо, это очень плохо. Подожди, а у меня сейчас что из заданий-то? Убедиться, что организация действительно существует, разобраться, что это за организация и почему они хотят убить меня. Я напомню, ребят, у меня есть микро-тупая теория. Из-за того, что мозги Ложки постепенно садятся, все, что он видит, это его выдумка. Все эти организации, даже смотрящий, понимаете? Ну хотя ладно, смотрящий может быть и не выдумка. Я просто постоянно вижу фразу в духе «произошедшее вчера кажется таким ненастоящим». И вот мозги, вы видите, что у него? Давайте так, я примерно на 70% уверен, что все, что мы видели, настоящее. И на 30% уверен, что не настоящее. А теперь здравствуйте, терминал. Что это? Что а что происходит? Подожди, что это за горение? Что это за замочки? Какого черта? О, ну и ну. Что ну и ну? Подожди. Да, что вы хотите сделать? Здорово, здорово, да. Я хочу посмотреть, что происходит. Видите, 1. Модуль переработки, 2. Модуль пищеблока. Нет. Ладно, пойду проверю. У меня получается... Вот здесь может быть что-то? А! Что? Нет, да ладно, оно поломалось и... Так, погоди. А складской модуль, что с ним? Что при... А! Йоу, подожди. Ладно, а здесь все нормально. Прошу прощения. Какого черта? А что с бункером, я не понял. Эй, а здесь-то все... Да нет. Да, потушить. А, черт, мне срочно нужен огнетушитель. То есть я не могу тушить просто руками, да? Ай,
Ладно, руками я могу тушить, но это очень-очень плохая идея. Во всяком случае, у меня минус голова немножко. Мне тут явно показывают, как наш бункер может постепенно ломаться, да? Здесь в итоге как починить-то? А, во-во-во. Так, здесь нужно 2 высоковольтных кабеля. Сейчас, у меня есть такое. Берем сразу же, чиним. Ага. Все. Фу, блин. Опасно. Но теперь мне нужно еще что-то, я помню. Сейчас найдем какие-то там штучки, дрючки. А если быть точнее, железно-механический компонент, который делается из железной пластины и меди. Тут, благо, ресурсы у меня есть. Сразу чиним. Ого. Все нормально? Нет! Вы шутите! 2 двери минус! Да это ненормально, ну сейчас у меня выжрут все ресурсы. Ладно, опять же все это объединяем. Железно-механический компонент получаем. И надеюсь, это все, что потребуется. Ну-ка. Да. Да, здесь все хорошо. И у меня остается еще что-то с водой связанное, да? Там вода, и постепенно тратится кислород. Что тут чинить надо? Эй, а ну-ка. Водопроводная труба поломалась. Понял. А ну-ка, труба, иди сюда. Максимально быстро разбираемся и... О, только все равно проблема. Вот она проблема-то, ё-моё! У меня, оказывается, вентиляция здесь не работает. А я еще думаю, почему я задыхаюсь? Кислородная труба сюда. Все эти проводочки, все эти трубы, которые здесь есть, они супер-мега важны. Я понял. Все, чиним. Справились. Фу. Да, действительно, фу. Если этот опыт меня чему и научил, так это тому, что мне нужно много материалов. Пора бы научиться перерабатывать все то, что дает мне Силанхва. Задание «Переработка» обновлено. Узнать, как создается модуль переработки. Построить модуль переработки. Не смеяться с названия перерабатывающей машины. Что? Чего? Бункер начинает требовать все больше и больше ресурсов, поэтому пора заняться переработкой. Давай посмотрим, как это работает. Получается. Что вы хотите сделать? Да, хочу построить. Ква, введите 1. Модуль переработки. 2. Модуль пищеблока. Значится, единичка. Просто необходимо приобрести тем, кто не любит выбрасывать что-то просто так. Этот модуль оборудован сверхтехнологичным переработчиком ЖОП. Это то самое. Тут понадобится... 24 бункерной обшивки. Это, походу, не маленькая комната. Позволяет перерабатывать отходы в утиль-сырье для повторного использования. То есть мы можем создавать кислородную трубу, жидкостную трубу и так далее. Правильно понимаю? Нажимаем «Отследить». И все. Сейчас тогда быстренько все это... ЖОП. Да, согласен, это было смешно. Погнали собирать. Ты погляди, какая годнота. Тут понадобится генератор. И помните, когда-то давным-давно я его где-то поломал? И вот оно. Вообще немного посмотрел. Каждая вещь, которая здесь требуется, требует железа. Поэтому да, как обычно, в шахту. Обалдеть, ребят, да на этой фабрике можно еще лутаться и лутаться. Я столько всего здесь не додобыл. Один вот такой компонент — это куча железа и меди. А у меня уже 18. Сейчас все супер быстро сделаем, это точно. Обалдеть, ребят, так тут оказывается весь город лутаемый. Ты погляди, могу уйти куда-нибудь сюда, и тут тоже будут валяться вещи. Может быть, что-то, кстати, хорошее найдем. А может быть, тут уточка будет, кстати. Нет? О, подарок. И ива. Так, ладно, я не буду пока это брать, наверное, потому что места все равно нет. Вот сюда можно зайти. Кирка валяется. Ладно, я, пожалуй, пошел. Места все равно нет. Итак, господа и дамы, вещи собраны. Мы нажимаем «Построить» через 3, 2, 1. О, да. Мне кажется, это, кстати, сейчас самое дорогое, что я строил. И, походу, это большая... Да, это очень большая комната. О. И я очень надеюсь, что это будет самое дорогое, что я построю за все время, потому что, ну, это капец какой-то. Лава капает. Нормально. Капец, какая громадина. Но это явно того стоило. В плане ресурсов. Ну, что же, как говорится, пора. Что? Что пора? Я уже, честно говоря, не помню, что ты думал. Вот, потом вернусь к своей доске и займусь делами более психологически затратными. Окей, то есть мне туда надо вернуться. А еще меня все-таки смущает эта лава. Это нормально? Ну ладно, она хотя бы не обжигает, и на том спасибо. Здесь я могу
Ой-ой-ой. Походу, очень много всего. Мне надо будет много выпекать, а потом еще больше выпекать. Тут у нас что-то молоть можно, перемалывать. Типа я это врубаю. И проверяем. А, не, сейчас не работает, потому что там ничего нет, да? Да, и, видимо, это будет складываться сюда. Также у нас есть какой-то вентиль. Можем контролировать угол поворота, но я этого делать не буду. Не-не-не. В итоге, где этот модуль? Ага, прямо около нашей растительности, которая, кстати... Что? Не выращивается? Почему? А, потому что у меня конопля выращивается. Мне-то нужна капуста. Семена капусты забираем, в нашу растительную штуку пуляем и в целом просто немного ожидаем. Пока. Эй, дощечка, твой выход. Что скажешь? Так, подумаем. Девушка без костюма. Прямо как тот ребенок, которого я видел возле магазина техники. Он что, тоже пытался спасти меня? Или наоборот? Или он вообще просто случайно там оказался? Не уверен, как ребенок мог бы мне помочь в подобной истории, если честно. Или, не знаю, сломать ту лестницу. Это же как бы, ну, ребенок. Они с этой девушкой наверняка как-то связаны и... О, привет. А ты как считаешь? Если честно, приятель, я думаю, что сошел с ума. Мне кажется, что я вообще никого не видел. Вообще! С того момента, как оказался в этом месте. Я даже не уверен, правда ли ты сейчас передо мной. Мерзкое ощущение. На себя не могу положиться. Вот что делать, когда даже себе не можешь 100% доверять, а? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. О, да ладно, ничего себе! Действительно заставляет задуматься. Вау! Хотя бы разговоры с самим собой позволяют мне чувствовать себя чуть менее одиноким. Надеюсь, ты не считаешь, что я странный. Хотя даже если считаешь, все равно ничего не скажешь. Кстати, ты же буквально везде за мной ходишь, верно? Почему ты вообще никак не помогаешь мне? Просто ждешь, когда я умру, да? Или, может быть, тебе так сильно нравится подсматривать за моими страданиями? О. Что, засмущался? Ну и ладно. Та странная девушка сказала, что организация начнет действовать менее скрытно. Это... что? Значит, я увижу кого-нибудь? Вот если бы она не исчезла так резко. Возможно, я как-то смогу найти ее снова. Или кого-нибудь еще. Если я никого не увижу, то буду знать, что за мной хотя бы нет никакого хвоста. А если увижу, то буду знать, что в этом городе я не один. И что я не сумасшедший. Как ни погляди, одни плюсы, верно? Хотя кого я обманываю? Как же это все стрёмно. Но мне все равно нужно понять, что происходит. Только, если честно, я не уверен, с чего бы начать. Город-то большой. Просто так скитаться по слишком опасным зонам не хочется. Особенно если прикончить меня будут пытаться не только радиация и атмосферное давление. Или что там вообще на улице? Так, ладно, пока что единственная моя зацепка — это музей. Очень не хочу возвращаться туда, но как будто другого выбора-то все равно нет. Интересно, что бы на моем месте сделал Джон? Хотя ладно, не думаю, что Джон вообще бы оказался на моем месте. Это правда, вот тут ты чертовски попал. Он бы не оказался. Кто охотится за ложкой? Вернуться в музей и найти там какие-нибудь зацепки. Так, окей, ладно, это хорошая идея, но все-таки давай вспомним, что у нас было. У нас там было много-много музейных экспонатов. У нас была книга, тронув которую появилась сигнализация, поэтому, наверное, трогать ее больше нет смысла. Да в целом больше ничего не было, поэтому берем кирку. На всякий случай починим ногу. Спасибо. Обязательно поедим, возьмем скафандр и погнали. Ой, вспомнить бы только, где этот музей. О, нет. Черт. Опять этот туман. Как же жутко. Реально, это все, что ты скажешь? Нет, пожалуйста. А погоди, а метеомодуль, он меня вообще предупреждал об этом? Давай сразу проверим, как это работает. Какой-нибудь там сигнал, я не знаю, призрачный туман, кислотный дождь. А как это работает-то в итоге? Как мне понимать, какой сегодня погода? Может быть, здесь? Зелененький. Здесь у нас... не знаю, вот этот цвет, может быть, кстати, меняется. Давай прочитаем. Призрачный туман. Густой голубоватый туман. Еще непрогляднее обычного. В этом тумане водятся необычные существа. Не уверен, являются ли они плодами моего воображения, или все-таки нет. Но контакт с ними заставляет страдать не только меня, но и мой скафандр. Если честно, то их прикосновения обжигают не тело, а душу.
Ну, есть такое. Кстати, мы просрали 1% заряда. Я на всякий случай дозаряжу его. И вот теперь погнали. Снова всем привет. Благо у меня партиклы показываются, знаю, куда бежать. Тихо. Всем привет. Ладно. Главное, что сейчас можем спокойно добежать. Я каждый раз, когда вижу этих существ, на секунду кажется, будто это кто-то живой и настоящий. Так, ладно, надо поскорее добраться до музея. А, господи, беги! Просто беги, черт возьми! Что это? Ой, жопа! Черт! Я не знаю, куда бежать. Так, ладно, пока он... Тихо, куда бежать? Вот. Лолошка, пожалуйста, не соприкасайся с ними. Музей. Твари. Так, все, Лолошка, соберись. Будь предельно осторожен. Постарайся не запустить охранную сигнализацию во второй раз. Хотя, ладно. Может быть, если сигналка сработает, эта девушка снова придет на помощь. Не уверен, каким еще способом можно было бы привлечь внимание этой таинственной незнакомки. Все нормально? Как же хорошо, что они тупые и просто идут на пролом. Вот они. Так, здесь у нас ничего нового не появилось, да? Благо, их вроде как внутри нет. Тихо. Но они меня не то чтобы покасались, не то чтобы тронули. Потерял всего лишь 19% заряда. Так, могу ли я в итоге что-то взять? Нет? Где книга? По-моему, она была где-то вот здесь. И как мне ее в итоге? Какое же яркое ощущение дежавю. Взять книгу, не брать книгу? Ну, если не брать, то не совсем понятно, зачем ты сюда хотел прийти. Блин, ну да. Взять. Я, конечно, рискую, наверное. Все нормально. Нет сигнализации, шикарно. Книга-артефакт. Видимо, та девушка полностью отключила охранную систему в этом музее. Ура, книжка у меня. Так. Че, я могу ее открыть как-нибудь? Книга, похожая на артефакт, использованный Лукием для снятия печати с отца Тадмавриэля. Так, ну-ка. Это эльфийский. Жили-были дед да бабка, жили-были не тужили, и все, да? И как бы больше тут ничего нет. Какая полезная информация, все так понятно? Не уверен, на что я надеялся, но пусть будет, пригодится. Может быть, мне повезет, и я найду способ это расшифровать. Я же не просто так сейчас рисковал, верно? Верно ведь? Верно. Не, ну главное, что мы не просрали кучу заряда костюма. Мне, наверное, следовало батарейки. Что это? Это значок той девушки? Этого точно в прошлый раз здесь не было. Выглядит как какой-то полицейский значок. И выглядит солидно. Может, это принадлежит кому-то из организации? Или, может быть, обронила та самая незнакомка? Звучит, кстати, логично. Он не вызывает никаких воспоминаний, как некоторые другие предметы, что я находил. Хотя это в то же время не отменяет того факта, что он может быть просто случайной безделушкой. Задание «Кто охотится за Лолошкой?» Что это? Значок той девушки? Значок, который я нашел на полу в музее. Подожди-ка. Это намек на то, чтобы я еще получше обыскал, да? Сейчас. Главное, чтобы призраки не появлялись. Нет. Но вот это я помню уже открывал, тут ничего не было. Стоп, погоди! А с каких пор здесь второй уровень радиации? Так, вот здесь на всякий случай посмотреть. Эй, призраки! Призраков нет, ладно, это прекрасно. Если что, может быть, даже добежим нормально. И нет, тут больше ничего нет. А вот кубок возьмем. Отлично. Я ничего не нашел. Просто потратил время впустую. Прогулялся по этим жутким туманным улицам и потратил заряд костюма. Класс. Такие прогулки для ментального здоровья точно не полезны. Пойду-ка лучше обратно. Какой же бесполезный день. Тихо, в смысле? Бесполезный? Ты книгу взял? Ну, не знаю. Понятно, что ее сейчас нельзя прочитать, но мало ли. Кстати, служебное помещение. Я сюда так и не зашел. Это просто ресепшн. Да, здесь мы уже смотрели. Ну, кусачки можем взять. Книгу тоже по приколу, паутина. В итоге мы нашли значок и какую-то книгу. Ну нет, я бы прям не сказал, что это бесполезный день. Что? Какого? Что происходит? Ой, сори.
Етить, колотить! Ладно, это... Это уже... Что это? Откуда сейчас взялась эта штуковина? Это что, только что был дрон? Эта хреновина чуть не убила меня. Сколько их здесь? Но... Подожди-ка, раньше же здесь их не было. А, костюм почти разряжен. Отсюда до бункера не очень далеко. Надо успеть. А, какая проблема у тебя с мозгами, мозги? Срочно. Тихо, 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 куда? Почему партиклы здесь? А, ну, наверное, все равно в бункер надо. Да, вот. А! Привет, привет, ребят. А, они на меня... Что, не обращают внимания? Или это специально, чтобы я спокойно добежал? Спасибо, спасибо, что продумали это. Так, тихо, тихо, тихо. Все, спокойненько в бункер. Никаких проблем. О, это какая-то жопа. Каждый раз меня пытаются, черт возьми, убить. Да, Лолошка, я с тобой согласен. Я просто, понимаете, каждый раз, каждую серию думаю, ну все, вот хуже уже не может быть. И становится просто жестче. Сколько бы я ни прокачивался, градус накала вообще никуда не сходит. Так, ладно, продолжай. Меня, черт возьми, реально пытаются убить. Она была права. Она была. Я видел эту девушку. Это точно не галлюцинация. Даже в мире, где, казалось бы, нет никого, найдется кто-то, кто захочет моей смерти. Они стали действовать открыто. Все, как она и говорила, все, как она и говорила. Что делать теперь-то? Что мне делать? А вдруг они знают, где находится мой бункер? А что, если они заявятся сюда, пока я сплю, а? Так, ладно. Сейчас должен появиться Джон, и он скажет, что мне делать. Ну? Давай же! Даже если ты просто плод моего воображения, пожалуйста, появись! Нет? Отлично. Видимо, с этой историей я должен справляться самостоятельно. Меня игнорирует собственное видение. Никакой дрон в бункер не пробрался, ладно. Может быть, они просто не знают, где я нахожусь? Помощник говорил, что двери здесь герметичны, и никакие непрошенные гости не появятся. Не должны. Но это же не означает, что они не поджидают меня снаружи. Ладно. Надеюсь, хотя бы здесь я в безопасности. По крайней мере, пока. Какой же отстой. Да. Ладно, что мне, как мне? У меня даже оружия нет, у меня ничего нет. Это тот момент, когда я такой думаю, не волнуйся, Лолошка, ща сделаем, ща придумаем. А нет, у меня даже как у игрока нет идеи. Мне нужна какая-то плазма-пушка. Я не знаю, я уже фигню какую-то придумываю. Пушка вот так. О, подожди, картофельная пушка. Ну нет, это точно не то. Строительная пушка, определенно не то. Давайте, наверное, все-таки зарядимся. Спокойненько выдохнем. А, и кстати, знаете что? Надо не забывать про исследования. Да. Они, вот, чем больше я их прокачиваю, тем в будущем мне будет явно проще. Вот конденсатор, например. О, консервная банка. Разобрав несколько банок с консервированным супом, удалось понять, как создаются сами банки. Поэтому теперь не проблема создавать их самостоятельно. Где? А что я туплю-то? Да, исследовать. Исследуется на самом деле супер быстро, но консервированная банка это явно не то, что создает прям суп. А, ну да, во! Консервированный суп. Горький опыт научил меня запасать консервы. 320 гнили? Ничего себе. Так, ну ладно, томаты это легко, а что такое костяной бульон? Как будто это какая-то жопа. Создается с помощью костей и просто грибочков. А, ну ладно, это легко. Только нам понадобится кухонный котел. Давай-ка, наверное, кстати, сделаем его прямо сейчас. Самое тяжелое здесь это какой-то кирпич, а по факту это просто глина. Как бы я, конечно, не пытался отвлечься, но мозги у Лолошки падают все дальше и дальше. Я не знаю, там еще одно-два деления, и вот так вот можно лечь на пол и ручками махать. Вот до чего докатится Лолошка. Короче, глину пережариваем. Лопату забираем. И напомню еще раз, для кухонного котла требуется ведро воды. Вы же понимаете, что это означает, да? Мне придется выйти. Я очень аккуратно, я прям быстро попробую найти воду. Тихо. Я не помню конкретно, где вода есть. Но может быть тут найдем. Так, я помню, что вот здесь, Тихо, пожалуйста. Нет, вот прудик. Забрали, побежали.
побежали. Нет, нет, 10%, как быстро они сожрали, обалдеть. Им стоит только прикоснуться и все. Минус 10% заряда за секунду. Нет. Гриб тоже возьмем. Отстань, отстань, отстань. Забегаем. Блин, это жопа какая-то. Это хорошо, что меня еще дроны какие-то не стреляли. Объединяем ресурсы и кухонный котел. Здравствуйте. А, кстати, подожди, а зачем я его делаю? Мне же наверняка нужен какой-нибудь пищевой модуль. Хотя, с другой стороны, я могу поставить там на улице. Не знаю, даже стоит ли рисковать. А кости, мне же еще кости нужны, погоди. Вот, у меня 4 штуковины, забираем. Выбегаем. И аккуратненько выставляем. Цель достигнута, кушать подано. Тут нужна вода, наверное. Да, блин, вода, опять вода. Ну куда же вы воду-то эту требуете? А еще нужен огонь. Чем? Магма, наверное, да? Давай возьмем одну штучку. Или даже полноценный блок, так будет лучше. Поставим куда-нибудь сюда. И после этого нам нужна зажигалка. Она где-то там у меня есть в бункере, но перед этим нужна вода. Поэтому... Тихо. А! Нет, нет, нет! Так, нет! Тихо, 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 подожди, подожди, подожди! Минус 7%. Хорошо. Ладно, пока справляемся. То есть, если я постою примерно 5 или даже чуть меньше секунд, то все. Можно, по сути, прощаться. Значит, поджечь. Налить надо? Не надо! Коричневый гриб. Далее косточка. И начинаем создавать. Нам нужно будет только миску сюда положить. Но для этого, по сути, нужно просто дерево. Звучит как что-то не самое проблемное. Но если на меня сейчас пойдут призраки, то проблема. Все, дерево. Главное, что в меня еще никто не стрелял. Не стрелять, не стрелять, не стрелять. Миска создается. И... О! Сделал? Или... Подожди, куда? Куда пропала? Где мой суп? А, вот, да, костяной бульон. Вообще, сам по себе костяной бульон тоже прикольный. Он дает комфорт, но всего лишь 4 сытости. Да, то есть он мало дает сытости, в отличие от консервы. Там 8, а здесь опять же 4. Прости, капуста, но, наверное, ты мне больше не понадобишься. Я перехожу на консервы. Мне снова захотелось кушать хорошо. Семена оставляем, волокна выкидываем. Обязательно кушаем хоть что-то. И я напомню, мы все равно не создадим консервы, потому что проблема, я же не изучил консервы. Нам нужно 320 гнили. Вот блин, гниль, я ее выкидывал. Я просто не знал, что так много надо будет. Сколько у меня сейчас? Примерно 100. И все. А, ну кстати, я же могу капусту повыращивать и томаты. Все, пусть оно гниет. Вот так вот положили и ожидаем. Уточек мы новых, кстати, не нашли. Сломанная утка. Похоже, с ней слишком часто играли. И реалистичная утка. Как живая, но будто не живая. Это последнее, что мы нашли. Но я уверен, где-то рядом, даже около бункера есть. Кстати, пока у нас решается проблема с гнилью, я также не забываю о том, что у меня скоро 20 уровень. А за каждые 5 уровней, напомню, мне дается очко генома. Сейчас мы немного зарядимся. Оденемся, супчик покушаем. Короче, идея такая. Прямо сейчас я накоплю еще больше опыта и попробую прокачаться до 20 уровня. Тихо, 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 тихо. Молодой, 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 молодой. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты не пройдешь, да? А, ты не пройдешь. Хе-хе-хе-хе. Глупий. Мы точно помним, что призраки также появляются в шахте, так что надо мега аккуратнее быть. Попробую копать просто туннель. Та-дам! 2791 опыт. И я готов вложиться. Но! Я, наверное, впервые вложусь не в выносливость. Я хочу вкладываться еще и в силу. Увеличивается скорость добычи простыми инструментами. То есть, по идее, чем больше у меня силы, тем быстрее я буду копать. И таким образом добывать больше XP. По-моему, логично. Сила. Повышение. И мне дается 1 очко генома. Благодарю! Пойдем сразу проверим, на что могу потратить. А, у меня уже, оказывается, их 2. Ой, так, блин, а я же могу сейчас вообще разгуляться. Замедляет расход голода на 20%. По-моему, это идеально. Любой полученный урон перенаправляется в ноги. Нет. Увеличивает скорость передвижения на 10%, когда в обеих руках нет предметов. Нам потребуется интеллект 12. А у меня 11. Я мог только что... Блин. Вот бой. Как будто скоро мне нужно будет очень много драться. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше урона. Прикольно, но нет. Атаки в спринте наносят на 30% больше урона, но требуется ловкость 20 уровня. Не, наверное, боевые искусства пока не надо. Вот гены ремесла — это самое крутое. При переплавке булыжника в печи с шансом в 1% можно получить самородки различных металлов. Как будто бы прикольно, но не на первом уровне. Но в любом случае, давай начнем. И до 2 уровня, чтобы было 2%,
2% нужно 20 удачи и 20 интеллекта. Да, дороговато будет. Снижает шанс на потерю прочности предметов на 5%. Знаете, скорее тут должно быть написано: повышает шанс не потерять прочность у предмета на 5% при использовании. Что-то в этом духе. Шахтерские инструменты разрушают блоки в области 3 на 1. Вот оно. 30 силы надо. Я по-любому хочу это. Это еще 16 уровней. Да. Итак, допустим, 4500 опыта, я беру силу, 15 уровень, далее еще раз силу, 16 уровень, аккуратность 52, эффективность 58. И вот эта эффективность 58, насколько она... работает. Блин, ну честно говоря, я бы не сказал, что я прям сильно быстрее начал копать. Я понимаю, что да, мне нужна там, например, алмазная кирка, мне нужно еще больше силы, и тогда, скорее всего, я буду замечать эту разницу. Но эта алмазная кирка, она что, сколько? Сила 20. Окей, ну, к силе мы в целом прибежали. Осталось всего 4. Далее нужна ловкость 20. И вот тут вообще дичайшие проблемы. У меня сейчас 15 уровень, и мне нужно еще 5. Вообще, да, у меня ощущение, что долбить камень — это уже не самая выгодная прокачка. Это что такое? Простите. Киноварь. Первый раз попадается. Для чего ты нужна? Может быть, какая-нибудь кирка? Пожалуйста. Нет? Просто пыль? Мы понимаем, что некоторые предметы просто могут быть закрыты, но на самом деле они есть. Вполне вероятно, что у нас появится какая-нибудь мега-пушка, которая вот так вот лазером все сможет выкапывать. Мне определенно нужно найти какой-то способ добывать много опыта. Допустим, белая шерсть. Я могу создавать вот такой вот ковер. За это тоже дается опыт. Окей. Далее из ковра я уже ничего не могу создать, поэтому увы и ах. Самое прям такое мега используемое — это дерево. То есть сначала я делаю доски, потом из досок я могу сделать вот такие полублоки, а из полублоков еще меньше могу сделать деревянные тарелки. Конечно! Мы примерно за 18 дерева получили 100 опыта, или даже 150. Да, мне нужна ферма дерева, прям такая полноценная где-то здесь. Модуль на дерево здесь нельзя поставить, поэтому только на улице. Ну ничего, разберемся. Как говорится, постепенно на этом будем заканчивать. Кто эти девушки, кто эта организация, кто эти дроны? Или все-таки что? Мы узнаем в следующей серии. Очень на это надеюсь. Черт возьми, меня правда пытаются убить. И в этот раз они действуют наверняка. Но кто точно уж не пытается никого убить, это я и, надеюсь, вы. Ребят, спасибо большое за вашу поддержку. Спасибо за то, что оживляете, поддерживаете канал вашими лайками, комментариями и подписками. Но если вы все еще этого не сделали, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Все ваши подписки — это огромный буст к мотивации. С каждым разом мы пытаемся сделать все круче и круче. Я уж надеюсь, что вы это замечаете. Еще раз благодарю. Не забывайте, не пропускайте мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... организация. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Тихий город, тихая организация. А как насчет громких криков? Девушка! Я знаю, что ты за мной Заткнись! Ты совсем с ума сошел? Окей, в одной серии мне говорят, цитирую: они наверняка знают, что ты меня видел, так что, думаю, перестанут скрываться. А уже в предыдущей серии в меня, спокойно идущего через бирюзовый туман, стреляют непонятные дроны? Чего, блин? Что тут, черт возьми, происходит? Хотя давайте просто не будем ждать, а сразу узнавать. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы и в лужу упали, и в меня стреляли. А вообще, да, на полном серьезе. Вот я иду по городу, вот тоже я, но прячусь от непонятного летающего дрона. И вот тоже я, но в меня стреляют. Обалдеть. Если вы думаете, что я хоть что-то понял, то очевидно так и есть. Я понял, нам полная задница. Не хватало нам кислотных дождей, призраков, непонятной радиации 99
9 уровня, так тут еще и дроны и некая организация, про которую я узнал от какой-то не менее загадочной девушки. И я бы хотел перестать накидывать говно на вентилятор, но нет, говно продолжается. У нас в предыдущей серии бункер начал ломаться в ускоренном темпе. Пожалуйста, помогите, кто чем может. Короче, давайте так, будем верить только в самое лучшее, и все будет замечательно. У меня на самом деле уже есть шикарные новости, а именно, привет, уточка. Вы видите, 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Ну, получается построить новую комнату. Видите, 1. Модуль пищеблока. И вот на этом этапе это и есть шикарные новости. Да, у меня не построен только один последний модуль. Скорее всего, потом будут появляться новые, но на данный момент мы почти все доделали. Этот пищеблок превратит в профессионального повара даже ребенка. И вот оно. У меня все есть, кроме холодильника, кухонной плиты. Подожди, холодильника? А как ты делаешься? Отследить? Задание модуль пищеблока обновлено, спасибо. И да, вот они все предметы, но холодильник это... Я нажимаю, но он не крафтится. А, погоди, точно! Этот холодильник же нужно исследовать. Ё-моё. 8 стали, молот инженера и 10 супа. Исследовать? А, у меня нет 500 опыта. Блин, новые проблемы. Берем немного досок, создаем немного плит и... Та-дам! 500 опыта есть. Холодильник снова здравствуйте. Перед этим, кстати, давай-ка, наверное, завершим золото. И... Та-дам! Целый час пошел. О, как же это долго. Благодаря механической инженерии можно создать простую холодильную камеру из подручных и не очень материалов. А, погоди. Я заметил, что когда мы изучаем что-то старое, появляется что-то новое. Например, вот, кремний. Его точно не было. Простая вытравка кремния из кремния путем обработки редстоуновой кислотой. Ну, наверное, когда-нибудь пригодится. А это что такое? Увеличивает получаемый опыт на 80%? Погоди, а почему я раньше этого не видел? Изумруд кристалл, алмазный кристалл. Я помню, где это находится, в сейфах, которые запечатаны отмычками. Теперь я понимаю, зачем нам нужны отмычки. Железо берем, далее создаем побольше вот таких стержней. И отмычка, привет. Но также не забываем модуль пищеблока. По сути, у меня все есть, кроме соусник с маслом. Это что у нас? Ага, грецкий орех и наковальня. Ё-моё, наковальня это дороговато будет. Причем, по-моему, 31 железо нужно, верно? 3 блока. Соединяем. Блин, я реально потратил все железо. Черт. Так, ладно, Лолошка, соберись. В том, что та девушка не была видением, я вроде как убедился. Радует, что я не совсем сошел с ума. Но пугает, что я теперь не знаю точную меру своего сумасшествия. Что из того, что я принимал за галлюцинации, было на самом деле? Так, значит, вчера меня пытались убить. Это точно не галлюцинация. Конечно, со мной такое не впервые, вот только из-за гнетущего одиночества все предыдущие попытки кажутся не такими страшными, что ли. К тому же я точно знаю, что прошлые попытки не были успешными, а будущие... О, будущие могут стать таковыми. О, привет. Что, пришел поддержать меня дружеской беседой? Молчание беседы не считается, если что. Потребность в общении не восполняется, когда в ответ тебе просто молчат. Запомни это. И уж тем более, когда просто смотрят. Хотя, знаешь, это хотя бы немного отвлекает от вороха дурных мыслей в голове. Не так сильно, как хотелось бы, но все-таки... Ага. Все, иди отсюда. Ну-ка. Ну, конечно, ты мне сейчас тут все холодить будешь, чувак. У меня модуль улучшается, не надо. Значит так, соусник с маслом. Потребуется грязекаменная столешница с долием. Что бы это ни значило. Создается из терракоты. О, я знаю, где это есть. В музее. Одеваемся и, пожалуйста, скажите, что там сейчас нормальная погода. Пожалуйста, 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 пожалуйста. И... Фу. Вот те и слава богу. Призраки мне сейчас явно не нужны. Здрасте, музей. Тут дронов никаких нет. Мне только терракота нужна, правда. Та-дам! Грязекаменная столешница с долием. Как ты работаешь, мне неизвестно, но сейчас узнаем. Нам нужно... Так, боже мой. Короче, мне по-любому нужны орешки. Наковальню при этом, скорее всего, надо положить куда-то здесь наверху. Ну-ка, могу? Да, могу. В общем, действительно, только орешки.
Подожди! Стоп, 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 стоп. А мне кажется, или хлебный нож, который делается из 2 железа. А если я прямо сейчас поломаю этот блок, ножик, по идее, выпадет, правильно? Выпадешь или нет? Блин, почему вещи, вот почему инструменты не падают? А, и кстати, мне кажется, или я только что там нашел отмычки. Да-да-да-да-да, я определенно... 5 отмычек тут валялось! Так тут и сейфы! Открытые! Что? Это что за место? А чтобы вы понимали, я сюда зашел через крышу. Я решил подняться на самый верх какой-то крыши, поломал и... Это обалдеть. Я в тотальном шоке. Вот оно, ради чего нужно ходить по домам. Так, кусочек железа. Я даже не знаю, куда это складывать. Железная пластина 22. Я в тотальных шоках. У меня вопрос. Могу ли я сюда, в этот дом, зайти через обычную парадную дверь? Да, да. То есть все-таки это не скрытые какие-то дома. И сейчас я в целом могу, скорее всего, создать прям дофигища отмычек. Потому что у меня как раз есть дерево. Давай верстак ставим. Прям все железо тратить я точно не буду, но я сделаю много стержней. Потом объединяем и... Бам! 20 отмычек. Потом надо обязательно вернуться сюда, забрать все эти вещи. Кстати, железные пластины, идите сюда. Так. Хорошо. И еще немного грецкого ореха. Далее экстренный аккумулятор забираем. Да, я нашел, походу, еще какой-то хороший домик. Я, наверное, тоже поставлю здесь вейпоинт. Все, поставили. А еще прямо около входа в это здание сейф. Ну, я, конечно же, взломаю. Если тут будут алмазики, то мы 100% берем. И тут у нас, ну, наверное, не то, что мне надо. Хотя вот изумрудные кристаллы, они понадобятся. Напомню, для увеличения прокачки опыта нужно 4 алмазных и 4 как раз изумрудных кристалла. Итак, грецкий орех, давай, покажи мне, как тобой пользоваться. Просто здесь очень странный крафт. Нам нужно положить грецкий орех, нам нужно положить наковальню. Но конкретно здесь, куда это кладется, вообще не ясно. Помогите, я ничего не понимаю. Так, ребят, прошло какое-то время, и я заметил, что, оказывается, оно постепенно делается. То есть вот, наковальня, немного ореха, и полосочка постепенно заполняется. Это долго, ну, получается, ждем. Дамы и господа, спустя килотонну времени могу официально заявить: все готово. У меня даже завершилось исследование холодильника. Как же много времени прошло. И по идее сейчас мы это все объединяем. Стальной слиток, холодильник забираем. И да, задание модуль пищеблока выполняем. Давай-ка, получается, Уткар, помоги мне. Это будет сейчас реально последний модуль. Ой, построить. Ехала. Я надеюсь, тут смогу создавать какие-то крутые консервы и все такое. Подожди, а вот холодильник, который я поставил, может быть, здесь он работает как-то иначе, нежели в складском модуле? Или это вообще разные холодильники? Реально? Тебе стало лучше? О, ему стало лучше. На мозги посмотрите. Фига себе. Смешанный салат, регенерация. Прикольно. Получается, тут я могу стругать. Тут я могу что-то, наверное, запихивать. Возможно, даже воду наливать. Если так подумать, мне кажется, я сделал уже все, что мог в условиях моих ограниченных ресурсов. Я не могу вечно слоняться без дела. Что мне теперь в 4 стенах сидеть? Как бы я ни боялся, я не могу здесь закрываться навечно. Вот если бы та незнакомка оставила чуть больше информации, мне было бы в разы проще. Какой смысл помогать и спасать, если потом все равно пропадаешь? Как же это раздражает. Ладно, хватит прятаться. Пора брать жизнь в свои руки. Хотя бы там, где могу. Подожди, а что я могу-то? Я даже не знаю ее имени. Я не знаю, что это за организация. Да я же вообще ничего не знаю. Неужели так сложно было оставить хотя бы какую-то зацепку? Может быть, это какая-то известная организация? Надо спросить у помощника. Ты реально думаешь, что девушка, которая телепортируется, это какая-то известная организация? Не-не-не-не-не. Почему-то мне кажется, что здесь такого не будет. Ну, давай спросим. Что вы хотите сделать? Привет. Как бы лучше сформулировать-то? Так. Блин. Нет. Известная организация? Может быть, как-то так? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Какая есть... Нет, какие есть
организации. Я не знаю, просто какой вопрос я должен ввести? Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Ну... А, подожди, а может быть организация это как название? Типа, что ты знаешь про Сейчас, подожди. Про организацию. Вы хотите узнать больше про компанию Уткар? Что? Нет! О, мне очень жаль, что я неправильно вас понял. Давайте попробуем еще раз. Что вы хотите сделать? Черт, блин. Попробую иначе. Как иначе? Да помоги мне, Лолошка, ну бога ради! Я могу вот так вот написать. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Я не знаю, что я хочу сделать! Вы хотите... Так, подожди, ладно, он на слово «организация» как-то окликнулся. Вы хотите узнать больше про компанию Уткар? Нет, блин! Вы хотите больше узнать про организацию ремонтных бригад? О, господи, действительно, на что же я рассчитывал? Блин, я уже подумал, что я попал! Ладно, нет. О, мне очень жаль, что я неправильно вас понял. Давайте попробуем еще раз. Видите, 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Да я ничего не хочу сделать, блин. Ой. Я просто не могу, этот помощник мне вообще хоть раз помогал! Да я же только зря время потерял! Чёртова тупая машина, от тебя никакой помощи! А? Да, от тебя тоже! Все бесполезно! А ты особенно бесполезен! Ай, блин, зараза! Да если бы я знал, что будет так больно! Ай, блин! Как мне все это надоело! Стоп! Точно! Тихий город, тихая организация. А как насчет громких криков? Да! Так, я точно смогу найти эту проклятую таинственную девушку. А вместе с ней и ответы. Так, сюда. Сейчас все сделаем. Что, ты хочешь просто выйти на улицу и кричать? О, боже мой! Тебе это, резко салатов ничем не помогла, да? А ну-ка. Да ну не, ну брось, ты реально будешь сейчас кричать. Это как будто не самая действенная штука. Было бы проще, скажи она хотя бы свое имя. Эй, ты! Эй, ты меня слышишь? Алло! Никого. Ладно, идем дальше. Это же отвратительная тактика, Лолошка. Я бы до этого никогда не додумался, потому что это звучит отстой. Эй! Таинственная незнакомка без скафандра! Отзовись! Ау! У меня твой значок! Черт! Я же так просто не отстану от тебя! Девушка! Я знаю, что ты за мной Заткнись! Ты совсем с ума сошел! Ладно. Заткнись и следуй за мной, тебе ясно? Да. А теперь скажи мне, пожалуйста, что в моих словах тебе было непонятно? Я же тебе ясно дала понять. Не дай себя прикончить. А, черт. За тобой послали дронов-убийц. А ты вместо того, чтобы прятаться или хотя бы быть аккуратнее, просто ходишь по улице и орешь, привлекая внимание. Тебе очень сильно повезло, что я вообще услышала твои стоны. А еще сильнее повезло, что они тебя не услышали. Ай. Если бы я знала, что ты вот такой вот, то не помогала бы вообще. Ай. Ладно. Видимо, ты слишком глупый, чтобы выжить здесь сам. Поэтому не буду себя утруждать и лучше вернусь к своим делам. Удачи. Подожди. Дроны могут услышать? Серьезно? Это все, что ты вынес из моего монолога? Ну, не могут, конечно. Смысл в записи звука, когда у тебя пропеллеры так шумят? Оу. А? Реально? Просто оу? Ну, то есть, извини. Что еще раз? Я говорю, извини. О, нет, ты явно не в себе. Ты не должен извиняться. Тебе просто нужно осторожнее жить свою маленькую изолированную жизнь. Изолированную жизнь? Но зачем? Что значит зачем? Ты что, жить не хочешь? Ну, я просто не знаю. Не уверен, что это жизнь. Зачем ты, кстати, помогаешь мне? О, нет, давай без этого.
Я просто надеюсь, что ты больше ничего такого не выкинешь и последуешь моему совету. Удачи Эй, тебе. стой, да подожди ты! О, ну что еще? Я прошу тебя, не уходи. Пожалуйста. Я сойду с ума, если не поговорю хоть с кем-нибудь разумным. Ну или хотя бы говорящим. Я сказала все, что надо. Мы достаточно поговорили. Но подожди. Хотя бы говорящим? Ты здесь не один? Ну да. Если утку не считать, то здесь кроме меня только смотрящий. Утка смотрящий? Да, утка — это системный помощник в моем бункере. А смотрящий... О, нет, не нужно. Послушай, тебе нужно заняться своим ментальным здоровьем. Не пойдет. Ты же меня так окончательно разочаруешь. Вот как. Слушай, между прочим, утка дала мне больше информации, чем ты, например. Да? И что же ты узнал? Расскажешь? Ну, последнее, о чем я спрашивал, это была вот эта твоя организация. И как оно? Поведаешь? Пока что все, что я получил, предложение узнать больше о компании Уткар, конечно же. Действительно, твоя утка это просто кладезь информации. Ну так, может быть, тогда ты расскажешь, а? Нет. Но почему? Еще раз, просто нет. Ну, почему? Слушай, лучше ты ответь. Смотрящий твой, это кто такой? Плюшевая игрушка? Нет, какая... Ты что, ни разу не видела его? Такой в черном плаще, весь окутанный туманом и постоянно смотрит. Ну, понятно. Слушай, найди себе книг почитать. Или займись чем-нибудь, ведь это- Реально? Меня постоянно окружает какая-то неизвестная опасная среда. Призраки, а теперь еще и дроны. И ты мне про ментальное здоровье? Ох уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. Тем более, пока дроны не отследили местоположение бункера, тебе не нужно о них беспокоиться. А что же до среды, то... Ну, как видишь, со мной все в порядке. Но черт возьми, как? Объясни мне! А вот на этот вопрос я уже отвечала. Пока. Да нет, пожалуйста, ну нет, подожди. Скажи хотя бы, как тебя зовут? Ох, ладно. Лагитана. Можно просто Лая. Хорошо, Лая. Я Лолошка. Ну, если что, рад знакомству. Я очень рад, если честно. Правда, я не был до конца уверен, что ты настоящая Да уж. Лая, слушай, ты раз уж не хочешь рассказывать, что за организация, то подскажи хотя бы, а что мне делать-то? Что вот эта организация хочет от меня? Хочет? Да ничего. Стандартная процедура после ликвидации. В этой линии не должно остаться ни одного живого существа. Что? Но почему? Зачем? Ты... Тихо, успокойся. Ты не хочешь знать и не будешь. Поверь мне. То есть, ты просто вот так сказала, что я остался один в этой... Как линии? Не один. Организация я не ищет один? не только тебя... Куда? Что ты так обрадовался? Ты серьезно? Я не один! А не подскажешь, где остальные? Ладно. Давай так, я могу сказать, что конкретно здесь и сейчас ты единственный. О, вау. Полезная информация. Оправился уже от травмы? Я посмотрю, острить начал. Ладно, давай, пока. Скоро патрульные дроны вернутся в этот квартал. Меня не должны увидеть с тобой. Нет, стой, подожди, подожди, а мне-то что делать одному? Подскажи! Я еще вернусь. Если не умрешь до того момента, конечно. Ладно, но когда вернешься? О, ты даже не представляешь, насколько глупый вопрос сейчас задал. Просто сиди у себя в бункере. Но черт, зачем? Ладно, давай проще. Когда ходишь на свои вылазки, следи, чтобы за тобой не было дронов. И, кстати, скажи-ка на всякий случай, по каким местным координатам расположен твой бункер? О, выбор впервые в диалоге с кем-то. Сказать, не говорить. Я хочу ей верить. А кому мне еще верить? Блин, ну да, конечно, я скажу координаты. А вот это никогда никому не говори. Вообще никому. Подожди, а зачем мне? Точнее,
А почему бы просто не... Да успокойся ты. Сейчас никому нельзя верить. Удачи. Ага. Ну вот и поговорили, получается. Черт. Почему бы просто не забрать меня с собой? Что это значило? Здесь и сейчас единственный. Ладно. Я, наверное, сейчас вернусь в бункер. Все-таки надо уложить все это в голове. Слишком много и одновременно слишком мало я узнал. И, как я понял, нужно поглядывать на дронов. Может быть, где-то найдется оружие, чтобы сбивать их? Ё-моё! Знаете, вот это много-много-много крутой информации, но сейчас я зацепился за две фразы. Что хочет от меня организация? Ничего, стандартная процедура после ликвидации. В этой линии не должно остаться ни одного живого существа. Окей, допустим, идем дальше. Организация ищет не только тебя, и как бы окей. Но дальше читаем. Я еще вернусь. Когда? Ты даже не представляешь, насколько глупый вопрос задал. Просто сиди в бункере. Да. Ладно, у меня тут задание. Найти странную девушку. Я нашел ее. Я наконец-то убедился, что я здесь не один. Лая, так ее зовут, сказала мне, что я не единственный выживший. По крайней мере, здесь и сейчас. Что бы это ни значило. Надо понять, где находятся остальные и сколько их вообще осталось. И разобраться, что это был за ребенок. Да, кстати, у меня до сих пор найти странного ребенка. Подожди, а может быть этого ребенка тоже ищут? Хотя, с другой стороны, у него вспышка от телепортации была такой же, как и у нее. Непонятно. Давай-ка, знаешь, вот это все-таки взломаем. Мало ли, я тут больше никогда не появлюсь. И здесь сапфиры, рубины. Ну, что-то, конечно, обязательно возьмем. Почему бы и да? Так, ладно, и получается, мне сейчас надо вернуться. А тут еще сейфы всякие есть. Погоди-ка. Здесь... Ой, что это? Погоди. Это... Утка в скафандре. Найден коллекционный предмет 4 из 100. Ладно. Короче, все сюжетные места надо обязательно высматривать, я понял. Везде, где происходит какой-то сюжетик, походу, может быть утка. Я запомню это. Это прикольно. Утка в скафандре. Но я все-таки хотел не это посмотреть. Вот здесь я могу проломаться, да? Вроде ломается, и это... это музей. Ну, в музее мы уже были, зато я понял, где мы теперь территориально. Вот это выламываем. Здравствуйте. Я бы, наверное, хотел открыть немножко. Угу. И, конденсатор, кремний. Ладно, видимо, кремний в будущем как-то пригодится, потому что здесь вот фотогальванический композит. Пока непонятно, зачем используется, но, видимо, будет использоваться. Вместо кусочка золота берем по-любому конденсатор. И на всякий также проверяем все эти ящики. Вау, урановый кусочек, пластина из... поливинилхлорида, опилки, шлак, лезвие пилы. Какое оно дорогое, кстати. Давай-ка на всякий случай возьмем. И вообще я начинаю понимать, что на втором уровне радиации вещи куда интереснее попадаются. Наверное, на третьем уровне будет еще круче. Вот, кстати, там третий. Так, все тихо, давай второй проверим. Сейф, привет. Алмазный кристалл! Отлично! Я смогу прокачать опыт. Да-да-да, это по-любому тоже берем. Только, блин, куда положить? Уже, честно говоря, неизвестно. И теперь скажите мне, пожалуйста, дроны, они в итоге правда летают? Вроде как здесь никого. Может быть, конкретно здесь, на первом уровне радиации, все спокойно? Или это просто они сюжетно еще не появились? Здесь ничего не надо. Ладно, возвращаемся. Не надо сейчас испытывать судьбу, это точно. Утку в скафандре. Ну, вот и день прошел. Или как лучше сказать? Скифос? Карас? Какая уже разница? Снова ты. Слушай, между прочим, я чувствую себя намного лучше. Представляешь, я здесь не один. Хотя ты это, наверное, и так знаешь. Ты ведь, похоже, моя галлюцинация. Росла, я тебя ни разу не видела. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Слушай... Зачем я вообще постоянно отчитываюсь перед тобой? Хотя ладно. В следующий раз я точно расспрошу Лаю обо всем. Понятно? Понятно тебе, да? Вот так-то.
Не, я не думаю, что смотрящий это галлюцинация, вот прям не верю. No. Смотрящий начал появляться еще до момента, как у меня мозги поплыли. Так что, не, я не думаю, что галлюцинация. Давай утку сюда. Такая вот у меня теперь красотулечка. Утка в скафандре. В отличие от меня, не может его снять. Справедливо. Блин, а я не могу как-то брать их в итоге? Типа, я, например, не хотел бы, чтобы вот эта оранжевая была здесь. Я бы хотел, чтобы здесь были только желтые. Здесь, например, какие-то индивидуальные. А здесь... Ну, тоже желтые, допустим. Так, смотрящий, а ну-ка иди отсюда. Ну, давай. Кыш. А, реально кыш. Не появляется. Итак, внимание, сразу пойдем залутаем все эти вещи в сундуки. Ой, кстати, а эта девушка ничего не сказала про значок. Либо у нее из головы вылетело, либо это не ее значок. Ну да, скорее всего, она просто забыла. В любом случае, дамы и господа, прямо сейчас начинается новая веха моего развития. Все эти смотрящие организации. Вы посмотрите, что я могу исследовать. Мастерство 1 увеличивает получаемый опыт на 80%. Давай. Наконец-то! То есть оно, когда исследуется, как оно будет работать? Типа, мне просто будет больше даваться опыта, правильно? Я бы также хотел понять, зачем нужен модуль пищеблока, но я уверен, что раз уж мы теперь сделали абсолютно все модули, когда по сюжету они понадобятся, мне не нужно будет тратить кучу времени на то, чтобы их создать, потому что я уже потратил кучу времени. До конца бы понять, как работает метеомодуль. Вот сейчас, кстати, лампочка не горит. Помните, она горела оранжевым, а сейчас по нулям. Может быть, все-таки именно она и означает, что что-то там не так? Я не понимаю. Вот сейчас просто какой-то модуль, в котором ничего не происходит. Организация, девушка по имени Лая. Я здесь вроде бы один, но по ее же словам не один. Ничего не понятно. Меня, наверное, еще зацепила информация, что, видимо, организация про какого-либо смотрящего вообще не знает. Ну, либо не знает конкретно Лая. Да и вообще понять бы, что такое организация. Будем узнавать в следующих сериях. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Невероятно надеюсь, что вы меня и команду поддержите этой парой нажатий. Это не так сложно. Уже можно было бы успеть. Спасибо, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Ложка. И первое имя Лая. Всем удачи, всем пока. Пока. След его потерялся в истории. Хотя мы, конечно, знаем, он всегда с нами. Он жив, ибо он бессмертен, и воля его вечна. Отец же бессмертен. А значит, по идее, он должен быть все еще живой. Окей, новые сильные вопросы. Что организация хочет от меня? Ничего. Стандартная процедура после ликвидации. В этой линии не должно остаться ни одного живого существа. Это буквально цитата диалога с предыдущей серии. Какого черта? Организация, что ты такое? А еще вот это. Организация ищет не только тебя, но конкретно здесь и сейчас. Вот это вот сейчас. Ты единственный. Признаться честно, я даже не знаю, за что конкретно зацепиться. Нам кинули информацию, которой требуется еще информация. Иначе такое трудно обработать и сделать правильные выводы. Как говорится, будем посмотреть. А вообще, всем привет, дорогие друзья. Я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы боимся выйти на улицу. Очевидно, что слова про организацию, про попытку убийства и поиск примерно таких же, как и я, это никакая не шутка. А это означает и то, что фраза «скоро патрульные дроны вернутся в этот квартал» говорит об опасности, которая для меня, полностью безоружного, звучит примерно как «если выйдешь на улицу, умрешь». Ложка не зря захотел сделать что-то, что позволит сбивать эти дроны. Вот только вопрос, речь про пушку или какой-нибудь меч? А я, наверное, даже гадать не буду. Сделаем самый первый деревянный меч, сила 4, ловкость 4, пусть будет на всякий пожарный. Ну что ж, еще один прекрасный день в этом прекрасном мире. Да. Может быть, когда-то этот мир, мой мир, действительно и был прекрасным. Но судя по тому, что я успел увидеть, здесь все примерно так же, как и в остальных мирах. А если присмотреться хорошенько, то все одно и то же, только обертка разная. Но ладно, не будем о грустном. Все эти несовершенные миры все равно имеют право на существование. А этот мир кто-то этого права лишил.
Кроме того, кто-то пытается отнять и мое право на существование. И вот с этими ребятами у меня какой-то открытый конфликт интересов. Вчерашний разговор с Лай, честно говоря, дал мне очень мало информации. Но те крупицы, которые мне удалось из нее выбить, это действительно важные данные. Например, тот факт, что я здесь не один. Ну, возможно, не один. Да и само существование Лаи, и то, что она обещала вернуться, все это наконец-то вселяет надежду. Хотя в данный момент важнее всего та небольшая деталь, что за мной охотится некая организация, которая почему-то пытается убить меня, избавиться, причем уже в открытую. Потому что, видите ли, в этой линии никто не должен остаться в живых. Или что-то в этом духе. Понятно, что опасность может подкрасться с любой стороны. До этого они пытались убить меня незаметно, и, пожалуй, им было бы сложнее противостоять, если бы они так и продолжали. Как можно застраховать себя от случайного обвала лестницы, да? Но теперь, когда они атакуют в лоб, я могу контратаковать. Тоже в лоб. Лая ясно дала понять, я действительно в опасности. А значит, нужно быть готовым защитить себя. Если так подумать, у меня даже оружия никакого нет. Надо исправлять это. И это должно быть настоящее оружие. Что-то, с чем можно противостоять даже дронам. Главное не влипнуть в неприятности, пока не обзавелся каким-нибудь мощным огнестрелом. Где это мой новенький исследовательский модуль? Ты хочешь создать огнестрел? Хо-хо-хо-хо. Вот тут я доволен. Наверное, тогда деревянный меч убираем и тут же проверяем. При помощи катсцены, я понял. Открыто новое исследование «Бездымный порох». Отлично. Полагаю, теперь я знаю, как создать револьвер. Осталось найти материалы и компоненты. А для этого придется выйти безоружным. Так, ладно. Черт! Реально выйти. Ну, в целом-то не страшно. Чертеж инженера. Обычные патроны. Так, создает предметы. Бронебойный патрон, картечь, обычный патрон, серебряный патрон. Погоди. А я могу что-то здесь посмотреть? Я не вижу никакого револьвера. Кстати, мастерство, точно! Давай сразу завершим. И теперь я получаю, ну-ка где? На 80% больше опыта. Так, далее нам нужно, получается, выйти на улицу и посмотреть, что у нас вообще происходит. Неужели там реально сейчас летают дроны? Ну и, кстати, вот они, эти самые патроны. Обычный, далее бронебойный. Все это создается при помощи чертежа инженера на верстаке инженера. Ой, погоди, а верстак-то у меня где-то был. Вот он. Я все время таскаю его с собой. Но, с другой стороны, этот стол у меня и здесь есть. Подожди. У меня тут, оказывается, уже все положено. И я сейчас создаю, бронебойные патроны, картечь, обычные патроны. Принял. Тогда одеваемся и проверяем. Лампочка горит. Это означает, что там что-то будет. Черт, пожалуйста, только не кислотный дождь. Пожалуйста. И это... какое яркое, теплое солнце. Ну, просто благодать. Хотя... Ладно, пожалуй, слишком яркое. Что-то мне жарковато. Черт возьми! Нет! Ну, блин, это новая аномалия. Ну, то есть, аномальная погода. Так будет правильнее сказать. Чумелые ручки. Я понял, долго под солнцем не находимся. Давай сразу сюда. И вот здесь более-менее замечательно. Так, ладно, чертеж инженера. Что мне в итоге нужно? Обычные или же бронебойные патроны? Ну, допустим, пустая гильза. Это что? Это просто медь. Тогда не проблема. Еще другая проблема. Этот консервированный суп заканчивается очень быстро, а ищется очень долго. Тепличный модуль — это, конечно, удобно, но в любом случае нужно пополнить запасы. Умереть от голода, когда тебя пытаются убить более изысканными способами, это как-то слишком банально, что ли. Ну, вообще у нас много супа, поэтому не то чтобы проблема. Так-то я услышал, найти больше супчика. Если садится солнце, то не жарко. Ой, как удобно. Все, я понял, в эту аномальную погоду ночь — это наш друг. Я запомнил. Короче, самое-то важное, что нам еще и револьвер нужно создать. Я не думаю, что это прям тяжело, потому что вот это тупо сталь. Далее вот это тупо сталь. Вот это у нас тупо сталь. Это еще что такое? Билет?
Да, действительно, билет. Так, а ну-ка поднять. Особый звездный пропуск. Прямой билет на Звездный экспресс с координатами конкретных миров. Подходит для пассажиров, которые просто хотят добраться из пункта А в пункт Б. Это же звучит как Ханкай Стар Рейл! Дамы и господа, все верно! Ханкай Стар Рейл! Мультиплатформенная космическая фэнтези-РПГ от Hoyoverse. Да-да, тех самых, кто создали Genshin Impact. О, Ханкай Стар Рейл, всемирный успех! За год количество скачиваний более 150 миллионов! В данной игре также более 50 уникальных игровых персонажей, каждый обладает своим характером, историей и, внимание, все они ждут вас прямо сейчас! Кстати, прямо сейчас в игре проходит второе глобальное обновление. Вышла версия 3.0 Пиан Воскресающей Земли. В данной версии вас ждет множество новых событий, новые реликвии, новые противники, новые локации и новое захватывающее путешествие в уникальном мире Амфориус. Мире, созданном на мифах средиземноморской цивилизации. Вы сможете насладиться пейзажами и невероятной архитектурой. Но прямо сейчас этот мир переживает не самые лучшие времена. Титаны, которые были опорой и защищали этот мир, впали в безумие. И именно поэтому Амфориус ждет героя! Героя, который спасет этот мир! Ну, то есть Амфориус. Именно ты можешь стать этим героем. Кстати, в версии 3.0 появился новый эксклюзивный 5-звездочный персонаж — Аглая. Аглая — персонаж электрического типа, идущий по пути памяти. Богиня и символ города Охима. В сражениях с врагами Аглая является грозой для врагов, а для союзников полезным командным бойцом. Она умеет призвать духа памяти Швея и применять совместные атаки. Но и это еще не все. Во втором баннере версии 3.0 вернутся 3 популярных персонажа: Зарянка, Серебряный Волк и Будхил. Обязательно входите в игру, чтобы получить наряд для Март 7 и 10 особых звездных пропусков. Но и это еще не все. Заходите в игру 7 дней подряд, чтобы забрать еще 10 особых звездных пропусков. 20 прыжков ждут вас! А активировав мой промокод, вы получите 50 звездных нефритов. До встречи в игре. Ссылка в описании. Ладно, смотрите, для револьвера у меня стали вроде как много, но этого недостаточно. Поэтому мы сейчас берем немного железа, 38, убираем все ненужное, добираем немного обычного и коксового угля. И вот сейчас самое неочевидное. Мы впервые используем модуль переработки. Тот самый, который создали, но до сих пор не использовали. Получается, это железный слиток и коксовая пыль. А коксовая пыль — это, ну, получается, коксовый уголь. Хорошо, запихиваем. Прикольно, так быстро все сделалось. Да, реально коксовая пыль. Но подожди, я 9 закинул. Не? Где все остальное? А ну-ка, давай работай, черт возьми. Оно, видимо, не со 100% шансом дает. Не, во, 4 штуки просто подобрались. Ладно, попробуем еще раз. И вот теперь сделалось. Окей. Подскажите, как выглядит дуговая печь? Я, честно говоря, ни разу не использовал. Может быть, вот это? Типа железо. Далее коксовая пыль. И... оказывается, все намного проще. Мне не нужна коксовая пыль. Мне нужен просто коксовый уголь и вот эта печка. Мы кладем железный слиток, и все. Сталь начинает делаться. Ну как же это долго. Тут, благо, у меня 2 такие печки. Может быть, даже еще какая-нибудь найдется. А вот это что такое? Погоди-ка. Могу ли я положить, например, вот сюда? Нет, видимо, здесь не работает. Тогда у меня действительно 2 печки, которые очень долго создают сталь. Но, как вы понимаете, много-много стали мне не надо. А учитывая, что какая-то часть у меня уже там валяется, погнали делать револьвер. Все, господа и дамы, револьвер готов. Вот. Да, замечательно. Теперь я буду чувствовать себя увереннее и защищеннее. Но все равно нельзя терять бдительности. Атаковать могут неожиданно и каким-нибудь новым способом. У меня уже была уникальная возможность наблюдать многообразие методов убийства, которые практикует эта организация. Тем не менее, я не могу просто сидеть без дела. Помнится мне, я так и не смог как следует осмотреться в том странном бункере, который находится под магазином игрушек. Кажется, я видел там какой-то... блокнот или дневник. Блин, точно не помню. Надо попробовать покопаться в ящиках стола. Или еще где-то. Наверняка найдется какая-то информация о владельце. Пока что ясно одно. Этот владелец немного... ну, странный, наверное. Но, возможно, он что-то знал.
Скорее всего, он был одним из немногих, кто был готов к вот этому концу света. Пока что это моя самая осязаемая зацепка. Если что, Лаю искать смысла нет. Я все равно не найду ее. А вот она обещала связаться со мной. Опять же, в какой-то момент. Может быть, через нее и удастся узнать хоть что-то об организации, но пока что в бункер сумасшедшего ученого, игрушечных дел мастера, ладно, или просто сумасшедшего. Задание бункер Дока Дроссельмейера. Что? Повторно исследовать бункер. Разузнать что-то о хозяине бункера и, возможно, о случившемся в этом мире. Самая веская зацепка, которая у меня есть на данный момент, это второй бункер, который мне удалось найти благодаря мной уже собранной антенне. Какой я молодец. Если быть точнее, это единственная зацепка, за которую я могу ухватиться и предпринять хоть какие-то конкретные действия. Вот именно эти действия и предприму. Так, ладно, хорошо. Подожди, а револьвер в итоге? Как им пользоваться? У меня ж патрон-то нет. Мы ничего не создали. Мне нужен обычный патрон, а это гильза, это порох. Ну у меня все есть, погоди. То есть просто гильзу добавляем. И вот оно. Обычный патрон. Всего лишь 4 штуки, но хотя бы что-то. Далее обязательно чистим инвентарь, берем экстренный аккумулятор и, скорее всего, надо взять еду. Из моих огромных запасов остается менее стака. Черт, как же быстро тратится. Напомню, что в том втором бункере мы действительно увидели то ли блокнот, то ли какую-то книжку, но когда мы ее взяли в руки, мы услышали кого-то сверху и просто не успели посмотреть воспоминания этого блокнота. Так что сейчас мы это обязательно сделаем, но вопрос. Есть ли у меня порох? Просто если я собираюсь делать обычные патроны, мне нужно не только свинец и гильза, но и где-то брать порох. Обязательно теперь будем следить за порохом, но вопрос. А что с моим персонажем? Почему он такой покоцанный? А ну-ка. Вот. Не совсем понятно, почему он был покоцанный. Неужели из-за жары? Это плохая погода, если так подумать-то. Которая, кстати, походу закончилась, потому что больше тут ничего не светится. Ладно, я в целом более-менее доволен. Надеваем скафандр и... Погнали. Всем привет. Да, вроде бы обычное солнце. Никакого прям огромного пылающего шара я больше не вижу. И вообще эти аномальные погодные явления скоро сведут меня с ума. Хорошо, не тратим много заряда, просто побежали. Черт, просто чтобы добежать минус 20% заряда. Ну куда так много-то? Так, здесь ничего нового не появилось. Опа! Я помню, здесь была утка. Да-да, я ее 100% подобрал, это была сломанная утка. А сейчас здесь песик. Как по мне, это правда важная деталь, на которую стоит обратить внимание. Я замечаю, что некоторые вещи, типа, которые я уже трогал, просто взаимозаменяются. Здесь ничего нового, окей. Но тут точно была утка. Ладно, я все еще иду в этот бункер. Он, кстати, более-менее открытый. Так, давай быстренько, аккуратненько. Здесь кто-нибудь есть? Всем привет. Так вот, да, взять блокнот. Ну-ка. Да, воспоминания действительно есть. Итак, братья и сестры, сегодня я пришел поделиться с вами необычайной новостью. Не новостью, но событием. Со мной на контакт вышел сам отец. Чё? Папа, что ли? Братья и сестры, мне кажется, вы меня сейчас неправильно поняли. Возможно, вы решили, что я использую метафору, что со мной случилось нечто такое, что я почувствовал, будто говорил с самим отцом. Но нет, я говорю прямо, без метафор и иносказаний. Я его видел и говорил с ним. Ну что вы... Можно? Мы ведь все знаем, отца уже очень-очень давно никто не видел. След его потерялся в истории. Хотя мы, конечно, знаем, он всегда с нами. Он жив, ибо он бессмертен, и воля его вечна. Скоро мы узрим его. Но в пророчестве сказано, что это случится совсем не так, как ты говоришь, старик. Согласно пророчеству, однажды он предстанет перед детьми своими, спустившись с неба, и дарует нам, наконец, свою благодать. И долгожданное очищение наконец-то наступит. Очищение наступит. Ну так вот скажи мне теперь, зачем ты пытаешься перетянуть на себя одеяло?
Зачем ты выдумываешь какие-то байки? Якобы видел его. Он должен явиться всем своим последователям, согласно пророчеству. Ты, как всегда, пытаешься поставить себя выше всех остальных. Да, я Зачем же согласен это с ним. делать? Ну, ребята, это ведь неправда. Я никогда не хотел ставить себя выше вас. Наоборот, я только помочь хочу. Ой, Кристель, прошу. Да. Я не думаю, что наш дорогой Иоганнес что-то делает со злым умыслом. Он же славный малый, погляди на него. Да, ребят, вы чего? Иоганнес, просто... Ну, мы все знаем, ты немного того. А? Чего? То есть вы правда сейчас думаете, что я сумасшедший, да? Нет, не может быть. Да подождите же, ну выслушайте же меня. Он сам связался со мной. Да, Иоганнес. Слушай, старик, мы уже поняли. Ты окончательно спятил. Да, Иоганнес, ты уж правда прости нас, но все твои истории сначала про бункер, теперь уже и про отца. Но это бредово звучит же. Ты это, только не обижайся, не надо. Что? Ребята, я сейчас не могу поверить, что слышу это от вас. От существ, которых общество клеймит сумасшедшими за их веру. Сколько разговоров у нас на собраниях было про то, что все они могут говорить, что хотят. Но мы знаем, что мы не сумасшедшие. И мы друг друга всегда выслушаем, всегда поддержим. Ведь мы есть друг у друга, а больше никого у нас нет. Ну неужели даже ты не веришь мне, Кассерлин? Ой, да ты уж прости, Иоганнес. Ну правда, бред какой-то несешь. Ну, друзья, Да. Ладно, я все понял. Вот так вот, Вау. Это было мощное воспоминание, и самое главное, оно было не про последнюю минуту. То есть не перед их исчезновением. Долгожданное очищение наступит. Боже, вот тут я, наверное, сейчас должен кое-что пояснить. Ребят, в сезоне Сердца Вселенной главный антагонист, отец, которого зовут Тадмавриэль, во главе со своими фанатиками создал церковь под названием Очищение. Эта церковь исповедовала религию, которая тоже называется Очищение, и суть ее в том, что ты должен заразиться вот этой непонятной фиолетовой заразой, чтобы примкнуть к религии. Только так ты открываешься на все 100%, тебе открывается истинная вера, и ты отдаешь всего себя Отцу. Но, я напомню, да, в конце Сердца Вселенной Отец действительно был супер силен. Он не мог выбраться из Архея, потому что он был запечатан, но в самом Архее силы его были безграничные, он был бессмертен. Единственное, как мы могли ему противостоять, это лишить подпиточной силы. То есть, получается, теперь, когда прошло, ну сколько, я не знаю, десятки тысяч лет, сам Отец перестал запитываться силой, и, скорее всего, его вот эта многомиллионная силушка исчерпалась. Но, черт возьми, даже спустя все эти годы у Отца есть последователи. Это очень интересно, потому что я не совсем понимаю, как это вяжется с организацией, как это вяжется с смотрящим. Так много вопросов, и они такие интересные. Короче, скажу честно, я верю этому владельцу блокнота. Со мной на контакт вышел сам Отец. Братья и сестры, возможно, вы решили, что я использую метафору, но нет, я говорю прямо, без метафор и иносказаний. Я его видел. Я говорил с ним. Если Отец живой, ну просто я, опять же, если я верю, что он каким-то образом связался с этим владельцем блокнота, то где сейчас находится Отец? Напомню, главная цель Отца — донести очищение во все мультивселенные. Блокнот Иоганнеса, записная книжка владельца магазина игрушек и бункера под ним. Так, ну-ка. О, так ты эльф? По всей видимости, да. Вот это вот хочется, конечно, перевести, потому что это явно какая-то важная штуковина. Возможно, это слова отца. Типа он записал его в момент, когда он только-только услышал, что отец ему сказал. И по итогу, что мы имеем? Обалдеть. Ничего себе. Какое яркое, сильное воспоминание. Раньше я видел лишь небольшие отрывки, и уж тем более не перемещался в пространстве, потому что я видел лишь то, что произошло ровно в том месте, где я находился. Но раньше, в момент катастрофы. А теперь такое красочное, такое длинное видение. Оно еще и перенесло меня неизвестно куда. Либо это воспоминание как-то сильно связано с этим конкретным предметом, либо видения в принципе набирают силу, и теперь будут становиться только ярче.
Посмотрим. Если же говорить о содержании, то, честно говоря, я надеялся что-то дельное разузнать. А тут такие подробности. Оказывается, старина Иоганнес действительно был просто сумасшедшим. Даже его сумасшедшие друзья так считали. Впрочем, чего можно ожидать от человека, который был одержим разведением слизней? О, это, кстати, речь про Boosty серию. Да, ребят, если что, на нашем сайте Boosty, где мы выкладываем всякий дополнительный контент, вышла дополнительная серия, которую можно посмотреть прямо сейчас. И разведение слизней, о которых говорит Лолошка, это, ну, прямая отсылка на эту серию. Ладно, теперь ближе к делу. Сам факт, что церковь до сих пор существует, конечно, шокирует. Правда, судя по всему, существует она не в виде мощной религиозной организации, а в виде кучки маргиналов-сектантов, которые собираются в свободное время в какой-то каморке. Да, жалкое зрелище. И тем не менее, я понимаю их интерес к вопросу о местонахождении отца. Действительно, я ведь как-то и не задумывался об этом. Отец же бессмертен. А значит, по идее, он должен быть все еще живой. Если, конечно, он не принял самостоятельное решение перестать существовать. Но нет. Зная от Мавриэля, вряд ли это могло произойти, он точно не умер. В таком случае выходит, что эти ребята все-таки не последние идиоты. Хоть и помешанные. Что же с тобой стало, отец Тадмавриэль? Где ты? Попробую разыскать то место, где его обожатели собирались. Конечно, очень мало надежды, что там удастся найти что-то полезное. Вероятность невелика. Но никогда не знаешь, где можно обнаружить какую-то важную подсказку. Так, надо просто разобраться в этой теме до конца. Может быть, кстати, в блокноте что-то будет? А, так, блин, я же уже посмотрел. Ну, типа, тут не то чтобы что-то есть, просто ничего. Опять эти непонятные письмена. Насколько я понимаю, это древнеэльфийский. Или древнеархейский. Но откуда этот чудик знает данный язык? Видимо, он настолько помешался на отце, что решил даже выучить его язык. Наверное, это не должно меня так сильно удивлять, да? Положу-ка эту записную книжку в одну стопку с книгой из музея. Но, кстати, мне кажется, что есть тут одна вещь, которую я мог бы попытаться расшифровать. Однако заняться этим можно уже в безопасности своего бункера. Да, я тоже, кстати, вот об этом подумал. Я думаю, Лолошка говорит сейчас про вот это... точка, тире, точка, точка, тире, тире, точка, точка. Типа это азбука Морзе? Не? Я могу думать только об этом. Револьвер мне, кстати, так и не понадобился. Ну-ка, я могу перезарядиться? Как это делать? А, во-во-во. Ну-ка. Сюда! Хо-хо-хо-хо! Патрончики, хорошо. Но это очень огромный поток информации, серьезно. Живой отец. Все еще живая церковь очищения. Какая-то организация. Кто-то, пытающийся меня убить. Резко пропавшие все жители города. Смотрящий, который не покидает меня. Короче, я намекаю на то, что вопросов дофигища. А больше мне нравится то, что они все скомпонованы друг с другом. Типа, это явно одна большая история. Разработчики решили построить какую-то одну огромную вселенную. И пока что это так офигенно получается. Ладно, возвращаемся. Ага, нагрудник сразу снимаем, не забываем зарядиться. Итак, прямо сейчас, я думаю, нам нужно, наверное... Ой. А, ну ладно, катсцена. Да, новая информация, структурируем информацию, это хорошо. Спасибо, Лолошка. Ну что ж, получается, опять потратил время. Пока не знаю, совсем ли впустую, но... Опять же, пока ощущение, что никакой полезной информации не узнал. Как-то надоело мне это. Пожалуйста, кто-нибудь! Лая! Джон, смотрящий! Ну дайте мне хоть какое-нибудь знание о моем же мире! И о том, что мне теперь делать! Ай... Ну ладно, пока не отчаиваемся. Надо заняться шифром. Конкретные выполнимые задачи, правильно, Джон? Ты и так говорил? Да, примерно так он и говорил. Ну-ка. Во! Азбука Морзе, я уверен. Наверное, прямо сейчас, вопреки сюжету, вопреки Лолошке, я не хочу это разгадывать. Я понимаю, что я могу зайти на какой-то сайт и, наверное, все это расшифровать. А может быть и нет, кто знает. Но вот блокноты Иоганнеса я положу туда, куда сказала Лолошка. Ближе к дневнику... А, подожди, дневник Архея у меня здесь. Ну ладно, пусть будут здесь, в инвентаре. И вот, внимание, внимание, я упомянул, помните, серию Boosty, дополнительную серию. Так вот, прямо сейчас я покажу, что мы там сделали. Потому что грех не показать. Заворачиваем в эту комнату. И... Та-да-да-дам, та-дам.
наше первое и пока что единственное живое существо в этом мире. Это полноценная слизнеферма, друзья. И... Он умер? Да ладно, подожди. Он умирает и дает яйцо слайма? Или как это работает? Подожди, я не понимаю. Я не понимаю. Я знаю, что его надо кормить при помощи гнили. Но он только что не поел. Давай заново положим его в инкубатор. И сейчас он, по идее, снова будет выращиваться, да? Постепенно полосочка начинает заполняться. Когда она заполнится, появится слайми. Да, я решил назвать его слайми, потому что... А почему бы и да? А может быть, гниль надо положить не сюда, а куда-нибудь сюда? Да, вот она, еда, все. Пока что неизвестно, зачем этот слайм нужен. Как мы получили эту комнату, вы можете посмотреть на Бусти. Я думаю, что если вы можете посмотреть не на Бусти, то я не против. Типа, если вы где-то на Ютубе найдете или где-то в сливах, то не страшно. Но просто мне бы хотелось, ребят, кое-что вам сказать. Большое спасибо за то, что вы все-таки поддерживаете нас на Бусти, ибо вот это денежное какое-то вознаграждение, денежная помощь нам как никогда нужна. Возможно, точка невозврата — это действительно первый сезон, когда я вот прям с полной уверенностью могу сказать, что если бы не было Бусти, мне кажется, ну все было бы критично. Точка невозврата был бы, скорее всего, на несколько голов хуже. А учитывая, что это только начальные серии и дальше будет явно лучше, я думаю, вы понимаете, что, ну как бы... Тем более, спасибо за Бусти. Именно за это мы благодарим вас дополнительными сериями. Муа. Остается совсем немножко и... Снова появился Слайми! Привет! Так, ты, по идее, теперь кушать будешь, да? Не эту гниль, а скорее вот эту гниль. Пусть тут будут большие запасы. И, по идее, рано или поздно я смогу выращивать еще больше слизней. Пока что максимум 3. По поводу револьвера, кстати, пойдем попробуем стрельнуть. Да, дроны я так и не увидел. Может быть, они просто редко спаунятся или что-то в этом духе. Ага. Может быть, мне нужно просто супер далеко уйти, либо дроны не появляются, потому что сейчас очень жарко. О, черт. Но все-таки стрельнуть я хочу. Давай. Куда-нибудь... Блин, ну по лиане, вот так вот. Бам! О, прикольно. Слушай, да, у меня действительно появилась пустая гильза. Ну, по дрону, наверное, было бы смачно. Сейчас меня также интересует... О! А, так у меня, оказывается, яйцо слайма появилось. Записки сумасшедшего ученого подсказывают, что гальваническая реакция между бериллом, оксидом хрома и слизью может создать новую жизнь. И в итоге из сгустка слизи, который мы получаем, можно создать еще одно яйцо. Изумруд кристалл у меня, кстати, есть. Но тут требуется 256 сгустков. О, не-не-не-не. Я понимаю, что эти слаймы, походу, в будущем мне будут что-то давать, типа опыта. В любом случае, я пришел сюда ради этого. Мастерство 1. Увеличивает получаемый опыт на 80%. Чисто теоретически, как я могу это точно заметить? Если мы находим какую-то руду и используем способность. Вот так вот. На! Ну, дали мне фиг знает сколько. Ну, наверное, больше, чем обычно. Вот тут еще немного руды, наверное, она тоже даст. Вот лазурит. Ты тоже 5 даешь? Нет! Да, мне определенно за некоторую руду стали давать больше. То есть это работает. Ладно, тогда я явно не зря это прокачал. Мы просто уже почти 1500 нафармили. Раньше так быстро я бы точно это не сделал. Я прям уверен. И вот теперь я 100% уверен, что мне дают больше. Ты просто погляди, я немножко посоздавал плит, и у меня 3500 опыта. Это означает только одно. Прямо сейчас выносливость 20 уровень. Плюс 1 очко генома. Шикарно, у меня 25 левел. Так, это, конечно, все офигенно. Буквально за одну серию мы очень много информации получаем. Получаем также крутую прокачку. Слизень у нас постепенно продолжает кушать, приносить слизь. Ну и, в общем-то, будем посмотреть. На этом также будем постепенно заканчивать. Итак, что мы имеем? Отец еще жив. В этом мы можем даже не сомневаться. Церковь очищения из могущественной организации превратилась в маленькую сектантскую будку. Назовем это так. И как во всем этом замешан смотрящий, организация... Да и, черт возьми, я узнаем в следующих сериях. Хорошо, что мы сегодня дронов не увидели. Я правда доволен этим. Большое спасибо за ваши лайки, большое спасибо за вашу подписку. Вы прям
Какие молодцы в этом сезоне, правда, поддерживаете нас шикарно. Я не могу это не выделить, поэтому говорю об этом отдельно. Еще раз спасибо. Если вы не смотрели дополнительную серию на Бусти, и если вы хотите появиться вот в этих никнеймах, которые вот они идут, то также можете перейти на Бусти. А с вами были Лолошка, Слайми, новая информация про отца, но не про организацию. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Цифры. Координаты? Церкви? Нет, пожалуйста. Ладно, бежим. Черт! Черт! Стоп. Мне сейчас кажется, или это скин. Обалдеть, ладно, это уже сильно. Церковь, очищение, отец Тадмавриэль, некая организация и вишенкой на торте смотрящий. Все, что я сейчас сказал, не выдумка и существует на момент, который записывается здесь и сейчас. История явно набирает обороты. Вот бы, знаете, еще не выйти из этой истории психологически больным инвалидом. Как говорится, следим за здоровьем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы в прямом продолжении. Да, казалось бы, очищения нет, но дело церкви живет. Архей существует, а жители исчезли, поговорить не с кем, но кто-то пытается уничтожить меня. Причем не потому, что я чем-то там кому-то жизнь испортил, а потому что якобы в этой линии не должно остаться ни одного живого существа. Какой линии? Временной получается. А еще вишенка на торте, смотрящий, который буквально олицетворяет время, и ему эта история явно интересна, иначе бы он не появлялся с такой завидной регулярностью. Также напомню, в предыдущей серии у нас появился Слайми! Маленький слизняк, который питается гнилью, который может быть не один, но нам нужны яйца слизней, и который дает слизь. И сладкое желе. Легкий перекус. Продукт домашних слизней. Вкусно, но не очень питательно. Не портится! Да ладно. Так, подожди, а я могу скрафтить? Питательная паста. Могу испортить, хотя опять же написано не портится. И могу, по всей видимости, скушать, правильно? Ага. Окей, допустим. Пока что наш слайми один, но рано или поздно их станет больше. И посмотрим, может быть, что-то изменится. Ладно, давай думать, что мы имеем, Лолошка. Снова церковь и снова отец. Ну да, конечно. Насколько все-таки слова Иоганнеса были правдивы? Очевидно, что просто так отец Тадмавриэль не испарился бы. Но ладно. Радует, что его последователи явно не считались адекватными. И то, что самого Тадмавриэля явно никто не видел. Ну, если не считать обладателя дневника, конечно. Но его слова пока что под сомнением. Интересно, может быть, Тадмавриэль как-то связан с организацией и произошедшим здесь? Хотя, нет, я не узнаю его стиль. Он бы явно попробовал подчинить всех своей воле и заставил бы поклоняться себе. Были бы статуи по всему городу, как у одного моего друга. Может быть, отец тоже исчез? Или просто прячется? Если уж сам великий отец прячется, то, может быть, вся эта ситуация не такая уж и плохая. Я вот не прячусь, а значит, я уже сильнее и смелее. Да уж, размышления, конечно, полезные. Стимуляция мозга и все такое. Но в моей ситуации куда полезнее заняться одним конкретным делом. Шифр. Я уверен, его написание не просто так отличается от содержания остального дневника. Ну, окей, настолько быстро? Так, ладно, посмотрим, что тут у нас. Ох, жаль, я не встречался с чем-то подобным ранее. А что если... что? Так, хорошо. Это подставить сюда, ага. О, да, получилось! Ну-ка. Цифры. Координаты? Но если координаты, то чего? Церкви? О, кстати. Если там речь шла про церковь, то как раз да, церковь — это самое очевидное, что пришло в голову. Возможно, конечно, мои домыслы окажутся неверными, но я уверен, что бы там ни было, эта находка может дать мне полезную информацию.
Вот видишь, Джон, я занялся делом и разгадал шифр. Я определенно молодец, Джон. Ну ладно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, верно? В моей ситуации так точно. Лая все еще не выходит на связь, так что да, у меня есть немного свободного времени. И не стоит тратить его на томительное ожидание девушки, которую я видел всего-то 2 раза. В путь! Ладно. Так, получается, нам нужно по каким-то координатам? Они будут в скафандре записаны или что? Давай-ка, наверное, поставим что-нибудь исследоваться в начале, здрасте. У нас есть... О, стоп. Порох? По-моему, его раньше не было. Используя вторичные компоненты из утиль-сырья, а также порох, можно увеличить количество смеси, почти не жертвуя характеристиками. Нам потребуется серная, коксовая и угольная пыль. По-моему, у меня абсолютно все это есть, кроме серной. О, господи, что это? Огненный стержень, незер-кварц. Боже мой. Во, просто сера. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему... Да ты что, издеваешься? Подожди. Стоп! Нет, 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 нет! Дверь на склад, где лежат эти компоненты, поломана. Подожди, а как мне зайти? Нет, 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 пожалуйста! Все, вот эта дверь открыта. Фу, это, конечно, было сейчас смачно. А если бы у меня не было компонентов, как бы я починил? Давай сразу тогда вот так вот, бам! Хорошо. Далее, зачем я вообще сюда пришел? По-моему, сера. Сера у меня есть. Все правильно. Далее берем немного угля. И, честно признаться, я не помню, где находится мой отдел. Отдел по созданию всякой годноты. Вот он. Итак, здравствуйте. Мне бы сначала просто уголь. Угу, да-да-да, угольная пыль делается, молодец. Далее то же самое с серой. Ага, давай побольше, побольше. Хорошо, спасибо, до свидания. Некоторые, наверное, спросят, зачем мне порох? А я напомню, при помощи него можно создавать пули. Вот оно, обычный патрон. И создается это прям на обычном верстаке. Подожди, что? Порох и свинец постепенно восстанавливаются? Слушайте, тогда это удобно. На всякий случай немного заберем. Далее сразу же перезарядимся. И у меня все равно не хватает на весь барабан. Ну ладно, я думаю, что если что, долго и много стрелять мне не придется. Надеюсь. На всякий случай возьмем аккумуляторы. Возьмем побольше отмычек. Наденем скафандр, подберем кирку и действительно в путь. О, нет. Стоп, что? О, господи, да вы что, издеваетесь? Ну какого черта? No, мистер Фиш. Мне так просто бункер не поломать. Все, починили. Молодцы. Лампочка сигнализирует, что там сейчас что-то есть. У нас есть гроза, палящее солнце. То есть каждый раз, когда открывается что-то новое, у нас действительно и здесь тоже это появляется. Вот, палящее солнце появилось только в предыдущей серии. Солнце Архея настолько огромно, что иногда в погожий денек оно раскаляет воздух до невозможной температуры. Все вокруг начинает плавиться, а мой скафандр из горючей резины не исключение. Избегание прямого контакта с солнечными лучами позволяет избежать возгорания. Хорошо, я понял. Все, ладно, выходим. И... Здравствуйте. О, черт. Надеюсь, дорога пройдет без лишних приключений. Ай, зараза-то такая! Кислотный дождь! Ну это прям отвратительно, честно говоря. Вообще, после истории с дронами, мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит. Интересно, как много я смогу найти? Не может же там совсем не оказаться полезной информации. Да, сейчас все найдем, не парься. Координаты явно какие-то важные. Черт. Блин, ненавижу, когда все разряжается быстро. Еще и самое главное, меня отравляет. Я уж совсем-то про это забыл. Куда я иду? Вот, вижу. Далее, вперед. Пожалуйста. Что? Что это было? Черт, стоп! Блин, моя рука! Мне нужна аптечка! Срочно мне нужна аптечка! Дайте мне полечиться! Куда я забежал? О, свинец, ладно, свинец это прекрасно. Далее цинк тоже возьмем, медь и аптечки здесь нет. Там были чертовы дроны! Ага, ладно, я надеюсь, что от них можно убежать. И, по всей видимости, от них можно убежать. Но я так и не понимаю, куда мне нужно идти. Партиклы были там. Жалко, что мне тупо не дали координаты на скафандре. Обязательно покушать. Если встретим дрона, уничтожим. На них, получается, кислотный дождь не действует. 3, 2, 1. Пожалуйста. Вижу, бегу туда, куда еще ни разу не бегал. Это какая-то локация за городом, что ли? Реально, куда я иду? Я ничего не вижу. Я вообще не узнаю это место. У меня 68%. Я не понимаю, я потерял партикл. Вон, вижу дрон. Так, давай-ка, наверное, знаете что? Вернемся. Мне нужно обратно в бункер.
Вот вижу партикл. А! Дрон. Тихо, 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 тихо. А! Черт! Не стрелять в меня, не стрелять! Привет, бункер! Пожалуйста, спаси меня, заряди. Все хорошо. Ладно, я понял, надо быть прям жестко подготовленным. У меня, смотрите, яд практически полностью заполнился, и, скорее всего, меня бы жестко отравило, когда это бы наполнилось, и я бы умер. Иди сюда. О, нет. И ты тоже поломался. Как же я ненавижу. Труба сюда, починить туда. И все, похилились. А, так погоди, у меня, оказывается, есть точка. Вот она. Церковь? А я все это время бегал по партиклам. Ладно, мне, видимо, как-то и по партиклам, и по метке. Давай, наверное, реально сначала по белым кружочкам, потому что мало ли они показывают какой-то безопасный путь. Дрон! Дрон, 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 дрон. Тихо, тихо. Не видит меня? О, пожалуйста, жить. Все? Нет. Черт. Черт, 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 черт. Нет, пожалуйста. Ладно, бежим. Черт, черт! Нет, 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 я не знаю куда. Нет, я знаю куда. Все нормально, все нормально, все нормально. Долбаные дроны! Пожалуйста! Моя нога! Еще и выносливость закончилась. Так, тут можно будет полутаться. Да сколько ж можно бежать-то? Уровень радиации сейчас и так все сожрет. Отстаньте от меня, долбаные дроны! А? Это еще что такое? Школа? Да, это сейчас все не важно, просто заходим. Слышишь, дроны? Это что, шутка какая-то? Хотя нет, нет, какая же шутка. Если подумать, помещение изведения Иоганнеса явно было похоже на какой-то школьный класс. Или, может быть, актовый зал? Ну что же, в первый раз в первый класс. Так, сегодня явно не день знаний. В школе ни души. Ладно, шутки вообще не помогают. Но почему по этим координатам именно школа? Ладно бы хотя бы тюрьма или психбольница, но нет. Ладно, соберись, Лолошка, ты справишься. Окей, окей, окей. Так, погоди. На всякий случай, давай быстренько поедим. Мало ли придется бегать. У нас 50% заряда. Я понял. Экстренный аккумулятор сюда. Далее побольше еды. Офигеть. Вот это тут вещичек. Давайте ко мне еще что-нибудь интересное. О, экстренный аккумулятор использовать. Блин, ну ладно, 70% заряда это уже не хухры-мухры, но надо еще залутаться. Черт, вот знал бы я, что нужно было брать аптечку. Взял бы сразу. Эй? Нет, это обычный класс. Не похож на тот, что был в видении. Да, это правда. Тут у нас яблоки. Это явно не то, что мне надо. И ведь, похоже, еще совсем недавно здесь были дети. Сидели, учили свои предметы. А теперь ничего. Так. Ой, блин, ну ладно, по крайней мере залутаться здесь прям серьезно можно. Это радует. Я так понимаю, мне нужно найти актовый зал. Тот самый, где был Иоганнес, тот самый сумасшедший. Нет, это явно не то, что я ищу. Согласен. Но все-таки экстренные аккумуляторы, какие-нибудь железяки. О, экстренный аккумулятор, сюда сразу используем. Целый мат-татами. Я уверен, на будущее пригодится, поэтому обязательно также забираем. Низковольтный конденсатор забираем. Да и в целом не пропускаем никакую комнату. Да, это тоже обычный класс. Не похож на то, что был в видении. Все, ты уже повторяешься. Это что такое? Почему оно так... Что за... Это явно не то, что я ищу. Да не, погоди, Лолошка. Это походу явно то, что ты ищешь. А ну-ка иди сюда. Утка ошибка. Ха-ха, нифига. Как будто не прогрузившаяся текстура. Слушай, прикольно, но... черт, у меня из-за этой утки вот такие проблемы. Нечего теперь взять. Нечего выкинуть, точнее. Вот это мы неплохо так забрели. В том помещении изведения не было окон. Может быть, это где-то в подвале? В подвале, говоришь? Сейчас, подожди, на всякий случай. Здесь мы еще не были. Я хочу, на самом деле, сейчас все, что найти, это, наверное, экстренные аккумуляторы. Они мне явно пригодятся. Ну и суп. Суп тоже прекрасно. Спускаемся вниз. Только для персонала школы. Спортивный зал. Ага, понятно. Вообще, замки всегда означают, что я на верном пути. Ну, я бы не был так уверен, честно говоря. Вот тут можно пройти.
А, вот это получается зациклено, да? А, это класс химии. Да, я сразу понял. Только в классах химии вот такие вот есть круговые движения. Не знаю, у меня так же было. Только для персонала школы. Ага. Сейчас, на всякий случай. Ё-моё. Спортивный зал. А хотя подожди-ка. Уточка. Спортивная уточка, не знаю. Ну мало ли, тут есть еще одна. Привет. О, экстренный аккумулятор. Не зря забежал. Обязательно используем. И благо у меня есть отмычки. И... Отлично. Когда-то вера в очищение непоколебимо стояла во главе архейского общества. А что же теперь? А что же теперь? Всем привет. Не, ну я, конечно, не надеюсь увидеть здесь какое-нибудь человекоподобное живое существо, но все-таки как-то немножко страшновато. Получается, теперь верующих в очищение считают сумасшедшими? Интересно. Архейцы специально исключили эту главу историю и не низвели все в примитивный каменный век? Или это ненарочно вышло? Вполне вероятно, что не всем хотелось бы рассказывать детям о тех увиденных ужасах. Но мне бы все равно хотелось узнать историю Архея после нашего отбытия. Настоящую историю. Если были верующие в отца, то, возможно, у них остались какие-то более правдивые записи. Даже если эти записи искажены в угоду их вере, это все еще лучше бегающих в шкурах орков, копающих искаженный скинт в шахте. Потерять такое наследие и историю — это очень печально. Ну, во всяком случае, мы знаем правду. Ой, так, тихо. Отмычки не выкидываем. Давай, погнали дальше. И в итоге у нас... надо включить здесь свет. Да, я согласен, но я уже вижу, что это тот самый зал. Там написано... Очищение наступит, правда? Вот оно. Именно здесь сидели те самые фанатики. Так, погоди, где включить? А, нашел. Да, это определенно комната из того видения. Неужели здесь не будет ничего интересного? Ничего интересного? Ну, блин, по крайней мере, эта комната существует. Так, погоди, картины? Нет, картины никак не кликаются, не нажимаются. Лолошка, комментируй. Давай, комментируй. Смотри, самое-то главное, что есть. Существует картина настоящего скинта. Ну-ка, сюда нельзя зайти. Блин, ну хорошо, тогда в эту дверь. Всем привет. А, нет, все-таки интересно, здесь что-то есть. Где, как ни в книгах, хранить всякую важную религиозную информацию, верно? Стоп. Стоп. Мне сейчас кажется, или это скинт. Это маленький Весы! Боже, что? Если что, эти весы фигурировали в сердце вселенной. Это тоже один из артефактов, как и блокнот. Нет, вот, книга-артефакт. Книга, похожая на артефакт, использованная для снятия печати с Тадмавриэля, то есть с отца. Ох, у меня теперь получается 2 артефакта, но взять я это не могу. На самом деле скинт — это не просто что-то типа материи, это же буквально символ магии. Магии, которая витает в воздухе. Напомню, в предыдущем сезоне скинт был буквально везде. Куда бы мы ни пошли, везде были вот эти кристаллы. И у меня есть небольшая догадка. Чем меньше скинта в округе, тем меньше силы у мироходца. Но это так, догадка, знаете, в небо, в воздух. Но она не лишена смысла. Так, в любом случае, мы низковольтный конденсатор убираем. И привет. О, это что, правда? Скинт? А, нет, подожди, нет, это не скинт. Это просто стекло. Блин. Куда в этом мире вообще мог подеваться настоящий скинт? Архейцы, нынешние архейцы, судя по обрывкам воспоминаний и видео из музея, знать не знали о скинте. Да и в моем измерении Прунус тоже нет ни одного кристалла. Ладно, сейчас мне до этого никак не додуматься. А ведь не факт, что у этих двух событий одна причина. Лучше посмотрю, что там в этой книге. Что? Какой книги? Погоди. Какой книги? А, здесь? Типа, так, А, в этой книге. Итак, в итоге это игрушечный скинт. Цветное стекло, покрашенное под скин. Блин! А я-то думал, нашел источник магии. Для лолошки, я думаю, это было бы очень кстати. Если бы это был бы настоящий скинт. Так, ладно. Сейчас, погоди. На всякий случай. Аккумулятор. А вот теперь читаем. Светится же имя его ярким светом среди звезд. Аминь. А теперь, братья и сестры, дети отца, да светится имя его
предлагаю перейти к более приземленным материям. Дело в том, что на распространение веры и высшей воли небесной требуются блага земные. Потому волею Отца нашего поднимаю минимальную сумму нашего необязательного добровольного пожертвования на 2150 спарков. Ну это серьезно, 2000. Это что-то явно ненормальное. Ребята, но для чего все это? Братья и сестры, вера не нуждается в навязывании и материальном подкреплении. Неужели вы не понимаете? Нам необходимо разыскать Отца, а Он здесь среди нас. Я ведь уже видел его. Почему вы не слышите меня? Очищение и благо не в материальных вещах, не в деньгах. Нам стоит служить Отцу нашей верой и молитвами, не бумажками. О, ну что же ты, Иоганнес? Рвение и вера. Вот они, истинные благодетели. Брат Иоганнес, послушай, ты, несомненно, непоколебим в своей вере. Но ты ведь понимаешь, до явления Отца необходимо, чтобы каждый житель Архея уверовал снова. А для этих целей, как я уже сказал, нужны спарки. Ведь именно спарки идут и на раскопки, чтобы найти больше древних реликвий его, с бесконечной силой и мудростью. Именно поддерживанием и продвижением веры мы приближаем явление и волю его. И вкусим же благо очищения первыми, отдав себя без остатка. И лишь тогда мы сможем воистину узреть его, а не только во снах своих, Иоганнес. Да не говори так! Я не дурак! Я не псих! Конечно нет, брат мой, что ты? О, ты просто запутался. А запутавшимся нужна помощь. Ты... Да вы все... Плевать на вас всех! Ой... Оставьте его, ребята, оставьте. Вера его слишком сильна, но она как бурная горная река. Ей нужно смирение и очищение. Да, жертвуйте во имя Отца, и да простит Он наши грешные души, и да приведет ко благу. Во имя Отца! Да, во имя Отца! Аминь. А теперь вернемся к делам материальным. Я буду вызывать по именам, а вы подходите. Все пожертвования оставляйте в этом карасе. Заметьте, не отдавайте их мне, ведь вы ничего не даете мне, только на благо Отца и веры нашей. Тех, кто пожертвовал, я запишу в списке тех, кто удостоится очищения. Так, кто тут у нас первый? Кристаль, попрошу. Что, блин? Кто пожертвует, я занесу в списки, чтобы... чтобы удостоиться очищения. Господи. О, интересно, привыкну ли я когда-нибудь к этим видениям? Бррр. Так, ладно. И вот это вот, что я сейчас видел, наследие ужасной церкви очищения? Как вообще эта гадость до сих пор паразитирует в умах жителей Архея, а? Если только не... Нет. Вряд ли бы он побирался с парками с кучкой фанатиков спустя столько времени. Нет. Это все так отвратительно и нелепо, что точно не может быть чем-то важным. Это же просто выжимание денег. Еще и книжка бесполезная. Здесь только перечень того, кто сколько сдал. Ну-ка. А, еще и должники. И, естественно, нигде не расписаны расходы на благо прихода. На раскопки там, например, и все такое. Или на распространение веры. Да. Мне всегда казалось, что религиозные пожертвования должны быть на добровольной основе. Ладно. Не удивлюсь, если найду их в какой-нибудь другой книге. Ха-ха. Реально просто выжимка денег. Вот во что докатилась твоя вера, отец. Вот оно. Слышишь? Даже скин стал стеклянным. Так, погоди, ты сказал, не удивлюсь, если найду их в какой-нибудь другой книге. Типа, вот это взять? О, кстати, я реально могу взять. Так, она куда-то выпала. Вот она. Использую, наверное, аккумулятор. Еще один. Большая книга методик убеждения. Как ставить на место одной черной фразой. Фига, ну-ка. А, блин, открыть не могу. Так, у нас также есть книга учета доходов на нужды церкви Отца. Список пожертвований и долгов. Ничего интересного. Ладно, я могу обратно, наверное, положить, да? Давай почитаем, что здесь. Главные этапы эволюции первобытной религии Архея.
Религиозная книга сомнительного содержания. Ага, так, ладно. Что еще есть? Воспитание подростков в условиях расовой инклюзии. Страницы прогнолов вырваны. Что здесь? А, ну конечно. Судя по этой книге, этот зал явно давно не используется. Наверняка один из верующих был завхозом в этой школе. Поэтому и собирались здесь. Возможно, тот пастор и есть завхоз. Ну, вернее, был. Подожди, что за книга-то в итоге? А, вот. Организация административно-хозяйственной деятельности. Справочник для заведующей хозяйственной частью. Мы так постепенно узнаем про этого чувака, который был фанатиком, да? Так. Теории существования скинта. О, большой химический справочник, содержащий противоречивые формулы и заметки на полях. Тут еще какие-то книги были, погоди. А, методики убеждения. А вот это перечень расходов церкви отца. Запрещено читать без дозволения настоятеля. А, ну вот, я же говорил. Хоть бы спрятали куда-нибудь. Да, короче, ничего интересного. Пора обшарить все открывающиеся столы и ящики и выдвигаться в обратный путь. Пускай сейчас я и могу позволить себе более длительные вылазки, но всему есть предел. Хорошо, блин, а книги в итоге я могу оставить, да? Вряд ли я могу их взять. О, экстренный аккумулятор. Все это забираем. Здесь у нас ящики, получается, никакие не открываются, следовательно... Что? Да ладно. Глиняная утка? Что? Это настолько неочевидное место! Погоди-ка! Это, блин, это настолько не... Ну, это прям совсем было. То есть вы хотите сказать, что я могу реально уток найти даже в стенах? Ну, как я могу искать их? Это тогда... Короче, я сейчас негодую. Я прям жестко негодую. Это было просто... Ну вот так вот, смотрите, как это было закрыто. Но то, что мы нашли глиняную утку, это прикольно. Теперь у нас утка-ошибка и глиняная. Сразу две. Так, погоди, а вот здесь у нас... Это какой-то череп. Ничего из этого вроде не нажимается. Здесь тоже. Здесь... О, витрина. А, это у нас обрывок рясы святого преподобного Лукия. Кусочек ткани, принадлежавший сыну отца. О, господи. Это не только странно, но еще и забавно. Это ведь обыкновенная тряпка. Ткань не могла сохраниться столько лет. Хотя после стеклянного скинта удивляться нечему. Но... Луки, который сын отца? Я ненавижу Тадмавриэля и церковь за то, что они сотворили с моим родным миром, но... То, что я вижу сейчас, не вызывает у меня злости. Мне просто, блин, противно со всего этого. Какой вообще во всем этом смысл? Я так надеялся найти что-то полезное, пускай, ну не знаю, хотя бы зловещее. А нашел стеклянный скинт и половую тряпку в витрине. Ай, плевать, надо убираться отсюда. Это просто жесть. Я представил Луки. Если что, напомню, если кто не смотрел «Сердце вселенной», Луки — это вот этот персонаж, и это был чуть ли не главный последователь отца, основополагающий винтик во всей этой религиозной чепухе. И в тот момент, когда Луки дошел до отца, чтобы освободить его, я запер проход. И именно в этот момент отец разозлился на Луки, сказал, что он бесполезен, и... Все. Лукея нет. Но по итогу про Эграселя, про настоящего сына отца, который вот он, про него ни слова. Пожалуй, просто пойдем. У меня, кстати, не так уж и много заряда. И у меня, блин, батарейки закончились. Я бы, честно говоря, много чего хотел отсюда забрать, но... Погоди, а я же могу! Выносливость прокачать, да? 2000 опыта надо. Ладно, мы не прокачаем. То, что у меня мало сейчас процентов, наверное, вынуждает меня все-таки уходить отсюда. Поэтому валим. Трешатина какая! 7%! Я просто ненавижу это. Ладно, я в целом все понял. Местная церковь — профанация. Они ничего не знали, просто слепо следовали религии. Кроме Иоганнеса. Он правда выглядел искренним. Но при этом правда ли он видел Тадмавриэля? Стоит ли мне морально и физически готовиться к возможной с ним встрече? Хотя нет. Все говорит об обратном. Стоит оставить эти мысли, да. Старина, ты, привет. Слушай, как думаешь, может ли древний злодей все еще быть в живых, а? Нет? Ну вот и я думаю, что нет. Но тебе-то явно лучше знать. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. И то верно. Надеюсь, что Лая вернется, и я наконец могу попросить ее забрать меня с собой. И
надо бы еще подумать над вопросами, которые я задам ей. А может быть, чтобы она осталась подольше, я даже к себе ее позову? Эй, стой, ну ты куда? Черт, ну помоги мне убраться, я девушку домой приглашаю. Да. Что? Книга учета доходов и нужды отца. Я не могу же положить это куда-нибудь сюда, верно? Обидно. Сюда я могу положить только уточек. Итак, какую уточку я хочу видеть первой? Утка-ошибка давай. Далее, глиняная утка. Все! Ты погляди, какая красота! Мы реально заполонили всю первую строчку. Я, конечно, уверен, что мы могли бы найти уже, наверное, даже 2 строчки. Но это тяжело. Извините меня, искать этих уток не вариант. Я вообще уверен, что мы не всех найдем. Ну, типа, как будто это невозможно. Но я надеюсь, что там за 20-25 уток мне откроется какой-то бонус. Ну, потому что я же не зря их добываю, правда? В любом случае, заряжаемся. И постепенно понимаем, что со всеми этими сюжетными вещами нужно что-то делать. Типа, вот, у меня игрушечный скин. Куда мне его? А, ну, кстати, вот этот сундук, по-моему, идеальный, да? Блокноты Аганеса сюда. И вот честно, я бы, наверное, вернулся в школу, но я понимаю, что, скорее всего, я умру. На то, чтобы вернуться туда и обратно, мне нужны аккумуляторы. А аккумуляторы у меня все, тю-тю. Пойду-ка проверю, как они исследуются. Здравствуйте, проверочка. Переработка утиль-сырья и редких материалов позволяет создавать экстренную батарею. Это устройство станет незаменимым источником энергии. Ну да, это я помню. Так, нам понадобится... Кстати, вот это вот у меня, по-моему, даже есть низковольтный провод. Сейчас проверим сразу. Да, изолированный моток низковольтного провода. 12 штуковин. Изи. Замечательно, выполнено. Снова здравствуйте. Исследовать нажимаем. И 40 минут ожидаем. Так, смотрите, мне опять же нужно железо, алюминий и изолированный моток. Тот самый. То есть мне придется создавать их больше. Вообще не тяжело, учитывая прочную ткань, потому что волокно промышленной конопли мы создавали. Много, я помню. Во, у меня 64. Хорошо, тогда это вообще будет не проблема. Но надо сразу понять, что исследовать далее. Сталь. Скорее всего, сталь. А, кстати, я могу сейчас, но нет. Блин, исследовать не нажимается, потому что уже исследуется. Консерву пока тоже не получится, потому что нужно 320 гнили. Короче, суть до дела, но я нашел шикарное место, куда буду складывать сюжетные вещи. У меня все эти семечки, ну в целом, как будто сейчас уже и не понадобится, да? Кожа не нужна, песок куда-то выкинуть. И именно здесь сюжетным вещам самое место. Фотоаппарат, правда, не знаю, это важная штука или нет, но тоже возьмем. Пусть Тихо. Пусть валяется здесь. Я, конечно, не до конца уверен, что именно фотоаппарат — это сюжетная вещь. Может быть, я просто могу фотографировать и проявлять фоточки, не более. Но пусть пока что валяется. Что ж, мы прямо сейчас ожидаем Лаю. Нам нужна та самая девушка, которая сказала, что вернется. Но попутно мы вспоминаем про церковь. Меня сейчас невероятно интересует вот этот Иоганнес. Чувак, который якобы видел отца. И это самое интересное из его слов. Думается мне, что мы еще столкнемся с этой историей поподробнее. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Очень круто развивается и вспоминается все то, что переживала Ложка до этого. И это так круто компонуется друг с другом. Надеюсь, вам тоже нравится. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться. И, конечно же, я дважды не забуду попросить вас не пропустить это мимо ушей. Просто ваша поддержка в условиях замедленного ютуба, особенно замедленного ютуба, это поистине самое лучшее, что придумало человечество. Спасибо большое, если вы не подумали, что это речь и обращение к другому человеку. Это обращение конкретно к вам. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и... кучка фанатиков. Всем удачи, всем пока. Пока. Ты очень сильно хочешь разобраться в том, что здесь происходит, верно? Если поможешь, я расскажу тебе все, что знаю. Почему ты просто не можешь взять меня с собой? Эй, почему? Бляха-муха. Это что такое? Итак, дамы и господа, дело церкви очищения действительно продолжает жить. Но сама церковь при этом явно не представляет никакой опасности. Максимум опасности, которую она несла, пустые кошельки у фанатиков, которые продолжали верить и продолжали жертвовать. Да, за 1000 лет мало что поменялось. Но все-таки во всей этой истории меня интересует некий Иоганнес, единственный приверженец церкви, вера которого явно сильна и при этом искренняя. Мне правда начинает казаться, что его слова «со мной
мной на контакт вышел сам отец, это даже никакой не бред. Но в любом случае, нам надо еще узнать про некую организацию и про девушку Лаю. Поэтому всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы и про церковь узнаем, и занимаемся жильем. Да, фанатичная секта, в которой собирают деньги явно не для поиска отца, это, конечно, интересно, но куда интереснее один единственный участник этой секты — Иоганнес. Фанатик-ученый, который буквально произнес фразу «Со мной на контакт вышел отец», пока что, честно признаться, вызывает доверие. Но связан ли отец с тем, что произошло с миром Архей, неизвестно. Известно лишь то, что миром заинтересовалась некая организация, а пропажу всех живых называет обычной ликвидацией. При этом меня интересует некая Лая, девушка, которая явно выходит из этой организации, но почему она ведет себя так, будто ее планы совсем не сходятся с тем, что диктует опять же организация? Она что, дезертир? А я зачем ей нужен? Что ж, давайте узнавать. А вообще, уже в начале у меня более-менее шикарные новости. Я создал 16 патронов. Да, наконец-то я могу стреляться и помнить, что у меня хоть какие-то запасы. Давай-ка быстро все ненужное убираем и спать в кроватку забегаем. Что происходит? Нет. Нет, пожалуйста. Черт. Я снова проснулся здесь. Каждый раз, когда я засыпаю, надеюсь, что все это не по-настоящему. Что я сейчас усну, а когда открою глаза, снова буду со своими друзьями. Или хотя бы с Джоном во временной пустоши, чтобы в этот раз побежать куда надо. Да хочется где угодно и с кем угодно, лишь бы не в одиночку. Как же я устал от этого. Вчерашний день, конечно, был интересный, но я надеюсь, что сегодняшний я проведу иначе. И Лая придет ко мне, как и обещала. У меня столько вопросов. Но, черт, даже если я не получу на них ответы, я все равно буду рад ее присутствию. Я очень, очень хочу с кем-то поговорить. Когда вспоминаешь, каково это — разговаривать с кем-то. Особенно после такого долгого отсутствия человеческого контакта. В одиночестве находиться больше совсем не хочется. Совсем. Сегодня даже из смотрящего не видно что-то. Вот это размышление. Блин, кошмары плохо. Не надо кошмары. Мозг опять постепенно садится. Я понимаю, что мозги постепенно восстановились благодаря разговору с Лаей, но Лаи-то опять нет. И вот он очень правильно сказал. Когда вспоминаешь, каково это разговаривать с кем-то, в одиночестве больше находиться не хочется. И в итоге непонятно, Лая придет или нет. Так, а вообще я заметил, тут двери закрытые. Неужели у нас опять что-то поломалось? Ну, пожалуйста, не надо. А, только исследовательский модуль, да? Электричество. Модуль, ну, пожалуйста. Скажи мне, зачем ты сломался? Опять придется чинить тебя. Да, ну ладно. Сейчас все сделаем, не парься. Фу, починить. Хорошо, и починить. Замечательно. Что тут опять не так? Давайте, объясните мне, что, где чинить? А ну, 3 высоковольтных кабеля. Ну, сейчас. Нет, правда, я не против, пока есть ресурсы. Но если ресурсы закончатся, то будет явно беда. О, ура, все снова заработало. Но, блин, эти постоянные поломки довольно сильно напрягают. А вдруг, пока я сплю, системы фильтрации воздуха сломаются во всех модулях сразу? Или снова случится пожар везде? О, нет, не хочу даже думать об этом. Но на всякий случай стоит сделать запас ресурсов поболее. Что-то Лая пока так и не пришла. Хотя, казалось бы, знает мои координаты. Может быть, если я буду искать ресурсы, я как раз смогу найти ее самостоятельно. А, нет, а если она придет, но меня не будет здесь? Не-не-не-не, ладно. Я не могу просто брать и сидеть сложа руки. Надо идти.
Ну не знаю, я бы на твоем месте выбрал посидеть. Ресурсов пока на поломке достаточно. Я понимаю, что я говорю, скорее всего, полный бред, и рано или поздно мне придется это тратить на улучшение, на другие починки, но пока что выглядит вроде все нормально. О, и кстати, насчет модуля, у меня шикарные новости. У нас исследовался тот самый экстренный аккумулятор. Завершить. Все, получается, я могу создавать, да? Нам опять же понадобится железо, очень много железа, и самое тяжелое здесь это полированный розовый кварц. Он делается при помощи редстоуна, которого у меня не так много. Немного попробуем, забираем. Теперь берем наждачную бумагу в левую руку, и по идее это работает как-то вот так, да? О! Ой, блин, прикольно. Так, давай, еще, давай. Ай, да молодец, полированный розовый кварц. Давайте честно, я не скажу, что это простой крафт, и скорее всего аккумуляторы лучше всего искать по миру, нежели создавать. Но по итогу мы получаем аж 2 штуковины. Благодарю. Итак, костюмчик надеваем и выбегаем. Здесь вроде бы все нормально. Мне сейчас получается, надо просто найти... Ой. О, партиклы! Подожди, что? Это у нас вроде бы не огромное солнце, значит оно не испепеляет нас. Подожди, партиклы куда ведут? Что происходит? Где же мне искать? Наверное, стоит... Ты зачем так часто покидаешь укрытие? О, Лая, ты пришла! Наконец-то я... Ой, нет, не надо, нет, давай без этого. Ты... Чем это ты вообще занимаешься? Ну как же, ищу ресурсы для бункера. Модули в нем часто ломаются, а еще он требует регулярных улучшений. Ну и... Что? Я тебя искал, конечно. Лая, скажи, почему ты не пришла вчера? Ай, снова бред несет. Не-не-не. Слушай, ты вообще в курсе, что за тобой был хвост? Тебя видели около какой-то школы. А еще недалеко от того места, где уже пытались убить. Зачем ты снова туда полез? Зачем? Ну так ты же сама сказала мне заняться делом. Вот я и занимаюсь. Но зачем тебе искать ресурсы настолько далеко от укрытия? Ну, не ресурсы, я информацию искал. О чем? Об этом месте. Ну, о том, что произошло здесь, и о церкви очищения. Ой, да уж. Не думаю, что она того стоила, правда? Местные религии не имеют никакого значения в любом случае. Ой. Слушай, даже если организация не убьет тебя, ты можешь убить себя сам. Собственной же неосторожностью. Но я занимался тем, что мне было интересно. Ты же ничем со мной толком не поделилась. Ты даже не говоришь нормально, что за организация за мной охотится. Что ж ты такой крикливый-то, а? Лая, ну не молчи. Что это за линия такая? Почему я здесь один? Где остальные? Как мне их найти? Как мне вообще выбраться отсюда? Из этой линии? Давай проще. Я не знаю, как ты можешь отсюда выбраться. И я сама пытаюсь в этом разобраться. Что? Подожди. То есть у тебя вообще никаких догадок? Никаких предположений даже? Никаких теорий или... Да замолчи ты, ну конечно же есть. Но с тобой ими делиться я не готова. Да черт, ну почему? Нет, не надо, не начинай. Потому что я не уверена, стоишь ли ты того, Лолошка. И знаешь, мне все-таки кажется, не стоишь. Сперва мне нужно найти доказательства обратного. Вау, вот это да. Ну знаешь, сейчас ты все-таки здесь, так да что я... подожди ты. Запомни, информация — это самый ценный ресурс, которым только можно обладать. Давай-ка ты не будешь забывать об этом. Нельзя раскидываться таким ресурсом направо и налево. Ладно, я понимаю, это просто... Нет, ладно, я вообще ничего не понимаю. Ты единственная, кого я видел за последнее время. Я даже не знаю, сколько дней я провел в этом одиночестве. Ты представить себе не можешь, как мне сейчас тяжело. Почему ты просто не можешь взять меня с собой? Почему? Хорошо. Мне некуда тебя взять. Предвещая твой вопрос, считай, что за мной тоже есть хвост. Серьезно? И что нам делать? Ну, свой хвост я планирую сбросить. А насчет тебя, не знаю. Ты очень сильно хочешь разобраться в том, что здесь происходит, верно? Ну да, конечно хочу. Лая, разве это не очевидно? Ну хорошо, я помогу тебе, если ты поможешь мне. Мне нужно укрытие. Место, где меня точно не найдут.
Место, где я смогу кое к чему подготовиться, без каких-то помех со стороны. Ну, я бы... Именно. Если поможешь, я расскажу тебе все, что знаю. И что тебе самому необходимо знать. А если не помогу? Ха, ишь ты. Тогда я сделаю все сама. Только сил придется потратить больше. Так, ладно, если коротко. Организация охотится и за тобой, да? Нет, не совсем. Но вполне вероятно, что да, меня захотят убить. Хорошо. Ну, слушай, мой бункер герметичный, организация его так и не нашла, Да поэтому... куда ты опять-то? Лолошка, твоя осторожность оставляет желать лучшего. Честно, я удивлена, что ты все еще живой. Нет. Точно нет. Я не могу согласиться на такое. Если твой бункер обнаружат, убьют нас обоих. Ладно. Просто поищи что-нибудь, ладно? Мне нужно идти. Уж чего-чего, но я не могу находиться здесь слишком близко к твоему бункеру. Они усилили патрули. Я вернусь, и тогда возможно, мы обсудим некоторые из твоих вопросов. Но, подожди. А требования к укрытию у тебя вообще хоть какие-то есть? Единственное требование, чтобы его точно никто не нашел. О, подожди, кстати, я же нашел твой Куда делась? Вот же ж... Ну ладно. Так, и в итоге... Уже ночь. Что ж, она все-таки не соврала. Она действительно собиралась ко мне. Получается, что мы имеем? Лая хоть и из организации, но вполне вероятно, меня захотят убить. Да ё-моё, ну зачем я вам нужен? Что я такого сделал? Если бы это действительно была стандартная процедура после ликвидации, то... Ощущение, что было бы все совсем иначе. Как будто меня хотят взять именно с поличным каким-то, или скорее живым, а не мертвым. Так, ладно. Ей нужно место, которое никто бы не нашел. Ну и задачку ты мне подкинула, конечно, Лая. Стоп, подожди, стоп! Мое карманное измерение, точно! А разве оно не подойдет? Угроза во внешней среде на Лаю никак не влияет, верно? Поставлю ей туда кровать и будет прятаться. Без моего приглашения туда точно никто не проберется. Блин, Лая, ну зачем же ты так резко ушла? Я уже придумал, где можно скрываться. Кстати, надо бы, наверное, подзарядить скафандр перед тем, как отправиться туда. Я-то теперь не могу быть в полной безопасности. Ну у меня 92%. Я, наверное, должен был сначала полутаться, но нет, у меня все заряжено. О, гниль, кстати, ты мне понадобишься? Давай заранее здесь все заберем, Незер тоже нужен. Перед тем, как пойти заряжаться, хочу сразу посмотреть вот эти домики. Я помню, здесь были... Вот оно, замочки. Интересно, что в них скрывается. Давай. И... О, хорошо, с первого раза. Так. Главное, что я за эти замки получаю еще и опыт. И здесь свинец, немного еды, гниль берем, тут ничего. Кровать для Лаи. Наверное, заберем. Ну хорошо, погнали в бункер. Эй, кстати, раз уж я сегодня так здорово починил исследовательский модуль, возможно, мне стоит улучшить скафандр. Ну, если я хочу как следует подготовить все для Лаи в моем карманном измерении. Заряда моего костюма может не хватить даже при имеющемся улучшении. Реально? Ты чё? Да как будто все нормально. Ну, окей. А вдруг там даже улучшение будет простым? Проверка. Тут понадобится зарядная антенна. Ё-моё, это что такое? Погоди! Красные потоковые катушки. Во-первых, они дешевые, а во-вторых, я их где-то находил в сундуке. Самое тяжелое, наверное, это стабилизированная РФ-катушка. Понадобится золото, серебро и опять же красновая потоковая катушка. Ладно, это все изи. Тут главное сейчас, чтобы редстоун был. Пожалуйста, дайте мне редстоунчика. Да, хорошо. О, ничего себе! О, сколько! С одного дрона 1500 опыта! Ни хуанхэ себе! И других слов не подобрать. А ну-ка! Сюда! Что? Плаки. Ай, слушайте, я такой довольный сейчас. Я, кажется, понял, что дроны это не просто организация. Это переносчик опыта. Так, а вообще, я тут зерна бесконечности создаю.
Наверное, дроны спавнятся не так часто, но игнорировать их, оказывается, нельзя. И надо по-любому создавать патроны. Так, вот давай, кстати, заменим. Вот это сначала вытаскиваем, заменяем. Спасибо. И теперь обязательно прокачиваем выносливость. 1. Потом, наверное, еще разочек. И у меня остается 800 опыта. До следующего уровня нужно уже 2300. Ну, знаете, с этими дронами в целом изи. Я тут заметил некоторую проблему. Улучшено 2 выносливости, но дали всего лишь 1 слот. Вы чё, хотите сказать, что после первой строчки нужно теперь 2 поинта ради одного? Каждый раз, когда я думаю, что нашел золотую жилу, становится только тяжелее. Но вообще это логично. Типа на вторую строчку нужно по 2 выносливости, на третью строчку по 3 выносливости. Видимо так. Работа выполнена, все ресурсы собраны, и у меня шикарные новости. Я нашел, где в этой комнате хранить вещи. Оказывается, вот оно, сюда нажимаешь, и тут можно хранить все, что хочется. Я не знаю, зачем эта штуковина сама по себе нужна, но зачем-то ведь нужна. Как минимум будут вещи храниться. Теперь улучшение, скафандр, улучшить. Оу, И что, в итоге 3? Да, уровень 3. 5 локальная броня. А, броню-то мне не прибавили. То есть получается просто... Вау, какая красота! Я теперь могу видеть, какая погода. То есть, день или ночь. Это так круто, что сам интерфейс тоже прокачивается. Я так доволен тем, как здесь все это реализовано в плане визуала. Каждое мое действие постепенно что-то преобразует. Ой, погоди. Выносливость тоже вроде стала другой. Вот такой была, вот такой стала. Но проходит немного времени, теперь у нас ночь показывается. Как это клево! Рано или поздно будет все утыкано интерфейсами, и мы будем просто реально не выходить из скафандра, потому что он будет почти не разряжаться. А вообще напомню, задание: башня для принцессы. Лая. Вернуться в собственное измерение, обустроить собственное измерение. Итак, Лая попросила найти для нее укрытие. Место, где она могла бы быть в полной безопасности, где ее никто не смог бы найти. Мое личное измерение, которое подарил мне Шангрин, идеально для этого подойдет. Знал бы Шангрин, для каких целей я буду использовать такой подарок. Ох, Шангрин. Так, ладно, в любом случае нужно убедиться, что Лае там будет комфортно. Иначе она вряд ли будет отвечать на мои вопросы. О, Шангрин. Тот самый персонаж. Знакомы мы с ним, внимание, с идеального мира. И я напомню, в предыдущем сезоне мы его... того. Возможно, я, конечно, не прав, и это было показано драмы ради, и я себе напридумывал, но посмотрим. А вообще вот, карманный интерьер. Нам действительно понадобится создать целую квартирку. О боже. Ну все эти вещи, кстати, можно тупо найти в городе. Обязательно сразу заряжаемся и постепенно создаем уют. 2 белые кровати, привет. Да... Лампочка засветила. Нет. Нет, блин, там сейчас жопа будет, да, какая-то? А ну? Что, кислотный дождь? Бляха-муха. Это что такое? Господи Иисусе! Какого фига опять? Неужели новая погода? Так, я правильно понимаю, что молнии, они просто где-то там, да? Офигеть! Какая красота, слушайте. Ну, во всяком случае, мы видим, что у нас заряд костюма не портится. То есть 98%, и у нас очень медленно убывает заряд. Как же это, чертово! Все, тихо, тихо, тихо! Сейчас, давай-ка, наверное, сюда зайдем. Мне нужно просто мебель пособирать. Вот. Я думаю, вот такие ящики вполне себе. Дубовые стулья. Стулья сюда. О, ну и погодка, блин. Туда действительно не хочется выходить. Березовый стул. Мне-то нужен дубовый. Ё-моё, серьезно. Ладно, будем искать нужные. Березовая прикроватная тумба. Нет. Опять же, мне нужно дубовое. О! Черт возьми! Ох ты ж, бляха! Стоп! У меня костюм подзарядился! О, еще и дроны летают. Да вы чё рофлите? Вам что, вообще все нипочем? Тихо! Пошел! Пошел! Так вот, молодец. Тихо, 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 тихо. Подобрать, убежать, полить. Черт, как же это все страшно. Давай, пожалуйста, мне что-то дубовое. Я хочу для Лаи соорудить супер крутой домик. О, кажется, нашел. Это явно дубовое. Правильно? Дубовый письменный стол. Такое надо? Нет, дубовый комод нужен. Да ты издеваешься. О!
погода успокоилась. То есть она может меняться, даже если я не захожу в бункер? Мы будем, если что, иметь в виду. Типа я гуляю, и в моменте может пойти, например, кислотный дождь. Вау. Слышу дронов. Ладно, тихо. Ч-ч-ч-ч-ч. Ну отстаньте. Нет, у меня патронов на вас не хватит. Я, пожалуй, пока посохраняю. Не надо, отстаньте. Короче говоря, остается одна белая лампа, и, как я понимаю, это вот эта лампа, правильно? Да, белая лампа. Все, я 100% все собрал. Проверка. Мы можем. Только что мне? Наверное, сначала зарядиться надо? Да, на всякий случай забегаем. Итак, Прунус. Ага. Ладно, все куда проще. Да уж. Работы здесь будет явно многовато. Интересно все-таки, почему тут нет скин-то? Все еще думаю о вчерашней вылазке и от Адмавриэля. Я не вижу никаких следов его присутствия в нынешнем Архее. Ну, кроме слов того сумасшедшего фанатика, который, вероятнее всего, просто начитался старых книжек. Значит ли это, что кто-то все-таки одолел отца? Но насколько это вообще возможно? А может быть, тот фанатик не врал, и он действительно видел Адмавриэля? Но если его нигде нет, неужели катастрофа была настолько масштабной, что из-за нее исчез даже тот, кого буквально нельзя убить? Или он бежал в другой мир, где безопасно? Что же случилось с моим родным миром? Какая же жуть! И Лая, как назло, не хочет ничего говорить, до последнего все скрывает. Я с таким, конечно, постоянно встречаюсь, но раздражать это не перестает. Надеюсь, все это я делаю не зря, и она правда расскажет мне, что здесь произошло, как и обещала. О, наконец-то! Выглядит, ну, нормально, даже уютно. Надеюсь, она не особо привередлива. Я бы мог и лучше, но пора обратно в бункер. Я очень устал. Очень надеюсь, что мне не придется ждать ее возвращения несколько дней. Малус. Такс. Потратили мы в итоге на все про все 20%, да? Ну, немного. Вот так. Что с моим телом? Почему оно все желтое? Вы меня простите, но мне это не нравится. Эй, кстати, интересно. А где смотрящий? Он за весь этот день так и не приходил. С ним что-то случилось или мое ментальное здоровье просто восстанавливается? И смешно, и грустно. О, блин, реально, смотрящий... Подожди, это первая серия, когда смотрящий не появился, да? Давай на всякий случай попробуем пройтись. Сейчас, подожди. На всякий случай сюда. Все, подхилились. Далее в основной модуль и... Смотрящий. Алло? Нет? Блин, а ведь и правда, он за все время ни разу не появился. Я перестал быть ему интересным? Нет, это неправда. Я все еще интересный. Правда, я интересный. Смотрите меня. Кстати, то, что я забежал в медмодуль, напоминает мне о 3 очков генома. Ой, как давно я не прокачивался, ё-моё. Что я могу? Я могу... Да примерно нифига на самом деле. Снижает шанс на потерю прочности предмета на 5%. Это прикольно, но нужно 15 интеллекта. Сейчас у меня интеллекта 11. Учитывая, что теперь я могу убивать дронов, наверное, я могу и прокачаться. Но опыта пока недостаточно. Давай пока сохраним, что имеем, а на этом постепенно будем заканчивать. Прунус, который используется в качестве квартиры. Ну разве это не мило? Впервые за все сезоны мы наконец-то используем данное измерение, и даже не для себя. Капец. На этом действительно будем постепенно закругляться. Посмотрим, что будет дальше, как Лая отреагирует на наш Прунус. Вообще, она удивится тому, что у меня есть собственное измерение. Если вам нравится то, что вы смотрите, пожалуйста, не забывайте про ваши лайки и подписки. Я напомню в 1051 раз все ваши оценки, все ваши положительные отзывы, ну, неплохо бустят мотивацию команды, правда. Тут речь даже не только о Ютубе, а скорее о нашем ментальном здоровье. Посмотрите, мозги восстанавливаются. И все благодаря вашим подпискам и оценкам. Спасибо большое. Также не забывайте, что на Бусти вы можете посмотреть дополнительную серию. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и...
собственное измерение комната. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Нашел? Ты про укрытие, что ли? Пронус. Как ты смогла пережить конец света? Так же, как и остальные члены организации. Что? Подожди. Что ты имеешь в виду? О, квартира в мире Прунус. Давайте честно, я бы сам такое точно не придумал, поэтому вот, это буквально предыдущая серия. Кровати, тумбочки, другая мебель. Все это перенесено не для моего удобства, а для некой Лаи, человека из организации, который явно в этой организации занимается какой-то дичью. Ведь я напомню, она сама сказала: считай, что за мной тоже есть хвост. Также напомню, за убежище, которое мы ей нашли и в итоге даже построили, Лая согласилась помочь нам. Но что это будет за помощь, надо узнавать. Признаться честно, я хочу ей верить. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы впервые улучшили Прунус. Ага, то самое измерение, которое я не трогал... примерно всегда. На данный момент измерение полный отстой, в нем вечно обитает та же самая зараза, что и в городе. И, как я уже понял, если зараза есть в Прунусе, то получается эта зараза во всей вселенной? Ладно, я думаю, сейчас речь не об этом. Здесь самое главное, что Прунус мы на время отдадим некой Лае, девушке, которая явно не особо ладит с организацией, хоть и является ее непосредственным участником. Меня еще зацепила вот эта часть. Как мне вообще выбраться отсюда, из этой линии? Я сама пытаюсь в этом разобраться. Как я понял, Лая хоть и знает больше нашего, но как покинуть эту что-то типа линию, не имеет понятия. А покинуть она хочет вопреки самой организации. Повторяюсь, я могу нести полный бред. Ну и, кстати, супер глазастые зрители заметили, что на этом значке, наверное, девушки, изображен тот же самый знак, что и валюта в «Голосе времени». Напомню, за очень-очень много этой валюты разыскивался сам Междумирец. А Междумирец, как мы поняли в преддверии... Я? Вот на этом моменте становится очень интересно. Ребят, если вы тоже нашли какую-то деталь, которая фигурирует из другого сезона, то обязательно пишите об этом в комментариях, потому что, черт, это правда интересно. Особенно если это напрямую касается Ложки. Также начал замечать комментарии по типу: а почему Ложка не может прочитать книгу «Артефакт»? Ведь, казалось бы, он мироходец. Он должен понимать, что здесь написано. Понимать, потому что искра мироходца адаптируется к другим языкам. И вот на этом моменте, честно признаться, я хотел бы ответить, но в один момент меня передернуло. Я начал понимать, что на некоторые пояснения я иногда трачу слишком много повторений. То есть в одном сезоне я повторил, в другом сезоне я повторил, в другом сезоне я повторил. И до меня начало доходить, что это скорее некая ошибка. Новая аудитория настолько привыкает, что я что-то поясню, там в следующей серии, в следующей, еще, что даже на такие базовые вопросы, почему Ложка не может прочитать книгу, мне действительно придется делать новое пояснение. И, ребят, если что, это никакой не упрек. Поверьте, я понимаю, что это нужно, это необходимо, и я продолжу. Но я не смогу делать много пояснений на каждую деталь, на которую задается много вопросов. Поверьте, если мы берем какую-то другую, более глобальную вселенную, в разы глобальнее, типа World of Warcraft, то мне там 10 лет назад на прочтение половины энциклопедий пришлось потратить 3 недели. Ну да, немножко раньше увлекался. И теперь представьте, что каждый раз перепояснять что-то здесь, это, ну, опять же, вроде как хорошая тактика, но я скорее обращаюсь сейчас к комментаторам. Помогите мне, пожалуйста! Если вы знаете ответ на какой-то вопрос, которым задаются много людей, новых людей, помогите им понять. Объясните, напишите об этом. Сегодня ответ на вопрос, почему Ложка не может прочитать книгу, хотя является мироходцем, будет закреплен. Я специально закреплю комментарий. Считайте это моей большой просьбой о помощи. Большое спасибо всем, кто окликнется. Муа. Так, короче, если серьезно, то мне правда кажется, что вы нашли какую-то очень важную зацепку. Пересечение значка с сезоном «Голос времени». А если точнее, то с валютой на плакате А? Что за... Что происходит? Кто это стучит? Меня что, нашла организация? Да нет, стоп. Вряд ли бы они стучались ко мне так, будто пришли в гости.
Согласен. Ну, я понимаю, что это Лая. О. Кат-сценой. Ладно. О, тебя что, жизнь ничему не учит? Быстрее проходи. Да черт, что не так? Ну что, охренела, что ли? А вот теперь скажи мне, почему ты даже не спросил, кто это? Какой же ты безрассудный! Успокойся, Лая, я знал, что это ты. Кто еще мог бы ко мне так аккуратно стучаться? Ладно, туше. Меня никто не должен был заметить. Информация о твоем местонахождении в безопасности. Пока что. Ну-ка. Вот тут ты, получается, живешь, да? Ну да. А ты что? Ближе к делу. Нашел? Ты про укрытие, что ли? Ну да, нашел. Угу. Скажи координаты. Это срочно. Очень срочно. Ну знаешь, Лая, это немного необычное место. А? То есть... Ладно, просто повторяй за мной. Пронус. Это ее удивило. Ну? Не понял? Она что, не может попасть сюда, что ли? Но ведь я... Ну-ка. Что, все? Ее уже не удивляет? Как у тебя здесь антуражно. Что это за место? О, Лая, это мое секретное убежище. Убежище, говоришь? Забавно, что твое собственное секретное убежище представляет для тебя такую опасность. Но, впрочем, этого следовало ожидать. Ну да, этого я не знаю. Я не знаю, почему здесь тоже нельзя... Да потому что произошел конец света, Лолошка. Но ближе к сути. Про это место больше никто не знает, верно? Ну... Некоторые знают, но... Поподробнее? Они могут попасть сюда? Могут в любой момент? Да, Лая, я не уверен, просто... Ладно, буду проще. Ты точно уверен, что здесь безопасно? Здесь меня никто не найдет? Никто посторонний и враждебно настроенный не сможет сюда заявиться? Да, здесь ты в полной безопасности. Ну вот и отлично. Что ж... Спасибо. Свою часть сделки ты выполнил. Задание башни для принцессы выполнено. Реально? Она даже прям вот так напрямую сказала? И что дальше? Лая, поговорить. Ща, я обязательно это сделаю, но... Ё-моё! Я реально впервые в Прунусе нахожусь так, будто это место не просто какая-то берлога с ничем. Это место, в которое я не прочь бы был потом возвращаться. Но что она еще раз сказала? Потому что произошел конец света, Лолошка. Это фигура речи? Я просто правда не удивлюсь, если это фигура речи, и то, как я понимаю эту фразу, это на самом деле не так. Ладно, Лая, поговорить? Эй, Лая, ты мне все еще не доверяешь, да? Доверяю. Просто боюсь, что это выйдет мне боком. Но, знаешь, Лолошка, доверять кому-то в принципе опасно. Так что дело не в тебе. Слушай, ну, может быть, ты хоть сейчас скажешь, почему организация охотится за тобой? Потому что ты одна из выживших, да? Мы с тобой пока что не особо знакомы. Поэтому я не смогу поделиться всем, чем ты захочешь. Но ты вправду мне очень сильно помог, поэтому давай договоримся. Я отвечу на 3 твоих вопроса. А остальные мы оставим на потом, хорошо? Что? Ты... Нет, Лая! Вообще-то это я тебя выручил, так что Слушай, если... буду откровенна, мне нужно будет уйти. Ответить на 3 вопроса — все, что я могу тебе предложить на данный момент. По рукам? Ладно, по рукам. Хорошо. Куда тебе нужно будет уйти? По личным делам, которые тебя не касаются. Это был первый вопрос. Эй, но... Так нечестно, Лая! Черт. Ладно, сейчас, хорошо, дай мне подумать. То есть реально, первый вопрос я потратил на это. Так, у меня 4 вопроса. Я могу задать только 2, поэтому мне нужно сейчас хорошенько подумать. Кто ты такая и что делаешь в Археи? Что за организация охотится за нами? О, это, кстати, интересно. Расскажи уже нормально, что здесь произошло. Это тоже, кстати, интересно. Где остальные выжившие? Ну, вообще, по сути, вот этот последний вопрос и 3, они такие одинаковые. Давай, наверное, вот это сначала. Что за организация охотится за нами? Мне казалось, мы это уже обозначили, но... Ладно, видимо, стоит напомнить. Главное, что тебе сейчас нужно знать. Организация занимается ликвидацией всех, кто смог выжить после конца света.
Можешь считать, что это группа наемных убийц. Опасных, жестоких и невероятно действенных. Сейчас их основная миссия сделать так, чтобы во всех обозначенных линиях не осталось ни единой живой души. Да, и они довольно активно в этом преуспевают. С нашей последней встречи они уничтожили еще несколько существ, совершенно ни в чем не повинных. Ах, просто потому, что они смогли пережить все это. Хорошо, и почему они хотят всех убить? Ой, потому что они верят, что конец света означает конец всего живого. Что никто не должен остаться после того, что произошло. Но... это же... это нелогично, нет? О, Лолошка, в их действиях и нет никакой логики. У них есть миссия, и они верны ей. Дополнительной рефлексии они стараются избегать. О. А как ты смогла пережить конец света? Так же, как и остальные члены организации. Что? Подожди. Организация... Что ты имеешь в виду? Ты в этой организации тоже состоишь? Угу, конечно. Иначе как бы я знала про их патрули? И про то, какая информация про тебя у них есть, а какой нет. Я думала, это вполне очевидно. Какой же ты странный. Но... тогда почему организация преследует тебя? Ох, они подозревают, что я их предала. И их подозрения вполне оправданы, как ты мог заметить. Доказательств у них не так много, но я уверена, они найдут еще. Так, ладно. Скажи, ты тоже убивала выживших? Да. Я тогда... Ну нет, нет, только не начинай. Ну вот что ты хочешь? Что ты хочешь, чтобы я сейчас сказала, а, Лолошка? Да, убивала. Потому что приходилось. Потому что верила в ценности организации. В то, что средства достижения ее целей оправданы. О, мне кажется, ты плохо понимаешь масштабы происходящего. Организация действует по всем линиям. Везде и всегда. Это огромная система, у которой куча способов промыть тебе мозги. Заставить поверить, что ты делаешь благое дело. Когда на самом деле просто убиваешь тех, кто даже не заслуживает смерти. Ах. Я долго верила в то, что мне говорили. Но игнорировать собственную совесть я не могу. Хорошо, и что же нам тогда делать? Ну, знаешь, твоя задача остается прежней. Старайся не умереть. Моя же задача схожа с твоей, но не считая парочки нюансов, которые тебе пока что знать не обязательно. Подожди, что? Я думал, она скажет, ну все, ты уже задал кучу вопросов. Не, ну я как бы вообще не против. Я только что задал, наверное, вопросов 10. Как нам остановить организацию? Как мне выбраться отсюда? Как мне найти остальных выживших? Это другие вопросы. Вообще до меня сейчас кое-что дошло. Оказывается, про эту организацию давали намеки не только в «Голосе времени» на вот этом плакате с вот этим значком. Нам давали намеки на эту организацию еще в «Последней реальности». Помните, когда мы гуляли с Шерон? Девушка, которая тоже мироходец, она говорила, что мироходцы пропадают. На тот момент больше за весь сезон мы эту тему ни разу не поднимали. Но теперь я понимаю, что походу вот эти микровкиды, они... вот они о чем. О, блин, это прикольно. Сейчас строить догадки, конечно, очень опасно, потому что я могу сказать такую ересь, что потом не отвертеться. Вот, как мне выбраться отсюда? Успокойся, успокойся. Я ответила уже на 7 вопросов. Хотя мы договаривались на 3. Черт. Слушай, но я тебя в безопасность привел. Здесь тебе ничего не угрожает. Ты, знаешь ли, должна мне. Что? Ну, правда, неужели ты не можешь уделить мне еще хотя бы несколько минут? Ой, ты очень странный. Слушай, ответь-ка лучше на мой вопрос. Как отсюда выбраться, а? Точно. Забыл рассказать. Подожди, а ты же не сбежишь, да? Ну, возможно. Но я же должна знать, как покинуть это место, верно? Иначе это не укрытие, а тюрьма. Ладно. Повторяй за мной. Малус. Ага. То есть Лолошка решил ее не держать в заперти, чтобы выудить все вопросы, я понял. Так. Ну, я же сказал, почему ты не появляешься? Ай, Прунус! Подожди, она... Чего? Что за... Какого... Малус! Что происходит? Вот же ж... Сбежала. Ну ничего, я поймаю тебя. Я теперь знаю, где ты будешь прятаться.
Так, задание выполнено, хорошо. Подожди, а это точно сейчас она сбежала? Просто... Она точно так же и появилась очень странно. Когда я только написал Прунус, она еще долгое время не появлялась. Вот, даже Лолошка обратил на это внимание. Не понял? Она что, не может сюда попасть? Короче, это немного странный такой вот сюжетный ход, показывать дважды, как мы не в одно время телепортируемся. Правда странный. Кажется, это какая-то деталь. Ну, либо она реально просто сбежала и обманула меня. Это, знаете, такой майндгейм был. Она меня переиграла. Организация верит, что конец света означает конец всего живого. Эта фраза, знаете, что навевает? Религию. Религию очищения. Это, по сути, очень похоже на мысли, которые передавал отец Тадмавриэль. Если мы видим этот значок, который как-то связан с голосом времени, то я также вспоминаю предыдущий сезон, где Луки и отец Тадмавриэль говорили мне: разве тебе не интересно было бы узнать, почему ты должен был оказаться в Ведомнии? А Ведомния, ребят, это башня из тоже сезона Голоса Времени. Офигеть, как это все взаимосвязано! У нас тут вообще некоторые модули поломались. Электричество, далее воздух и опять же электричество. А, и вот эти замочки означают, что комната закрыта. О, ну вот опять. Да, ща починим, не волнуйся. О, починили. О, нет, ну я так не могу, здесь же постоянно все ломается. Это реально раздражает и бесит. Я же тут один живу. А ощущение такое, будто бункером одновременно со мной пользуется группа гномов-бункероломателей. Хотя, учитывая то, что я в Архее, скорее дворфов-бункероломателей. Может быть, стоит что-нибудь улучшить, ну, чтобы ломалось реже. А вдруг поможет? Тихо, успокойся, Лолошка. Но вообще, кстати, прикольный вкид. Ощущение, будто бункером одновременно со мной пользуется еще кто-то. Блин, я столько теорий могу построить, вот правда. Помните, когда у нас призрачный туман? Кстати, сейчас там какая-то погода дурацкая. Так вот, когда призрачный туман, бегают призраки. Представьте, что на самом деле наша временная линия, она как-то соприкасается с другой временной линией, и в этот же момент, где-то в другой линии, в этом же самом месте происходит что-то. Ну, типа, я не знаю, какой-то другой Лолошка также пользуется бункером. Я не знаю, у меня слишком бредовые теории. Сори, ребят, ну сори. Вкидываю, что могу. Насчет прокачки я, кстати, не совсем понимаю, что ты хочешь. Допустим... О, подожди. Метеомодуль. Его можно прокачать? Мне, кстати, даже стало интересно, а что будет, если прокачать метеомодуль? Он начнет как-то совсем иначе показывать информацию? Вещи как будто здесь не самые тяжелые. Руда — это легко, а вот это... А, ну, в целом, тоже медь, редстоун, медь, стекло. Ага, надо много меди. Заняться я этим могу примерно... Да прямо сейчас. Ой, блин, не туда прибежал. Я не знаю, куда надо. Все, ингредиенты собраны, и по идее остается только 20 редстоуновой пыли. Забираем. Задание Метеомодуль 2 выполнено. Ладно, честно говоря, это было тяжеловато, но это явно того стоит, правда? У меня тут, кстати, 5300 опыта. Вот это я пофармил. Метеомодуль, материалы, улучшить. Ты посмотри, там прям много лампочек стало. Прям много лампочек стало. И что это означает? Вот это зеленое, типа кислотный дождь. Просто когда я сейчас выходил, там был именно кислотный дождь. Давай сразу это еще раз проверим. А ну-ка. Да, смотри, все еще кислотный дождь.
Слушай, а теперь будет удобненько. Мне почему-то кажется, что по сюжету это еще будет отыгрывать большую роль, потому что одно дело, когда я могу выйти и быстро проверить, но теперь представьте, что дверь заклинила, и я не могу отсюда выйти. А мне позарез нужно знать погоду. Так что, да, наверное, как-то по сюжету это еще зароляет. Я в целом реально доволен, что создал. И, ну-ка... Гроза, палящее солнце, пылевая буря. Да, пока ничего нового не появляется, тут тоже ничего нового не пишется. Ну, такой метеомодуль мне определенно нравится больше. На всякий случай напишу-ка я Пруну. Смогу ли я попасть? О, да. То есть я в любой момент могу сюда прийти. Прикольно. Лая. Лаи, конечно же, не будет. Развела меня, блин, как лоха последнего. Ну, это если развела, конечно. Все-таки величественное измерение, если так подумать. А я же могу нормально теперь уйти отсюда? Малус? Вообще, если так подумать, разговор с Лаей был практически продуктивный. Да, я хоть что-то узнал про организацию. Как минимум то, что Лая в ней состоит. Я теперь даже не уверен, могу ли я доверять ей. Но, черт, кажется, выбора у меня все равно особо нет. Почему она вечно убегает? А еще говорит, что я странный. О, ух ты ж. Привет. А я-то уж думал, куда ты подевался. Как твое ничего? Знаешь, у меня тут такое сейчас произошло. Но я тебе ничего не расскажу. Потому что ты мне ничего не рассказываешь. Вот. Ну да. Кому как несмотрящему надо знать. Ну-ка. О, нет, нет, в каком ужасном месте ты появился, чувак. Просто отвратительном. Уйди. Ну давай. Кышнись отсюда. Черт. Думается мне, что Прунус и Малус все-таки надо писать, но пока что мы обязательно захилимся. Ага, спасибо. И сразу проверим, на что мне нужно качаться. А то у меня эти 3 генома до сих пор торчат и торчат. Вот я хочу широкий размах. Шахтерские инструменты разрушают блоки в области 3 на 1. То есть я ломаю сразу 9 блоков. Перед этим надо прокачать бережное обращение. Снижает шанс на потерю прочности предметов на 5%. Требование еще 15 интеллекта. У меня 11. Так, раз, два... 1 раз могу прокачаться, капец. Ну ладно, ладно, давай, интеллект 12, повышение. И сейчас мне нужно 2370 опыта. Погоди, а у меня вопрос. Могу ли я дронов поискать? Чисто в теории у меня же есть патроны. Вот, у меня, вот прям сейчас есть патроны. Давай, пустые вытаскиваем. Обычные патроны затаскиваем. И на 1 дрон уходит, по-моему, 2 или 3 патрона. То есть, ну я могу прям пофармиться. Надо только найти. Да, смотрящий, у меня наконец-то тактика выработалась. Я не бесполезен. Пожалуйста, дайте мне нормальную погоду. Блин. Самое хреновое, что мне реально дронов придется убивать вот так. Тихо. Слышу, слышу. Слышу. Давай, комар, иди сюда. Ну, я не хочу выходить на этот дождь. Сам сюда, ну, бога ради, прилети. Или на самом деле они все-таки... О, вот он! Тихо! Тихо, папа. О, вот это, сюда, сюда, давай, давай. Опа-на! Еще 1 дрон. Нет, 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 ребят. Вы, конечно, у нас вроде как крутая организация, но Майнкрафт не обмануть. Застрять в блоках может каждый. 4700. Ой, тут 2-й уровень радиации. Короче, я понимаю, что на 1-м уровне они даже не летают. Везде, где 1-й уровень, их нет. Так, вот еще. Тихо. Тихо. Хорошо! Фармёшка опыта, полетели! Давай сюда. Сейчас последний выстрел. Главное не промазать. Так, только не на крышу. Молодец. Все, больше у меня нет патронов. Хотя нет, у меня есть патроны. Вытаскиваем. Затаскиваем. Где? Вот он. Давай, давай. Тихо. Сюда, молодой. Ой, немножко больно. 9000 опыта, валим. Все, валим. У меня... Я отравлен. О, нет. Нет, черт возьми, я совсем забыл, что у меня копится этот эффект. Тихо, тупые дроны, отстаньте. Ладно, давай быстро подберем. Кстати, когда накопился эффект яда, по итогу эффект полностью спадает, но пока он спадает, у меня постепенно наносится урон. Так, давай, дрончик. Ты посмотри, он прям улетает. То есть, если я подхожу к бункеру, он улетает. Почему? Здорово, смотрящий. Пришел, тут смотри, у меня 10 000 опыта, неплохо пофармились. Правда, из-за всего этого у меня прям тотальная жопа с организмом.
Ты посмотри, мы можем излечиться от яда, но так как мы уже лечили себе тело, тело не вылечится. Это хреново, это капец как плохо. То есть мне нужна аптечка, хотя бы ногу залечить. Давай, у меня были аптечки, 100%. О, кстати, огнетушитель. Я помню, когда у нас пожар в модулях, нам нужен огнетушитель обычно, но этот подобрать не могу. Возможно, я могу скрафтить огнетушитель. А, да! Реально, все это время. Листовой металл и ведро воды. Мне кажется, надо заранее это все-таки сделать. Перед этим, правда, берем бинтик и, наконец-то, лечим себе левую ногу. Ох, хоть как-то буду нормально ходить. Да, смотрящий. Ага, огнетушитель готов. И как он работает? Ну, видимо, только на огне. На всякий случай буду таскать его с собой. И теперь, внимание, у меня есть кое-какие новости. Как вы знаете, какую-то фигню, например, стальной слиток или железо, я могу создавать из утиль-сырья. И работает примерно по данному принципу. Что? Может быть, вот так? А, да, все. Железный слиток. Но! Оказывается, утиль-сырье можно зарабатывать. Как я понимаю, я могу взять какое-нибудь говно. Не знаю, что из этого говно, правда, у меня тут все как будто нужно. Ну, допустим, 35 меди. Далее, зайти в комнату, где у меня печки, пилы и так далее, но вот так забираемся, и ты погляди, что у меня здесь. Специальный механизм, который позволяет перерабатывать вещи. Вот так вот кладем. И я так понимаю, что когда это полностью заполнится, мы получим утиль-сырье. Но это не точно, я не проверял. Самый простой способ — это, конечно, взять какое-нибудь прям ультра говно, типа там камень, земля или полублоки. Сейчас, кстати, этим займемся. Целых 3 стака полублоков. Я очень надеюсь, что это оно и есть. Закидываем. Очень быстро перерабатывается. Да, ё, что происходит? Так. И как оно? Я не понимаю. А, типа оно теперь вот все создает. Уф, как трясется. Я, блин, наверное, делаю вообще не то, о чем думаю. Может быть, это вообще не утиль-сырье, но я надеюсь, что это оно. Перерабатывай, черт возьми. Ага. Что? Один? Одно утиль-сырье. Типа вы хотите сказать, что я должен примерно 1,5 стака булыжника превратить в 2 утиль-сырья? Ну ладно, в 3 может быть. И таким образом сделать 1 железный слиток? Ой, блин, я промолчу, пожалуй, да. Ну, прикольно. Что могу сказать? Вообще класс. Думается, мне самое главное, что нужно сделать — интеллект. 13 интеллект. 14 интеллект 15. И даже очко генома получили, уже 4-е. Самое важное, что сейчас хотя бы одно мы потратим. Все, вот бережное обращение. Бам! Снижает шанс на потерю прочности предметов на 5%. Теперь мне нужно 30 силы. И вот это, конечно, полная задница. У меня сейчас пока 18. Жажда скорости. С каждым добытым блоком есть шанс в 5% получить эффект спешки на 15 секунд. Эффект складывается до 0-го уровня. Что у нас в гены выживаемости? О, замедляет расход голода! Да, вот! Увеличивает насыщение от еды! Надо 12 чего? Что это такое? Живучесть! Повышает здоровье. Блин, но 1 могу прокачать. Как дорого-то все, пипец! Во! Увеличивает скорость передвижения на 10%, когда в обеих руках нет предметов. Идеально! Бегать по городу. Да! Все, я потратил все очки генома. И, по-моему, я прокачал самое нужное. Убираем факелы. И теперь я стал быстрее. Убираем броню. И теперь я стал еще быстрее. Съедаем консервированный суп. И теперь я просто космолет, блин! Я летаю по бункеру! Как мне давно этого не хватало! Мне бы еще тело починить, потому что сейчас оно поломано немного. Но, увы, починиться не могу. Что ж ты, блин, смотришь? Иди отсюда. Пожалуй, эта серия пока что в моем сердечке. Я так круто прокачался, и я так круто научился прокачиваться, что я доволен. Вся вот эта история про отца, ведомню, голос времени, значок с валютой, организацию Атлаи — это интересно. Но пока что мы не понимаем, что будет дальше. Самое главное, что мы наконец-то можем связывать эти цепочки. Ну а как это свяжется в будущем, опять же посмотрим. Спасибо большое за просмотр данной серии. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. Ваши лайки и подписки — лучший буст к мотивации. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу-Ложка, Лая и Смотрящий. Всем удачи, всем пока. Пока. Умри, тварь! Не взрывайся! Ястреб сбит! И погнали. О, черт! То есть тебя без скафандра даже в руки нельзя взять? Ты снимал скафандр?
Ну да, ненадолго. То есть ты сейчас говоришь, что скорее всего камеры в дроне зафиксировали твое лицо? О, измерение Прунус, Отец и Очищение, Церковь, Организация и ее не самый честный участник по имени Лая, а самое главное, я за все эти серии ни разу не списал со счетов, Смотрящий. Если вы думаете, что этот дружище решил появиться десятки раз подряд просто по приколу, то, во-первых, кто ему мешает, а во-вторых, очевидно, что его появление что-то да означают. Но что, черт возьми? Короче, сейчас я хочу прописать Прунус, зайти в свое карманное измерение и надеюсь обнаружить там Лаю. Мне нужны ответы. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы очень хотим задать вопросы. Давайте на чистоту, это буквально первый сезон, где мы официально получили хоть какой-то живой человеческий ответ не в первой, второй или третьей серии, а в 18-й, то есть только предыдущей. Да-да-да, получать воспоминания об отце, исчезнувших жителях города и мире в целом через воспоминания — это круто, но куда круче, когда можно подойти к человеку, задать вопрос и получить ответ. И вот как раз об этом. Первый ответ наконец-то получен. Получен на вопрос про организацию. Я выцепил два важных пункта. Первое. Лая состоит в этой организации, но, судя по всему, хочет сбежать от них. А второе, если опять же верить Лае, организация группа наемных убийц. Внимание, наемных. Это очень важное слово. То есть, получается, их кто-то нанимает. Значит, они работают на кого-то. И еще очень важный вопрос. А неужели все это одобряет Смотрящий? Хотя, с другой стороны, когда он что-то не одобрял? За все сезоны, сколько я видел Смотрящего, он всегда реально тупо наблюдает. Вот он тупо смотрит. Все решения, даже супер важные, типа посадить кого-то в тюрьму, тоже принимает не он. Неужели он реально просто пялится? Ну ладно, поживем, увидим. Короче, признаться честно, для меня самое главное, что у Лолошки мозги начали восстанавливаться. Сколько он пробыл в полном одиночестве, понимая, что рядом никого нет, но продолжая верить. Это 2 месяца? 3? Вот на эти мозги прям реально приятно смотреть. На всякий проверим, какая у нас погода. Ох, Лолошка. И снова доброго утра мне. Как там говорится, новый день, новые возможности. Возможности эти, правда, очень ограничены. К тому же их приходится буквально зубами вырывать. Так просто-то они мне не дадутся. Но ничего, я уже начинаю постепенно привыкать к этому. Лая, естественно, не появляется. Значит, нужно хотя бы иногда заглядывать в карманное измерение. Вдруг повезет, и она будет там. А если повезет еще больше, то, может быть, узнаю больше информации. На данный момент мне удалось выяснить, что она сама работает на эту организацию. И организация эта каким-то образом промывает своим сотрудникам мозги. Убеждает, что убийства необходимы для достижения какой-то высшей цели. Совершенно при этом не ясно, что это за цель такая. Они убивают всех, кто умудрился пережить конец света. Чтобы что, черт возьми? Чтобы никого кроме них не осталось? Лая сказала, что они пытаются меня убить, потому что верят, что конец света означает конец всего живого. Это же бессмысленно как-то. Или может ли быть такое, что сам конец света тоже устроили они? И теперь подчищают мелкие погрешности. Но, блин, опять же, зачем устраивать конец света? Это же все бред какой-то. Пока что понятно только то, что... Ничего не понятно. Ну, и еще одна важная деталь. До этого Лая говорила о какой-то линии. А тут выяснилось, что этих линий много. И организация за ними следит. Интересно. Значит, действительно, масштабы этой организации значительно больше, чем я представлял изначально. Но насколько больше? Ладно, пока что нужно заняться делами насущными. И не забывать периодически заглядывать в карманное измерение. Ладно, хорошо. Так, ну подожди, мы-то в целом уже понимаем, что это временная линия. Очевидно, правда? В любом случае, рассудительность Лолошки мне нравится. Скафандр берем. И прежде чем я пойду в Прунус, хочу сразу поставить какое-нибудь исследование. Здравствуйте. Так, что же я хочу? Во, стальной слиток. Исследовать. Разработка механического метода обработки утиль-сырья позволила перерабатывать его в полноценные стальные слитки. Это дает новый способ получения качественного металла. Хорошо, хорошо, спасибо. Так, теперь мне нужен, получается, Прунус. Привет.
Подожди-ка, мне кажется, или она здесь была? Нет, если быть точнее, я уверен, что она здесь была. Опа. Я так посмотрю, Лая здесь все-таки появлялась. Значит, она оценила мои дизайнерские находки. Ну, или ей просто действительно нужно безопасное укрытие. Ладно. Предпочитаю думать, что это благодаря моим интерьерным решениям. Окей. Так, и в итоге, могу ли я тут, может быть, что-то взять, почитать? Книга. А, это просто книга, да? Может быть, порыскать? Какая-то... Уточка! Я, конечно, не шарю. Может быть, утку здесь я сам как-то запихал и теперь могу найти? Ну, на всякий пожарный проверим. Так, сюда могу залезть, но ничего нет. Остальные ящики тоже пустые. Окей, тогда Малус. Что? О, нет, 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 нет! Пожалуйста, только не какой-то сбой. Ну, пожалуйста, я ненавижу сбои. Что опять не так? Внимание, внимание! Требуется замена энергетического элемента в узле номер 3. Необходимо произвести замену в ближайшее время, чтобы восстановить энергопитание. В противном случае бункер будет переведен в режим резервного питания. Дополнительные функции будут недоступны. Чтобы произвести замену, извлеките разряженный энергоэлемент из узла 3 и замените его на заряженный. В вашей модели Уткар предусмотрена внешняя автономная зарядная станция. Она отделена от бункера по соображениям безопасности. Произведите замену в ближайшее время. Ну понятно. Это мы в целом уже умеем. Задание — замена энергетического элемента. Мне нужно заменить разряженный энергоэлемент до того, как бункер перейдет на аварийное питание. Зарядная станция находится снаружи. Да, я помню. Сейчас, мне нужно, получается, вот это взять, да? А ну-ка. Все, разряженный энергоэлемент, привет. Это все очень и очень просто. Главное, чтобы мне сейчас не мешала погода. Погода у нас... О, нет! Нет! То самое, что может бахнуть молнией. Так, ладно, просто бежим, все будет нормально. Тут недалеко. Все. Фу. Не бахнет. Эй, привет, ребята. Так, вот, заменить, получается зарядить. Так, теперь... Ага, я помню, поджигает. Сейчас быстро вернемся. А дождь при этом сразу душит меня. Вау. Продумано, молодцы. То есть, получается, я с этой батарейкой могу стоять бесконечно. Это в целом не нужно, потому что мне все-таки нужно как можно быстрее здесь все восстановить. И бам. Задание выполнено. Интересно, а если я буду это игнорировать? Типа, что, у меня все поломается? Во всяком случае, мне за это микрозадание дали 1000 опыта. Что у меня вообще сейчас есть? Узнать, что произошло. Судя по всему, в городе войны так и не случилось. Конец света наступил раньше. Я все еще без понятия, что произошло. Ну да, это мы помним. Найти странного ребенка, узнать про остальных выживших. Кстати, а может быть у меня какие-то партиклы на улице, я просто не заметил? Все, на всякий случай проверяем. Сталь еще создается, хорошо. И на всякий случай супер напоминание. Я хочу прокачать силу до 30 уровня. Тогда у меня откроется способность копать киркой 3 на 1. Так что да, силу до 19 качаем. Каждая сила у нас увеличивает физический урон и скорость добычи простыми инструментами. На всякий случай еще раз пронус пропишу. Ну-ка. Не? Блин. Понятно, снова никого. Это начинает надоедать. Так, а может быть теперь? Нет? Теперь что-нибудь исследуем? Книжка там, блокнотик. Что ты? Смотри, она сколько всего оставила. Ну или это я оставил. Ну тогда обратно. Малус. Спасибо. Так, и у нас... так у нас, оказывается, и здесь что-то поломано. Ах ты ж, вы издеваетесь. Слушайте, а сколько времени проходит каждый раз, когда я пишу Прунус и Малус? Меня начинает это прям смущать, потому что, помните, в предыдущей серии, когда мы писали Прунус и Малус вместе с Лаей, была какая-то прям жесткая задержка во времени. Раньше такого точно не было. Прунус и Малус работали по-другому. Не знаю, как будто бы, когда мы телепортируемся, проходит несколько часов. Я, конечно, обязательно все это починю сейчас. Так, отлично. Чем бы мне теперь себя занять-то? Лая все не объявляется и не объявляется. И вообще, почему я должен ждать ее появления, если хочу что-то узнать? Неизвестно, когда она соизволит выйти на контакт. Да и вообще, если честно, хотелось бы получить какое-то подтверждение ее словам. Я не то чтобы ей не доверяю, но проверить лишним не будет. К тому же я не совсем понимаю, насколько она доверяет мне. И это заметно усложняет коммуникацию.
Ладно, решено. Попробую выйти на эту организацию самостоятельно. Пока что единственная зацепка, которая у меня есть, это дроны. Интересно, а смогу ли я поймать одного? Вряд ли, конечно, но мне бы хотелось, чтобы он был не поврежден. Хотя бы. Но черт, я же даже не знаю, как они устроены. Очевидно, что для того, чтобы поймать и обезвредить дрон, надо понимать, что именно может его обезвредить. А это невозможно, если я не понимаю его устройства. Можно попробовать методом тыка. Но это будет слишком долго и муторно. Ладно, я думаю, могу попробовать сбить как можно больше дронов своим револьвером. А потом просто поищу наименее поврежденные из них. Или несколько. Тогда у меня будет каждая из деталей как минимум в одном экземпляре. Ну что ж, на поиски дронов получается. Не думаю, что будет так уж сложно их найти. Организация теперь пытается меня убить в открытую. И дроны уже появлялись. Но они пока не выполнили свою задачу. Значит, скорее всего, появятся снова. Задание «Опознанный летающий объект». Сбить дрон, не повредив его. Блин, подожди, а это вообще реально? Далее разобрать дрон и понять что-то об устройстве дрона и, возможно, об организации в целом. Окей, моя единственная возможность узнать что-то самому об этой загадочной организации — сбить парочку дронов и распотрошить их. Вдруг внутри удастся обнаружить что-нибудь интересное. Это хорошая идея, но мне же нужны патроны. И тут у меня появляется шикарная новость. Дамы и господа, мы медленно заходим в исследовательскую и... Та-дам! Все готово! У меня много пороха, создается очень просто. Это, по сути, нужен порох, коксовая пыль и утиль-сырье. Далее пустая гильза делается из меди и свинец, ну, который надо просто переделать. Сейчас, давайте быстренько сделаем самородок. Далее положим сюда и все! Куча патронов! Сразу это все заменяем. На всякий случай еще 4 создаем. И если мне не хватит 42, ну это будет пипец. Обязательно заряжаемся до конца, надеваем. И что у нас по погоде? Вроде бы все нормально, да? Фух, ну это приятно. Хорошая погода — залог успеха, как говорится. Что это? Подожди, это просто дождь? Реально, это просто дождь? О, господи! Никогда бы не подумал, что удивлюсь просто дождю в Майнкрафте. Ага, я так понимаю, что в метеомодуле показывается только опасное. Или я чего-то не заметил, кстати. Также у меня тут партиклы. Видимо, это дроны, поэтому сразу пойдем туда. Пистолет наготове, еда наготове. Немножко страшно. Так. Что, вы на крышах? Пока что уровень радиации 1. Опа-на! Здорово, ребят! Здорово! Ой, тихо, давайте аккуратненько. Тихо. Так, они могут стрелять, я понимаю. Тихо. Оу, щищ. Очень жаль. Надо стрелять аккуратнее. Тот уже не разберешь. Да? Ну да. Так, где еще? Кто? Бога ради, что происходит? Кто меня бил? Да кто? Боже! Он обойти умеет! Пошел! Хорош! Так, подожди. Не получилось? Я слышал только 2 взрыва. Но где третий? Подожди. Я что-то путаю? Вот здесь, да, я вижу вещи. Стоп. Слышу дрона. Вот он, привет. Чё ты куда летишь-то? Черт, патроны кончились. Замена. Все не так быстро. Пошел! Давай! Но нет, это тоже взрывается. Блин, как мне здесь... вон партиклы дальше показываются. То есть мне нужно, получается, просто методом тыка добиться того, чтобы с каким-то шансом не взорвался. Но это тяжело. Хорошо. Опыт хотя бы падает с дерева, замечательно. А вот то, что я уже просрал 2 ноги, это неприятно. Сейчас у меня тут бесконечная фармежка опыта. Сейчас. Давай. Хорошо. Только не взрывайся. Может быть, я что-то неправильно делаю? Здесь заметил аптечку, поэтому обязательно ее берем. Ой, хорошо, что здесь есть. Мне нужна левая ступня. Далее мне нужна, наверное, правая ступня. Еще правая нога. Слышу дрона. Тихо. Давай. Иди ко мне, мой сладенький. Ой, он какой-то неубиваемый. Давай. Нет, убиваемый. Ладно, я попробую пробежать по партиклам. Дайте мне уровень радиации 1. Один. Хорошо. Ага, вижу. Так, где еще? 2 вижу. Блин, патроны скоро закончатся. Вот это самое обидное. Больно. У меня минус голова, я сейчас умру.
Не взрыви... Взрывался. Как вас много, твари! Куда я пришел? Помогите! Умри, тварь! Не взрывайся я! Ястреб сбит! Ястреб сбит! Кажется, все. Не все, Лолошка, не все! Черт! Сейчас, срочно перезарядиться. У меня сейчас вообще минус будет. Я минус. Я не хочу умирать. Не хочу умирать. Хорошо. Замечательно. Еще. Отлично! Да! Получилось! Это просто звездец. Это, похоже, пока что самая хардкорная миссия. Я сбил. Осмотреть дрон. Да, этот почти совсем целый. И никаких опознавательных знаков. Ну, конечно, Лолошка, а чего ты ожидал? Огромного логотипа организации прямо на корпусе? На то она и секретная, чтобы скрывать свое название. Ладно. Надо попробовать вскрыть этот дрон. Вероятнее всего, он оснащен какой-то системой навигации. А значит, если я притащу его домой в таком виде, меня очень быстро выследят. Ну-ка, где тут к тебе можно подобраться? Вроде бы можно обойтись ножом, молотком и парой отверток. Кажется, я даже знаю, где потенциально можно найти эти предметы. Да? Опознанный летающий объект обновлен. Надо запомнить, где находится. Но у меня партиклы. На всякий случай, наверное, вейпоинт здесь создам. Все, создали, молодцы. И сейчас супер-мега-мега важно понять, что мне нужно. Понять что-то об устройстве дрона и, возможно, об организации в целом. Найти подходящие инструменты. Нож, молоток и пара отверток. Я ненавижу возвращаться со стрессом. 9% заряда. Первым делом, чтобы не забыть, пустая гильза. Далее, побольше свинцовых самородков и... Да, патроны. Это то, что мне надо. Так, где у меня свинец? Свинец я весь потратил? Ну пипец. Я помню, что его здесь еще полным-полно. Забираем, создаем самородки и досоздаем патроны. Фу, 45. Не, ну то, что я потратил почти все, что создал, да, я не ожидал, честно. Я думал то, что подстрелю там 2-3 дронов и хватит. Теперь обязательно заряжаемся и по чуть-чуть офигеваем от опыта. 16 тысяч! Ух ты ж, блин. Я вот даже не знаю, давай, наверное, силу до 20. Бам! Теперь 14 тысяч опыта. И я, наверное, пока не буду тратить. Ну, мало ли этот опыт еще пригодится на какую-то сюжетную штуковину. Нож, молоток и пара отверток. Кажется, я знаю, где потенциально можно эти предметы найти. Я видел партиклы, и они показывали в автомастерскую. Ту самую, где мы когда-то читали компьютер. Это значит, нужно дождаться заряда, но перед этим почистить инвентарь. Пожалуйста, давайте сейчас без дронов. Я вас умоляю. Так, налево. Я помню, точно нужно налево. Еще и ночь. Чёртова ночь. Ладно. Налево. Дайте мне партиклы. Вот, да. Я точно помню, что автомастерская там. Вот этот туннель. Сейчас бы понять еще, конечно, где все это брать. Все, что мне нужно. Прошу прощения, отвертки, молоточки. Раньше это было? Этого не было. Так, здесь что-то, может быть, открывается. Так, бочка. Ага, отвертка инженера. Лезвие пилы, наверное, возьму. И все остальное пока оставлю. Еще конфигуратор. Задание. Ага, супер. Теперь нужно поскорее возвращаться к дрону. Вряд ли он, конечно, может куда-то деться. Его точно здесь никто не подберет случайно. Но что если в организации есть протокол заметания следов? Я бы не удивился, учитывая, какой уровень секретности они поддерживают. Это еще одна умная мысль. Так, только погоди. На всякий случай я вижу дрона. Сейчас и опыт подберем, и ресурсики, может быть, какие-нибудь. Так, и нам нужно, получается, просто прямо. Да вы же не издеваетесь! Сколько вас? Я уже просто не могу с вами драться. Нет. Я попробую реально вот так вот мансить. Налево, направо. Привет, ребят. Привет, ребят. Да, вы все добряки. Сейчас тут будет 4-й уровень. Успеть, пожалуйста. А теперь я готов развернуться и дать вам по щам. Либо сделать так, чтобы вы улетели. По-моему, они улетают, да, если я прям далеко-далеко уйду. Блин, их точка здесь? Тогда это отвратительно. Так, хорошо. Плохо. Сюда. Забегаем внутрь этого здания. Надеюсь, тут будет что-то интересное. Это что, школа? Это школа, в которой я был, да ладно! Та самая! Не, ну ладно, экшон на самом деле в этой серии какой-то лютый. Тут, знаете, проблема не в том, что я не могу от них отстреляться, а в том, что это все происходит ночью, в дожде, в тумане, и я даже не понимаю, откуда вот сейчас стреляют. Где? Вот он. Хорошо. Так, сейчас аккуратненько подбегаем.
давай, давай, давай. Найди там какую-то штуковину. Интересная технология. Тут много всего непонятного. Так, наверное, главное найти навигационный чип. О, да, вот он. Хорошо, что он выглядит узнаваемо. Теперь нужно отсоединить. Я не расположен принимать гостей в ближайшее время. Так. Ага. Замечательно. Теперь нужно отнести его в бункер. Все, понял. Я боюсь, мне не хватит заряда костюма для того, чтобы как следует обследовать все детали. Так, ладно, тогда просто берем дрон. И сейчас очень аккуратненько мы возвращаемся, знаете куда? В школу. Мы сейчас около школы попробуем найти какие-нибудь зарядки. Так, вот здесь. Привет. Может быть, кстати, что-то, что починит мне ноги? Бинты, аптечки, еще еда. Обалдеть. Ладно, ее тут прям дофигища. Какая же на самом деле это дичь? Серьезно. Прям настолько сразу катсценой. Я даже не против, честно говоря. Сначала донести, потом раздеться. Ну, логично. О, какая у меня фигня с хпшками. Я, наверное, извини, сначала не дрон исследовать. Пойду-ка я попробую полечиться. Пожалуйста, медмодуль, скажи, что можно. Нет, нет, нет! Это очень плохо. Тут, наверное, знаете, что еще нужно? Прокачать что-то, что позволяет мне жить. Может, живучесть? Повышение уровня увеличивает здоровье и снижает риск травмы. Блин, но это дорого, это все очень дорого. Типа уже 2700 за уровень. Мне нужно, напомню, прокачать силу. А еще надо выносливость ради инвентаря качать. Как же много трудностей. Казалось бы, вот они дроны, вот много опыта. Но этого все равно не хватает. Ладно, так и быть. Живучесть я прокачаю один раз, посмотрю, что будет. Ну-ка. Так. ХП, непонятно, ХП вроде бы не изменились. То есть я, по сути, просто сейчас с чуть большим количеством жизней и получаю чуть меньше травм. Это так, на будущее. В любом случае, здравствуйте, дрон. Давай-ка сейчас аккуратно поедим. Спасибо. И погнали. О, черт! То есть тебя без скафандра даже в руки нельзя взять? Вот это прям супер интересные технологии. Минус нога. Утомление 2, замедление 2. Хреново, если сейчас я откинусь до уровня, что не смогу даже передвигаться. Я знаю, что замедление 3-го уровня делает меня примерно, ну не знаю, вот таким. Все, типа я смогу передвигаться по бункеру вот с такой скоростью. И это при условии, что я гены прокачивал. То есть это я еще быстрый. Прежде чем наденем скафандры еще раз. Может быть, уже прошло время. Я умоляю, умоляю, умоляю. Да? Имбуля. Ладно, главное, что я теперь целехонький и поехали. Нельзя брать голыми руками, надо запомнить. Это хорошая какая-то деталь на будущее. Линия 6-8... Как это читать? Временная линия. Теперь его нужно как-то запаковать, чтобы не было риска случайно прикоснуться к нему без скафандра. Или, кстати, может быть, просто убрать в какой-то сундук? Ладно, в любом случае берем. Поврежденный дрон. А может быть, я могу его использовать, чтобы летать по городу и выяснять, где что находится? Смотрите, беру его сначала, кладу куда-то сюда, потом только снимаю скафандр, ставлю на заряд. Итак, что удалось выяснить при разборке дрона? С такими технологиями я в Архее точно еще не встречался и вряд ли встречусь. Все местные механизмы и аппараты здесь более или менее предсказуемо строятся. Даже если я не всегда знаю, как именно что-то устроено или как это починить, инструкция мне понятна. Да и визуально я распознаю знакомые детали. Джону было бы здесь явно очень скучно. А вот дрон его бы точно заинтересовал. Там, конечно, были и типичные детали, которые можно было бы опознать. Самый обычный аккумулятор, полетный контроллер, передатчик тоже на месте. А вот что это у него за диковинный двигатель, понять просто невозможно. Был бы здесь Джон. Или... Может быть, я просто рано отчаиваюсь? Нет. Я попробую еще разобраться в его устройстве, но попозже. Пока что мне создается впечатление, что организации известны такие технологии, которыми в Архее даже и не пахло. Несмотря на весь технический прогресс в этом городе, ну, как минимум столетий. Вообще, это теперь наводит меня и на другие мысли. Дрон организации я додумался разобрать, а вот как следует разобраться в функционировании собственного бункера — нет.
Похоже, что мой бункер — это не просто бункер от компании Уткар. И мой скафандр тоже. Иначе как объяснить, что в остальных бункерах в итоге никто не выжил? Или выжил, но потом до них добралась организация? И что, провела зачистку? Как же много вопросов. Ладно, этим заняться надо чуть-чуть попозже. Думаю, сейчас нужно заглянуть в карманное измерение. Если я застану там Лаю, смогу задать ей парочку вопросов. Ох, что-то ты прям так много наговорил. Сейчас, погоди. Вообще, это, наверное, первый раз, когда с серии так 4 или 5 я вижу Лолошку таким собранным. Был бы здесь Джон, а потом такой: не, может быть, я рано отчаиваюсь. Вот это Лолошка. Вот это я узнаю. У дрона самый обычный аккумулятор, полетный контроллер, передатчик. А вот что это за диковинный двигатель? Внимание, на котором было написано даже линия. Обалдеть, это... Может быть, как-то можно даже сейчас прочитать здесь что-то? 68... Я не вижу 993. Это реально первый раз, когда я не вижу 993. Обычно в таких местах прячется это число, но его нет. Нет, вообще по нулям. А вот это то, о чем мы думали столько серий, и наконец сам Лолошка начал об этом говорить. Похоже, мой бункер не просто бункер от компании Уткар. И скафандр тоже. Иначе как объяснить, что в остальных бункерах никто не выжил? Вот оно! Вот, наконец-то! Блин, такие крутые вопросы задаешь. Сейчас мы, может быть, еще и Лаю встретим. Пронос? Так. Ну, слава богам. Привет. На меня совсем не обратишь внимания? Алло, Ладно. Здравствуй. Привет, Лая. Как тебе убежище? Смотрю, обживаешься? Ну да, можно и так сказать. А ты что здесь делаешь? В смысле? Это мое секретное убежище. Я решил им с тобой поделиться, потому что ты попросила. Даже обустроил его специально для тебя. Но оно у меня одно. Я же не могу тебе отдать его в единоличное пользование. Уж извини. Понятно. Что? В смысле понятно? А ну поговорим! О, так тебе все-таки что-то нужно. Да, Лая. Черт, я думал, мы разговаривали. А ты в книжку уткнулась. Ну, мне больше нечего было тебе сказать. И узнать у тебя мне тоже больше ничего не хотелось. Если тебе что-то нужно, ты просто берешь и говоришь. Ну, хорошо. Я в целом не против, если прямолинейно. Рассказать Лае о дроне, спросить у Лаи про организацию, спросить, что она читает. Давай расскажем о дроне. О, нет. Ты сейчас серьезно? Ну, да. А что такое? Я вообще-то вытащил модуль спутниковой навигации. Выследить они не смогут. Ой, черт, ну... А что насчет камеры? Камеру ты тоже вытащил? Камеру? Какую еще камеру? Там же не было вроде никакой камеры. Черт. Она точно там есть. Она интегрирована в лазерную указку, поэтому, видимо, ты не заметил. А? В смысле в лазерную указку? То есть, подожди, вы называете вот это смертельное лазерное оружие указкой? О, можно подумать, ты никогда в жизни не сталкивался с профессиональным жаргоном. И вообще сейчас это не важно. Важно то, что они теперь знают, где ты живешь. Точных координат у них нет, но... Для поискового отряда не составит проблем выследить тебя даже по примерным видеоданным. Ты бы мог жить припеваючи в своем бункере и ни о чем не беспокоиться. Но теперь они начнут проверку. И рано или поздно до твоего бункера дойдет очередь. Это, конечно, может занять какое-то время. Но на твоем месте я бы занялась поисками нового убежища. В ближайшее время. Черт. Так, ладно, а что мне делать-то? Алло, ты меня вообще слушаешь? Ладно, я понял, новое убежище. Слушай, Лая. Что, слушай? Блин, на самом деле, подожди. Меня не могут найти? То есть, получается, она прям действительно это... Ладно, она это говорила еще в предыдущей серии, но... Похоже, что мой бункер не просто бункер от компании Уткар. И мой скафандр тоже. Что-то мне подсказывает, что именно этот бункер, который мой, позволит после этого больше понимать, почему меня не могут найти. Но, так, ладно, слушай, Лая. Срочно отправиться на поиски нового укрытия, спросить у Лаи про организацию, спросить, что она читает. Типа, если я сейчас себя спалил тем, что камеру пронес, не думаю, что надо прям срочно отправляться. Спросить у Лаи про организацию. Ой, как же много вопросов у тебя. Я тебе уже и так много чего рассказала. Лая, это называется много? Да ты же вообще ничего не рассказала! Я предоставил тебе убежище, а ты не можешь даже поделиться со мной такой базовой информацией!
Тебе не кажется, что я заслуживаю знать, кто пытается меня убить? О, очень интересно. Это все мне сейчас говорит человек, который даже не сказал своего настоящего имени. Да как это не сказал? Ты знаешь, что меня зовут Лолошка. Да, конечно. Такого просто быть не может. Ну как не может, если меня действительно зовут Лолошка? Что я должен сделать, чтобы ты мне поверила? Какой мне смысл врать о собственном имени? Объясни. Ну, допустим, ты меня убедил. Подожди, стоп. А скафандр ты снимал? Когда дрон-то разбирал? Ты ответь мне, пожалуйста, четко. Ты снимал скафандр? Ну да, ненадолго. Что? Я быстро выяснил, что без защиты не могу к дрону притронуться. То есть и... ты сейчас говоришь, что скорее всего камеры в дроне зафиксировали твое лицо, верно? Ну, скорее всего, да. Блин, я так понимаю, это очень плохо. Да, Лолошка, это очень плохо. Я тебе сейчас на полном серьезе советую как можно скорее заняться поисками нового укрытия. Я думаю, ты уже понял, что нет никакого смысла искать другой бункер. Там организация найдет тебя сразу же. Блин. Да, само собой, но... Ладно, ты права, пожалуй, займусь немедленно. Угу. Удачи тебе. И держи меня в курсе. Хорошо. Вау. Тогда сейчас что-то выберем, но... Блин! А кто ж мог знать, что там камера? Ну это не очевидно было, извините. А уж тем более камера, которая стреляет лазерами. Ну ладно, спасибо за совет, я понял, надо искать убежище. Да пожалуйста, куда я денусь? Приходится помогать. Давай, до встречи. Пока. Лая. О, вот, блин, скажу честно, вот прям как есть. Мне очень понравился этот диалог. Мне в целом понравилось, что Лолошка с нормальным рассудком может прям как выдать базу. А чё это она удивилась, что меня Лолошка зовут? Что в моем имени странного? Я нормальный Лолошка? Зацепила. Давай-ка сразу прописываем Малус. Угу. И Лолошка скажет что-нибудь? Или, я не знаю, там смотрящий? Появится? Нет? Походу в бункере сегодня я один. Ну и ладно. Ну вот, просто прекрасно. Оказывается, что как только я начал чувствовать себя здесь как дома, я должен убраться отсюда. Я, видимо, больше не смогу вернуться, верно? Задание никто не приютит. Нет! 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 Только не мозги! Не надо! Нет! Да слушай, ну хорошо, на самом деле я примерно понимаю, насколько давит информация, что... А как мы будем заряжать бункер-то? Че, бесконечно на аккумуляторах сидеть? Ой, то есть не бункер, а скафандр. Это же правда невозможно. Ладно, погоди, что за задание? Никто не приютит. Найти безопасное укрытие, где я смогу выжить. Уйти из бункера и замести следы своего пребывания? Я понял, кажется. Когда организация раскроет мое местонахождение, это теперь вопрос времени. И времени этого у меня не так много. Нужно срочно заняться поисками нового укрытия. Ладно, я понял. То есть мы должны сделать вид, что нас здесь больше нет, не появляться здесь какое-то время, а потом, наверное, мы сможем вернуться. Потому что, ну не знаю, поисковой отряд уйдет. Иначе зачем я все это прокачивал, все эти модули? Нет, ну я не верю, что нас просто заберут отсюда. Давай вот что сделаем. Сейчас у меня 19 тысяч опыта. Я по-любому хочу прокачать силу. И я могу... Ого! Целых 6 уровней! Слушай, давай хотя бы, наверное, вот так, 3 уровня. Повышение. Найс. Проверяем, какая эффективность. И у моей кирки уже 69%. Также я понимаю, что прежде чем куда-то бежать, мне нужны патроны. Нет, не так. Мне нужно дофигелион патронов. Берем порох и свинцовый самородок. Объединяем. И как же много у меня будет? Вот это приятно. Больше стака. А еще я понимаю, что эти исследования, которые я сейчас сделал, они же не пропадут, да? То есть я могу в целом что-то еще успеть. Завершить стальной слиток, конденсатор. Давай исследовать. Пусть будет. Далее, миссия номер 2. Прочная ткань берем, с промышленной коноплей объединяем и много бинтов забираем. Да, я понимаю, что можно найти где-то на улице, но лучше пока так. Пусть будет 10 штук. Давайте думать вместе. Человек, который покидает этот бункер, наверняка не навсегда. Что возьмет на время? На время он возьмет еду, патроны,
Отмычки, точно. Вот, мы сейчас возьмем много отмычек. Железные стержни сразу прям объединяем. Вот это я понимаю. Запасики. Не знаю, значок, наверное, можно убрать. Но пусть будет. Далее, ключи, все эти отвертки явно не понадобятся. Пистолет тут же перезаряжаем. Новые патроны забираем. И вроде бы все. Я конкретно готов выйти отсюда. Хотя я на всякий случай бы еще посмотрел улучшение скафандра. Ну ладно, уже плевать. Я конкретно готов покинуть это место. Но сделаем мы это в следующей серии. Как говорится, не палились, но спалились. Оказывается, я мог спокойно бегать под дронами, и они бы не нашли меня. Я так понимаю, это все объясняется вот этой микрофразой. Похоже, что мой бункер не просто бункер от компании Уткар. И мой скафандр тоже. Ну ладно, посмотрим в следующих сериях. На этом я действительно заканчиваю. Не забывайте, пожалуйста, про вашу поддержку, которая очень сильно бустит мотивацию. В наше, знаете, непростое время с замедлением Ютуба это правда важно. Мы стараемся, и когда я говорю фразу «мы стараемся», это, знаете, это вот вообще не сухая фраза. Мы очень стараемся, поверьте. Спасибо большое еще раз. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоу-Ложка и побег из бункера. Или нет. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Если ты так хочешь продолжать бессмысленную борьбу, то пожалуйста. По той информации, что есть у меня, у тебя есть всего лишь один оборотный цикл. Что же не дает мне покоя в этой мысли? Ой, привет. Пришел сказать мне, что я на верном пути, как обычно. Ледяной взгляд смотрящего выражает легкий интерес, что? Ай-яй-яй, все самое плохое только начинается. Жили-были, не тужили, но немного поспешили. Принести дрон, в котором, оказывается, есть не только датчики координат, но и скрытая камера. Плохо. А понять, что теперь у меня задание покинуть бункер, фатально плохо. Просто цитирую. Найти безопасное укрытие, где я смогу выжить, уйти из бункера и замести следы своего пребывания в нем. Внимание, вопрос, а как мне выжить без бункера, если я не могу заряжать скафандр? Это же типа, ну, невозможно. Давайте думать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лоу-Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы немножко побегаем. Да, уйти из бункера и замести следы. Задание, которое ярко намекает, если здесь появится поисковой отряд организации и не найдет меня, то, наверное, хотя бы иногда я смогу возвращаться в бункер. Смогу же, верно? Но мне непонятно одно. Как много времени дается на то, чтобы подготовиться к побегу? Может быть, я не знаю, патронов еще сделаю или батареек? Короче, времени тратим, просто берем и делаем. Эй, патроны, первым делом ладно, что у нас? Найти себе новое место, где я буду скрываться. О, классно это она придумала, конечно. Легко говорить, когда тебе не нужен неудобный скафандр, который постоянно нужно заряжать. О, кстати... А я ведь и правда пойду и спрошу у нее, как она обходится без него. Спрошу так, чтобы она меня научила. Почему это ей можно, а мне нельзя? Ничего себе. Это, знаете, вопрос из разряда «А чё, так можно было?» Простите патроны, простите отмычки, до свидания. Эй, скафандр, ты мне нужен, сразу надеваем. И, блин, а ведь правда. Просто берем и спросим. Бруно! Здорово. Так, здесь... Что это? Тапочки? Да ё-моё, ну что ж такое? Куда ж ты постоянно уходишь, Лая? Зачем каждый раз просить убежище, если в итоге тут не появляешься? Чёрт. О, чёрт! Лая, тихо, это я! О, я же чуть тебя не убила. Слушай, Лоу-Ложка, я тебе благодарна и все такое, но, пожалуйста, я бы хотела иметь хоть какую-нибудь приватность. Да уж и тебе привет, Лая. Знаешь, я бы с удовольствием оставил тебя в покое, но ты же не даешь мне никаких ответов. Серьезно? Если бы я знала, что ты за это убежище начнешь с меня столько требовать, я бы не стала тебя просить. Ну, Лая, Слушай, я понимаю, как это выглядит для тебя, но попробуй поставить себя на мое место. Я оказался в ситуации, где я не знаю, что произошло. Выживание дается мне с невероятным трудом. И нет ни одного разумного существа, кто мог бы дать мне хоть какие-то ответы. Долгое время мне приходится додумывать, придумывать, выживать самостоятельно.
и что-то со всем этим делать. Да, вот именно. Куда бы я ни пошел, за какую веточку бы я ни цеплялся, каждый раз надежда оказывается ложной, Лая. А потом я узнаю, что меня еще и пытаются убить. И знаешь что? Эта новость радует меня. Потому что если меня пытаются убить, значит есть кому. Значит я не один, Лая. Теперь ты можешь представить себе степень отчаяния человека, который рад своим убийцам. А потом вот, появляешься ты, спасаешь меня. Я наконец-то обретаю настоящую надежду. Ты имеешь полное право не хотеть мне помогать, не рассказывать чего-то и все такое, но я не перестану цепляться за тебя, Лая, потому что у меня нет другого варианта. Прости, что я пытался заставить тебя чувствовать себя обязанной за это убежище. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я это делал? Понимаю, но... Я не уверена, что смогу как-то помочь тебе. Черт, я даже не уверена, что моя борьба имеет хоть какой-то смысл. Организацию невозможно победить, Лолошка. От нее невозможно сбежать. Ты можешь или присоединиться к ней, или умереть. Я думала, что готова ко второму варианту. Знаешь, почему тогда в музее я спасла тебя? Потому что ты думала, что я смогу помочь тебе как-то? Нет. Потому что я знала, что как только они об этом узнают, они прикончат меня и... Нет, не говори так, Я это... по итогу жива! Ничего не случилось! Я шла по коридорам проклятого Синклита, ожидая, что мои страдания наконец-то закончатся. Однако даже здесь они смогли переиграть меня. Оказалось, что ни одна из патрульных команд не выслала контрольных дронов, потому что музей находится на пересечении зон, и каждый думал, что дронов вышлют другие. Ты представляешь, я спасла тебя, и никто в организации даже не знает об этом. Охренеть. И вот, после всего этого фееричного провала, единственное, о чем я могла думать, слава всем существующим и несуществующим богам. Представляешь, я сделала все для того, чтобы умереть, но как же я была счастлива, что осталась жива. Понимаешь теперь, в насколько безвыходной ситуации я оказалась. Я боюсь, я не хочу умирать. Я не могу быть такой смелой, как... Я хочу жить, Лолошка. Но они узнали, что я предательница. Теперь единственное, что может меня ждать, это смерть. О, Лая, это из-за меня получается, да? Ну, то есть, я имею в виду, если они не знали, что ты предательница после ситуации в музее, как они могли узнать, если не от меня, верно? Верно. Но не вини себя, ты не знал. И я не знала, что ты не знаешь. Потому что я не знала, что ты Лолошка. А? Так, а теперь поподробнее. Почему тебя так испугало, что они видели мое лицо? Почему ты думала, что я вру про свое имя? Ну, очевидно же, потому что у тебя есть скафандр, который защищает тебя от всего вот этого. Единственный, кто в Архее мог знать, как защитить себя, это... Нет, не ты. Но вот когда ты в скафандре, твоего лица не видно. Поэтому-то мы и думали, что выслеживаем не тебя. Но теперь, когда они увидели твое лицо, да еще и показали свое, мне правда жаль, но ты не жилец, Лолошка. Так нифига себе! То есть вот почему меня никто не трогал, вот почему им было все это время плевать на меня! То есть организация приняла меня за кого-то другого? Но за кого? И где тогда этот человек? Ты меня недооцениваешь, Лая. Ты даже представить себе не можешь, через что мне уже пришлось пройти. Помоги мне, и я помогу тебе. Как сделать так, что мне... чтобы не нужен был скафандр. Если мне нужно сейчас сбежать, то очевидно, что мне, наверное, лучше вот это задать. Как сделать так, чтобы мне не нужен был скафандр? Никак. Ну, то есть... способ, конечно, есть. Но он отстойный и... Не томи, Лая, какой способ? Мне плевать, даже если он болезненный, или опасный, или сложный. Если мне придется покинуть бункер, и я не смогу заряжаться, то я вот тогда действительно не жилец, понимаешь? Так куда ж ты перебивать-то опять? Ты не дослушал. Он отстойный и тебе недоступен.
Но тебе-то он доступен? Ох, опять ты О, за... нет, Лая, не начинай. Прошу, помоги мне. Нет, к счастью, этот отстойный способ мне теперь тоже недоступен. Слушай, Лолошка, я серьезно. В твоем случае лучше сдаться. Смерть от дрона будет хотя бы быстрой. И они не остановятся, поверь. Знаешь, почему ты никогда раньше не слышал об организации? Почему? Потому что они не оставляют свидетелей. Ты правда думаешь, что они столько раз пытались подстроить твою смерть, потому что им нравится играть? Да нет, я не знаю, я вообще не думал об этом. Ну, конечно же, им не нравится. Это их страховка на случай, если ты выживешь. Мне всегда, знаешь ли, такая стратегия казалась излишней. Пока я не столкнулась с другим парнем, с такой же волей к жизни, как у тебя. Он избегал всех наших ловушек, выкручивался из всех невозможных ситуаций. И у него были все шансы раскрыть нас. Ну, то есть их. И что потом случилось с этим парнем? То же, что и со всеми остальными. Пойми, Лолошка, единственное, что они чтят выше своих целей — свою секретность. Раз уж они показали тебе себя, раз ты теперь знаешь об их существовании, значит, они найдут и убьют тебя. Черт, но Лая, я Да же... нет же, Лолошка, я тебе серьезно! Я не могу помочь тебе, понимаешь? Если ты так хочешь продолжать бессмысленную борьбу, то пожалуйста! Но ищи решение сам. И ищи его, советую, быстро. По той информации, что есть у меня, у тебя есть всего лишь один оборотный цикл. Что? Какой еще оборотный цикл? Ну ты бы сутки это назвал, потому что ты все равно ничего не понимаешь. Ну? Ты так и будешь стоять и смотреть на меня, пока скафандр окончательно не сядет? Давай! Да, точно, ты права. Мне пора, но только вот... Ай, давай, что еще? Запомни, Лая, мы не умрем. Ни ты, ни я. Я этого не допущу, понятно тебе? Самоуверенность, доступная только блаженному неведению. Если ты хочешь так выжить, я бы на твоем месте попыталась разобраться, чем твой бункер такой особенный. И есть ли что-то такое же герметичное и безопасное где-то еще? Да, бляха-муха, это просто невероятно! Столько информации буквально... Это... Сейчас я могу точно сказать, что у меня было много вопросов, я клянусь. У меня вот до этой серии было достаточно много вопросов к этому сезону. Я просто понимал, что, ну да, рано или поздно-то ответы будут. Но таких ответов я не ожидал, это очень круто. Это прям, ну, 10 из 10. Вот почему меня видели, но не обращали внимания. И вот почему теперь обратили, потому что увидели лицо. Так, и получается, раз уж они показали себя мне, то мне тем более, можно сказать... кранты. Блин, я пока вот, знаете, нахожусь в этом мире Прунус, я ощущаю себя каким-то свободным человеком. Я могу подумать. Я хочу подумать. Я шла по коридорам проклятого Синклита, ожидая, что мои страдания наконец-то закончатся. Что такое проклятый Синклит, если что, мы не знаем. То есть за все сезоны, это вообще первый раз, когда я такое слышу. Знаешь, почему ты никогда раньше не слышал про организацию? Потому что они не оставляют свидетелей. За все сезоны мы видели намеки на эту организацию, но мы никогда не слышали про них напрямую. Ладно, опять же, по информации Лаи, у меня есть один оборотный цикл. То есть примерно сутки в бункере я еще могу быть, правильно? Давай на всякий случай проверим, что здесь. Ничего не поменялось. Лая, нет, не поговорим. Я просто вопросы хотел задать, там другие вопросы были крутые, черт. Если ты так хочешь выжить, я бы на твоем месте попыталась разобраться, чем твой бункер такой особенный, и есть ли что-то такое же герметичное и безопасное. Так, получается, мой бункер не пропускает какие-то волны. Походу, я правильно понимаю. Короче, что я думаю? Давай, мало. Ладно. Честно признаться, я даже и не осознавал, насколько сильно давил и наседал на Лаю. Но сегодня, наконец-то, она впервые поговорила со мной более-менее открыто. Правда, у меня есть ощущение, что это не моя заслуга, а ее накопившаяся усталость. Наверное, сейчас самое обидное, что эта открытость не сильно помогла мне. Если верить Лае, ситуация, в которой мы оказались, просто безвыходная. Хорошо, что мы не особо знакомы, и я не особо доверяю ей. Во всяком случае, верить, что все может закончиться вот так плачевно, я точно отказываюсь. Но вот то, что у меня вряд ли есть больше, чем сутки, придется поверить. Когда Лая сказала, что мне стоит поискать что-то такое же герметичное,
У меня в голове что-то щелкнуло. Что? Подожди, что? Ну-ка. Да, вот оно, точно. Этот мерзкий хам, который писал владельцу мастерской. Если к первому Мастоса все не будет идеально герметично, с рабочими фильтрами на ходу и бла-бла-бла. А что если речь идет о машине, в которой можно безопасно ездить и заряд не будет тратиться? Я должен найти эту машину, чего бы мне это ни стоило. Возможно, это мой единственный шанс. Ох, машина, где ж мне тебя искать-то? Я уверен, что в мастерской, где я нашел это письмо, никаких машин точно не было. Думай, Лолошка, думай. Где я мог получить информацию об этом? Мне со всех сторон говорят, что эта организация больше, чем все, что я могу представить. А значит, мне тоже нужно мыслить масштабнее. Катастрофа явно затронула не только Архей. Мое измерение тоже пострадало. Но... почему мой бункер устойчив к этой угрозе? Почему остальные неустойчивы? Я замечал разницу в бункерной обшивке, да. Но сейчас... Да, сейчас я еще и задумался о том, что фильтры тоже, вероятно, стоят какие-то особенные. Они фильтруют угрозу, которую другие бункеры не фильтровали. Что же не дает мне покоя в этой мысли? Ой, привет. Пришел сказать мне, что я на верном пути, как обычно. Ледяной взгляд смотрящего выражает... Легкий интерес, что? О, господи! Иди расцелую! Ой, что? Серьезно? То есть ты правда хочешь сказать, что я на верном пути? Что такого особенно в моем бункере? Если верить помощнику, у меня далеко не самая дорогая модель. Точно! Помощник! Во всех улучшениях в новых модулях везде указаны материалы. Они же защищают меня от угрозы. Складывается ощущение, что Уткар такие услуги не предоставляет. Получается, мой помощник был хакнут владельцем бункера. Переписан, чтобы тот отвечал его требованиям и запросам. Получается, владелец моего бункера знал, что будет конец света. Владелец моего бункера, скорее всего, и был заказчиком той машины. Старина, пожалуйста, скажи мне, что я сейчас прав. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ладно, в твоем случае это может быть когда-то... Ай, черт. И нет. Ах. Ну и пожалуйста. О, если владелец бункера модифицировал уточку, то, может быть, он внес туда информацию и про машину. Я вот точно знаю, что если бы я был таким подготовленным и осведомленным, я бы внес. В любом случае, я же могу просто спросить, что мне стоит-то? О, какая крутая серия, блин! Это просто имбуля! Слушайте, удивительно, да? Как много сразу мы получаем ответов и просто закрываются все вопросы. Ну ладно, может быть пока не все, но... О, полечились. Самое главное, что закрываются. О, я с таким кайфом сейчас все это читаю. Ледяной взгляд смотрящего выражает легкий интерес. Это самое важное, что мне нужно было. Обязательно скафандр ставим на место. И уточка. Я, как владелец бункера, хочу спросить. Что вы хотите сделать? Да, здорово. Я хочу спросить... машина. Нет, не так. Ну да, давайте просто машина. Пожалуйста, уточните ваш запрос. Что вы хотите сделать? Где моя машина? Типа я владелец, да? Вы хотите определить координаты вашей машины? Да, конечно, да! Введите имя пользователя. Что? В смысле имя пользователя? Какое имя пользователя? Откуда мне знать, какое имя пользователя? Откуда мне знать, какое имя Подожди! Нет, пожалуйста, не говорите, что плохие новости. Ща, я походу знаю. Имя пользователя вот здесь. Я все понимаю, ты считаешь меня на. Нет, это не здесь. Ладно, была не была, я попробую ввести Лолошка. Неверное имя пользователя. Введите 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? О, черт! Это же, блин, как? Ну классно. Ладно, сейчас я придумаю, где добыть это имя. Ну... Я думаю, что мне нужно в мастерскую сходить. Кстати, да. Только, блин, там дроны. Так что, ладно, патроны есть. У меня в целом вообще все есть. Я могу. Так, скажите мне, что погода нормальная. Фух! Нормальная погода, спасибо. Спокойно выходим. И... Ночная нормальная погода. Ну ладно, ночная это не так страшно. Дроны здесь, и мы помним, не лазят. А автомастерская вон там. Насколько я помню, там есть пара дронов. Но ничего не страшного, у меня есть патроны. Эй.
Привет. А, нет? То есть не всегда, да? Ладно, давай посмотрим. Компьютер, по идее, все еще работает, и мы можем посмотреть имя пользователя. Вот! Тема «Наше дело», отправитель Т001. Походу, вот оно. Кому? Автомастер собака пост.арк. Ну, наверное, вот это надо запомнить. Т, нижнее подчеркивание, 001. Сейчас, погоди, на всякий случай. Опа! Да, дрона как раз хотел найти. Мне просто опыт нужен. Так, тихо. Давай. Опа! Хорош! Красота какая. Я на всякий случай хочу найти что-нибудь интересное по одной простой причине. Я, наверное, уйду отсюда надолго. А я, если уйду надолго, то не смогу ничего тут рыскать. Вот здесь, может быть, что-то будет. Это что такое? А, блин, плюшевая. Я думал, это уточка, которую можно взять. Блин. Обратно забегаем. Ага, здрасте. Фу, блин, надеюсь, я все правильно понял. Привет, привет. Еще раз, где моя машина? Вы хотите определить координаты вашей машины? Да, все правильно. Введите имя пользователя. Так, Т001. Идентификация пользователя. Ну, пожалуйста. Многие же используют одно и то же имя везде, правда? Только бы сработало. Принято. Здравствуйте, мастер. Ваша машина находится по координатам минус 2977, минус 1. Состояние, герметичность, в норме, поломки, нет, масло, в норме, двигатель, в норме, воздушные фильтры, в норме, топливо 0 из 2000. Вывод компании Уткар. Машина нуждается в заправке. Введите 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Та-та-та, герметичность, да, поломки нет, масса в норме. То есть этот пользователь, этот чувак, который владел этим бункером, он-то по итогу исчез. То есть я оказался прав? Машина действительно существует. И она действительно привязана к этому бункеру. Она действительно может спасти меня. Задание... Так, проверяем. Найти машину и топливо для нее, убедиться, что она исправна. Уйти из бункера и замести следы. Ну, блин, замести следы я просто не могу. Типа, это надо выкинуть вообще все вещи. Я правильно понимаю? Обязательно заряжаемся. И вопрос. Если этот чувак, который построил этот бункер, если он знал про конец света, то... Блин, а кто ты такой? Ты построил и запрограммировал герметичную систему, которая спасает от этой, ну, типа радиации. Это очень интересно. Расскажут ли нам в будущем, кто владелец? Я думаю, сейчас самое главное все-таки выйти. И координаты. Интересно, они появятся? Так. О, да, вот она, машина. Реально есть координаты. И супер быстро бежим. Пожалуйста, только не давайте мне радиацию 3-го уровня. Hello? Тут все нормально. О, походу куда-то далеко надо бежать. Тут уже 2-й уровень радиации. Я там не был. Это... А, нет, стоп, это музей. Я помню, что если я сейчас пройду дальше музея, там будет 3-й уровень. Давай. Да, вот он 3-й. Пожалуйста, жить. 5-й уровень! Куда? Куда 5-й? Первый. О, блин, да, вот здесь я точно первый раз. Дронов нет, и это самое приятное, наверное. О, да, вот она! Я вижу фильтр прямо на крыше. А окна? Окна явно специально герметизированы. С ветерком на ней, конечно, не погоняешь, потому что окна не открыть, но я потерплю. Yes. Взять ключ. И ключ прямо в двери. Ну не сказка ли? Так, теперь нужно заправить эту красотку и завести. Я понял. Ребят, я понял. Вы догадались? Если нет, я сейчас объясню. В момент, когда владелец бункера, помните, ему машину сделали прям под конец света, прям перед 2-м Мастоса. То есть он, получается, приехал на заправку, и в этот момент все произошло. То есть он просто не успел. Заправить. Может быть... О, подожди, реально канистра с бензином? Чего? Это явно не то, чего я ожидал. Еще канистра, замечательно. Банкноты, не знаю, нужны ли тут деньги? Ну, просто мы знаем, что теперь оно здесь. Как заправить эту машину? Вот, смотри, топливо. Заливаем. Круто. Новые механики. Каждый раз меня удивляют этими новыми механиками. Ну, я рад, я доволен. Если так подумать, то какое-то время мы будем жить именно в машине. И... хорошо. Давай сейчас еще немножко зальем. И
Конец. 1000. И чё, получается, просто поехали? Или как? Но она не заведена. А, возможно, нужно ключом. Ну-ка. О, заведела. О-хо-хо-хо-хо! Круто. Давай. О, какая умная технология. Я сажусь в машину и начинают работать фильтры. И что бы это за угроза ни была, ее отфильтровывают. Да уж. Места тут, правда, совсем немного. Мне даже скафандра не снять. Так, подожди. Из заброшенных автомобилей тут, конечно, не особо покатаешься. Надо взяться за расчистку. Задание дорожной работы. Блин, это круто! Опа, подожди, давай сюда. Ой. Что тут у нас? Какая-то штука, которую что, вскапывать можно? Или как? Дорожные работы. Расчистить дорогу до бункера. Ладно, чтобы нормально передвигаться по городу на автомобиле, мне лучше позаботиться о том, чтобы убрать с дороги все препятствия. Ага, я понял. А как это работает? Типа я одно ломаю, все ломается? Ну-ка. Да, так и есть. И сталь. Ай, блин, надо было почиститься. Хотя нет, стоп, какой почиститься? Я не могу сейчас в бункере держать вещи. Слиток темной стали интересно. И могу ли я сделать из этого, например, кирку? Нет, но, видимо, это что-то важное. Далее стекло. Тут изумрудный какой-то то ли конденсатор, то ли что. Базовая схема управления. Возьму вместо ведра. Теперь садимся в машину. Она у нас заведена. А, и она тратит топливо. То есть ее нужно глушить. Так, хорошо. Аккуратненько. Как это круто работает. Давай, стоп, заглушить машину. Ага, да. Фильтр перестает работать. Ломать можно, по идее, прям любой блок. Правильно понимаю? Да. Прям вообще совершенно любой. Да, я, конечно, хочу это взять, но места нет. Давай так, выносливость, повышение. Дали слот. Подожди, все-таки дают. Хорошо. Попробуем еще раз. Дали? Не дали. То есть теперь когда-то дают, а когда-то нет. Еще прокачиваем. Да, дали. Очко генома также. Я не знаю, блин, подбирать вещи это... А! Тихо. Кто? Ночью, конечно, не самое приятное кататься. Вижу дрона. Так, отлично. И... Отлично. Только не на машину! А, машине от этого пофигу. Слава богу, ей пофигу. Или не пофигу, это мы еще узнаем. Ее по-любому надо будет чинить, судя по той информации, которую мы получили. Так, вот здесь тоже. Давай. Хорошо. Какие-то вещи успеем подобрать. Не зря тратим весь опыт на выносливость. Я думаю, кстати, можно еще прокачать. Дайте слот, пожалуйста. Не дали, блин. Может, еще раз? Все, опыта нет. Я бомж. Самое важное, не забывать глушить машину. Куда тут надо? Вот сюда. Как она дрифтует, блин. Эй, мистер, где вы? Слышу, но не вижу. Вижу. Причем я слышу несколько дронов. Наверное, надо перезарядиться. Сейчас, погоди-ка. Вот сюда забегаем. Перезарядочку выполняем. И, наверное, выкидываем пустые гильзы, пока не понадобится. До свидания, мистер дрон. Ой, сколько вас здесь, ребята! Блин, ну, я бы, конечно, хотел, на самом деле, все это сложить на склад куда-нибудь себе. Либо, опять же, прокачать выносливость. Я могу, вот, давай. Ну-ка, дали? Дали. Yes. Как же много у меня места теперь. До свидания, мистер Машинка. И вроде бы я все сделал, да? По-моему, каждую машину, которую можно было убрать, я убрал. Ну, вот и отлично. Надо похвастаться Лайи и собирать шмотки из бункера. Задание никто не приютит обновлено. Да, найти машину, убедиться, что она исправна. Возможно, у меня будет маленький мобильный бункер. До сих пор не верится, что я действительно смог дойти до этого сам. Да ладно уж. Так, значит, мне нужно опять же похвастаться Лай. Ну подожди, у меня слишком мало заряда, поэтому обязательно заряжаемся. Думаю, хотя бы 25% будет достаточно. Надеваем. Прунус. И... ну конечно. Опять ее нет. Ну, не знаю, может быть, я чуть постою, и она появится. Ну, давай. Пу-пу-пу-пу-пу. Не, ну, вообще, на самом деле, для этого лучше обзор какой-то иметь. Типа вот так. Да. Что-то все-таки не появляется. Ладно, не буду терять время. Пойду заметать следы пребывания в бункере. Уже настолько? Не, ну в целом, я понимал, что да, но ё-моё. Сейчас, быстро тогда. Малус. Здорово.
Так, что мне делать? Заметать следы, это, знаете, это как будто взять и выкинуть все вещи из бункера. Очевидно, что я этого делать не буду. Вот если вы задавались вопросом, типа, неужели он правда выкинет вещи из бункера? Нет. Нет, никогда, нет! Я так много это фармил, я столько времени угрохал! Я не буду этого делать, если вы хотите от меня этого. Скафандры по-любому заряжаем. Я уверен, что на самом деле и не надо ничего выкидывать. Я думаю, что надо просто пойти спать. И, скорее всего, это как-то обыграется. А как именно обыграется, я думаю, увидим уже в следующей серии. Это просто невероятно! Столько информации! А самое главное, машина! У меня закрылось прям очень много вопросов, которые я сам задавал в процессе игры, но какие-то все еще остались. Будем смотреть, будем наблюдать. Думается мне, что в будущем поднимется еще тонна вопросов. Ну, а так, я, конечно же, надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь. Какой бы сухой фраза это ни была спустя много-много произношений, я правда верю в то, что она хоть как-то доносится вам в уши. Ребят, пожалуйста, не забывайте, что ваша поддержка важна не только мне, но и команде. Любая ваша, опять же, поддержка — это буст к мотивации. В момент замедления Ютуба мотивация нужна как никогда кстати. Спасибо большое. Побег от организации близок. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и машина, черт возьми. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Попробуй поехать на север. В той стороне я ни разу не видел дронов. Капец, он длинный. Я очень рада, мистер О'Флафферти. А? Кажется, у нас гости. Давайте пригласим мистера космонавта выпить чаю с нами. Чего? О, жизнь бомжа в машине. Если это не идеальное описание моей будущей жизни, когда я уйду из бункера, то, наверное, лучше описание не придумать. Да, у нас действительно появилась машина. И да, в этот бункер вот-вот придет организация. Давайте не будем медлить, начинаем побег. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. А еще у меня есть прикольная идея. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы скрываемся. Да-да, если говорить коротко, то помимо бункера у владельца этого места была еще и супер герметичная машина с фильтрами. Машина найдена, работает на бензине, и да, она реально не пропускает заразу. Учитывая тот факт, что сюда вот-вот придет организация, наверное, надо как-то переезжать в машину, но у меня крутые новости. Вы в комментариях написали мне: офигеть, какую офигенную идею. Суть в том, чтобы попробовать сфотографировать смотрящего. И тут до меня доходит, у меня же реально есть пленка. Работает по принципу достал, сфотографировал, все, никаких лишних действий. Эй, смотрящий, может быть, это появишься, пожалуйста. Так, ладно, Ложка, давай так. Вероятно, это последний раз, когда я просыпаюсь здесь. Не хочется в это верить. Да, у меня теперь есть машина, в которой я могу быть в безопасности, но в бункере-то у меня исследовательский модуль, теплица, холодильник, зарядка для костюма, в конце концов. Ладно, я в любом случае уже выдал себя. Нет пути назад. Надо заканчивать и проваливать. Стоп, подожди. Ничего себе. Блин, а это гениально! Спрятать в прунусе. Ну да, конечно. Лаи опять нет. Но в этот раз я даже почти рад. Не придется ничего объяснять. Ага, спрятать в прунусе и... Я на самом деле до этого бы не додумался, клянусь. Будем сюда приходить. Так, хорошо. Ой, пожалуйста. Надеюсь, Лая не будет это трогать. Угу. Просто, а что насчет сундуков? Всякие там вещи. Отлично. Теперь забрать все самое необходимое и в путь.
Все? То есть, получается, когда речь шла про следы и заметание следов, говорилось про писанину, которую оставила Ложка. Окей. Заберу самое необходимое и в путь. О, черт, это очень страшно. Я не знаю, просто боюсь сделать какой-то неправильный выбор. Кстати, с пониманием того, что мы здесь долго не будем появляться, давай-ка на всякий случай вот это проверим. Уткар медицинский модуль, привет. Вот, атака. Ни разу не прокачивал атаку. Нам по-любому что-то против дронов понадобится. Броня защищает на 5% лучше. Заблокировано. Вот, закалка. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше. Ну, извините, я стреляю, но так и быть, давай. Что? У меня было 5 очков, стало 0? Это, наверное, визуальный баг был. Да, это был визуальный баг, потому что у меня не могло и 5. Типа, я же не прокачивал 25 уровней. Блин! А зачем я тогда прокачал это говно? Я чувствую себя сейчас самым обманутым человеком. Что у нас еще? Медицинские расходники быстрее восстанавливают здоровье. Разрушение блоков при недостатке запаса сил больше... Не несет риск повредить руки. Рабочий стаж. Требование 25 здоровья. Я наконец-то смогу копать и не думать о том, что у меня может повредиться рука. Да, 25 здоровья и 25 ловкости. У меня здоровье 11 и ловкость 15. О, это будет невозможно. Это слишком дорого. Давай думать, сюжетные предметы, какие понадобятся? Допустим... Книга-артефакт? Вообще, по сути, организации плевать на эту книгу, на Тадмавриэля, на церковь и так далее. Наверное, главное не спалить вот этот значок, так что мы его берем. Далее, не знаю, фотоаппарат. Здесь вроде бы ничего не палится. Вообще, скорее всего, они и так понимают, что я в этом бункере. Как минимум, они могут понять по дрону, там же все записывалось. Но мне нужно дать им понять, что я отсюда ушел и больше никогда не возвращался. Типа, в итоге мне нужно на сколько сбежать? На день? 2? 5. Кстати, некоторые в комментариях попросили, чтобы я читал все описания уток. И я тут подумал, мы читали все 4, кроме вот этих 2. Ну-ка, утка ошибка. Не удалось найти путь к файлу DuckFemGDH. Подожди, что? DuckFem? Ладно, допустим, если вы это расшифруете, то вы молодец, я не понимаю. Глиняная утка. Это не должно было быть в кадре. Знакомое лицо, мой единственный собеседник. Самая первая утка. Резиновая. Скафандр надеваем, еда есть, отмычка. Блин, мне так страшно еще не было, правда. Я прям боюсь отсюда уходить. Ну, вроде бы да, можем идти. Ключ от машины. Патроны. Да, патроны тоже взяли. Погода у нас хорошая. Ну, поехали. Так, ладно. Не уверен, что выживу без бункера, но выбора у меня все равно нет. Блин, тут дело не в выборе. Тут дело в погоде. Она все заруинить может. Я же даже дронов нормально не увижу. Получается, заводим. Ага, далее садимся. И теперь надо понять, сейчас очень-очень много чего нужно обустроить в жизни. Для начала найти место, которое я мог бы считать своей стоянкой. Да, хотя бы временной. Подальше отсюда. Где-то, где я мог бы парковаться и спать относительно спокойно. Думаю, лучше всего вообще уехать из города. Так будет безопаснее всего. Попробую поехать на север. В той стороне я ни разу не видел дронов. Надеюсь, меня никто не засечет. Ага. Так, а север это у нас в ту сторону. У меня партиклы есть. Вот оно. Показывает, куда ехать. Я понял. Ладно. Вот он север. И там туннель. Тот самый. О боже. То есть мы прям реально уезжаем из города. Капец, он длинный. Ага, во, конец. И что у нас здесь? Что это у нас? Человеческое поселение Блумколь? Человеческое. Понятно, как всегда. Хотя, какая уже разница? Все равно здесь не осталось никого, кому можно было бы рассказать об ужасных последствиях сегрегации и убедить, что нужно что-то менять. Тем не менее, есть надежда, что я смогу найти в этом поселении что-то полезное. Наверное, для начала попробую осмотреться, прям не выходя из машины. Так, ладно. Ну, у меня тут уровень радиации 1, и давай осмотримся. Это у нас что-то типа реально пригорода, какой-то деревушки. Здесь все ухожено. Детский садик какой-то. Ну, точнее, детская полянка. И... Блин, признаться честно, я не совсем понимаю, как мы в итоге где-то осядем. Типа, мне скорее не пригород нужен, мне заправка нужна. То есть, мне просто нужно бесконечное топливо. Так, в итоге я могу выйти, и тут все еще первый уровень. Давай посмотрим.
Что же эта деревенька может предложить мне? Хотя нет, это скорее не деревня. Это богатый пригород. Очень уж все аккуратно и ухожено. Наверное, здесь жили семьи с детьми. Родители хотели, чтобы дети дышали чистым воздухом и могли безопасно играть на улице. Ну, может быть, хорошо. Но, тем не менее, это все нелогично. Типа, понимая, что мне нужно, дабы переждать организацию, я прихожу к мысли, мне нужно топливо. И топлива у меня нет, просто по нулю. Кстати, заглушить машину. Все, тихо. Кстати, это пикап. А я могу сюда что-то положить, интересно, как-нибудь? Типа вот так вот нажать? Настолько зараженная утка. Найден коллекционный предмет. Блин, то есть я мог сложить сюда какие-то вещи. Ну ладно, я не знал, я правда не знал. В итоге зараженная утка, наверное, посиди-ка здесь. Давай зайдем в какой-нибудь рандомный дом. Тут у нас веревка, молоток, двери открыты. Кухонка. На второй этаж поднимемся. Возможно, я, кстати, найду еще какую-нибудь уточку, но пока что я нахожу чисто типичные ресурсы. Большой постер. Щелкните правой кнопкой мыши без оружия или используйте форма гаечного ключа для переключения. С чего? Типа вот так. Ну ладно. Салфетка, консервированный суп. Это все чудесно и прекрасно, но я бы хотел реально сейчас не думать о том, что у меня топливо закончится. Что мне делать? Где тут какая-нибудь стояночка? Здесь у нас... Мишка какой... Ой. Ой, подожди, реально? Прям к Мишке? Это воспоминание. Мистер О'Флафферти, спасибо большое, что оказали честь прийти на мое скромное чаепитие. Ну что вы, мисс Элизабет, это для меня честь, что вы меня пригласили. Не хотите ли имбирного печенья, мистер О'Флафферти? С удовольствием. О, правда? Я сама его испекла. В этот раз, кажется, неплохо получилось. Вот. Действительно очень вкусное печенье. Спасибо большое, мисс Элизабет. Я очень рада, мистер О'Флафферти. Ой, мистер О'Флафферти, кажется, у нас гости. Давайте пригласим мистера Космонавта выпить чаю с нами. Что? Чего? Это что сейчас было? Это только что был я? В этом чертовом воспоминании был я? Нет, не может быть такого, Лолошка. Думай, не паникуй. Это... Скорее всего, это был настоящий владелец бункера, да. И... Он ведь действительно знал, что конец света наступает. Смотреть на все эти смерти раз за разом и пытаться оставаться к ним равнодушным, искать в этих воспоминаниях крупицы информации, все это ощущается так неправильно. Нет, я не могу ясно мыслить. Нужно добраться до машины и отдышаться немного. Это что сейчас было? Иди к черту. Нет, я не понимаю. Как это могло произойти? Столько существ погибло. Они же просто в воздухе буквально испарились. Вот только что они были здесь, жили своей жизнью, как ни в чем не бывало. И бам! Спустя секунду их уже нет. Но почему? Или, даже зачем? Из раза в раз видеть эти бессмысленные смерти становится все тяжелее. Теперь еще и владелец бункера, безучастно смотрящий на происходящее. Мне нужно срочно, нет, даже немедленно выяснить, что здесь произошло. Если Лая не в карманном измерении сейчас, я снова пойду ее искать на улицах Силанквы. Мне наплевать, поймает меня организация или не поймает. Пусть попробуют. Но сначала... Просто... О, ну наконец-то. А вот и ты. Я уж думала, они нашли тебя. Искала тебя повсюду. Пришлось даже рискнуть и сунуться в город. Ты где все это время пропадал? Чего? Лая, да вроде меня не так уж и долго не было. Достаточно, чтобы я начала волноваться. О, волноваться.
То есть теперь ты понимаешь, как я чувствую себя каждый раз, когда не нахожу тебя здесь, да? Ой, не надо, это сейчас совершенно другое. Я могу за себя постоять, и я понимаю, что происходит. Вот именно, Лая. И если бы ты мне рассказала, что знаешь, я бы тоже мог это все понимать. Опять. Ты нашел убежище? Что, уже? Ты правда думаешь, что это такое быстрое дело? Это же не просто дом. Оно должно защищать меня от заражения, иначе я умру. Заражение, говоришь? Ну да, заражение. А как еще это называется? Ну все, успокойся, Лолошка. Так и быть, я тебе расскажу. Что-нибудь. Но сначала ты скажи мне, где ты обустроился? Так, а чё это тебе так интересно стало? Ты же все равно не придешь ко мне, не? Рассказать Лае обо всем? Рассказать Лае без подробностей? Отказаться рассказывать? Нет, очевидно, сейчас я не хочу отыгрывать чувака, который подозревает Лаю, потому что, ну, давайте будем честны, ну, она не врет, ну, нет. Я не думаю, что тут идет какая-то десятистепенная многоходовочка, в которой все друг друга обманывают и бла-бла-бла. По предыдущей серии в целом понятно, что Лая может мне что-то рассказывать, поэтому вот эту степень доверия надо немножко повышать. Давай, расскажу все. Понятно. Знаешь, а ты вообще-то молодец. Если честно, после того, как ты запер себя в музее, я сомневалась, что ты вообще с чем-то можешь справиться. А ты все-таки смог найти вариант и довольно быстро. Так еще и мобильный вариант. Ты правда планируешь разбить лагерь в этом пригороде? Да, в Блумколе. Как ты думаешь, это безопасный район? Да, думаю, что да. По крайней мере, пока что. Окей, а вернуться в бункер я смогу когда-нибудь? Нет, ни в коем случае. Организация теперь не успокоится, пока не найдет тебя. Ты уехал из города, и это было правильное решение. Теперь постарайся не светиться и в город без особой нужды не возвращаться. А лучше вообще не возвращаться и на улице не показываться. Конечно, за городом относительно безопасно и все такое, если дроны тебя действительно не засекли. Но когда они поймут, что в том районе, где находится бункер, тебя нет, они начнут искать в других районах, а потом и за городом, понимаешь? Но, да, пока что можешь прятаться там. Дальше что-нибудь придумаем. Придумаем? То есть, мы теперь все-таки команда? Работаем вместе? Ой, это чтобы ты потом не говорил, что зря пустил меня сюда. Ладно, но ты обещала мне что-нибудь рассказать. И как будто сейчас пытаешься отвлечь меня. Только вот не знаю, специально или нет. Ну... Ладно, я понял. Лая, просто давай так. У меня есть один вопрос, на который ты просто обязана мне ответить прямо сейчас. Иначе я взорвусь, понимаешь? Иногда, когда я дотрагиваюсь до предметов, которые принадлежали жителям Архея, особенно если кто-то держал эти предметы в руках в момент катастрофы, я вижу... Блин, не знаю даже, как назвать тебе это... Картинки, знаешь, видения, воспоминания. В общем, я вижу, что происходило за пару минут до исчезновения всех этих существ. Например, я вижу, как играли дети, общались взрослые, студенты пытались найти литературу для исследовательской работы. Ну, в общем, такие обычные бытовые сцены. Каждый раз все эти существа, которые не подозревали о катастрофе, они все внезапно исчезают. Просто превращаются в туман. Пойми, Лая, я просто больше не могу на это смотреть. Откуда берутся эти видения? Почему я их вижу? Ладно, я знаю, что ты не любишь выдавать много информации за раз, поэтому я сейчас спрошу только об одном. Расскажи, что произошло со всеми этими существами? Ох. Ну, Лая, пожалуйста. Я вижу, ты настроен серьезно. Ладно, хорошо. Я попробую рассказать тебе как можно больше. Все, что могу тебе рассказать на данный момент. Но перед этим скажи, есть ли у тебя у самого версии, что здесь могло произойти? Ну... Кто-то из тех существ, которых я видел в этих воспоминаниях, говорил о войне. Так. О назревающей войне между людьми и эльфами. И вот, кажется, об этом что-то писали в газете, поэтому я... Все, ладно, не продолжай. Ты правда думаешь, что дело в войне? В войне между местными расами? Ну, нет, я не думаю так, но... А какие могут быть еще версии? Это была хотя бы зацепка. Ну ладно, я тебе сказала, и мы выяснили. Это не война. Что ты еще успел заметить? Ну? Я так понимаю, источник этой
катастрофы внешней, верно? Это не война между местными расами, но и при этом не результат действий жителей этого мира, верно? Угу, верно. Я бы, конечно, похвалила тебя за догадку, но это же было слишком очевидно. Еще какие-то версии? Да блин, ну... Межгалактическая война? Ой, черт, ложка. Так, давай, пожалуйста, серьезно. Да нет, ну я правда, межгалактическая война? Я серьезно. Тут могло же произойти буквально что угодно. Давай по-другому. Ты более ничего не замечал в своих видениях? Так. Да нет, вроде бы не замечал. Все по одной и той же схеме. Архейцы занимаются своими делами, ни о чем не подозревая, и внезапно испаряются, оставляя после себя еще и странный туман. Туман, который очень похож на... Стоп. На что? Ну? Лолошка, на что он похож? Да, я просто... Мой старый приятель Смотрящий. Помнишь, я упоминал его? Он появляется и исчезает в таком же тумане. Это тот, которого видишь только ты, да? Так ты про него и не рассказал, кстати. А, да? А ты мне так и не рассказала, что здесь произошло. Ну так давай, попробуй еще немного поразмыслить на досуге. Сам. Что? Но, Лая, ты же мне вообще сейчас ничего не рассказала! Ой, Лолошка, пойми. Сейчас ты слишком мало знаешь, чтобы я могла что-то рассказать. Чего? Ох, ничего. Просто иди займись своим убежищем. У меня тоже есть дела. Поскольку организация отправила меня в бессрочный отпуск, а вместо отпускных решила оплатить мне билет на тот свет, я буду здесь гораздо чаще, Лолошка. И я буду как раз таки заниматься делами. Можешь не спрашивать, какими. Я тебе все равно не скажу. Реально? Ну хорошо, ладно, она мне сказала очень хорошую фразу. Сейчас, ты слишком мало знаешь сам, чтобы я могла что-то рассказать. Да, эта фраза имеет место быть, потому что если она начнет что-то мне повествовать, это скорее запутает меня. Типа, я начну воспринимать информацию не так, как должно. И меня, конечно, все еще интересует, что она не знает про Смотрящего. Это интересно, а кто ж такой Смотрящий-то, черт возьми? Может быть, они знают, но просто они называют его не Смотрящим, а как-то иначе? Типа, время. Это все, что я придумал. Поболтать мы в итоге не можем. Окей, во всяком случае, она не отказывается мне что-то рассказывать. Это уже приятно. Но она расскажет мне только тогда, когда я сам подумаю. Попробую еще немного поразмыслить на досуге сам. Но я пытаюсь, как бы, типа, меня скорее путает вот этот момент с девочкой. Типа, она обращается ко мне в другой временной линии. Или что это, блин, было? О, кстати, а ты ничего не скажешь про это? Вообще по нулям, реально? Не волнуйся, Лая, у меня есть фотоаппарат. Если сейчас появится Смотрящий, я тебе его сфоткаю, а потом как покажу. Перед этим молод. И у меня минус 46%. Блин, неприятно. Давай-ка, наверное, залезем. Очень много и одновременно очень мало информации. Но переваривать я ее все-таки буду потом. Теперь вопрос моего выживания стоит гораздо более остро и требует еще большего внимания. К себе же. Ага, ладно. Так, машина, кстати, не заведена. Заведем. Все. И как же мне сейчас хранить этот заряд? Если я не найду заправку, топливо, ну или хотя бы экстренные аккумуляторы, то, ну, я пропал. Просто буквально взял и пропал. Так, погоди. На всякий случай. Все. Здравствуйте, домик на отшибе. Вы-то, может быть, что-то мне подскажете, что-то дадите. Беда только в том, что этот любой дом будет заражен абсолютно так же, как и все другие. Опа-на! Так, аккумулятор. Я, наверное, даже прямо сейчас использую. Давай, может быть, топливо. Тут у нас, кстати, верстак инженера. Можно, если что, что-то покрафтить. А здесь еда, которая... Подожди, еда с запашком. Типа... Вы понимаете, о чем речь, да? Это не испортившаяся еда, это не гниль. Это имеет значение или нет? Пока, честно говоря, непонятно, но то, что мы видели еду, это прикольно. О, грецкий орех. И давайте, наверное, мы сейчас не будем смотреть на все эти сундуки. Я реально попробую... Дождь закончился! Ох ты ж, батюшки, вот это приятно! Вот это шикарно! Я хотел сказать... Блин, что я хотел сказать? А, да, я хочу найти топливо. Сидеть в машине куда выгоднее, потому что тратится меньше топлива, нежели заряда. Здесь вообще по нулям, это какой-то садик. Здорово. Нет.
Тоже нет. Блин, ну неужели я не найду вообще ничего связанного с топливом? Ну это прям обидно. Наверное, это прям редкий дроп. Потому что если так подумать, кто будет хранить топливо где-то дома? Консервный суп, кубок, кастрюля. До свидания. О, тут даже пляж есть. Приятно. Так, это... Что это? Ой. А, розовая ракушка, господи. Так, здесь у нас сапы. Привет. Сапы. О, реально. Экстренный аккумулятор берем. Канистра с бензином. О май гад. Целый литр, спасибо. Под сапами, получается, подразумевается лодка. Давай-ка сразу попробуем. Я же могу здесь плавать? Ну-ка. Да. Вполне обычно могу плавать. Это, конечно, все приятно, но бесполезно. Обязательно не просираем машину, заливаем топливо. И знаете, у меня ощущение, что мы можем на самом деле прокачивать эту машину. Типа, если я так нажимаю, то да, это будет инвентарь. Если я нажимаю вот так... Вот, нет, стоп. Вот так... Нет, характеристик никаких нет, обидно. Блин, на самом деле, знаете, что я сейчас хочу? Вот прям на полном серьезе. Я хочу вернуться и поубивать дронов. Я хочу это сделать только ради опыта. Если мне сейчас персонаж скажет то, что мне лучше туда не суваться, то окей. Но если он не скажет, то я, наверное, реально поубиваю. Мне почему-то кажется, что это не дурацкая идея. Типа, я беру вот сюда, приезжаю. Ага, тихо. Тихо. Далее выхожу из машины, оставляю машину здесь. А, стоп, заглушить. И дроны, по идее, будут летать где-то в этом районе. О! Сразу же, давай! Сюда! Тихо! Так, тихо. Сюда, падай! Ах ты ж, зараза. Опыт мне. Поболее. Спасибо. Я хочу заранее подготовиться к тому, что у меня нет места в инвентаре. Хочу прокачать много выносливости. Но мне обязательно нужно смотреть за радиацией. Так, сейчас уровень 1. Пожалуйста, дайте экстренные аккумуляторы. Нет. Аккумуляторы. Ну неужели по нулям? Как назло, дроны просто перестали появляться. Ни одного. Так, здесь уже 2 уровень радиации. Дайте. Вот он. Хорош. Сейчас. Очень аккуратненько. Еще, давай. Аккуратно, не теряем ХП. Мне сейчас вообще все супер категорически важно делать спокойно. Умеренно. Здорово, машина, далеко от тебя не уходил. Все, поехали обратно. Наверное, не будем сейчас испытывать судьбу, потому что, ну, мало ли это как-то обыграется. Мне почему-то кажется, что это обыграется, и я типа страдаю какой-то фигней. Я понимаю, что в бункер мне точно возвращаться нельзя. Все, вот здесь оставляем. Заглушаем. И абсолютно все дома, которые здесь есть, постепенно лутаем. Мне нужно как можно больше экстренных аккумуляторов. Еще 2 штуки, хорошо. Итого, у нас получается 8 аккумуляторов. 1, 2, используем. Очень маленькие запасы, если так подумать. Я почти всю деревню эту обыскал. Ну или хотя бы половину домов. И вот у меня все, типа 60% в инвентаре. Если я потеряю, то потеряю навсегда. Так, залазим, заводим. И топливо тратится раз в сколько времени? Вот сейчас потратится и засекаем. Так. Ну, где-то 5 секунд, да, получается? У меня таймера нет, у вас на экране, ну, наверное, 5-6. А, и погоди, когда я езжу, топливо быстрее тратится. Типа, если я стою на месте, то мы можем в целом прям долго-долго так тратить. То, да, вот 79, уже 78. Если я прям ускоряюсь, о, 77, 76, 75, очень быстро тратится. Тогда, наверное, лучше ее припарковать и просто сидеть, отсиживаться, я бы даже так сказал. На всякий прописываем пронус. И проверяем, что у нас тут поменялось. Блин, почему, как назло, именно сейчас нет смотрящего? Это самое отвратительное. Именно в тот момент, когда я взял этот долбанный фотоаппарат. Кстати, Лая, не хочешь, чтобы я тебя сфоткал? Давай сейчас найдем какой-нибудь крутой ракурс. Вот так. Идеальная фотография, просто божественно. Правда, мне ее проявить надо. А как же я проявлю фотографию-то? Машину где-то здесь припаркуем. И, блин, я раздосадован одной мыслью. Типа, я на протяжении всего этого времени, я сейчас специально обыскивал этот город только для того, чтобы где-то его увидеть. Если вы думаете, что я обыскиваю ради металла или там ради другой пластины какой-то, нет, конечно, я могу даже вот так сделать и плевать. Хотя, может быть, я это зря сделал. Мне правда нужен смотрящий. И надо вспомнить, что, во-первых, машину надо
надо глушить, черт возьми. А во-вторых, я могу складировать все внутрь. Да, точно, канистра сюда, далее металл сюда, и все бесполезное опять же убираем. Что ж, непонятные воспоминания, где фигурирует человек с таким же скафандром, это уже интересно. С каждым разом эти воспоминания заходят куда-то не туда. Но я уверен, очень скоро мы поймем, что все это значит. Не забывайте, пожалуйста, ребят, про лайки. И вообще, почему я говорю все это, блин, здесь? Какой же я идиот! Стоп! Нет? Ребят, вот так намного лучше. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться. Не теряем заряд костюма, 39% осталось, это очень мало. Обязательно следим за топливом и не забывайте также писать комментарии. Любая ваша поддержка — это, огромный буст к мотивации. Поймите, над всем этим сезоном работаю, очевидно, не только я. Большая команда, и вся ваша поддержка, она, по сути, умножается. Спасибо большое. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и, черт возьми, машина. А самое главное, не наличие смотрящего. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. И раз, два, три. 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 Что? Но как? Откуда? Итак, что мы имеем? Признаться честно, возможно, самое худшее и плачевное положение дел за все сезоны. У нас буквально нет бункера, где я могу пожить, а любое другое место постепенно убивает меня. Так и ладно убежище. Я тут еще и наталкиваюсь на какую-то рандомную девочку, которая разговаривает со мной через воспоминания, обращаясь напрямую ко мне. Но как? Меня там не было. Где я? Когда я? Почему я? Из-за чего Лая удивляется моему имени? Объясните мне. История становится все закрученней. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка и... Так, подожди, меня слышно или нет? Алло, меня слышно? Говорю через эту долбаную резиновую бочку, черт возьми. Так, сейчас, подожди-ка, подключаю микрофон. Вот. Ладно, если серьезно, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы наконец-то начали получать ответы. Да-да, мы наконец немного узнали про организацию, получили машину, узнали про Лаю, которая определенно не верит не только в меня, но и теперь как будто в саму себя, потому что понимает, что ей не жить. Узнали, что организация никогда не оставляет свидетелей, а самое главное, теперь мы понимаем, в этом времени, где время как будто застыло, что-то не так со временем. Извиняюсь за тавтологию. То Лолошка замечает, будто бункером одновременно с ним пользуется кто-то еще, то в момент написания Прунус и Малус, Лая и Лолошка телепортируются с какой-то задержкой. Так тут еще и девочка, которая через воспоминания обращается и смотрит буквально на меня. Но как? Меня там точно не было. Вот здесь, получается, сидела девочка, здесь медвежонок, а вот тут я стоял и за кустиками наблюдал за детишками. То есть я имею в виду, что если медвежонок остался, то, получается, девочка исчезла после того, как я... стоял здесь. Вообще непонятно, это действительно был я или просто какой-то чел в том же скафандре. Подразумевается, что явно все не так просто, но ладно. Я могу забрать, кстати, этого медвежонка, ну-ка? А, не. Блин, ну ладно. Короче, костюм заряда не тратим, просто садим и... Замечаем, что в багажнике вещи появились. Погоди, что? А, подожди, типа визуально это тоже отображается? Ща, я попробую положить, например, вот так вот, а? И да, тут тоже появляются вещи. Вау, круто. А если я попробую забить абсолютно все? Вещей стало еще больше. Слушайте, а прикиньте, если они еще двигаются при движении. Это обязательно проверим, но перед этим вытаскиваем. Далее садимся и заводим. Давай, колымага, заводись! Черт возьми, молодец. Сейчас главное не тратить заряд костюма. Ой, да уж, ну и денек вчера был. А сегодня на тебе и просыпаюсь в машине. В совершенно скрюченном состоянии. Хорошее начало нового дня. Не могу поверить, что вот это моя новая реальность. Хотя, раз катастрофа, которая случилась в Архее, это настолько масштабное событие, наверное, это нормально, что оно приводит вот к таким последствиям. Но
помимо всего прочего, просто будто мне мало было агрессивной среды и тесного убежища, так тут еще и организация, которая пытается меня убить. Ну просто замечательно. В этом мире точно не соскучишься. Правда, Лая сказала, что в этой деревне я пока что вроде в безопасности, но это ненадолго. Рано или поздно они начнут прочесывать и пригороды тоже, в поисках меня. Очевидно, что мой ярко-красный модный пикап довольно сильно выделяется. Если я буду парковать его прямо на улице, то они заметят. Заметят, что эта машина то появляется, то исчезает, и захотят ее проверить. Если в этот момент я буду спать, им даже не придется сильно стараться, чтобы убить меня. Поэтому вывод один. Сейчас мне нужно заняться выживанием. К тому же у меня... честно говоря, начинает побаливать спина от постоянного нахождения в этом положении. Это не критично, но точно неприятно. Надо попробовать оборудовать какое-то защищенное пространство. Хотя бы комнатку небольшую. Или гараж. Чтобы машину спрятать, да. И чтобы там я мог спокойно снять скафандр, поспать и поесть. Вещи хранить, в конце концов. И чтобы с улицы меня не было видно. Так, ладно, время поджимает. Надо успеть, пока они не добрались до этого пригорода. Но... как же я все-таки могу создать убежище? Понятно, что повторить конструкцию бункера я не смогу, но... есть еще одна вещь, которая защищает меня от заражения. И это мой скафандр. Я столько раз занимался его улучшением, слепо следуя инструкции помощника, но ведь ни разу не разбирал его и не пытался понять, что же там внутри. Как именно этот скафандр защищает меня? Из чего состоит? Из каких материалов? Разбирать этот, конечно, страшновато. Вдруг что-то повредится. Но в бункере... там осталось еще 4. Наверняка они тоже были модифицированы. Надо вернуться и внимательно изучить их. Да, я понимаю, что это большой риск, но выбора у меня особо нет. Правда, для начала лучше поищу подходящее место для убежища. О, какие крутые темы ты поднимаешь, Лолошка. Так, а ну-ка, стоп! В чем секрет твоего стиля? Проникнуть незамеченным в бункер, разобрать скафандр и выяснить, из чего он состоит, научиться изготавливать такой же материал. А, материал. Ну, кстати, да, логично. Так, ладно. Мне нужно наконец разобраться в устройстве скафандра. Жаль, что я додумался до этого только сейчас, когда в бункере появляться опасно. Тем не менее, эти данные могут позволить создавать материал, противостоящий опасности в воздухе. О, хорошая идея. Только мне почему-то кажется, что это как будто нереально. Стоп, где я сейчас? Давай-ка попробуем сюда. И вот здесь, по идее, главная дорога. Да, все. Этот пригород называется Блумколь. Для начала лучше поищу подходящее место для убежища. Для убежища место может сгодиться типа дом какой-то или гараж. Вот Лолошка очень хорошо сказал про машину, да? Нам ее где-то нужно прятать. Так, хорошо, здесь у нас гаражей никаких нет. Я не был, по-моему, в правой части города, поэтому давай вот сюда. Эй, привет, тут гаражи есть? Что-то, что, не знаю, там спрячет мою машинку. Есть, не? Пожалуйста. Где может быть гараж? Что-то, что спрячет машину. Это должно быть очевидное место. Но я не понимаю. Нет. Стоп. Стоп. Это что такое? О, вот. Кажется, у этого дома есть гараж. Посмотрим, поместится ли сюда пикап. Но чтобы открыть ворота, я подозреваю, нужны ключи. Да, сейчас точно. Все, глушим. Домик. Может быть, у тебя тут еще будут какие-то аккумуляторы? Воу. Богатый домик, слушай. Чайничек. Здесь листочки. Это что такое? Ключи от гаража. А вот и ключи. Отлично. Главное, чтобы работал, пожалуйста. Мне заряда костюма не хватит еще и батарейки искать. Пожалуйста. Так, а как? Можно открывать ворота, не выходя из машины. Как это работает? Все, понял. Слушай, ну просторно. Утка. Стоп, утка. Утка-панк. Куда? Куда закрывать? А ну, обратно мне. Нельзя закрывать. Сейчас садимся, заводимся. Вот, можно было открыть ворота прямо, кстати, через машину. Типа, если я в ней сижу, то смотри, у меня кнопка появляется «Открыть ворота». Давай попробуем. Слушай, круто. Но все-таки мне сейчас нужно аккуратненько ее завести. Так это открывается еще не навсегда. Типа на некоторое время. Все, я понял, почему она закрывается. Давай. Все. Вроде все сделали. Теперь, наверное, заглушить.
И где я? Здесь у нас кусачки, гараж, какая-то мастерская, походу. Чисто в теории непримечательный дом, но здесь мне определенно нравится. Давай посмотрим, как тут жить. О, как удачно. Эта небольшая уютная мастерская как раз годится для нового убежища. До чего я докатился? Называем маленькое помещение при гараже без окон уютным. Ну ничего, уют я тут наведу, это точно. Это сейчас не самое главное. Эта мастерская хороша тем, что у нее невелика площадь поверхности, которую нужно будет отделывать защитным материалом. Ну и само собой тот факт, что машина находится буквально в соседнем помещении. Ага. Так, а что мне в этой мастерской-то можно? Взять рулетка? Измерить площадь стен? Чего? Для измерения? Ща, я хочу все посмотреть. Железное зубило. О, отмычки берем. Так, стальной слиток. Что это? А, это типа окошечко такое, да? А, да, это окошечко. И мы можем зайти в этот дом, получается, только с улицы. Мы не можем зайти через гараж. Ну, давай узнаем, какая здесь площадь. Блин, круто. У Лолошки-то на самом деле, если так подумать, много знаний. Угу. Итак, гараж есть, комната есть. Даже известно, сколько нужно защитного материала. Теперь осталось только узнать, как этот материал сделать. Придется возвращаться в бункер, черт. А это что такое? Это что такое? Какой... Нет, ну какой к черту призрачный туман, ну пожалуйста. Я же тут вообще без заряда. Я не смогу с призраками бороться. По моей логике, было бы прикольно, наверное, просто запастись тонной топлива и сидеть в машине. Но с другой стороны, отделать эту комнатушку, это тоже прикольная идея, но не тогда, когда опасно. Ах, блин, ладно, с кем я спорю? Давай тогда здесь еще раз проверим. Ничего не берем, наверное, не понадобится. Заводим машину, садимся, открываем ворота. Блин, это так круто сделано. Черт. Что за партиклы? Они показывают, как мне ехать. Слушай, подожди, блин, я помню, как, если что, вернуться-то сюда. Где партиклы? Я потерялся. Куда, мне сюда нужно? Привет. Привет. Им пофигу, когда я в машине. Им вообще посрать. О, это так круто. Я могу наконец-то рассмотреть. На кого ты похож, чувак? Ты кто? Что это, блин? Это какая-то хрень, реально. Ага. О, привет, еще один. Все, я вижу туннель. Погнали. Нет, Лолошка, ты чего? Я не могу туда заявиться просто так. Меня засекут. Неважно, в машине или пешком. Лучше без подготовки туда не суваться. Я не знаю, на что способна организация. Лая уверена, что на многое. Припаркуюсь и... Давай-ка, наверное, спрошу сначала у Лаи. Может быть, она знает, как попасть в бункер незамеченным. О, блин, мне так нравится Лолошка в этой серии. Он как будто, знаете, резко умным стал. Я не знаю. Что, мне выйти и Прунус прописать? Давай-ка, наверное, мы пропишем, но где-то в... Вот здесь, вот, да, хорошая идея. Прунус. Угу. Ой. Блин, ну куда ж ты? Что у меня какая-то серия сегодня стелсовая? Я даже боюсь кричать, честно говоря. Что это тут? О, я не помню, чтобы здесь была пластинка. Давай на всякий случай экстренный аккумулятор один используем. Здесь ничего интересного. Лая, прости. Это разбудить. Зря, наверное. Эй, Лая. Куда? Стой! Лая, это я! Тихо, молодая! Ух, блин, у меня же сердце чуть не выпало. Не знала, что ты умеешь драться. Ох, блин, Лая. Умею, но не люблю. Извини, что сделал тебе больно. Это просто произошло на уровне мышечной памяти. Ничего, уже прошло. Но больше не подкрадывайся ко мне, когда я сплю. Чего тебе? Лая, мне нужно вернуться в свой бункер. Ненадолго. Ты чего, дурак, что ли? Или ты прикалываешься надо мной? Нет, Лая, правда, это важно. Я боюсь, в противном случае у меня не будет шансов выжить. С вами привязанными так тяжело. Чего? Привязанным? Что это должно значить? Лолошка, твой бункер сейчас под охраной. Они нашли его и да, теперь ждут уполномоченных, кто сможет произвести осмотр.
А? То есть на осмотры нужны какие-то особые люди? Не обязательно люди. В этом вопросе раса не важна, но да. Организация всегда действует по протоколу. Это то, что обеспечивает ее существование и тайность. Ну, то есть сейчас внутри никого нет, я правильно понимаю? Слушай, если это все, что ты хотел узнать, то я бы предпочла вернуться ко сну. Нет, подожди, не все. Что еще? Кто охраняет бункер? Я тебя прошу, просто забудь. Найди другой способ выжить. Этот тебе не подойдет. Для таких случаев предусмотрен особый сценарий наблюдения с дронов. Лая, дронов, серьезно? Я их легко расстреляю. Не в этот раз. Стоит тебе подбить один, все остальные сразу же атакуют в ответ. Это самоубийство, лол-ложка. Ну тогда... У них же не 360 градусов обзор, верно? Значит, должен быть вариант, как я могу проскочить. Нет, если только ты не... Что? Что, если только я не что? А действительно, это же... Эй, Лая, ну не молчи, прошу. Лая, пожалуйста, я же верю, что ты не дашь мне умереть, помоги мне. Скажи-ка мне, ты танцевать умеешь? Что? Ну, вальс. Ты умеешь танцевать вальс? Я умею считать до 3, но танцевать... Все, тихо. Давай попробуем. Лая, да ты с ума сейчас сошла, просто... Лол-ложка, может быть, я и сошла с ума, но других вариантов у меня для тебя нет. Это интересно, что? Согласиться танцевать? Попросить быть серьезнее? Не, я думаю, она на полном серьезе. Она много знает, это уже видно. Короче, да, согласиться, само собой. Это, блин, так странно. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ай, хорошо. Продолжаем. Раз, два, три. Черт. Ой, Что произошло? Я споткнулся, что ли? ты в порядке? Да, все в порядке. А теперь расскажи, пожалуйста, для чего это было? Конечно. Я, когда изучала паттерн наблюдения формации дронов, заметила, что он хорошо ложится на музыку. А именно, на вальс. И зачем ты изучала этот паттерн? О нет, а вот это тебя уже не касается. Для тебя проблема в том, что в организации не дураки сидят. Формация выстроена так, чтобы слепых зон не оставалось. И на каждые 3 углы обзора пересекаются так, что невозможно не попасться. Так, а тогда смысл меня заставлять танцевать? Что? Почему ты молчишь? Блин, Лая, я не понимаю, правда. Ну давай же, Лолошка, вспомни, где мы находимся. В моем измерении? И что? Подожди. Я Так. понял. Ты предлагаешь мне перемещаться сюда каждый раз, когда камеры пересекаются. Я все еще считаю, что ты безнадежен, но, возможно, не настолько, как я думала сначала. Да. Знаешь, если ты считаешь, что это прозвучало как комплимент, то... Ну да, это прозвучало как комплимент. Спасибо за комплимент. Как же легко тебя порадовать. В общем, мы уяснили. Самый безопасный способ на каждый счет 3 перемещаться. Раз, два, Прунус, 3 сюда. Раз, два, 3, Малус обратно. Именно в таком порядке, чтобы переместиться до сдвига камер, а обратно точно после. Ты понял? Это, знаешь, я думаю об этом, но все звучит так сюрреалистично. Ну, не сюрреалистичнее твоего существования. Чао. Ага. Так. Ты уже все, не спать? Нет, все-таки, видимо, сначала почитать, потом спать. Чего? Слушай, в целом можешь и тут постоять, мне без разницы. Видимо, тебе не так сильно нужно в бункер, верно? Слушай, Лая, пожелай мне удачи, пожалуйста. Пойдем со мной. Ты же тоже можешь сюда перемещаться, правда? Блин, ну не-не-не, зачем? Смысл? Это усугубит ситуацию. Пошутили и хватит. Если серьезно, как мне попасть в бункер? Ничего из этого, честно говоря, я бы не нажал. Но, повторюсь, доверие. Мне нужно, чтобы между мной и Лаей выстроился какой-то доверительный контакт. Пожелай мне, пожалуйста, удачи. Я уж думала, ты позовешь меня с тобой. Да? Ну, там был такой выбор, ну, как бы... Может быть, ты и правда не такой хлюпик. Удачи, Лолошка. Спасибо.
Блин, мне нравится Лая. Не знаю, в начале, вот когда она только-только появилась, мне почему-то казалось, что она коза та еще. Да нет, не коза. Короче, зря времени теряем, сразу используем экстренный аккумулятор. Наверное, 2 раза будет достаточно. И после этого тут же прописываем малус. Угу, приветствую. Ой, блин, сейчас получается все-таки в бункер, да? Раз, два, прунус, ты! Да пипец, я забыл, что призраки. Я реально, у меня вылетело из головы. Чувак, я как бы все понимаю, но ты это... Уйди, пожалуйста, топливо не хочу тратить. Сейчас, знаете, я на самом деле вот что хочу. Мы вот так вот проедем и чуть-чуть развернемся, чтобы, если что, потом в туннель заехать быстро. Да иди отсюда, ну! Что ты тут пристал ко мне? Черт возьми, ну какая же зараза-то, а? Ладно, все. Давай. Аккуратно. Бункер, бункер, бункер. Дроны, 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 дроны. А что делать? А как быть? Подожди, а как быть? А как быть? Наверное, просто пройти, верно? О, капец! О, сколько их там! А. Это просто жесть! Пренебречь. Вальсируем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Пронус. 3. Раз, два, три. Малус. А, боже. Давай, давай, Лолошка. Хорош, просто хорош. Обалдеть, получилось. У меня получилось. Я почти рад, что случился конец света, и никто этого позора не видел. Ну, кроме Лаи, конечно. Но все это было не зря. О, да. О, бункер! Как я по тебе соскучился, блин! Стоп, стоп, я же могу зарядиться, правильно? О, какое же это облегчение. Наконец-то по-человечески зарядить скафандр. Итак, теперь за дело. Какое дело? Что, мне просто нужно взять скафандр? Какой же из этих скафандров лучше всего взять для исследования? Они же все нерабочие. И я даже понятия не имею, почему нерабочие. Значит, без разницы, с какого начинать. Ну окей. Так. Блин, мне так нравится анимация в этом сезоне. Как вот оно плавно. Как интересно. В этом костюме нет аккумуляторов, в отличие от моего. Поэтому он не работал. Значит, вполне возможно, он бы мог защищать от заражения. Так, подожди, а может быть... А ну-ка. Что это? Что? Стоп, а действительно... Что? Это же антискинт, я правильно понимаю? Не может быть. Антискинт. Но как? Откуда? Так, я в архее, но это какой-то странный архей. Ни крупицы скинта, ни обычного, ни зараженного. Зато вот, антискинт есть. И что же за зараза здесь такая в воздухе, что остановить ее может только он? Ладно, над этими вопросами я поразмыслю чуть позже. Мне нужно убраться из бункера, пока меня не успели засечь. Это вообще вау! Ребят, что вы понимали? Что такое антискинт? Антискинт — это, по сути, антискинт. Ну, буквально. Его еще, кстати, называют антипрокс. И для мироходца, для междумирца, антискинт — это губительная штука. То есть, если антискинт будет очень долго находиться рядом с мироходцем, то рано или поздно его искра погаснет. И вот теперь вопрос. Что? То есть теперь мы понимаем, что антискинт в этом мире, наоборот, помогает? Не, ну ладно, на самом деле за все сезоны свойства антискинта мы до сих пор не открыли. В последней реальности при помощи антискинта мы могли разговаривать с другой вселенной. Помните, я, Лолошка, связывался с Джодахом и Джоном. Ладно, я не буду делать никакие теории, ребят. Я сейчас прям боюсь сказать какую-то ересь. Но это вау! Про антискинт вообще не забыто. Мы можем взять тут какие-то фильтры. Мы вытащили их, получается, из скафандра, да? Забираем. В чем секрет твоего стиля выполнено? А ну-ка. Проникнуть в бункер, разобрать скафандр и выяснить, из чего он состоит, научиться изготавливать такой же материал. Блин,
Кто был владельцем этого бункера? Что это за умный чел, который многое знал? У меня складывается ощущение, что он был как минимум мироходцем. 4 фильтра. Защищает от заражения. В крафте не используется. Скафандры, я так понимаю, все? Теперь они все пустышки. Наш, смотрю, полностью зарядился. Надеваем. И как же приятно. 100% заряда. Ладно, бункер, мне, наверное, все-таки сюда. Так, отлично, я в машине. И теперь у меня есть фильтры, которые я могу установить в мастерской для очистки воздуха. Единственное, что осталось сделать помещение герметичным. Я думаю, пока сойдет обычный герметик или что-то в этом духе. Это не идеальное решение, но так я хотя бы выиграю время. А дальше посмотрим. Можно будет сделать, наверное, что-то более долговечное. Ага, я понял. Так, подожди. Давай, машинка. Поехали. Ой, главное, чтобы на меня сейчас никто не напал. Топлива еще много. Заряда у костюма дофига. Вот они, мои фильтры. Только я не понял, антискин, он в фильтре или он в скафандре? Типа, блин, на самом деле, если... у нас антискин в скафандре, то это мы вообще не мироходец. Но в том плане, что мы теряем силу. Мы теряем очень много силы ежесекундно. Напомню, на обычных мироходцев антискин влияет настолько пагубно, что рано или поздно силы они теряют в ноль. И становятся дасками. У них желтые глаза. Но многие персонажи в «Голосе времени» удивлялись, почему Лолошка может носить антискинт и, типа, ему не становится так же плохо, как другим. В преддверии в других сезонах мы выяснили, что это потому, что у него очень сильная искра, потому что он междумирец, а не просто мироходец. Но сам факт остается фактом. Типа, я ношу, получается, антискин сколько? Полгода? Сколько я вообще в этом измерении? Ну, наверное, месяца 2, 3, 4. Мне просто правда кажется, что сейчас у Лолошки так мало сил, что если он попробует скастовать какую-то магию, он скорее в обморок упадет. Так, давай аккуратненько. Сюда. Заезжаем, выходим, глушим машину обязательно. И в итоге, как я собираюсь это все обделывать? Что мне... А, катсцена, ну конечно. Ну-ка. Угу. Фильтры. Блин, Лолошка умный. Я бы никогда не додумался до такого. Вот вообще никогда. Задание «Уютный уголок обновлен». Что ж, выглядит не так плохо. Теперь нужно обставить эту комнату хотя бы самой необходимой мебелью. В первую очередь мне нужна кровать. Ну и, возможно, пара милых безделушек, чтобы скрасить свое одиночество. Ага, задание. Уютный уголок. Установить кровать в мастерской, найти милые безделушки и добавить немного уюта. Чего? Что за милые безделушки? А, уточка у меня есть, кстати. Может быть, я могу сюда куда-то поместить? Кровать в мастерской вроде тоже не так сложно, но у меня нет шерсти. У меня дофига паутины. Кажется, я знаю, что мне нужно сделать. Но у меня нет меча, чтобы поломать паутину. Блин, у меня вообще ничего нет. Я немножко бомж. Ладно, тогда мы выходим отсюда. Ох, долбаные призраки. Если вы сейчас мне на глаза попадетесь, я ж с ума сойду. Так, сейчас сюда аккуратненько. Что у нас здесь? Дайте мне... Может быть, кстати, аккумулятор зарядится. На потом там по-любому надо заряжаться. О, кровать. Давай возьмем кровать эту, может быть, она сгодится. Если нет, то придется создавать свою. Вот белая шерсть. О, что? Взять кровать? А, настолько? То есть мне надо было не вот эту, я понял, все, тогда это до свидания. Далее здесь у нас коричневая, желтая простыня. Ну, розовая и синяя, наверное. Эти два цвета мне нравятся. Так, здесь у нас что? Тоже кровать, тоже простыня. О, зеленый, это мне нравится. Да-да-да, берем. И нам нужно найти, опять же, милую безделушку, добавить немного уюта. Блин, какая безделушка может добавлять уюта? Взять медведя. О, мистер О'Флафферти! Плюшевый мишка девочки по имени Элизабет. Тот самый мишка. Блин, точно, вот она, безделушка. О, мистер О'Флафферти, мы с вами подружим. Мистер О'Флафферти! Помоги мне! Господи! Нет, пожалуйста! Пожалуйста! Я не хочу! Не надо! Умоляю, не трать мне заряд! Не трать мне заряд, тварина! Где мой гараж? Где мой чертов гараж? Блин, не надо. Гараж. Черт. Тихо. Хуя. Сука, ты такая! Все, закрывайся. Сколько секунд проходит? 1, 2, 3,
Где-то 5 секунд, короче. 5 секунд и закрываются гаражи. О, вот оно. Поставить кровать. Отлично. Поставить игрушки. А, игрушки. Ну, давай. Хе-хей. Задание «Уютный уголок» обновлено. А, и вот, кстати, уточка тоже поместилась, я понял. У меня 0 потери! Подожди! Фильтры реально работают! То есть, когда я открываю гараж, тогда у меня начинает тратиться заряд. Вау! Это прикольно сделано. Типа, теперь я здесь жить могу. Так, ну, собственно, вот. Дом, милый дом. По крайней мере, на какое-то время. Пока меня снова не нашли. Ой, как же я надеюсь, это произойдет не скоро. Очень муторно каждый раз всем этим заниматься. Но зато сейчас мне есть где спокойно поспать. Это, конечно, не высокотехнологичный бункер, который помогал мне и прокормить себя, и костюм улучшать, и оружие проектировать, и много чего еще. Но здесь хотя бы наконец-то безопасно. О! И мозги наконец-то выросли. А я думаю, когда у тебя уже что-то в норму придет, ты столько всего сделал. Ну что, мистер Флафферти? Ну что, уточка Панк? Я поздравляю вас, это ваш новый дом. Не волнуйся, мы еще о твоей Элизабет, или как там эту девочку зовут. Мы что-то еще узнаем. Мы узнаем, куда они все пропали. Ребята, по-моему, прямо сейчас я могу сделать вот так. И... Я живой! Какой я потный. Я уверен, я такой потный, блин. Друзья, могу точно сказать, что на данный момент вот это моя самая, наверное, любимая серия, потому что я люблю ответы. Я думаю, вы тоже не будете спорить, что ответы — это самое крутое, когда у тебя много вопросов, много мыслей, и вот ты наконец-то получаешь то самое блаженное. Опять же, ответы. Как говорится, дальше больше. Видно, что затишье перед бурей заканчивается, и мне начинает становиться страшно, честно говоря. Ребят, я очень надеюсь, что в условиях этого замедления вы не забывайте обращать внимание на мою фразу про «не забудьте подписаться и поставить лайк». Ваша поддержка — это наилучший буст к мотивации, правда. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... Гараж. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Знаешь что, мироходец? Просто возьми и иди в другой мир. Куда бы отправиться? Честно говоря, хотелось бы куда угодно. Где нет всего этого. О. Что под... Чего? Обалдеть, это невероятно. Антискинт, высасывающий и блокирующий силы мироходцев, мало того, что встроен в мой скафандр, так я еще и избавиться от него не могу. Это единственное, что помогает выживать в этой непонятной радиации. Как говорится, есть два стула, на одном пике точен... Так. Что-то я не туда. Короче, теперь, когда я понимаю, что мы выживаем только за счет скафандра, который постепенно высасывает мои силы, я даже не знаю, алло, Ложка еще мироходец? У него там нормально с силами? Эй, дружище, ты в порядке? Давайте смотреть. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы при любых обстоятельствах в полной жопе. Давайте честно, все эти вопросы про время, смотрящего, организацию, девочку, которая почему-то говорит со мной через воспоминания, это полная фигня. Фигня, учитывая, что я прямо сейчас с собой вынужден носить то, что постепенно убивает и уничтожает меня. Тот самый антискинт. Редкая штуковина, которая высасывает искру мироходцев, но при этом почему-то здесь позволяющая выживать. Этот антискинт поглощает заражение в мире. Ну или радиацию, как мы ее называем. Да, антискинт зашит вот в эти фильтры, которые были зашиты в скафандрах. Я носил скафандр не просто долго, а очень долго. Часы, сутки, недели, а то и месяцы напролет. Вот почему Лолошка постоянно сходит с ума. Вот почему у него вечные эмоциональные качели. Да и черт бы с ним, с этими эмоциями. Я теперь не уверен, что Лолошка будет сильнее, чем среднестатистический мироходец. Мне страшно! Как я могу отказаться носить антискинт, если только так я могу выходить на улицу? Это дилемма, с которой придется как-то жить, выживать. И кстати, я только сейчас допер. Вот почему Лолошка 2 серии подряд страдал с мозгами в нулину. Потому что все эти 2 серии подряд он жил в скафандре и в машине одновременно. А здесь же тоже антискинт, правильно?
Ё-моё. А теперь представьте, что на все это накладывается одиночество. Господи, как ты еще с ума не сошел? А, хотя нет, подожди, сошел. Короче, ладно, прямо сейчас, в любом случае, скафандр надеваем. Итак, посмотрим. Честно говоря, я даже не знаю, могу ли чувствовать себя здесь в безопасности. Еще недавно бункер оказался для меня защищенным местом, а тут на тебе! Я в каком-то наспех обустроенном гараже. Одна только эта мысль меня удручает. Я не хочу привязываться к этому месту, не хочу! Снова оставлять все нажитое, снова начинать все заново. Я так долго занимался улучшением бункера. Какой в этом смысл, если опять нужно бежать? Это все навевает какую-то безысходность. Вот было же раньше хорошо. Было определенное удобство в том, чтобы иметь собственный изолированный сон. О, нифига ты тему поднял. Так, сон, продолжай. Почти из любого места и сразу в относительную безопасность. Без моего ведома туда вообще никто не мог попасть. В этом плане, кстати, сон очень походит на мое карманное измерение. Лае вот явно нравится. Но мне, к сожалению, недоступно. О, и, кстати, а что насчет Лаи? Интересно, она сейчас там? Самое время проверить и скрасить ей компанию. Так. Блин, на самом деле ты тему поднял-то вообще офигенную, погоди. Собственный изолированный сон. Я напомню, в предыдущем сезоне Сердца Вселенной мы действительно жили во сне. Но потом этот сон был уничтожен. Самое главное, нам дали понять, сон постепенно восстанавливается. Но для этого нужен скинт, ну то есть хотя бы какая-то магия. А у нас тут вокруг магии явно никакой, скинта тупо нет. Также нужно время и какое-то ментальное здоровье. У Лолошки сейчас с ментальным здоровьем явно все не так уж и хорошо. Но в любом случае очень круто, что про мой сон не забывается. Так, а теперь что там, Лая, да? Нужна Лая. Окей, значит, нам нужен Прунус. Ага, здравствуйте. Лая? Ну да, конечно. Все как по закону подлости. Ладно, ладно. Пока повременю со светскими беседами. Понял. Значит, ничего тут, да? Подожди, а может быть она написала что-нибудь? Тут по нулям. Так, на всякий проверим ящики. Тоже пусто. Блин, ну обидно, обидно. Она не хранит здесь вещи, это точно. Тогда обратно Малут. Получается, что я застрял здесь на неопределенное время. Так? Так. Значит, мне следует обзавестись припасами. Забрать все из бункера было попросту невозможно. А того, что есть, может надолго не хватить. Надо искать. Ага, надо искать. Не, ну вообще запасы у меня не то чтобы плохие, но я бы поискал больше аккумуляторов, это точно. Типа мне по-любому делать это нужно на машине, чтобы не тратить заряд скафандра, а для этого мы... Давай проверим. Мы сейчас открываем. И вот, сразу появляется радиация. Да-да-да, прикольно сделали. Так, мы садимся. Далее, получается, где тут ключик? Ага, заводись. Заводись, колымага! О, сюда! Теперь открывайся. Поехали! Ха-ха, блин, как это круто сделано. Я несколько серий катаюсь на этой машине, но каждый раз я просто удивляюсь, как же это круто. Все, машинка, сейчас, погоди. Давай тут проверим. Пожалуйста, мне просто что-то, что даст мне заряд. Не знаю, там топливо. Hello. О, сразу сходу аккумулятор, спасибо. Здесь кубок на всякий заберем. Красная печать. Копирует и передает настройку между блоками. Окей. Очень много гнили в домах, но мы понимаем, что сейчас взять ее, наверное, все-таки нехорошая идея. Да, она мне понадобится в будущем, но нет, сейчас я не буду брать. Дайте мне, пожалуйста, аккумуляторы. Мне ничего не надо, кроме них. О, сразу два сюда. Вот это я понимаю, джекпот. О, еще два. Ух, блин, у меня уже 8. Прикольно, это почти фулл заряд костюма. Вообще, помимо аккумуляторов, мне, наверное, надо найти топливо, потому что машина, она бесконечно не может просто быть заведенной. Давай вот здесь проверим. Тут мы... Подожди, а если тут есть гараж? Чисто теоретически-то тут и топливо, наверное, надо, ну, как-то найти. Нет? Так, что это? Бумага. Может быть, я настолько слепой, что так и не нашел здесь заправку? Не поймите меня неправильно, но в любом пригороде, в любом городе, в любой, там, даже деревушке, наверное, может быть заправка. И вот, допустим, машины. Я что-то не увидел.
Пожалуйста, дайте мне долбаную заправку. Также я напомню, что мы за все время так и не встретили смотрящего. Уже 3 серии подряд его не появляется, а я все еще хочу его сфотографировать. Это пипец какой-то. Смотрящий, пожалуйста. Я знаю, что тебе интересно следить за этим. Я знаю, что тебе интересна эта история. Но все-таки появись. Ой, ты погляди, какая годнота. Канистра с бензином. Все-таки да, в домиках иногда спавнится. Это хорошо, а то уж я думал, все будет проблематично. На всякий также зайдем сюда. Эх, как же тупо, что здесь нет заправки. Либо я прям самый слепой человек на планете. Вот этот дом выглядит как страшный дом на отшибе. Могу ли я в него... А, я не могу в него зайти, что? Знаете, у меня ощущение, что это какой-то в будущем сюжетный домик. Реально, он выглядит прям немножко иначе, чем другие. Здесь, например, я могу открыть, да, все нормально. Здесь у нас как будто какой-то салон был. Или что это? Спаленка. Мне интересно. Ну и, кстати, некоторые по-любому будут писать в комментариях, как и про смотрящего, типа сфотографирую, как и про что-то еще. Что будет, если пойти в город? Давайте я сразу закрою этот вопрос, потому что комментариев реально много. Много догадок, много теорий, много всего. Что будет, если пойти в город? Мы идем, и все. Мы не можем. Тут буквально барьер. Да, то есть мне сейчас априори нельзя идти туда. Мне априори нельзя возвращаться, потому что... Ну, в целом мы знаем почему. Дроны. Так что наш Блумколь, человеческое поселение, будет с населением 1. Правда, в этом случае не совсем понятно, что делать с опытом. То есть, если мне он понадобится, то получается дронов я не убью. Я могу сейчас потратить на 3 уровня. Мне по-любому надо будет силу 30-го левела, чтобы киркой нормально махаться, да? Я уже даже не знаю, а надо ли действительно. Так что живучесть как будто это самое годное. Повышение уровня увеличивает здоровье и снижает риск травмы. Интеллект персонажа увеличивает запас магических сил. Вот, а когда? А когда реально? О, тут можно открыть. Ну-ка, иди сюда. Железо, супчик и ничего более. Ну ладно, надеюсь, этого будет достаточно. Думаю, Лая уже вернулась и... Вообще не проверишь, не узнаешь. Да, справедливо. Только погоди, это, слушай, я тут машинку просто поставил как-то не очень, наверное, хорошо. Гараж не так уж и далеко, поэтому по-любому заводим. Далее садимся и отгоняем. Супер аккуратненько, тихо. Я, блин, обожаю это делать. Слушайте, машина прям топчик. Так. Теперь аккуратно загоняем. Хорошо, хорошо. Все, глушим. Здесь у нас радиация 0, не тратим никакой заряд. Ну и, собственно, наверное, надо все-таки убрать какие-то вещи. Типа, вот я нашел дубовые доски, немного белой шерсти. Даже кубок, черт возьми. В будущем можно переделать в золото, так что, опять же, да. Ну а теперь... Да! Привет, Лая! О, привет. Я только вернулась. У тебя что, здесь стоит какая-то сигнализация на мое появление? Не-не-не, я просто проведать тебя решил. Как мило с твоей стороны. Ну так и чего? Чего хотел? Ну, по классике. Ответов. В конце концов, ты мой единственный источник информации на данный момент. Скажи, как скоро организация может выйти на мой след? Какие у них методы слежения и все такое? Это радио или тепловизоры там... Или, может быть, какие-то другие неизвестные мне штуки. Сколько у них дронов в этой линии? Я же не могу менять свое местоположение каждый день. Хотелось бы хоть немного ориентироваться в ситуации. Ох, Лолошка, увы, но такой информации у меня нет. Так как все в организации действуют по инструкции. Знания об устройстве дронов у меня с обучения. Что же насчет в остальном? Ну, могу лишь в очередной раз напомнить об осторожности. Ох, серьезно, супер. А на что ты сейчас надеялся? О, Лолошка. Никто и никогда не говорил, что выжить после конца света будет легко. Но я так погляжу, ты вроде все еще справляешься. Да, вроде справляюсь. Спасибо. Я обустроил, если что, себе небольшое убежище. Там я могу и передохнуть, и машину спрятать. Подожди, ты нашел еще один бункер? Если это такой же бункер, то они смогут легко найти его по аналогии с предыдущим. О, нет, Лая, ты меня недооцениваешь.